Тайна замка Чимнис. Агата Кристи. Перед вами «Тайна замка Чимнис», один из самых необычных, динамичных и увлекательных романов королевы жанра Агаты Кристи. Написанное в 1925 году, это произведение стоит особняком в ее творчестве. Здесь вы не встретите Эркюля Пуаро или мисс Марпл. Вместо камерного расследования в замкнутом пространстве вас ждет настоящий шпионский триллер, полный политических заговоров, фальшивых личностей, дерзких краж и, конечно же, загадочных убийств. Все начинается с того, что харизматичный искатель приключений Энтони Кейт соглашается на безобидное, на первый взгляд, поручение доставить в Лондон мемуары покойного балканского премьер-министра. Но эти бумаги хранят тайны, способные перекроить карту Европы. Очень скоро ниточки заговора приводят всех участников в роскошное старинное поместье Чимнис, где под одной крышей собираются британские дипломаты, тайные агенты, безжалостные заговорщики и даже неуловимый международный вор. Именно в этой книге Агата Кристи впервые знакомит читателей со знаменитым суперинтендантом Батлом из Скотланд-Ярда, которому предстоит распутать этот невероятный клубок. Вас ждет идеальное сочетание тонкого английского юмора, романтики, опасных приключений и фирменной, филигранно выстроенной головоломки. Кем на самом деле являются гости замка? Кто стоит за громким преступлением? И где спрятан бесценный алмаз? Устраивайтесь поудобнее. Приглушите свет. Мы начинаем наше путешествие в замок Чимнис. Приятного прослушивания. Глава 1. Энтони Кейт подписывает контракт. Джентльмен Джо. А неужели это старина Джимми Макград? Группа Castles Select Tour, представленная 7 унылыми дамами и 3 взмыленными мужчинами, наблюдала за происходящим с огромным интересом. Очевидно, их мистер Кейт встретил старого друга. Они все так восхищались мистером Кейдом, его высокой худощавой фигурой, загорелым лицом, беззаботной манерой, с которой он улаживал споры и возвращал всем хорошее расположение духа. А вот этот его друг, пожалуй, довольно странного вида мужчина. Примерно того же роста, что и мистер Кейт, но плотного сложения и далеко не так хорош собой. Из тех людей, о которых читаешь в книгах, и которые, вероятно, содержат салун. Любопытно, однако. В конце концов, ради этого люди и ездят за границу, чтобы увидеть все эти необычные вещи, о которых читали в книгах. До сих пор в Булавае им было довольно скучно. Солнце грело невыносимо, отель был неудобным, казалось, идти особо некуда, пока не пришло время ехать на автомобиле в Мотопос. К счастью, мистер Кейт предложил купить иллюстрированные открытки. Выбор открыток оказался превосходным. Энтони Кейт и его друг отошли немного в сторону. «Какого черта ты делаешь с этой толпой баб?» — спросил Макград. «Гарем заводишь?» «Только не с этой компанией», — ухмыльнулся Энтони. «Ты на них внимательно посмотрел?» «Еще как». «Подумал, может, ты теряешь зрение». «Зрение у меня такое же хорошее, как и прежде». «Нет, это экскурсия от фирмы Castles Select Tour». «Я и есть Касл, в смысле, местный представитель Касла». «Какого черта ты взялся за такую работу?» «Прискорбная необходимость в наличных деньгах». «Могу тебя уверить, это совершенно не подходит моему темпераменту». Джимми ухмыльнулся. «Никогда не был любителем регулярной работы, верно?» Энтони проигнорировал это замечание. «Впрочем, скоро что-нибудь подвернется, я надеюсь», — оптимистично заметил он. «Обычно так и происходит». Джимми тихонько рассмеялся. Если где-то назревают неприятности, Энтони Кейт обязательно окажется в них рано или поздно, уже-то я знаю, — сказал он.
У тебя абсолютное чутье на скандалы и 9 жизней, как у кошки. Когда мы сможем поболтать?» Энтони вздохнул. «Я должен отвезти этих кудахчущих наседок посмотреть на могилу Сесила Ротса». «То, что надо», — одобрительно произнес Джимми. «Они вернутся растрясенными, в синяках и ссадинах от ухаб на дороге и будут умолять о постели, чтобы дать отдых своим ушибам. Вот тогда мы с тобой пропустим по стаканчику и обменяемся новостями». «Идет». «До встречи, Джимми». Энтони вернулся к своему стаду овец. Мисс Тейлор, самая молодая и игривая из всей компании, тут же набросилась на него. «А, мистер Кейт, это был ваш старый друг?» «Да, мисс Тейлор. Один из друзей моей безгрешной юности». Мисс Тейлор захихикала. «Мне показалось, что он очень интересный мужчина. Я передам ему ваши слова». «А, мистер Кейт, как вы можете быть таким непослушным? Подумать только. А как он вас назвал?» «Джентльмен Джо?» «Да». «Ваше имя Джо?» «Я думал, вы знаете, что меня зовут Энтони, мисс Тейлор». «А, да ну вас!» Кокетливо воскликнула мисс Тейлор. К этому времени Энтони уже отлично освоил свои обязанности. Помимо организации необходимых путевых формальностей, они включали в себя успокоение раздражительных пожилых джентльменов, когда задевали их достоинство, заботу о том, чтобы у пожилых матрон было достаточно возможности для покупки иллюстрированных открыток и флирт со всеми, кому еще не исполнилось строго 40 лет. Последняя задача облегчалась для него чрезвычайной готовностью упомянутых дам усматривать нежный смысл в самых невинных его замечаниях. Мисс Тейлор вернулась к расспросам. «Почему же тогда он называет вас Джо?» «А, просто потому, что это не мое имя». «А почему джентльмен Джо?» «По той же самой причине». «А, мистер Кейт», — запротестовала мисс Тейлор, сильно огорчившись, «я уверена, что вам не следует так говорить. Папа только вчера вечером говорил, какие у вас джентльменские манеры». «Очень любезно со стороны вашего отца, я уверен в этом, мисс Тейлор. И мы все согласны с тем, что вы самый настоящий джентльмен». Я потрясен. «Нет, правда, я совершенно серьезно». «Доброе сердце дороже короны», — смутно произнес Энтони, не имея ни малейшего представления о том, что он имел в виду под этим замечанием, и горячо желая, чтобы поскорее наступило время обеда. «Это такое прекрасное стихотворение, мне всегда так казалось». «Вы знаете много стихов, мистер Кейт?» «В крайнем случае я мог бы прочесть «Мальчик стоял на горящей палубе». Мальчик стоял на горящей палубе, откуда все, кроме него, бежали. Это все, что я знаю, но я могу показать эту часть в лицах, если хотите. Мальчик стоял на горящей палубе, вжух, 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 это пламя, понимаете, откуда все, кроме него, бежали. На этих словах я бегаю взад и вперед, как собака. Мисс Тейлор покатилась со смеху. «А, вы только посмотрите на мистера Кейда. Разве он не забавен?» «Время утреннего чая», — бодро сказал Энтони. «Идите сюда. На следующей улице есть отличное кафе». «Я полагаю», — произнесла миссис Колдикот своим глубоким голосом, «что этот расход включен в стоимость тура?» «Утренний чай, миссис Колдикот», — сказал Энтони, принимая свой профессиональный тон, — «это за отдельную плату». Позорно. Жизнь полна испытаний, не так ли? Весело заметил Энтони. Глаза миссис Колдикот блеснули, и она произнесла с видом человека, взрывающего мину, «Я так и подозревала», и в предвидении этого сегодня утром за завтраком отлила немного чая в кувшин. «Я могу разогреть его на спиртовке».
Пойдем, отец. Мистер и миссис Колдикот триумфально удалились в сторону отеля, причем спина дамы выражала полное самодовольство от столь удачной предусмотрительности. Господи, пробормотал Энтони, сколько же всяких чудаков нужно, чтобы составить этот мир. Он повел остальную часть группы в направлении кафе. Мисс Тейлор держалась рядом с ним и возобновила свой расспрос. «Давно ли вы не виделись со своим товарищем?» «Чуть больше 7 лет». «Вы познакомились с ним в Африке?» «Да, но только не в этой ее части». Когда я впервые увидел Джимми Макграта, он был весь связан и готов к отправке в суповой котел. Некоторые племена во внутренних районах, людоеды, знаете ли. Мы подоспели как раз вовремя. И что же произошло? Очень милая маленькая заварушка. Мы подстрелили нескольких бродяг, а остальные бросились на утёк. Мистер Кейт, какую, должно быть, полную приключений жизни вы вели? Очень мирную, уверяю вас. Но было очевидно, что дама ему не поверила. Было около 10 часов вечера, когда Энтони Кейт вошел в небольшую комнату, где Джимми Макграт был занят тем, что ловко управлялся с различными бутылками. «Сделай его покрепче, Джеймс», — взмолился Энтони. «Могу тебе сказать, мне это просто необходимо». «Думаю, что да, мой мальчик. Я бы ни за что на свете не взялся за эту твою работу. Покажи мне другую, и я выскочу из этой достаточно быстро». Макграт налил себе выпить, опрокинул стакан привычным движением руки и смешал второй. Затем он медленно произнес: «Ты это серьезно, старина?» «О чем именно?» «О том, чтобы бросить эту твою работу, если сможешь найти другую?» «А что?» «Ты ведь не хочешь сказать, что у тебя есть работа, которая никому не нужна? Почему бы тебе самому не ухватиться за нее?» «Я уже ухватился за нее, но она мне не очень-то по душе, вот почему я пытаюсь передать ее тебе». У Энтони возникли подозрения. «А что с ней не так? Тебя ведь не наняли преподавать в воскресной школе, верно? Ты думаешь, кто-то выберет меня для преподавания в воскресной школе?» «Конечно нет, если они тебя хорошо знают. Это совершенно нормальная работа, в ней нет вообще ничего плохого. Случайно не в Южной Америке?» «Я как раз присматриваюсь к Южной Америке. В одной из этих маленьких республик скоро намечается очень аккуратненькая революция». Макграт ухмыльнулся. «Ты всегда был падок на революции, готов ввязаться во что угодно, лишь бы поучаствовать в хорошей заварушке. Мне кажется, там мои таланты могли бы оценить по достоинству. Говорю тебе, Джимми, я могу быть чертовски полезен в революции, той или другой стороне. Это в любой день лучше, чем зарабатывать на жизнь честным трудом. Кажется, я уже слышал от тебя это изречение раньше, мой мальчик. Нет, работа не в Южной Америке, она в Англии». «В Англии». Возвращение героя на родину после долгих лет разлуки. С тебя ведь не могут требовать уплаты по счетам через 7 лет, верно, Джимми? Не думаю. Ну что, готов послушать об этом подробнее? Я-то готов. Меня беспокоит только одно: почему ты сам не берешься за это? Я тебе скажу. Я охочусь за золотом, Энтони, далеко в глубине страны. Энтони свистнул и посмотрел на него. Ты всегда охотился за золотом, Джимми, сколько я тебя знаю. Это твое слабое место, твой собственный маленький конек. Ты прошел по большему количеству ложных следов, чем кто-либо из моих знакомых. И в конце концов я наткнусь на него. Вот увидишь. Ну что ж, у каждого свое хобби. Мое — заварушки, твое — золото.
Я расскажу тебе всю историю. Полагаю, ты знаешь все о Герцесловакии? Энтони резко поднял глаза. О Герцесловакии? Переспросил он со странной ноткой в голосе. Да. Знаешь что-нибудь о ней? Прежде чем Энтони ответил, возникла весьма заметная пауза. Затем он медленно произнес только то, что знают все. Это одно из балканских государств, верно? Главные реки неизвестны. Главные горы тоже неизвестны, но довольно многочисленны. Столица — Экарест. Население — в основном разбойники. Хобби — убийство королей и устройство революций. Последний король, Николай IV. Убит около 7 лет назад. С тех пор это республика. В общем, весьма подходящее местечко. Ты мог бы и раньше упомянуть, что здесь замешана Герцесловакия. Она тут ни при чем, разве что косвенно. Энтони посмотрел на него скорее с грустью, чем с гневом. «Тебе нужно что-то с этим делать, Джеймс», — сказал он. «Пройти какой-нибудь заочный курс или вроде того. Если бы ты рассказал подобную историю в старые добрые восточные времена, тебя бы подвесили за пятки и отлупили палками по подошвам или сделали бы еще что-нибудь столь же неприятное». Джимми продолжал свою речь, совершенно не смутившись этих упреков. «Слышал когда-нибудь о графе Стилптичи?» «Вот теперь ты говоришь по делу», — сказал Энтони. Многие люди, которые никогда не слышали о Герцесловакии, оживились бы при упоминании графа Стилптича. Великий старец Балкан. Величайший государственный деятель современности. Самый крупный негодяй из тех, кого еще не повесили. Точка зрения целиком зависит от того, какую газету ты выписываешь. Но будь уверен, графа Стилптича будут помнить долго после того, как мы с тобой станем прахом и пеплом, Джеймс. В основе каждого продвижения и контршага на Ближнем Востоке за последние 20 лет стоял граф Стилптич. Он был диктатором, патриотом и государственным деятелем, и никто точно не знает, кем он был на самом деле, кроме того, что он был истинным королем интриги. Ну и что с ним? Он был премьер-министром Герцесловакии, вот почему я упомянул ее сначала. У тебя нет чувства пропорции, Джимми. Герцесловакия не имеет никакого значения по сравнению со Стилптичем. Она просто предоставила ему место рождения и должность в государственных делах. Но я думал, он мертв. Так и есть. Он умер в Париже около 2 месяцев назад. То, о чем я тебе рассказываю, произошло несколько лет назад. «Вопрос в том, — сказал Энтони, — о чем именно ты мне рассказываешь?» Джимми принял упрек и поспешил продолжить. Дело было так. Я находился в Париже ровно 4 года назад, если быть точным. Как-то ночью я гулял по довольно безлюдному кварталу и вдруг увидел, как полдюжины французских хулиганов избивают почтенного вида пожилого джентльмена. Терпеть не могу, когда нападают толпой на одного, поэтому я тут же вмешался и принялся колотить этих громил. Подозреваю, что их еще никогда в жизни не били по-настоящему сильно. Они растаяли, как снег. «Молодец, Джеймс», — тихо сказал Энтони. «Я бы хотел взглянуть на эту потасовку». Ничего особенного», — скромно произнес Джимми. Но старик был благодарен без конца. Он, конечно, пропустил пару ударов, тут спору нет, но был достаточно трезв, чтобы узнать мое имя и адрес, и на следующий день пришел поблагодарить меня. И сделал это с большим шиком. Именно тогда я и выяснил, что спас самого графа Стилптича. У него был дом возле Булонского леса. Энтони кивнул. Да, Стилптич уехал жить в Париж после убийства короля Николая.
Позже они хотели, чтобы он вернулся и стал президентом, но он на это не пошел. Он остался верен своим монархическим принципам, хотя, поговаривали, прикладывал руку ко всем закулисным интригам, которые плелись на Балканах. Очень глубокий человек, покойный граф Стилптич. Николай IV — это ведь тот самый человек, у которого был странный вкус на жен, верно? Неожиданно спросил Джимми. «Да», — ответил Энтони. И это его и погубило, беднягу. Она была какой-то мелкой заморашкой, артисткой варьете в Париже, совершенно неподходящая кандидатура даже для Марганатического союза. Но Николай безумно в нее влюбился, а она изо всех сил стремилась стать королевой. Звучит фантастически, но им как-то это удалось. Ее назвали графиней Поповской или как-то в этом роде и притворились, будто в ее жилах течет романовская кровь. Николай обвенчался с ней в кафедральном соборе Экареста с помощью пары сопротивлявшихся архиепископов, и ее короновали как королеву-варагу. Николай умаслил своих министров и, полагаю, решил, что это все, что имело значение, но он забыл посчитаться с народом. В Герцесловакии люди очень аристократичны и реакционны. Они хотят, чтобы их короли и королевы были подлинными. Начался ропот, недовольство, затем последовали привычные безжалостные подавления и, наконец, финальное восстание, во время которого штурмом взяли дворец, убили короля и королеву и провозгласили республику. С тех пор там республика, но жизнь там все равно бьет ключом, как я слышал. Они убили парочку президентов, просто чтобы не терять сноровку. Но вернемся к нашим баранам. Ты остановился на том, как граф Стилптич провозгласил тебя своим спасителем. Да. Ну, на этом то дело и закончилось. Я вернулся в Африку и больше никогда об этом не вспоминал, пока примерно 2 недели назад не получил странную на вид посылку, которая таскалась за мной по всему свету бог знает сколько времени. Я видел в газете, что граф Стилптич недавно скончался в Париже. Так вот, в этой посылке были его мемуары, или воспоминания, или как там еще называют подобные вещи. Внутрь была вложена записка о том, что если я доставлю рукопись в определенное издательство в Лондоне не позднее 13 октября, им поручено вручить мне 1000 фунтов. 1000 фунтов? Ты сказал 1000 фунтов, Джимми? Именно так, мой мальчик. Уповаю на Бога, что это не чья-то шутка. Не надейтесь на князей и политиков, как говорится. Ну вот, такие дела. Из-за того, что рукопись так долго следовала за мной, у меня теперь совсем нет времени. Все равно жаль. Я ведь только что организовал эту поездку вглубь страны, и мне так хотелось поехать. Другого такого хорошего шанса мне уже не представится. Ты неизлечим, Джимми. 1000 фунтов в руках будет гораздо больше, чем мифическое золото. А если все это окажется розыгрышем? В любом случае, я уже здесь, билет забронирован и все прочее, я на пути в Кейптаун, и тут заявляешься ты. Энтони встал и закурил сигарету. Кажется, я начинаю понимать, куда ты клонишь, Джеймс. Ты отправляешься на поиски золота, как и планировал, а я забираю для тебя 1000 фунтов. Сколько я получу с этого? Как насчет четверти? 250 фунтов, чистыми от подоходного налога, как говорится? Именно. По рукам. И просто чтобы заставить тебя скрежетать зубами, скажу, что я поехал бы и за 100. Позволь мне сказать тебе, Джеймс Макград, ты точно не умрешь в своей постели, подсчитывая баланс на банковском счете. В любом случае, мы договорились. Договорились, все в порядке. Я в деле. И пусть провалятся эти экскурсии от Castles Select Tour. Они торжественно осушили стаканы за этот тост. Глава 2. Леди ин дистресс.
«Ну вот и все», — сказал Энтони, допивая свой стакан и ставя его обратно на стол. «На каком пароходе ты собирался плыть?» «На Эгранард Касл. Билет забронирован на твое имя, я полагаю, так что мне лучше путешествовать под именем Джеймса Макграта. Мы ведь уже переросли эти паспортные формальности, не так ли?» «Да, без разницы. Мы с тобой совершенно не похожи, но в этих чертовых бумагах у нас, вероятно, было бы одинаковое описание. Рост 6 футов, волосы каштановые, глаза голубые, нос обычный, подбородок обычный. Не слишком ли много этого твоего обычного? Позволь мне сказать тебе, что фирма Каслс выбрала меня из нескольких кандидатов исключительно из-за моей приятной внешности и хороших манер. Джимми ухмыльнулся. «Я заметил твои манеры сегодня утром. Черт бы тебя побрал». Энтони встал и принялся ходить взад и вперед по комнате. Его лоб был слегка наморщен, и прошло несколько минут, прежде чем он заговорил. «Джимми», — сказал он наконец. «Стилптич умер в Париже. Какой смысл отправлять рукопись из Парижа в Лондон через Африку?» Джимми беспомощно покачал головой. «Я не знаю. Почему бы просто не упаковать ее в аккуратную маленькую посылку и не отправить по почте?» Звучит чертовски более разумно, я согласен. «Конечно», — продолжил Энтони, — «я знаю, что королям, королевам и правительственным чиновникам этикет не позволяет делать что-либо простым и прямым способом. Отсюда и королевские курьеры, и все такое прочее. В средние века человеку давали перстень с печатью как своего рода «Сезам, откройся». Королевский перстень. Пропускайте, милорд. И обычно это оказывался какой-нибудь другой парень, который его украл. Мне всегда было интересно, почему ни одному смышленому малому не пришло в голову скопировать этот перстень, сделать штук 12 и продать их по 100 дукатов за штуку. Похоже, в средние века у людей совсем не было инициативы. Джимми зевнул. «Мои замечания о средних веках, похоже, тебя не забавляют. Давай вернемся к графу Стилптичу. Из Франции в Англию через Африку — это кажется немного чересчур даже для дипломатической персоны. Если он просто хотел гарантировать, что ты получишь 1000 фунтов, он мог бы оставить ее тебе по завещанию. Слава богу, ни ты, ни я не слишком горды, чтобы отказаться от наследства. Стилптич, должно быть, был не в своем уме. Можно и так подумать, верно?» Энтони нахмурился и продолжил ходить из угла в угол. «Ты вообще читал эту штуку?» — спросил он внезапно. «Читал что?» «Рукопись». «Господи, нет, конечно. С чего ты взял, что я захочу читать вещь подобного рода?» Энтони улыбнулся. «Мне просто стало любопытно, вот и все. Ты ведь знаешь, что мемуары частенько приносили кучу неприятностей. Нескромные разоблачения и все в таком духе. Люди, которые всю жизнь были скрытны как устрицы, на склоне лет, кажется, испытывают искреннее наслаждение от мысли, какие проблемы они устроят, когда сами будут спокойно лежать в могиле. Это доставляет им своего рода злорадное ликование. Джимми, что за человек был граф Стилптич? Ты встречался с ним, разговаривал, а ты довольно хорошо разбираешься в первозданной человеческой природе. Мог бы ты представить его мстительным старым хрычом?» Джимми покачал головой. «Трудно сказать. Понимаешь, в ту первую ночь он был заметно под шофе, а на следующий день это был просто изысканный старик с прекраснейшими манерами, который засыпал меня комплиментами так, что я не знал, куда глаза девать. И он не сболтнул ничего интересного, когда был пьян?» Джимми мысленно вернулся в прошлое, наморщив при этом лоб.
Он сказал, что знает, где находится алмаз Кохинур, неуверенно вспомнил он. «Ну что ж», — сказал Энтони, — «это мы все знаем. Его ведь держат в Тауэры, верно? За толстым зеркальным стеклом и железными решетками, а вокруг стоит куча джентльменов в маскарадных костюмах, чтобы следить, как бы ты чего не стащил». «Все верно», — согласился Джимми. Сказал ли Стилптич еще что-нибудь в том же духе? Что он знает, в каком городе находится собрание Уоллеса, например? Джимми покачал головой. «Да», — произнес Энтони. Он закурил еще одну сигарету и снова принялся ходить взад и вперед по комнате. «Ты ведь никогда не читаешь газет, я полагаю, безбожник ты этакий». Бросил он спустя некоторое время. «Не очень часто», — простодушно ответил Макград. «Как правило, в них нет ничего, что меня интересовало бы. Слава небесам, я более цивилизован». В последнее время в газетах было несколько упоминаний о Герцесловакии. Намеки на реставрацию монархии. «Николай IV не оставил сына», — сказал Джимми. «Но я ни на минуту не допускаю, что династия Оболовичей угасла. Там, вероятно, косяками бродят молодые отпрыски, кузены, троюродные братья и какие-нибудь внучатые племянники. Так что никаких трудностей с поиском короля не возникнет». «Ни малейших, я бы сказал», — ответил Джимми. «Знаешь, я не удивляюсь, что они устали от республиканских институтов. Такому полнокровному, мужественному народу должно быть ужасно скучно палить по президентам после того, как они привыкли к королям. И говоря о королях, это напоминает мне кое-что еще, что старик Стилптич сболтнул в ту ночь. Он сказал, что знает банду, которая за ним охотится. Это были люди короля Виктора, так он сказал. «Что?» Энтони внезапно резко развернулся. Медленная ухмылка расплылась на лице Маграта. Немножко разволновался, «А, джентльмен Джо?» Протянул он. «Не будь ослом, Джимми. Ты только что сказал кое-что весьма важное». Он подошел к окну и остановился там, высматривая что-то снаружи. «Кто вообще такой этот король Виктор?» — спросил Джимми. «Еще один балканский монарх?» «Нет», — медленно произнес Энтони. «Он не из тех королей». «Кто же он тогда?» Последовала пауза, а затем Энтони заговорил. «Он жулик, Джимми. Самый пресловутый вор драгоценностей в мире. Фантастический, дерзкий малый, которого ничто не способно устрашить. Король Виктор — это кличка, под которой его знали в Париже. Париж был штаб-квартирой его банды. Там его поймали и упрятали за решетку на 7 лет по незначительному обвинению. Они не смогли доказать более важные преступления против него. Скоро он выйдет на свободу, или, возможно, уже вышел. Как ты думаешь, граф Стилптич имел какое-то отношение к тому, что его упрятали? Из-за этого банда и напала на него? Из мести? «Я не знаю», — сказал Энтони. «На первый взгляд это кажется маловероятным. Король Виктор никогда не крал коронационные регалии Герцесловакии, насколько я слышал. Но все это наводит на размышления, не так ли? Смерть Стилптича, мемуары и слухи в газетах — все туманно, но любопытно. И есть еще один слух, будто в Герцесловакии нашли нефть. Я нутром чую, Джеймс, что люди начинают проявлять интерес к этой малозначительной маленькой стране». «Что за люди?» «Финансисты в сити-офисах». «К чему ты клонишь со всем этим?» «Пытаюсь усложнить простую работу, вот и все. Ты ведь не станешь притворяться, будто передать обычную рукопись в издательство будет трудно?»
«Нет», — с сожалением сказал Энтони. «Не думаю, что в этом будет что-то сложное. Но сказать ли тебе, Джеймс, куда я собираюсь отправиться со своими 250 фунтами? В Южную Америку? Нет, мой мальчик, в Герцесловакию. Пожалуй, я примкну к республике. Очень возможно, что в итоге я стану президентом. Почему бы тебе не объявить себя главным Оболовичем и не стать королем, раз уж на то пошло? Нет, Джимми. Короли — это пожизненно. Президенты же берутся за работу всего года на 4 или около того. Меня бы вполне позабавило поуправлять таким королевством, как Герцесловакия, в течение 4 лет. Я бы сказал, что средний срок для местных королей даже меньше, вставил Джимми. Для меня, вероятно, это станет серьезным искушением присвоить твою долю от 1000 фунтов. Тебе ведь они не понадобятся, знаешь ли, когда ты вернешься, нагруженный самородками. Я вложу их для тебя в акции герцесловацких нефтяных компаний. Знаешь, Джеймс, чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится эта твоя идея. Я бы никогда не вспомнил о Герцесловакии, если бы ты ее не упомянул. Я проведу 1 день в Лондоне, собирая добычу, а затем прочь на Балканском экспрессе. Ты не уедешь отсюда так быстро, как думаешь. Я не упоминал об этом раньше, но у меня есть для тебя еще одно небольшое поручение. Энтони опустился в кресло и строго посмотрел на него. Я так и знал, что ты что-то скрываешь. Вот она, ложка дегтя в бочке меда. Вовсе нет. Это просто дело, которое нужно сделать, чтобы помочь одной леди. Раз и навсегда, Джеймс, я отказываюсь ввязываться в твои отвратительные любовные интрижки. Это не любовная интрижка. Я никогда в жизни не видел эту женщину. Я расскажу тебе всю историю. Если мне придется выслушать еще одну из твоих долгих, пространных историй, мне понадобится еще стаканчик. Хозяин гостеприимно удовлетворил эту просьбу, после чего начал свой рассказ. Это было, когда я находился в Уганде. Там был один иностранец, которому я спас жизнь. На твоем месте, Джимми, я бы написал небольшую книгу под названием «Жизни, которые я спас». Это уже вторая, о которой я слышу за сегодняшний вечер. Ну, на этот раз я, собственно, ничего такого и не сделал. Просто вытащил этого парня из реки. Как и все южане, он не умел плавать. Погоди минуту, эта история имеет какое-то отношение к первому делу? Совершенно никакого, хотя, как ни странно, теперь я припоминаю, что тот человек был родом из Герцесловакии. Мы, правда, всегда звали его голландец Педро. Энтони равнодушно кивнул. «Для иностранца любое имя сойдет», — заметил он. «Продолжай свое доброе дело, Джеймс». Ну, малый был в некотором роде благодарен за это. Ходил за мной, как собака. Примерно через 6 месяцев он умер от лихорадки. Я был с ним. В самый последний момент, перед тем, как испустить дух, он подозвал меня и прошептал какой-то взволнованный вздор о секрете. Мне показалось, он сказал о золотом руднике. Сунул мне в руку непромокаемый пакет, который всегда носил прямо на теле. Ну, я не придала этому особого значения в тот момент. И открыл пакет только неделю спустя. Тогда, должен признаться, мне стало любопытно. Я бы никогда не подумал, что у голландца Педро хватит ума распознать золотой рудник, когда он его увидит, но от удачи никто не застрахован. И при одной мысли о золоте твое сердце забилось чаще, как всегда, прервал его Энтони. Никогда в жизни я не испытывал такого отвращения. Тоже мне золотой рудник. Смею сказать, для него это и был золотой рудник для грязной свиньи.
Знаешь, что там было? Женские письма, да, женские письма, причем написанные англичанкой. Этот мерзавец шантажировал ее, и у него хватило наглости передать свою грязную лавочку мне. Мне нравится твой праведный гнев, Джеймс, но позволь заметить, что иностранцы всегда остаются иностранцами. Он желал добра. Ты спас ему жизнь, и он завещал тебе прибыльный источник добывания денег. Твои благородные британские идеалы не входили в его кругозор. Ну и какого чёрта мне было делать с этими вещами? Сжечь их, вот о чем я подумал сначала. А потом мне пришло в голову, что эта бедная дама, не зная об их уничтожении, будет жить в постоянном страхе и трепете, что этот шантажист может однажды снова объявиться. «У тебя больше воображения, чем я думал, Джимми», — заметил Энтони, закуривая сигарету. «Признаю, что этот случай оказался сложнее, чем казалось на первый взгляд. А как насчет того, чтобы просто отправить их ей по почте?» Как и все женщины, она не поставила ни даты, ни адреса на большинстве писем. На одном был какой-то адрес, всего одно слово. Чимнис. Энтони замер, собираясь задуть спичку, и резко отдернул руку, так как она обожгла ему палец. «Чимнис?» — переспросил он. «Это довольно необычно». «А что, ты знаешь это место?» «Это одно из величественных старинных поместий Англии, мой дорогой Джеймс. Место, куда короли и королевы ездят на выходные, а дипломаты собираются, чтобы заниматься дипломатией. Вот это одна из причин, почему я так рад, что в Англию едешь ты, а не я». «Ты знаешь все эти вещи», — простодушно сказал Джимми. «Такой простофиля, как я, из канадской глуши, наделал бы кучу глупостей. Но кто-то вроде тебя, кто учился в Итоне и Харроу. Только в одном из них, скромно поправил Энтони. Сможет довести это дело до конца. Почему я не отправил их ей, спрашиваешь? Ну, мне это показалось опасным. Из того, что я смог понять, у нее, похоже, ревнивый муж. Представь, что он по ошибке откроет письмо. Где тогда окажется бедная дама? Или она вообще может быть мертва? Письма выглядят так, будто были написаны довольно давно. Как я рассудил, единственный выход, чтобы кто-то отвез их в Англию и передал прямо ей в руки. Энтони выбросил сигарету, подошел к другу и дружески похлопал его по спине. «Ты настоящий странствующий рыцарь, Джимми», — сказал он. «И канадская глушь должна тобой гордиться. У меня не получится сделать это и наполовину так изящно, как сделал бы ты». «Значит, ты берешься за это?» «Конечно». Макград поднялся, подошел к ящику стола, достал пачку писем и бросил их на стол. «Вот, держи. Тебе лучше взглянуть на них». «Обязательно». Честно говоря, я бы предпочел этого не делать. Ну, судя по тому, что ты говоришь об этом местечке Чимнис, она могла там только гостить. Нам лучше просмотреть письма и проверить, нет ли там какой-нибудь зацепки, где она обитает на самом деле. Полагаю, ты прав. Они внимательно просмотрели письма, но не нашли того, на что надеялись. Энтони задумчиво собрал их вместе. «Бедняжка», — заметил он. Она была напугана до смерти. Джимми кивнул. «Как думаешь, ты сможешь ее найти?» Тревожно спросил он. «Я не уеду из Англии, пока не найду». «Ты очень печешься об этой незнакомой даме, Джеймс». Джимми задумчиво провел пальцем по подписи. «У нее красивое имя», — извиняющимся тоном произнес он. Вирджиния Ривел. Глава 3. Тревога в высших сферах.
«Вот именно, мой дорогой друг, вот именно», — сказал лорд Кейтерхэм. Он произнес эти слова уже в третий раз, каждый раз в надежде, что они положат конец беседе и позволят ему сбежать. Ему очень не нравилось, что его заставляют стоять на ступенях закрытого лондонского клуба, которому он принадлежал, и выслушивать бесконечное красноречие почтенного Джорджа Ломакса. Клемент Эдвард Алистер Брент, 9-й маркиз Кейтерхэм, был невысоким, небрежно одетым джентльменом, совершенно не похожим на популярное представление о маркизе. У него были выцветшие голубые глаза, тонкий меланхоличный нос и туманная, но вежливая манера поведения. Главным несчастьем жизни лорда Кейтерхэма было то, что 4 года назад он унаследовал титул своего брата, 8-го маркиза. Ибо предыдущий лорд Кейтерхэм был выдающимся человеком, чье имя знала вся Англия. В свое время он занимал пост министра иностранных дел, всегда играл важную роль в Советах империи, а его загородная резиденция Чимнис славилась своим гостеприимством. При умелой поддержке его жены, дочери герцога Перцкого, на неофициальных уикендах в Чимнис вершилась и перекраивалась история, и в Англии, да и вообще в Европе, едва ли нашелся бы хоть один маломальски примечательный человек, который не гостил бы там в то или иное время. Все это было прекрасно. 9-й маркиз Кейтерхэм питал величайшее уважение и почтение к памяти своего брата. Генри занимался подобными вещами великолепно. Против чего лорд Кейтерхэм возражал, так это против предположения, что он обязан идти по стопам своего брата и что Чимнис является скорее национальным достоянием, нежели частным загородным домом. Ничто так не навевало скуку на лорда Кейтерхэма, как политика, если не считать самих политиков. Отсюда и его нетерпение под непрекращающимся красноречием Джорджа Ломакса. Плотный мужчина, этот Джордж Ломакс, склонный к полноте, с красным лицом, выпученными глазами и огромным чувством собственной важности. Вы понимаете суть дела, Кейтерхэм? Мы просто не можем позволить себе никакого скандала прямо сейчас. Положение дел чрезвычайно деликатное. Оно всегда такое, с оттенком иронии заметил лорд Кейтерхэм. Мой дорогой друг, я нахожусь в таком положении, что мне ли этого не знать? Вот именно, сказал лорд Кейтерхэм, возвращаясь к своей прежней линии обороны. Один неверный шаг в этом герцословацком деле, и нам конец. Крайне важно, чтобы нефтяные концессии были предоставлены британской компании. Вы же должны это понимать. Конечно. Принц Михаил Абалович прибывает в конце недели, и все это дело можно провернуть в Чимнис под видом охоты. «Я думал уехать за границу на этой неделе», — сказал лорд Кейтерхэм. «Глупости, мой дорогой Кейтерхэм, никто не уезжает за границу в начале октября. Мой врач, похоже, считает, что я в довольно плохом состоянии», — сказал лорд Кейтерхэм, с вожделением поглядывая на проезжавшие мимо такси. Однако он был совершенно не в состоянии сделать рывок к свободе, так как у Ломакса была неприятная привычка удерживать человека, с которым он вел серьезный разговор, несомненно, результат долгого опыта. В данном случае он крепко держал лорда Кейтерхэма за лацкан пиджака. «Мой дорогой человек, я призываю вас к этому во имя интересов империи. В момент национального кризиса, который быстро приближается». Лорд Кейтерхэм неловко повернулся. Он вдруг почувствовал, что предпочел бы принять у себя дома сколько угодно гостей, лишь бы не слушать, как Джордж Ломакс цитирует одну из своих собственных речей. Он знал по опыту, что Ломакс вполне способен говорить минут 20 без умолку. «Хорошо», — поспешно сказал он, — «я сделаю это. Вы ведь сами все организуете, я полагаю». Мой дорогой друг, тут и организовывать нечего. Чимнис, совершенно независимо от его исторических ассоциаций, расположен идеально. Я буду находиться в аббатстве, менее чем в 7 милях отсюда. Разумеется, мне не надо самому входить в число гостей дома.
«Конечно нет», — согласился лорд Кейтерхэм, который понятия не имел, почему этого делать не надо, и не интересовался причинами. «Возможно, вы, однако, не возражаете против присутствия Билла Эверсли. Он пригодился бы для выполнения поручений». «С удовольствием», — сказал лорд Кейтерхэм с чуть большей оживленностью. «Билл довольно недурно стреляет, и он нравится Бандлу. Охота, конечно, на самом деле не важна. Это, так сказать, лишь предлог». Лорд Кейтерхэм снова выглядел подавленным. «Тогда это все. Принц, его свита, Билл Эверсли, Герман Айзекштейн». «Кто?» «Герман Айзекштейн. Представитель того синдиката, о котором я вам говорил». «Чисто британского синдиката?» «Да». «А что?» «Ничего, ничего, я просто поинтересовался, вот и все. Странные имена у этих людей». Затем, конечно, следовало бы пригласить одного или двух посторонних, просто чтобы придать всему делу правдоподобный вид. Леди Айлин могла бы позаботиться об этом, молодые люди, не склонные к критике и не имеющие ни малейшего представления о политике. Бандл об этом позаботится, я уверен. Вот интересно. Ламакс, казалось, был поражен одной мыслью. «Вы помните дело, о котором я говорил только что? Вы говорили о стольких вещах». «Нет, нет, я имею в виду это досадное недоразумение», — он понизил голос до таинственного шепота. «Мемуары. Мемуары графа Стилптича». «Я думаю, вы ошибаетесь на этот счет», — сказал лорд Кейтерхэм, подавляя зевок. «Люди любят скандалы. Черт возьми, я и сам читаю воспоминания, и получаю от этого удовольствие. Дело не в том, будут люди их читать или нет, они то прочтут их достаточно быстро, а в том, что их публикация в данный момент может разрушить все, абсолютно все. Народ Герцесловакии желает восстановить монархию и готов предложить корону принцу Михаилу, который пользуется поддержкой и одобрением правительства Его Величества. И который готов предоставить концессии господину Ики Германштейну и компании в обмен на заем в 1 миллион или около того, чтобы тот усадил его на трон. «Кейтерхэм, Кейтерхэм», — взмолился Ламакс в мучительном шепоте. «Благоразумие, умоляю вас. Превыше всего, благоразумие». «И суть в том», — продолжил лорд Кейтерхэм с некоторым удовольствием, хотя и понизил голос в ответ на призыв собеседника, что кое-что из воспоминаний Стилптича может перевернуть всю тележку. Тирания и дурное поведение семейства Абаловичи в целом, да? В палате общин начнут задавать вопросы. Зачем заменять нынешнюю широкую и демократическую форму правления устаревшей тиранией? Политика, продиктованная кровожадными капиталистами. Долой правительство. Все в таком духе, да? Ламакс кивнул. И могло бы быть еще хуже, выдохнул он. Предположим, только предположим, что будет сделано какое-то упоминание об том досадном исчезновении, вы понимаете, что я имею в виду? Лорд Кейтерхэм уставился на него. «Нет, не понимаю». «О каком исчезновении?» «Вы, должно быть, слышали об этом?» «Как же, это случилось, когда они были в Чимнис?» Генри был ужасно расстроен из-за этого. Это едва не разрушило его карьеру. «Вы меня чрезвычайно заинтересовали», — сказал лорд Кейтерхэм. «Кто или что исчезло?» Ламакс наклонился вперед и приблизил губы к уху лорда Кейтерхэма. Последний резко отпрянул. «Ради бога, не шипите на меня». «Вы услышали, что я сказал?» «Да, услышал», — неохотно ответил лорд Кейтерхэм. «Теперь я припоминаю, что слышал что-то об этом в то время. Очень странное дело.
Интересно, кто это сделал? Вещь так и не вернули. Никогда. Конечно, нам пришлось действовать с величайшей осторожностью. Нельзя было допустить, чтобы просочился хоть малейший намек на пропажу. Но Стилптич был там в то время. Он кое-что знал. Не все, но кое-что. Мы пару раз были на ножах с ним из-за турецкого вопроса. Представьте, что из чистой злобы он изложил все это на бумаге, чтобы весь мир прочитал. Подумайте о скандале, о далеко идущих последствиях. Каждый бы спросил, почему это замяли? «Конечно, они бы так и поступили», — сказал лорд Кейтерхэм с явным удовольствием. Ламакс, чей голос поднялся до высоких нот, взял себя в руки. «Я должен сохранять спокойствие», — пробормотал он. «Я должен сохранять спокойствие. Но я спрошу вас вот о чем, мой дорогой друг. Если он не замышлял ничего дурного, зачем он отправил рукопись в Лондон таким кружным путем? Это странно, конечно. Вы уверены в своих фактах? Абсолютно. У нас, были свои агенты в Париже. Мемуары были тайно вывезены за несколько недель до его смерти. «Да, похоже, в этом что-то есть», — сказал лорд Кейтерхэм с тем же удовольствием, которое он проявлял и прежде. «Мы выяснили, что они были отправлены человеку по имени Джимми или Джеймс Макград, канадцу, который в настоящее время находится в Африке. Вполне себе имперское дело, не так ли?» Весело заметил лорд Кейтерхэм. Джеймс Макград должен прибыть на пароходе Гранард-Касл завтра, в четверг. И что вы собираетесь с этим делать? Мы, разумеется, сразу же обратимся к нему, укажем на возможные серьезные последствия и попросим его отложить публикации мемуаров по крайней мере на месяц, а в любом случае разрешить их благоразумно, отредактировать. А предположим, он скажет «нет, сэр», или «я скорее отправлю вас всех в преисподнюю», или что-нибудь столь же яркое и живое. Предположил лорд Кейтерхэм. «Вот этого-то я и боюсь», — простодушно признался Ламакс. «Именно поэтому мне вдруг пришло в голову, что было бы неплохо пригласить его тоже в Чимнис. Он, естественно, будет польщен приглашением встретиться с принцем Михаилом, и тогда с ним будет легче управиться». «Я не собираюсь этого делать», — поспешно заявил лорд Кейтерхэм. «Я не лажу с канадцами, никогда не ладил, особенно с теми, кто много жил в Африке. Вы, вероятно, нашли бы его прекрасным малым, неограненным алмазом, знаете ли». «Нет, Ламакс. Тут я категорически против. Кто-то другой должен за него взяться». «Мне пришло в голову», — сказал Ламакс, «что здесь могла бы очень пригодиться женщина. Посвященная в дело достаточно, но не слишком сильно, вы понимаете. Женщина могла бы взяться за все это дело деликатно и с тактом, изложить ему ситуацию, так сказать, не вызывая у него раздражения. Не то чтобы я одобрял женщин в политике, Сент-Стивенс разрушен, абсолютно разрушен в наши дни. Но женщина в своей собственной сфере может творить чудеса. Посмотрите на жену Генри и на то, что она для него сделала. Маршия была великолепна, уникальна, идеальная политическая хозяйка дома. Вы ведь не хотите, чтобы я пригласил Маршию на этот прием? Слабо спросил лорд Кейтерхэм, немного побледнев при упоминании своей грозной невестки. Нет, вы меня неправильно поняли. Я говорил о влиянии женщин в целом. Нет, я предлагаю молодую женщину с шармом, красотой, интеллектом. Только не Бандл. От Бандл не будет никакого толка. Она ярая социалистка, если вообще кто-то есть, и она просто покатится со смеху от такого предложения. Я думал не о леди Айлин. Ваша дочь, Кейтерхэм, очаровательна, просто очаровательна, но еще совсем ребенок.
Нам нужен кто-то с умением держать себя в обществе, с выдержкой, сознанием света. Ах, конечно, именно тот человек, кто нужен. Моя кузина Вирджиния. Миссис Ривёл? Лорд Кейтерхэм повеселел. Он начал чувствовать, что, возможно, в конце концов, получит удовольствие от этого приема. Очень хорошее предложение с вашей стороны, Ламакс. Самая очаровательная женщина в Лондоне. Она к тому же прекрасно осведомлена о герцеславатских делах. Ее муж служил там в посольстве, помните? И, как вы говорите, женщина огромного личного обаяния. «Восхитительное создание», — пробормотал лорд Кейтерхэм. «Значит, решено». Господин Ламакс отпустил лацкан пиджака лорда Кейтерхэма, и последний поспешил воспользоваться этим шансом. «Пока, Ламакс, вы ведь займетесь всеми приготовлениями, не так ли?» Он нырнул в такси. Насколько это вообще возможно для одного добропорядочного джентльмена-христианина, недолюбливать другого добропорядочного джентльмена-христианина, настолько лорд Кейтерхэм недолюбливал почтенного Джорджа Ламакса. Ему не нравилось его одутловатое красное лицо, его тяжелое дыхание и его выпученные голубые глаза. Он подумал о предстоящей неделе и вздохнул. Абуза, невыносимая абуза. Затем он подумал о Вирджинии Ривёл и немного приободрился. «Восхитительное создание», — пробормотал он про себя. «Самое восхитительное создание». Глава 4. Знакомство с весьма очаровательной леди. Джордж Ламакс тотчас же вернулся на Уайтхолл. Когда он вошел в роскошный кабинет, где вершил государственные дела, послышался какой-то шорох. Господин Билл Эверсли с усердием подшивал письма, однако большое кресло у окна все еще сохранило тепло человеческого тела. Весьма симпатичный молодой человек, этот Билл Эверсли. Возраст на вид, лет 25, крупный и довольно неуклюжий в движениях, с привлекательно некрасивым лицом, великолепным рядом белых зубов и парой честных карих глаз. Ричардсон уже прислал тот отчет? Нет, сэр. Мне связаться с ним по этому поводу? Неважно. Были какие-нибудь звонки по телефону? Мисс Оскар разбирается с большинством из них. Господин Айзекштейн хочет знать, сможете ли вы пообедать с ним завтра в отеле «Совой». Скажите мисс Оскар, чтобы она заглянула в мою книгу записей. Если я не занят, она может перезвонить и принять приглашение. Да, сэр. Кстати, Эверсли, вы могли бы набрать для меня один номер прямо сейчас. Посмотрите его в книге. Миссис Ривёл, улица Понт-стрит, дом 487. Да, сэр. Билл схватил телефонную книгу, пробежал невидящим взором по колонке на букву «М», с грохотом захлопнул книгу и подошел к аппарату на столе. Положив на него руку, он замер, словно внезапно что-то вспомнив. Послушайте, сэр, я только что вспомнил. Ее линия не работает. Я имею в виду миссис Ривёл. Я как раз пытался дозвониться ей только что. Джордж Ламакс нахмурился. «Досадно», — сказал он, — «определенно досадно». Он нерешительно постучал по столу. «Если это что-то важное, сэр, возможно, я мог бы съездить туда прямо сейчас на такси. Она наверняка дома в такое время утра». Джордж Ламакс заколебался, обдумывая это предложение. Билл ждал с нетерпением, готовый к немедленному вылету, если ответ окажется благоприятным. «Пожалуй, это лучший план», — произнес наконец Ламакс. «Что ж, в таком случае возьмите такси, поезжайте туда и спросите миссис Ривёл, будет ли она дома сегодня в 4 часа дня, так как я очень хочу повидаться с ней по важному делу». «Слушаюсь, сэр». Билл схватил шляпу и удалился.
10 минут спустя такси высадило его у дома номер 487 на Понт-стрит. Он позвонил в звонок и громко постучал в дверь дверным молотком. Дверь открыл важный служащий, которому Билл кивнул со свойственной старому знакомому непринужденностью. «Доброе утро, Чилверс, миссис Ривел дома?» «Полагаю, сэр, что она как раз собирается уходить». «Это ты, Билл?» Раздался голос из-за перил. Мне показалось, я узнала этот мощный стук. «Поднимайся и поговори со мной». Билл посмотрел на лицо, которое смеялось, глядя на него сверху вниз, и которое всегда повергало его, и не только его одного, в состояние лепечущего косноязычия. Он взлетел по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки, и крепко сжал в своих руках протянутые ладони Вирджинии Ривел. «Привет, Вирджиния». «Привет, Билл». Обаяние — весьма своеобразная штука. Сотни молодых женщин, некоторые из которых были красивее Вирджинии Ривел, могли бы сказать «Привет, Билл» с точно такой же интонацией и при этом не произвести вообще никакого эффекта. Но эти 2 простых слова, произнесенные Вирджинией, подействовали на Билла самым пьянящим образом. Вирджинии Ривел было всего 27 лет. Она была высока и изысканно стройною, право слово, ее стройности можно было бы посвятить поэму, столь утонченными были ее пропорции. Ее волосы отливали настоящей бронзой с зеленоватым оттенком в золоте, у нее был решительный маленький подбородок, прелестный нос, раскосые голубые глаза, поблескивавшие глубокой васильковой синевой между полуприкрытыми веками, и восхитительный, совершенно неописуемый рот, уголок которого слегка приподнимался, образуя то, что называют улыбкой Венеры. Это было удивительно выразительное лицо, а ее сияющая жизненная сила всегда приковывала к себе внимание. Игнорировать Вирджинию Ривел было решительно невозможно. Она увлекла Билла в небольшую гостиную, оформленную в бледных, лиловых, зеленых и желтых тонах, напоминавших крокусы, внезапно расцветшие на лугу. «Билл, дорогой», — сказала Вирджиния, — «неужели Министерство иностранных дел не скучает по тебе? Я думала, они не могут без тебя обойтись. Я принес тебе послание от Коддерса». Так непочтительно Билл именовал своего шефа. «И, кстати, Вирджиния, на случай, если он спросит, помни, что твой телефон сегодня утром был неисправен». Но он работал. Я знаю это. Но я сказал, что нет. Зачем? Посвяти меня в эти дипломатические тонкости Министерства иностранных дел. Билл бросил на нее укоризненный взгляд. Разумеется, для того, чтобы я мог прийти сюда и повидаться с тобой. Дорогой Билл, какая же я недогадливая. И как это мило с твоей стороны. Чилверс сказал, что ты уходишь. Да, я собиралась на Слоун-стрит. Там есть одно место, где появился просто замечательный новый пояс для бедер. Пояс для бедер. Да, Билл, пояс для бедер. Пояс, чтобы утягивать бедра. Его носят прямо на теле. Я краснею за тебя, Вирджиния. Тебе не следует описывать свое нижнее белье молодому человеку, с которым ты не состоишь в родстве. Это не совсем деликатно. Но, дорогой Билл, в бедрах нет ничего неделикатного. Бедра есть у всех нас, хотя мы, бедные женщины, из всех сил стараемся притвориться, будто это не так. Этот пояс сделан из красной резины, доходит почти до колена, и ходить в нем попросту невозможно. «Как ужасно», — сказал Билл. «Зачем ты это делаешь?» Потому что, страдая ради своего силуэта, чувствуешь себя такой возвышенной. Но давай не будем говорить о моем поясе. Передай мне послание Джорджа. Он хочет знать, будешь ли ты дома в 4 часа дня. Не буду. Я буду в Ренеле.
К чему этот официальный визит? Как ты думаешь, он собирается сделать мне предложение? Я бы не удивился. Потому что, если это так, ты можешь передать ему, что я гораздо больше предпочитаю мужчин, которые делают предложение под влиянием минутного порыва. Вроде меня. У тебя это не порыв, Билл. Это привычка. Вирджиния, неужели ты никогда? Нет, 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 Билл. Я не стану выслушивать это утром перед обедом. Постарайся думать обо мне как о приятной, проявляющей материнскую заботу особе, приближающейся к среднему возрасту, которая искренне принимает твои интересы близко к сердцу. Вирджиния, я так сильно люблю тебя. Я знаю, Билл, знаю. И я просто обожаю, когда меня любят. Разве это не скверно и не ужасно с моей стороны? Мне бы хотелось, чтобы каждый славный мужчина на свете был влюблен в меня. Полагаю, большинство из них и так влюблены, мрачно буркнул Билл. Но я надеюсь, что Джордж в меня не влюблен. Не думаю, что это возможно. Он слишком обручен со своей карьерой. Что еще он сказал? Только то, что это очень важно. Билл, мне становится любопытно. Вещи, которые Джордж считает важными, весьма ограничены. Пожалуй, мне придется отменить поездку в Ренель. В конце концов, в Ренель я могу съездить в любой день. Передай Джорджу, что я буду покорно ждать его в 4 часа. Билл посмотрел на свои наручные часы. Пожалуй, вряд ли стоит возвращаться обратно перед обедом. Пойдем перекусим где-нибудь, Вирджиния. Я собиралась пообедать где-то в гостях. Это не имеет значения. Давай посвятим этот день друг другу и отменим абсолютно все. Это было бы довольно мило, сказала Вирджиния, улыбаясь ему. Вирджиния, ты прелесть. Скажи мне, я ведь тебе хоть немного нравлюсь. Больше, чем остальные. Билл, я обожаю тебя. Если бы мне пришлось выйти замуж за кого-нибудь, вот прямо кровь из носу пришлось бы, то есть, если бы дело происходило в книге, и злобный мандарин сказал мне, выходи замуж за кого-нибудь или умри под медленными пытками, я бы сразу же выбрала тебя, честное слово. Я бы сказала, отдайте мне малыша Билла. В таком случае. Да, но мне ни за кого не нужно выходить замуж. Мне безумно нравится быть беспутной вдовой. Ты могла бы продолжать делать все то же самое. Бывать в свете и все такое. Ты бы меня в доме почти и не замечала. Билл, ты не понимаешь. Я из тех людей, которые, если уже выходят замуж, то делают это со всецелым восторгом. Билл издал глухой стон. Я застрелюсь в один прекрасный день, я чувствую это, мрачно пробормотал он. Нет, ты этого не сделаешь, Билл, дорогой. Ты поведешь какую-нибудь хорошенькую девушку ужинать, как сделал это позавчера вечером. Господин Эверсли на мгновение смутился. Если ты имеешь в виду Дороти Киркпатрик, девушку, которая играет в спектакле «Крючки и петли», черт возьми, она совершенно приличная девушка, честнее некуда. В этом не было ничего дурного. Билл, дорогой, конечно же, не было. Мне приятно, когда ты весело проводишь время. Только не притворяйся, будто умираешь от разбитого сердца, вот и все. Господин Эверсли восстановил свое достоинство. «Ты совсем ничего не понимаешь, Вирджиния», — строго сказал он. «Мужчины. Полигамны. Я знаю, что это так. Иногда у меня возникает смутное подозрение, что я сама полиандрична. Если ты действительно любишь меня, Билл, пошли скорее обедать». Глава 5. Первая ночь в Лондоне.
В самых лучших планах часто находится изъян. Джордж Ломакс совершил одну ошибку, в его приготовлениях было слабое место. Этим слабым местом был Билл. Билл Эверсли был чрезвычайно милым малым. Он отлично играл в крикет, имел нулевой гандикап в гольфе, обладал приятными манерами и добродушным нравом, но свое место в Министерстве иностранных дел он получил не благодаря уму, а благодаря хорошим связям. Для той работы, которую ему приходилось выполнять, он вполне подходил. Он был более или менее цепным псом Джорджа. Он не выполнял никакой ответственной или умственной работы. Его роль заключалась в том, чтобы постоянно находиться под рукой у Джорджа, беседовать с неважными людьми, которых Джордж не хотел видеть, выполнять поручения и вообще быть полезным. Все это Билл выполнял достаточно добросовестно. Когда Джордж отсутствовал, Билл растягивался в самом большом кресле и читал спортивные новости. Поступая так, он лишь следовал освященной веками традиции. Привыкнув посылать Билла с поручениями, Джордж отправил его в офис компании Union Castle, чтобы узнать, когда прибывает пароход Granard Castle. Как и у большинства хорошо образованных молодых англичан, у Билла был приятный, но совершенно невнятный голос. Любой преподаватель дикции нашел бы изъян в его произношении слова «Гранард». Это могло быть все, что угодно. Клерк принял это за Карнфре. Пароход Карнфре Касл должен был прибыть в следующий четверг. Он так и сказал. Билл поблагодарил его и вышел. Джордж Ломакс принял эту информацию и соответствующим образом построил свои планы. Он ничего не знал о лайнерах Union Castle и принял как должное, что Джеймс Макград прибудет точно в четверг. Поэтому в тот момент, когда в среду утром он пуговицу за пуговицей ловил лорда Каттерхэма на ступенях клуба, он был бы очень удивлен, узнав, что Гранард Касл пришвартовался в Саутгемптоне еще накануне днем. В 2 часа того же дня Энтони Кейт, путешествующий под именем Джимми Макграта, вышел из прибывшего в купейном поезде состава на вокзале Ватерлоо, подозвал такси и после минутного колебания велел водителю ехать в отель «Блиц». «Можно ведь устроиться и с комфортом», — сказал Энтони самому себе, с интересом поглядывая из окон такси. Прошло ровно 14 лет с тех пор, как он в последний раз был в Лондоне. Он прибыл в отель, забронировал номер, а затем отправился на короткую прогулку по набережной Эмбанкмент. Было довольно приятно снова вернуться в Лондон. Все, конечно, изменилось. Там, чуть дальше моста Блэкфрайерс, был маленький ресторанчик, где он довольно часто обедал в компании других серьезных парней. Тогда он был социалистом и носил развивающийся красный галстук. Молодой, очень молодой. Он повернул обратно к Блицу. Как раз в тот момент, когда он переходил дорогу, какой-то человек толкнул его, чуть не заставив потерять равновесие. Они оба удержались на ногах, и мужчина пробормотал извинения, пристально вглядываясь в лицо Энтони. Это был невысокий, коренастый мужчина из рабочего класса, с чем-то иностранным в облике. Энтони пошел дальше в отель, недоумевая на ходу, чем был вызван этот испытующий взгляд. Наверное, ничего особенного. Сильный загар его лица выглядел довольно необычно среди этих бледных лондонцев, вот и привлек внимание этого малого. Он поднялся к себе в номер, поддавшись внезапному порыву, подошел к зеркалу и стал изучать в нем свое лицо. Из тех немногих друзей былых времен, всего лишь нескольких избранных, вероятно ли, что кто-то из них узнает его сейчас, если они встретятся лицом к лицу? Он медленно покачал головой. Когда он уезжал из Лондона, ему было всего 18, светловолосый, слегка пухлый мальчик с обманчиво ангельским выражением лица. Мало шансов, что в этом поджаром, смуглом мужчине с насмешливым выражением лица узнают того мальчишку. Телефон у кровати зазвонил, и Энтони подошел к трубке. «Алло». Ему ответил голос портье.
Мистер Джеймс Макград? У аппарата. К вам пришел джентльмен. Энтони был изрядно удивлен. Ко мне? Да, сэр, иностранный джентльмен. Как его имя? Последовала короткая пауза, а затем портье сказал: «Я пришлю коридорного с его карточкой». Энтони положил трубку и стал ждать. Через несколько минут в дверь постучали, и появился маленький коридорный, несущий карточку на подносе. Энтони взял ее. На ней было выгравировано следующее имя — барон Лалаприджил. Теперь он вполне понял паузу портье. Какое-то мгновение он стоял, изучая карточку, а затем принял решение. «Попросите джентльмена подняться». «Слушаюсь, сэр». Через несколько минут в комнату вошел барон Лалаприджил, крупный мужчина с огромной черной бородой в форме веера и высоким лысым лбом. Он щелкнул каблуками и поклонился. «Мистер Макград», — сказал он. Энтони постарался как можно точнее повторить его движение. «Барон», — произнес он. Затем, придвинув стул, добавил: «Прошу вас, садитесь». «Кажется, до сих пор я не имел удовольствия быть с вами знакомым». «Это так», — согласился барон, усаживаясь. «К моему глубокому сожалению», — вежливо добавил он. «И к моему тоже», — в тон ему отозвался Энтони. «Давайте теперь к делу перейдем», — сказал барон. «Я представляю в Лондоне лоялистскую партию Герцословакии». «И представляете ее, я уверен, превосходно», — пробормотал Энтони. Барон поклонился в знак признательности за комплимент. «Вы слишком добры», — чопорно сказал он. «Мистер Макград, я не стану от вас ничего скрывать». Настал момент для реставрации монархии, находившейся в забвении со времен мученической кончины его преданнейшего величества короля Николая IV, чья память благословенна. «Аминь», — пробормотал Энтони. «То есть, я хотел сказать, правильно, правильно. На престол будет возведен его высочество принц Михаил, который поддержку британского правительства имеет». «Великолепно», — сказал Энтони. «Очень любезно с вашей стороны рассказать мне все это. Все устроено и подготовлено было, пока вы сюда не приехали, чтобы неприятности доставлять». Барон уставился на него суровым взглядом. «Мой дорогой барон», — запротестовал Энтони. «Да, да, я знаю, о чем говорю. Вы привезли с собой мемуары покойного графа Стилптича». Он устремил на Энтони обвиняющий взгляд. «Ну, допустим, привез. И какое отношение мемуары графа Стилптича имеют к принцу Михаилу? Они вызовут скандалы». «Большинство мемуаров именно это и делают», — успокаивающе заметил Энтони. О многих секретах он знанием обладал. Если он раскроет хотя бы четверть из них, Европа в войну ввергнута, быть может. «Полноте», — сказал Энтони. «Не может все быть настолько плохо». Неблагоприятное мнение об Абаловичах за границей распространено будет. Так демократичен этот английский дух. «Я вполне могу поверить», — сказал Энтони, «что Абаловичи время от времени могли действовать немного деспотично. Это у них в крови. Но люди в Англии именно этого и ждут от Балкан. Не знаю, почему это так, но это факт». «Вы не понимаете», — сказал барон. «Вы совсем ничего не понимаете. А мои уста запечатаны». Он вздохнул. «Чего именно вы опасаетесь?» — спросил Энтони. «Пока я не прочитаю мемуары, я не знаю», — просто объяснил барон. «Но там наверняка что-то есть. Эти великие дипломаты всегда недискретны. Телега с яблоками опрокинута будет, как у вас говорят». «Послушайте», — мягко сказал Энтони.
Я уверен, что вы смотрите на вещи слишком пессимистично. Я знаю, как работают издатели, они сидят на рукописях и высиживают их, как яйца. Пройдет по меньшей мере год, прежде чем эта книга увидит свет. Или очень лживый, или очень простодушный молодой человек вы есть. Все устроено так, чтобы мемуары в одной воскресной газете начали выходить незамедлительно. Го. Энтони был несколько застигнут врасплох. «Но вы ведь всегда можете все опровергнуть», — с надеждой произнес он. Барон печально покачал головой. «Нет, нет, ерунду вы говорите. Давайте к делу перейдем. 1000 фунтов вы должны получить, не так ли? Видите, я хорошую информацию имею. Я определенно поздравляю службу разведки лоялистов. Тогда я вам предлагаю 1500. Энтони в изумлении уставился на него, затем с сожалением покачал головой. «Боюсь, это невозможно», — со вздохом уныния произнес он. «Хорошо. Я вам предлагаю 2000. Вы искушаете меня, барон, искушаете. Но я все равно говорю, что это невозможно. Вашу собственную цену назовите тогда. Боюсь, вы не понимаете всей ситуации. Я охотно верю, что вы на стороне правого дела и что эти мемуары могут повредить вашему начинанию. Тем не менее, я взялся за эту работу и должен довести ее до конца. Понимаете? Я не могу позволить противоположной стороне перекупить себя. Такие вещи просто не делаются. Барон слушал очень внимательно. Когда Энтони закончил свою речь, он несколько раз кивнул головой. «Понимаю. Вы имеете в виду вашу честь английского джентльмена?» «Ну, сами мы это так не формулируем», — сказал Энтони. «Но я осмелюсь предположить, что, несмотря на разницу в словах, мы оба имеем в виду примерно одно и то же». Барон поднялся со своего места. «К английской чести я большое уважение имею», — заявил он. «Мы должны другой путь попробовать. Желаю вам доброго утра». Он сдвинул каблуки, щелкнул ими, поклонился и зашагал вон из комнаты, держась подчеркнуто прямо. «Интересно, что он имел в виду под этим», — размышлял Энтони. Это была угроза? Не то чтобы я хоть сколько-нибудь боялся старого леденца. Довольно удачное имя для него, кстати говоря. Буду называть его барон Леденец. Он сделал пару кругов по комнате, не решив, как действовать дальше. Срок, установленный для доставки рукописи, наступал чуть более чем через неделю. Сегодня было 5 октября. Энтони не имел ни малейшего намерения отдавать ее раньше последнего момента. Признаться честно, к этому времени он уже сгорал от нетерпения прочитать эти мемуары. Он собирался сделать это еще на пароходе во время плавания, но его свалил приступ лихорадки, и он был совсем не в том состоянии, чтобы разбирать убористый и неразборчивый почерк, ведь ни одна строчка рукописи не была напечатана на машинке. Теперь он был еще больше полон решимости выяснить, из-за чего поднялся весь этот шум. Но была ведь и вторая задача. Поддавшись порыву, он взял телефонную книгу и отыскал фамилию Ревёл. В книге значилось 6 человек с такой фамилией: Эдвард Генри Ревёл, хирург с Харли-стрит, Джеймс Ревёл и компания, Шорники, Леннокс Ревёл из Эбботсбери Мэншнс, в Хэмпстеде, мисс Мэри Ревёл с адресом Виллинг, почтенная миссис Тимоти Ревёл с Понт-стрит, дом 487, и миссис Уиллис Ревёл с Кадоган-сквер, дом 42. Отбросив Шорников и мисс Мэри Ревёл, он получил 4 имени для проверки, причем не было никаких оснований полагать, что эта дама вообще живет в Лондоне. Он захлопнул книгу, коротко качнув головой. «Пока что предоставлю все воле случая», — произнес он. «Обычно что-нибудь да подворачивается.
Везение Энтони Кейдов этого мира, возможно, в какой-то мере объясняется их собственной верой в него. Энтони нашел то, что искал, менее чем через полчаса, когда перелистывал страницы иллюстрированного журнала. Это была фотография живой картины, организованной герцогиней Перцкой. Под центральной фигурой, женщиной в восточном наряде, была подпись «Почтенная миссис Тимоти Ривёл в роли Клеопатры». До замужества миссис Ривёл была почтенной Вирджинией Катрон, дочерью лорда Эджбастона. Энтони некоторое время смотрел на снимок, медленно вытягивая губы, словно собираясь насвистеть мелодию. Затем он вырвал всю страницу, сложил ее и убрал в карман. Он снова поднялся наверх, отпер свой чемодан и достал пачку писем. Он вынул сложенную страницу из кармана и просунул ее под бечевку, которой они были перевязаны. Затем, услышав внезапный звук позади себя, он резко обернулся. В дверях стоял человек, из тех людей, которые, как Энтони свято верил, существуют только в хоре комической оперы. Зловещего вида фигура с приземистой, грубой головой и губами, растянутыми в злобные ухмылки. «Какого черта вы здесь делаете?» — спросил Энтони. «И кто позволил вам подняться?» «Я прохожу везде, где мне угодно», — сказал незнакомец. Его голос был гортанным и иностранным, хотя его английский был вполне идиоматичным. «Еще один иностранец», — подумал Энтони. «Так вот, убирайтесь отсюда, вы слышите?» Продолжил он вслух. Глаза мужчины были прикованы к пачке писем, которую Энтони успел перехватить. «Я уберусь, когда вы отдадите мне то, зачем я пришел». «И что же это, позвольте спросить?» Мужчина сделал шаг ближе. «Мемуары графа Стилптича», — прошипел он. «Вас невозможно воспринимать всерьез», — сказал Энтони. «Вы такой законченный театральный злодей. Мне очень нравится ваш наряд. Кто вас сюда прислал? Барон Леденец? Барон». Мужчина выплюнул длинную череду резко звучащих согласных. «Так вот, как вы это произносите?» Что-то среднее между полосканием горла и собачьим лаем. Не думаю, что смог бы повторить это сам, мое горло устроено иначе. Придется мне и дальше называть его леденцом. Так это он вас прислал, верно? Но в ответ он получил яростное отрицание. Его визитер зашел так далеко, что даже плюнул в ответ на это предположение весьма реалистичным образом. Затем он вытащил из кармана лист бумаги и швырнул его на стол. «Смотри», — сказал он. «Смотри и трепещи, проклятый англичанин». Энтони посмотрел с некоторым интересом, не утруждая себя выполнением второй части приказа. На бумаге был начертан грубый рисунок человеческой руки красного цвета. «Это похоже на руку», — заметил он. «Но, если вы так говорите, я вполне готов признать, что это кубистическая картина «Закат на Северном полюсе». Это знак товарищей Красной Руки. Я — товарищ Красной Руки». «Да что вы говорите», — произнес Энтони, глядя на него с большим интересом. «А остальные все такие же, как вы?» «Не знаю, что сказала бы по этому поводу евгеническое общество». Мужчина сердито зарычал. «Собака», — сказал он. «Хуже собаки. Оплачиваемый раб дряхлой монархии. Отдай мне мемуары, и ты уйдешь невредимым. Таково милосердие и братство». «Это очень любезно с их стороны, я уверен», — сказал Энтони, «но боюсь, что и они, и вы находитесь в заблуждении. Мои инструкции состоят в том, чтобы доставить рукопись не вашему почтенному обществу, а определенной издательской фирме». «П.Ф.» Рассмеялся тот в ответ. «Думаешь,
Тебе когда-нибудь позволят дойти до этого офиса живым? Хватит этой дурацкой болтовни. Отдавай бумаги, или я буду стрелять. Он вытащил из кармана револьвер и замахнулся им в воздухе. Но тут он недооценил Энтони Кейда. Он не привык к людям, которые могут действовать так же быстро, или даже быстрее, чем думать. Энтони не стал ждать, пока на него наведут револьвер. Почти в тот же миг, как другой вытащил его из кармана, Энтони прыгнул вперед и выбил оружие из его руки. Сила удара заставила мужчину развернуться так, что он оказался спиной к нападавшему. Шанс был слишком хорош, чтобы его упускать. Одним мощным, хорошо рассчитанным пинком Энтони отправил мужчину в полет через дверной проем в коридор, где тот и рухнул в кучу. Энтони шагнул вслед за ним, но с доблестного товарища красной руки было довольно. Он ловко вскочил на ноги и бросился наутёк по коридору. Энтони не стал его преследовать, а вернулся в свою комнату. «Вот вам и товарищи красной руки», — заметил он. Живописный вид, но легко разгоняются прямым действием. Интересно, как, черт возьми, этот малый сюда пробрался? Очевидно одно, эта работа окажется не такой уж легкой, как я думал. Я уже столкнулся и с лоялистами, и с революционной партией. Скоро, полагаю, националисты и независимые либералы пришлют свою делегацию. Одно решено твердо. Я примусь за эту рукопись сегодня же ночью. Посмотрев на часы, Энтони обнаружил, что уже почти 9 часов, и решил поужинать у себя. Он не ожидал больше никаких неожиданных визитов, но чувствовал, что ему необходимо быть начеку. У него не было намерения оставлять свой чемодан на разграбление, пока он будет внизу в гриль-баре. Он позвонил, попросил меню, выбрал пару блюд и заказал бутылку бордо. Официант принял заказ и удалился. Пока он ждал, когда принесут еду, он достал пачку с рукописью и положил ее на стол вместе с письмами. В дверь постучали, и вошел официант с маленьким столиком и приборами для ужина. Энтони в это время прохаживался у каминной полки. Стоя там спиной к комнате, он находился прямо напротив зеркала и, лениво взглянув в него, заметил любопытную вещь. Глаза официанта были прикованы к пачке с рукописью. Бросая короткие взгляды искоса на неподвижную спину Энтони, он бесшумно двигался вокруг стола. Его руки подергивались, и он то и дело проводил языком по сухим губам. Энтони стал наблюдать за ним внимательнее. Это был высокий мужчина, гибкий, как все официанты, с гладковыбритым, подвижным лицом. Итальянец, как подумал Энтони, а не француз. В критический момент Энтони резко обернулся. Официант слегка вздрогнул, но сделал вид, будто поправляет солонку. «Как тебя зовут?» — резко спросил Энтони. «Джузеппе, месье». «Итальянец, значит?» «Да, месье». Энтони заговорил с ним на этом языке, и мужчина ответил достаточно бегло. Наконец Энтони отпустил его кивком головы, но все то время, пока он ел превосходный ужин, который подавал ему Джузеппе, он напряженно думал. Неужели он ошибся? Был ли интерес Джузеппе к пачке всего лишь обычным любопытством? Это могло быть так, но, вспоминая лихорадочную силу волнения этого человека, Энтони отверг эту теорию. И все же он был озадачен. «Черт возьми», — сказал Энтони самому себе, — «не могут же абсолютно все охотиться за этой проклятой рукописью. Наверное, мне уже все это мерещится». Когда с ужином было покончено и посуду убрали, он уселся за чтение мемуаров. Из-за неразборчивости почерка покойного графа дело двигалось медленно.
Зевота Энтони следовала одна за другой с подозрительной частотой. К концу 4 главы он сдался. До сих пор он находил мемуары невыносимо скучными, без какого-либо намека на скандал. Он собрал письма и обертку от рукописи, которые лежали кучей на столе, и запер их в чемодан. Затем он запер дверь и в качестве дополнительной меры предосторожности приставил к ней стул. На стул он поставил графин с водой из ванной комнаты. Осмотрев эти приготовления с некоторой гордостью, он разделся и лег в постель. Он сделал еще одну попытку почитать мемуары графа, но почувствовал, что его веки слипаются. Засунув рукопись под подушку, выключил свет и почти сразу же уснул. Должно быть, часа 4 спустя он внезапно проснулся. Что его разбудило, он не знал, возможно, какой-то звук, а возможно, просто чувство опасности, которое у людей, видевших полную приключений жизнь, развито чрезвычайно сильно. Какое-то мгновение он лежал совершенно неподвижно, пытаясь собрать воедино свои впечатления. Он услышал очень осторожный шорох, а затем заметил сгусток более густой темноты где-то между собой и окном, на полу возле чемодана. Внезапным прыжком Энтони вскочил с постели, одновременно включая свет. От чемодана, у которого она стояла на коленях, резко поднялась фигура. Это был официант Джузеппе. В его правой руке блестел длинный тонкий нож. Он бросился прямо на Энтони, который к этому моменту уже полностью осознавал грозящую ему опасность. Он был безоружен, а Джузеппе, очевидно, чувствовал себя со своим оружием как дома. Энтони отпрянул в сторону, и Джузеппе промахнулся ножом. В следующую секунду оба мужчины уже катались по полу, сцепившись в тесных объятиях. Все силы Энтони были направлены на то, чтобы крепко держать правую руку Джузеппе, не давая ему возможности пустить в ход нож. Он медленно отгибал ее назад. В то же время он почувствовал, как другая рука итальянца вцепилась ему в горло, перекрывая дыхание и удушая его. И все же, отчаянно борясь, он продолжал выламывать правую руку противника назад. Раздался резкий звон, нож упал на пол. В тот же миг итальянец ловким вывертом вырвался из схватки Энтони. Энтони тоже вскочил, но совершил ошибку, бросившись к двери, чтобы отрезать тому путь к отступлению. Слишком поздно он увидел, что стул и графин с водой стоят точно так же, как он их и оставил. Джузеппе проник в комнату через окно, и именно к окну он теперь и устремился. В ту долю секунды передышки, которую ему дало движение Энтони к двери, он выскочил на балкон, перемахнул на соседний балкон и скрылся в чужом окне. Энтони прекрасно понимал, что преследовать его бесполезно. Путь к отступлению у того, без сомнения, был надежно обеспечен. Энтони лишь нажил бы себе неприятностей. Он подошел к кровати, запустил руку под подушку и вытащил мемуары. Повезло, что они оказались здесь, а не в чемодане. Он подошел к чемодану и заглянул внутрь, намереваясь достать письма. И тут он тихонько выругался сквозь зубы. Письма исчезли. Глава 6. Изящное искусство шантажа. Было ровно без 5:04, когда Вирджиния Ревел, пунктуальность которой объяснялась здоровым любопытством, вернулась в свой дом на Понт-стрит. Она открыла дверь своим ключом и вошла в холл, где ее тут же встретил бесстрастный Чилверс. «Прошу прощения, мэм, но к вам пришел один человек». В ту минуту Вирджиния не обратила внимания на тонкие речевые обороты, которыми Чилверс маскировал свой подлинный смысл. «Мистер Ламакс?» «Где он?» «В гостиной». «А нет, мэм, не мистер Ламакс». Тон Чилверса был слегка укоризненным. «Человек». Я неохотно впустил его, но он сказал, что его дело чрезвычайно важное, связано с покойным капитаном, насколько я его понял. Подумав, что вы, возможно, пожелаете его принять, я проводил его, в кабинет.
Вирджиния на минуту задумалась. Она была вдовой уже несколько лет, и тот факт, что она редко говорила о своем муже, некоторые воспринимали как знак того, что за ее беззаботным поведением скрывается все еще ноющая рана. Другие же считали с точностью да наоборот. Вирджиния никогда по-настоящему не любила Тима Ривела и считала лицемерием изображать горе, которого не чувствовала. «Мне следовало упомянуть, мэм», — продолжил Чилверс, «что это человек, судя по всему, какой-то иностранец». Интерес Вирджинии немного возрос. Ее муж состоял на дипломатической службе, и они были вместе в Герцесловакии как раз перед нашумевшим убийством короля и королевы. Этот человек вполне мог оказаться герцесловаком, каким-нибудь старым слугой, для которого настали тяжелые времена. «Вы поступили совершенно правильно, Чилверс», — сказала она с быстрым, одобряющим кивком. «Где, вы говорите, вы его оставили?» «В кабинете». Она пересекла холл легкой, упругой походкой и открыла дверь маленькой комнаты, расположенной рядом со столовой. Посетитель сидел в кресле у камина. Он поднялся при ее появлении и стал смотреть на нее. У Вирджинии была отличная память на лица, и она сразу же поняла, что никогда раньше не видела этого человека. Он был высок, смугл, имел гибкую фигуру и был совершенно неоспоримо иностранцем, однако она не думала, что он славянского происхождения. Она мысленно сочла его итальянцем или, возможно, испанцем. «Вы хотели видеть меня?» — спросила она. «Я миссис Ривел». Мужчина не отвечал минуту или две. Он медленно оглядывал ее, словно внимательно оценивая. В его манерах сквозила затаённая дерзость, которую она сразу почувствовала. «Пожалуйста, изложите ваше дело», — сказала она с оттенком нетерпения. «Вы миссис Ривел?» «Миссис Тимоти Ривел?» «Да». «Я только что сказала вам об этом». «Совершенно верно». «Очень хорошо, что вы согласились принять меня, миссис Ривел. В противном случае, как я сказал вашему дворецкому, я был бы вынужден иметь дело с вашим мужем». Вирджиния в изумлении посмотрела на него, но какой-то внутренний порыв сдержал резкий ответ, готовый сорваться с ее губ. Она ограничилась тем, что сухо заметила: «Возможно, вам было бы довольно трудно это сделать». «Думаю, нет. Я очень настойчив. Но я перейду к делу. Может быть, вы узнаете это?» Он покрутил чем-то в руке. Вирджиния посмотрела на предмет без особого интереса. «Вы можете сказать мне, что это такое, мадам?» «Похоже на письмо», — ответила Вирджиния, которая к этому моменту была убеждена, что имеет дело с человеком психически нездоровым. «И, возможно, вы обратите внимание, кому оно адресовано», — многозначительно сказал мужчина, протягивая его ей. «Читать я умею», — приятно сообщила ему Вирджиния. «Оно адресовано капитану О'Ниллу, Париж, улица Кнель, дом 15». Мужчина, казалось, жадно искал на ее лице то, чего не находил. «Прочитайте его, пожалуйста». Вирджиния взяла у него конверт, достала вложение и взглянула на него, но почти сразу же ее спина напряглась, и она снова протянула листок ему. «Это личное письмо, оно определенно не предназначено для моих глаз». Мужчина сардонически расхохотался. «Поздравляю вас, миссис Ривел, с превосходной актерской игрой. Вы безупречно исполняете свою роль. Тем не менее, полагаю, вы едва ли сможете отрицать подпись». «Подпись». Вирджиния перевернула письмо и онемела от изумления. Подпись, выведенная изящным наклонным почерком, гласила «Вирджиния Ривел». Сдержав готовое сорваться с губ восклицание удивления, она снова вернулась к началу письма и намеренно прочитала его полностью. Затем она минуту стояла, погруженная в размышления. Содержание письма предельно ясно давало понять,
что назревает. «Ну так что, мадам?» — произнес мужчина. «Это ведь ваше имя, не так ли?» «А да», — ответила Вирджиния. «Это мое имя. Но не мой почерк», — могла бы добавить она. Вместо этого она одарила посетителя ослепительной улыбкой. «Что если, — сладко проговорила она, — мы присядем и все обсудим?» Он был озадачен. Он не ожидал, что она поведет себя подобным образом. Инстинкт подсказывал ему, что она его не боится. «Прежде всего, мне хотелось бы узнать, как вы меня выследили». Это было легко. Он достал из кармана страницу, вырванную из иллюстрированного журнала, и протянул ей. Энтони Кейт без труда узнал бы ее. Она вернула ее ему задумчивым, едва заметным нахмуриванием. «Понимаю», — сказала она. Это было очень легко. «Само собой разумеется, миссис Ривёл, вы понимаете, что это письмо не единственное. Есть и другие». «Боже мой», — произнесла Вирджиния, — «похоже, я была пугающе недискретна». Она снова заметила, что ее непринужденный тон привел его в замешательство. Сама же она к этому моменту получала от происходящего искреннее удовольствие. «В любом случае», — сказала она, сладко улыбаясь ему, — «очень любезно с вашей стороны зайти и вернуть их мне». Последовала пауза, во время которой он прочистил горло. «Я бедный человек, миссис Ривёл», — сказал он наконец с глубоким значением в голосе. «В таком качестве вам, без сомнения, будет легче войти в Царство Небесное, по крайней мере, я всегда об этом слышала. Я не могу позволить себе отдать вам эти письма даром. Мне кажется, вы заблуждаетесь. Эти письма являются собственностью того человека, который их написал. Возможно, таков закон, мадам, но в вашей стране есть поговорка: владение — это 9/10 закона. И, в любом случае, готовы ли вы прибегнуть к помощи закона?» «Закон суров к шантажистам», — напомнила ему Вирджиния. «В полноте, миссис Ривёл, я далеко не дурак. Я прочитал эти письма, это письма женщины к своему любовнику, и в каждом из них сквозит ужас перед тем, что их обнаружит муж. Вы хотите, чтобы я отнес их вашему мужу? Вы упустили из виду одну возможность. Эти письма были написаны несколько лет назад. Предположим, что с тех пор я стала вдовой». Он уверенно покачал головой. «В таком случае, если бы вам нечего было бояться, вы бы не сидели здесь и не обсуждали со мной условия». Вирджиния улыбнулась. «Какова ваша цена?» — спросила она деловым тоном. «За 1000 фунтов я передам вам всю пачку. Это очень немногое из того, что я прошу, но, видите ли, мне самому не нравится это занятие». «Я и в мыслях не допускаю платить вам 1000 фунтов», — решительно заявила Вирджиния. «Мадам, я никогда не торгуюсь. 1000 фунтов, и я передам письма в ваши руки». Вирджиния задумалась. «Вы должны дать мне немного времени, чтобы все обдумать. Мне будет не так-то просто собрать такую сумму. Возможно, несколько фунтов в счет задатка, скажем, 50, и я зайду снова». Вирджиния взглянула на часы. Было 5:05, и ей показалось, что она услышала звонок в дверь. «Очень хорошо», — поспешно сказала она. «Приходите завтра, но попозже. Около 6». Она подошла к письменному столу, стоявшему у стены, отперла один из ящиков и достала беспорядочную пачку банкнот. «Здесь около 40 фунтов. На сегодня вам придется этим обойтись». Он жадно схватил деньги. «А теперь уходите немедленно, пожалуйста», — сказала Вирджиния. Он вышел из комнаты вполне послушно.
Сквозь приоткрытую дверь Вирджиния мельком увидела в холле Джорджа Ломакса, которого Чилверс как раз провожал наверх. Едва входная дверь захлопнулась, Вирджиния окликнула его. «Зайди сюда, Джордж. Чилверс, принеси нам чай сюда, пожалуйста». Она распахнула оба окна, и вошедший в комнату Джордж Ломакс застал ее стоящей прямо, с веселыми, поблескивающими глазами и растрепанными ветром волосами. «Я закрою их через минуту, Джордж, но мне показалось, что комнату нужно проветрить». «Ты не столкнулся в холле с шантажистом?» «С кем?» «С шантажистом, Джордж». «Шантажист. Тот, кто занимается шантажом». «Моя дорогая Вирджиния, ты же это несерьезно». «А нет, совершенно серьезно, Джордж». «Но кого же он пришел сюда шантажировать?» «Меня, Джордж». «Но, моя дорогая Вирджиния, что же ты такое натворила?» «Ну, как раз на этот раз, так уж случилось, я ничего не натворила. Этот почтенный джентльмен принял меня за кого-то другого. Ты, надо полагать, вызвала полицию?» «Нет, не вызвала». «Полагаю, ты считаешь, что мне следовало это сделать?» «Ну», Джордж веско задумался. «Нет, нет, пожалуй, нет, возможно, ты поступила благоразумно. Тебя могли бы втянуть в какую-нибудь неприятную огласку в связи с этим делом. Тебе даже пришлось бы давать показания, а мне бы это понравилось», — заявила Вирджиния. «Мне бы очень хотелось, чтобы меня вызвали в суд, и я бы с удовольствием посмотрела, действительно ли судьи отпускают все те плоские шуточки, о которых пишут в газетах. Это было бы крайне увлекательно». На днях я была в полицейском участке на Вайн-стрит по поводу потерянной бриллиантовой броши, и там оказался самый безупречно прекрасный инспектор, самый милый мужчина из всех, кого я встречала. Джордж, по своему обыкновению, пропустил все эти посторонние замечания мимо ушей. «Но что же ты сделала с этим негодяем?» «Ну, Джордж, боюсь, я позволила ему сделать это». «Сделать что?» «Шантажировать меня». Выражение ужаса на лице Джорджа было столь утрированным, что Вирджинии пришлось прикусить нижнюю губу. «Ты хочешь сказать, правильно ли я тебя понимаю, что ты не рассеяла заблуждение, в котором он находился?» Вирджиния покачала головой, бросив на него взгляд искоса. «Боже правый, Вирджиния, ты, должно быть, сошла с ума. Полагаю, тебе это кажется именно так. Но зачем? Ради всего святого, зачем? По нескольким причинам. Начнем с того, что он делал это так красиво, шантажировал меня, я имею в виду. Терпеть не могу прерывать художника, когда он действительно хорошо выполняет свою работу. И потом, понимаешь, меня ведь никогда раньше не шантажировали, искренне надеюсь, что нет. И мне захотелось узнать, каково это. Я совершенно не в состоянии тебя понять, Вирджиния. Я знала, что ты не поймешь. Ты ведь не дала ему денег, надеюсь? Совсем пустяк, извиняющимся тоном произнесла Вирджиния. Сколько? 40 фунтов. Вирджиния. Мой дорогой Джордж, ровно столько я плачу за вечернее платье. Купить новый опыт так же увлекательно, как купить новое платье, даже более того, если уж на то пошло. Джордж Ломакс лишь покачал головой, и появление Чилверса в этот момент с титаном для чая избавило его от необходимости выражать свои оскорбленные чувства. Когда чай был подан и ловкие пальцы Вирджинии занялись тяжелым серебряным чайником, она снова заговорила на эту тему. «У меня был еще один мотив, Джордж, более светлый и благородный. Нас, женщин, обычно считают коварными кошками, но, во всяком случае, сегодня днем я оказала другой женщине добрую услугу. Этот человек вряд ли теперь отправится на поиски другой Вирджинии Ревел. Он думает,
что уже поймал свою птичку. Бедняжка, она, должно быть, до смерти была напугана, когда писала то письмо. Для господина-шантажиста это была бы самая легкая работа в его жизни. Теперь же, хоть он об этом и не подозревает, ему предстоит столкнуться с крепким орешком. Пользуясь тем огромным преимуществом, что я вела безупречную жизнь, я буду играть с ним до тех пор, пока не доведу его до погибели, как пишут в книгах. Коварство, Джордж, много коварства. Джордж все еще качал головой. «Мне это не нравится», — упрямо твердил он. «Мне это не нравится». «Ну да ладно, не бери в голову, дорогой Джордж. Ты ведь пришел сюда не для того, чтобы рассуждать о шантажистах. Кстати, зачем ты пришел?» Правильный ответ, чтобы увидеть тебя. Ударение на слове «тебя», и при этом нужно многозначительно сжать ее руку, если только ты перед этим не ел обильно смазанный маслом маффин, в таком случае все должно быть выражено одними глазами. «Я действительно пришел, чтобы увидеть тебя», — серьезно ответил Джордж. «И я рад, что застал тебя одну». «А, Джордж, это так неожиданно», — сказала она, проглатывая изюминку. «Я хотел попросить тебя об одном одолжении. Я всегда считал тебя, Вирджиния, женщиной, обладающей значительным очарованием. А, Джордж. А также умной женщиной. Неужели? Как хорошо этот мужчина меня знает. Моя дорогая Вирджиния, завтра в Англию прибывает один молодой человек, с которым мне хотелось бы тебя познакомить. Хорошо, Джордж, но банкет за твой счет, пусть это будет четко оговорено. Я уверен, что при желании ты могла бы пустить в ход свое значительное очарование. Вирджиния слегка наклонила голову набок. Джордж, дорогой, понимаешь, я не занимаюсь очарованием профессионально. Часто люди мне нравятся, и тогда, я нравлюсь им в ответ. Но я не думаю, что смогла бы хладнокровно приняться за обольщение беспомощного незнакомца. Такие вещи не делаются, Джордж, правда не делаются. Существуют профессиональные сирены, которые справятся с этим гораздо лучше меня. Об этом не может быть и речи, Вирджиния. Этот молодой человек, он, кстати, канадец по фамилии Макград, канадец шотландского происхождения, произнесла она, выстраивая блестящую дедукцию. Скорее всего, совершенно не привык к высшим кругам английского общества. Мне бы хотелось, чтобы он по достоинству оценил обаяние и изысканность настоящей английской леди. Имеешь в виду меня? Именно. Почему? Прошу прощения. Я спросила, почему? Ты ведь не рекламируешь настоящую английскую леди каждому встречному канадцу, который ступает на наши берега. В чем заключается тайный умысел, Джордж? Выражаясь вульгарно, каков твой интерес? Я не вижу, как это касается тебя, Вирджиния. Я ни за что на свете не смогу отправиться на вечер и кого-то очаровывать, если не буду знать всех причин и следствий. У тебя совершенно необычайная манера выражаться, Вирджиния. Любой человек подумал бы, еще бы не подумал. Давай, Джордж, поделись еще кое-какой информацией. Моя дорогая Вирджиния, в самое ближайшее время ситуация в одном центральноевропейском государстве грозит стать несколько напряженной. По причинам, которые не имеют к делу отношения, важно, чтобы этот мистер Макград пришел к пониманию того, что реставрация монархии в Герцесловакии крайне необходима для сохранения мира в Европе. «Часть про мир в Европе — полная чушь», — спокойно заметила Вирджиния, «но я всегда обеими руками за монархию, особенно когда речь идет о таком колоритном народе, как Герцесловаки». «Значит, ты продвигаешь короля в Герцесловакии, верно?» «Кто же он?» Джордж ответил неохотно, но не нашел способа уклониться от вопроса.
Разговор шел совсем не так, как он планировал. Он представлял себе Вирджинию покладистым, послушным орудием, которое с благодарностью примет его намеки и не станет задавать неловких вопросов. Все оказалось далеко не так. Она, похоже, твердо решила узнать всю подноготную, а этого Джордж, всегда сомневавшийся в женской сдержанности, стремился избежать любой ценой. Он совершил ошибку. Вирджиния была неподходящей женщиной для этой роли. Более того, она могла стать причиной серьезных неприятностей. Ее рассказ о встрече с шантажистом внушил ему серьезные опасения. Совершенно ненадежное существо, не способное относиться к серьезным вещам серьезно. «Принц Михаил Абалович», — ответил он, поскольку Вирджиния явно ждала ответа на свой вопрос. «Но, пожалуйста, пусть это останется между нами». «Не глупи, Джордж». В газетах уже полно всяких намеков, выходят статьи, превозносящие династию Абаловичей и говорящие об убитом Николае IV так, будто он был чем-то средним между святым и героем, вместо того, чтобы назвать его глупым маленьким человеком, одурманенным третьесортной актрисой. Джордж поморщился. Он пуще прежнего убедился в том, что совершил ошибку, обратившись к Вирджинии за помощью. Нужно было поскорее перевести тему. «Ты права, моя дорогая Вирджиния», — поспешно произнес он, поднимаясь на ноги, чтобы попрощаться. «Мне не следовало делать тебе это предложение. Но мы очень хотим, чтобы доминионы смотрели с нами в одном направлении на этот герцословацкий кризис, а Макград, как я полагаю, имеет влияние в журналистских кругах. Я подумал, что для тебя, как для пылкой монархистки и человека, знающего эту страну, будет хорошей идеей встретиться с ним. Так вот оно какое, это объяснение. Да, но я осмелюсь предположить, что он бы тебе все равно не понравился». Вирджиния посмотрела на него секунду, а затем рассмеялась. «Джордж», — сказала она, — «лжец из тебя паршивый». «Вирджиния». «Паршивый, абсолютно паршивый. Если бы у меня была твоя подготовка, я бы смогла придумать ложь получше, такую, в которую был бы хоть какой-то шанс поверить. Но я все равно все разузнаю, мой бедный Джордж. Будь в этом уверен. Я не удивлюсь, если получу парочку намеков в замке Чимнис в эти выходные». «В Чимнис? Ты едешь в Чимнис?» Джордж не смог скрыть своего замешательства. Он надеялся перехватить лорда Каттерхема до того, как приглашение будет отправлено. «Бандл позвонила и пригласила меня сегодня утром». Джордж предпринял последнюю попытку. «Полагаю, там соберется довольно скучное общество», — заметил он. «Едва ли это в твоем вкусе, Вирджиния». «Мой бедный Джордж, почему бы тебе просто не сказать мне правду и не довериться мне?» «Еще не поздно». Джордж взял ее руку и снова вяло отпустил. «Я сказал тебе правду», — холодно произнес он, и притом без тени смущения. «Это уже лучше», — одобрительно сказала Вирджиния. «Но все же недостаточно хорошо. Выше нос, Джордж, я обязательно буду в Чимнис и пущу в ход свое значительное очарование, как ты выразился». Жизнь вдруг стала гораздо более забавной. Сначала шантажист, а теперь Джордж в дипломатических затруднениях. Поведает ли он все прекрасной женщине, которая так патетически просит его о доверии? Нет, он ничего не раскроет до самой последней главы. До свидания, Джордж. Подаришь мне напоследок один нежный взгляд перед уходом? Нет. А, Джордж, дорогой, ну не дуйся. Едва Джордж вышел за входную дверь своей тяжелой походкой, Вирджиния тут же бросилась к телефону. Она набрала нужный номер и попросила соединить ее с леди Эйлин Брент. «Это ты, Бандл? Завтра я точно приеду в Чимнис». «Что? Навевать на меня скуку?»
Нет, не будет. Бандл, меня теперь туда никакими силами не удержать. Вот так-то. Глава 7. Мистер Макград отклоняет приглашение. Письма исчезли. Как только он смирился с фактом их пропажи, оставалось лишь принять это как данность. Энтони прекрасно понимал, что не может преследовать Джузеппе по коридорам отеля «Блиц». Поступить так означало навлечь на себя нежелательную огласку и, по всей вероятности, все равно не достичь цели. Он пришел к выводу, что Джузеппе принял пакет с письмами, вложенный в другую обертку, за сами мемуары. Поэтому было вполне вероятно, что, обнаружив свою ошибку, он предпримет еще одну попытку завладеть ими. К этой попытке Энтони намеревался подготовиться самым основательным образом. Другой план, который пришел ему в голову, заключался в том, чтобы дать неброское объявление о возврате пакета с письмами. Предполагая, что Джузеппе является эмиссаром соратников Красной Руки или, что казалось Энтони более вероятным, нанят партией лоялистов, письма не могли представлять ровно никакого интереса ни для одного из работодателей, и он, вероятно, ухватился бы за возможность получить небольшую сумму денег за их возвращение. Обдумав все это, Энтони вернулся в постель и мирно проспал до самого утра. Он не думал, что Джузеппе захочет совершить второе нападение в эту ночь. Энтони встал с полностью продуманным планом действий. Он плотно позавтракал, просмотрел газеты, пестревшие сообщениями о новых месторождениях нефти в Герцесловакии, а затем потребовал встречи с управляющим. Будучи Энтони Кейдом, обладавшим даром добиваться своего с помощью спокойной решимости, он получил то, о чем просил. Управляющий, француз с изысканно вежливыми манерами, принял его в своем кабинете. «Вы хотели видеть меня, насколько я понимаю, мистер Макград?» «Да. Я прибыл в ваш отель вчера днем, и ужин в номер мне подавал официант по имени Джузеппе». Он сделал паузу. «Осмелюсь предположить, что у нас есть официант с таким именем», — равнодушно согласился управляющий. Меня поразило кое-что необычное в поведении официанта, но в тот момент я не придал этому значения. Позже, ночью, я проснулся от звука чьих-то тихих шагов в комнате. Я включил свет и обнаружил этого самого Джузеппе в тот момент, когда он обыскивал мой кожаный чемодан. Равнодушие управляющего теперь полностью улетучилось. Но я ничего об этом не слышал. Воскликнул он. Почему мне не сообщили раньше? Между мной и этим человеком завязалась короткая борьба. Кстати, он был вооружен ножом. В конце концов ему удалось скрыться через окно. Что вы сделали после этого, мистер Макград? Я проверил содержимое своего чемодана. Что-нибудь пропало? «Ничего важного», — медленно произнес Энтони. Управляющий откинулся на спинку кресла со вздохом облегчения. «Я рад это слышать», — заметил он. «Но позвольте мне сказать, мистер Макград, что я не совсем понимаю вашу позицию в этом вопросе. Вы не пытались поднять тревогу в отеле? Преследовать вора?» Энтони пожал плечами. «Ничего ценного не пропало, как я уже вам сказал. Разумеется, я сознаю, что, строго говоря, это дело для полиции». Он сделал паузу, и управляющий пробормотал без особого энтузиазма. «Для полиции, конечно. В любом случае я был практически уверен, что человеку удастся благополучно скрыться, а раз ничего не пропало, зачем беспокоить полицию?» Управляющий слегка улыбнулся. «Я вижу, вы понимаете, мистер Макград, что я вовсе не горю желанием привлекать полицию. С моей точки зрения, это всегда оборачивается катастрофой. Если газетам удается разузнать хоть что-то, связанное с крупным фешенебельным отелем вроде нашего, они всегда раздувают это вовсю, каким бы ничтожным ни был сам повод». «Совершенно верно», — согласился Энтони.
Я сказал вам, что ничего ценного не пропало, и в определенном смысле это чистая правда. Ничего ценного для вора похищено не было, однако он завладел вещью, которая представляет значительную ценность для меня. Вот как? Это письма, понимаете ли. Выражение сверхчеловеческого благоразумия, на которое способен только француз, застыло на лице управляющего. «Я понимаю», — пробормотал он. «Совершенно понимаю». Естественно, это не то дело, которое стоит передавать полиции. В этом вопросе мы с вами полностью согласны. Но вы должны понять, что я твердо намерен вернуть эти письма. В тех краях, откуда я приехал, люди привыкли решать свои проблемы самостоятельно. Поэтому мне требуется от вас как можно более полная информация об этом официанте Джузеппе. «Не вижу к этому никаких препятствий», — сказал управляющий после небольшой паузы. «Разумеется, я не могу предоставить вам эти сведения сию минуту, но если вы вернетесь через полчаса, у меня все будет готово». «Большое спасибо. Это меня вполне устроит». Через полчаса Энтони снова пришел в кабинет и обнаружил, что управляющий сдержал свое слово. На листке бумаги были набросаны все важные факты, известные о Джузеппе Манелли. Видите ли, он устроился к нам около 3 месяцев назад. Квалифицированный и опытный официант. Работа его была безупречной. В Англии он находится около 5 лет. Мужчины вместе просмотрели список отелей и ресторанов, где успел поработать итальянец. Один факт показался Энтони весьма примечательным. В 2 из упомянутых отелей произошли крупные кражи как раз в то время, когда там работал Джузеппе, хотя в обоих случаях на него не пало ни малейшего подозрения. И все же этот факт говорил о многом. Был ли Джузеппе всего лишь ловким отельным вором? Был ли обыск чемодана Энтони частью его привычной профессиональной тактики? Вполне возможно, что в тот момент, когда Энтони включил свет, пакет с письмами уже был у него в руках, и он машинально засунул его в карман, чтобы освободить руки. В таком случае это было самое обыкновенное, банальное ограбление. С другой стороны, стоило вспомнить волнение этого человека накануне вечером, когда он увидел лежащие на столе бумаги. Там не было ни денег, ни ценных вещей, способных возбудить алчность обычного вора. Нет, Энтони был убежден, что Джузеппе действовал как орудие какой-то сторонней организации. С информацией, полученной от управляющего, можно попытаться разузнать что-то о частной жизни Джузеппе и таким образом в конце концов выследить его. Он взял листок бумаги и поднялся с места. «Большое вам спасибо. Полагаю, совершенно излишне спрашивать, находится ли Джузеппе все еще в отеле?» Управляющий улыбнулся. В его постели никто не спал, и все свои вещи он оставил здесь. Должно быть, он сбежал сразу же после нападения на вас. Не думаю, что у нас есть шанс увидеть его снова. Я тоже так думаю. Что ж, премного вам благодарен. Пока что я останусь здесь. Надеюсь, вы добьетесь успеха в ваших поисках, хотя должен признаться, что я в этом сомневаюсь. Я всегда надеюсь на лучшее. Первым делом Энтони расспросил некоторых других официантов, которые были дружны с Джузеппе, но узнал слишком мало полезного. Он составил текст объявления, как и планировал, и разослал его в 5 самых читаемых газет. Он уже собирался выйти из отеля, чтобы нанести визит в ресторан, где раньше работал Джузеппе, когда зазвонил телефон. Энтони снял трубку. «Алло, в чем дело?» — спросил он. В трубке раздался бесстрастный голос. «Я говорю с мистером Макгратом?» «Да, со мной». «А кто это?» «Это компания Болдерсон и Ходжкинс». «Минутку, пожалуйста. Я соединю вас с мистером Болдерсоном».
Наши многоуважаемые издатели, подумал Энтони. Стало быть, они тоже занервничали? Напрасно. В запасе есть еще целая неделя. Внезапно в трубке зазвучал бодрый голос. Алло. Это мистер Макград? У аппарата. Я Болдерсон из компании Болдерсон и Ходжкинс. Как обстоят дела с рукописью, мистер Макград? Ну, произнес Энтони. А в чем, собственно, дело? Да, абсолютно во всем. Я так понимаю, мистер Макград, что вы только что прибыли в нашу страну из Южной Африки. Раз так, вы просто не можете знать всей ситуации. Из-за этой рукописи назревают крупные неприятности, мистер Макград, очень крупные. Иногда я даже жалею, что мы вообще согласились за нее взяться. Вот как? Уверяю вас, это так. В настоящий момент я стремлюсь заполучить ее как можно скорее, чтобы снять с нее пару копий. Тогда, если оригинал будет уничтожен, ну что ж, беда не случится. Боже мой, удивился Энтони. Да, полагаю, вам это кажется нелепым, мистер Макград. Но поверьте, вы недооцениваете ситуацию. Предпринимаются решительные попытки помешать тому, чтобы она вообще дошла до нашего издательства. Скажу вам совершенно откровенно и без прикрас, если вы попытаетесь принести ее сами, то 10 против 1, что вы до нас не доберетесь. Я в этом сомневаюсь, ответил Энтони. Когда мне нужно куда-то добраться, я обычно туда добираюсь. Вы имеете дело с очень опасными людьми. Месяц назад я и сам бы в это не поверил. Послушайте, мистер Макград, нас подкупали, нам угрожали и нас задаривали самые разные группировки, так что мы уже кругом пошли. Мое предложение заключается в том, чтобы вы не пытались везти рукопись сюда. Один из наших сотрудников заедет к вам в отель и заберет ее. А если эта банда его прикончит? Спросил Энтони. В таком случае ответственность ляжет на нас, а не на вас. Вы передадите ее нашему представителю и получите письменное подтверждение. Чек на 1000 фунтов, который нам поручено вам передать, по условиям нашего соглашения с душеприказчиками покойного автора, вы понимаете, о ком я говорю, не может быть выдан ранее следующей среды, но если вы настаиваете, я отправлю с посыльным мой собственный чек на эту сумму. Энтони минуту-другую поразмыслил. Он намеревался придержать мемуары до самого последнего дня, поскольку ему очень хотелось самому разузнать, из-за чего поднялся весь этот шум. Тем не менее, он признал весомость доводов издателя. «Хорошо», — сказал он с легким вздохом. «Пусть будет по-вашему. Присылайте своего человека. И если вы не против отправить вместе с ним и чек, я бы предпочел получить его прямо сейчас, так как могу уехать из Англии до следующей среды. Разумеется, мистер Макград. Наш представитель зайдет к вам завтра утром в первую очередь. Будет благоразумнее не посылать никого прямо из офиса. Наш сотрудник мистер Холмс живет на юге Лондона. Он заедет к вам по дороге к нам и выдаст вам расписку в получении пакета. Я предлагаю вам сегодня вечером сдать в сейф управляющего бутафорский пакет. Ваши враги прознают об этом, и это предотвратит любое нападение на ваши апартаменты ночью. Очень хорошо, я сделаю так, как вы советуете. Энтони повесил трубку с задумчивым лицом. Затем он вернулся к своему прерванному плану, поиску сведений о скользком Джузеппе. Однако его ждала полная неудача. Джузеппе действительно работал в упомянутом ресторане, но никто, похоже, ничего не знал о его частной жизни или окружении. «Но я поймаю тебя, приятель», — пробормотал Энтони сквозь зубы. «Все равно поймаю. Это лишь вопрос времени». Его вторая ночь в Лондоне прошла совершенно спокойно.
В 9 часов следующего утра карточка мистера Холмса из компании Болдерсон и Ходжкинс была доставлена наверх, и вслед за ней вошел сам мистер Холмс. Невысокий белокурый мужчина со спокойными манерами. Энтони передал ему рукопись и получил взамен чек на 1000 фунтов. Мистер Холмс упаковал рукопись в небольшой коричневый саквояж, который был у него с собой, пожелал Энтони доброго утра и удалился. Все это выглядело довольно обыденно. «Но, возможно, его убьют по дороге», — пробормотал Энтони вслух, безучастно глядя в окно. «Интересно, мне очень интересно». Он положил чек в конверт, вложил туда же записку в несколько строк и тщательно его запечатал. Джимми, который на момент их встречи с Энтони в Булавае был более или менее при деньгах, судил ему весьма приличную сумму, которая до сих пор оставалась практически нетронутой. «Если с одним делом покончено, то другое еще ждет своего часа», — сказал себе Энтони. «До сих пор я действовал топорно. Но унывать не стоит. Пожалуй, изменю внешность и отправлюсь взглянуть на дом номер 487 по Понт-стрит». Он упаковал свои вещи, спустился, оплатил счет и распорядился погрузить багаж в такси. Щедро одарив чаевыми всех стоявших на его пути, большинство из которых ровным счетом ничего не сделали для его комфорта, он уже готов был тронуться в путь, когда по ступеням подбежал мальчишка с письмом. «Только что доставили для вас, сэр, сию минуту». Со вздохом Энтони достал еще 1 шиллинг. Такси натужно загрохотало и рвануло вперед с ужасающим скрежетом шестеренок, а Энтони распечатал письмо. Это был довольно любопытный документ. Ему пришлось перечитать его 4 раза, прежде чем он окончательно понял, в чем суть. Если перевести на нормальный язык, а письмо было написано далеко не нормальным языком, а тем особым, запутанным слогом, который столь характерен для посланий правительственных чиновников, в нем предполагалось, что мистер Макград прибывает в Англию из Южной Африки сегодня, в четверг. Там также содержался туманный намек на мемуары графа Стилптича, и мистера Макграта убедительно просили ничего не предпринимать, пока он не проведет конфиденциальную беседу с мистером Джорджем Ломаксом и некоторыми другими высокопоставленными лицами, на чье величие смутно намекалось. Кроме того, в письме содержалось официальное приглашение приехать завтра, в пятницу, в замок Чимнис в качестве гостя лорда Коттерхэма. Послание было загадочным и совершенно темным. Энтони оно чрезвычайно понравилось. «Старая добрая Англия», — ласково пробормотал он. «Как обычно, отстает от жизни на 2 дня. Довольно досадно. И все же я не могу поехать в Чимнис под чужим именем. Интересно, однако, есть ли поблизости какая-нибудь гостиница? Мистер Энтони Кейт вполне мог бы остановиться там, и никто бы ничего не заподозрил». Он высунулся из окна и дал новые указания водителю такси, который встретил их презрительным фырканьем. Такси остановилось перед одним из самых невзрачных лондонских отелей. Однако за проезд было уплачено по тарифу, вполне соответствующему месту отправления. Оформив номер на имя Энтони Кейда, Энтони прошел в унылую комнату для писем, достал лист почтовой бумаги с фирменным штампом отеля «Блиц» и быстро застрочил. Он объяснил, что прибыл в прошлый вторник, уже передал упомянутую рукопись компании Болдерсон и Ходжкинс, и с сожалением отклоняет любезное приглашение лорда Коттерхэма, так как покидает Англию в самое ближайшее время. Письмо он подписал «Искренне ваш, Джеймс Макград». «А теперь», — произнес Энтони, наклеивая марку на конверт, — «к делу». Джеймс Макград уходит, на сцену выходит Энтони Кейт. Глава 8. Мертвец. В тот же четверг после полудня Вирджиния Ривел играла в теннис в Ранелаге. На всем пути обратно к Понт-стрит, пока она отдыхала на заднем сиденье длинного, роскошного лимузина, на ее губах играла легкая улыбка, она мысленно репетировала свою роль в предстоящей беседе.
Разумеется, существовала вероятность, что шантажист не появится снова, но она была почти уверена, что он придет. Она показала себя легкой добычей. Что ж, возможно, на этот раз его ждет небольшой сюрприз. Когда машина остановилась у дома, она повернулась, чтобы поговорить с шофером, прежде чем подняться по ступеням. «Как поживает ваша жена, Уолтон?» «Я забыла спросить». «Получше, я думаю, мэм». Доктор сказал, что заглянет проведать ее около 6:30. «Понадобится ли вам машина снова?» Вирджиния на минуту задумалась. «На выходные я уезжаю. Я отправляюсь поездом в 6:40 с Паддингтона, но вы мне больше не понадобитесь, для этого вполне хватит такси. Я бы предпочла, чтобы вы дождались доктора. Если он сочтет, что вашей жене пойдет на пользу уехать на выходные, отвезите ее куда-нибудь, Уолтон. Я возьму расходы на себя». Оборвав благодарности мужчины нетерпеливым кивком головы, Вирджиния взбежала по ступеням, порылась в сумочке в поисках ключа, вспомнила, что не взяла его с собой, и поспешно позвонила в звонок. Ей ответили не сразу, и, пока она ждала, по ступеням поднялся молодой человек. Он был бедно одет и держал в руке пачку листовок. Одну из них он протянул Вирджинии, на ней был отчетливо виден заголовок «Почему я служил своей стране?». В левой руке он держал кружку для сбора пожертвований. «Я не могу купить 2 этих ужасных стихотворения за один день», — умоляюще произнесла Вирджиния. «Я уже купила одно сегодня утром. Честное слово, уверяю вас». Молодой человек запрокинул голову и рассмеялся. Вирджиния рассмеялась вместе с ним. Окинув его беглым взглядом, она подумала, что он представляет собой куда более приятный образец лондонских безработных, чем обычно. Ей понравилось его загорелое лицо и поджарая, сухощавая фигура. Она даже поймала себя на мысли, что хотела бы найти для него какую-нибудь работу. Но в этот момент дверь отворилась, и Вирджиния мгновенно позабыла о проблеме безработицы, поскольку, к ее величайшему изумлению, на пороге стояла ее собственная горничная Элиза. «Где Чилверс?» — резко спросила она, переступая порог холла. «Но он уехал, мадам, вместе с остальными». «С какими остальными?» «Куда уехал?» «Как куда? В Датчет, мадам, в коттедж, как и было сказано в вашей телеграмме». «В моей телеграмме?» Переспросила Вирджиния, совершенно ничего не понимая. «Разве мадам не посылала телеграмму?» «Здесь право же не может быть ошибки. Ее принесли всего час назад. Я не посылала никакой телеграммы». «Что там было написано?» «Мне кажется, она все еще лежит на столе вон там». Элиза удалилась, схватила листок и с триумфом поднесла его хозяйке. «Вот, мадам». Телеграмма была адресована Чилверсу и гласила следующее: «Пожалуйста, немедленно везите всю прислугу в коттедж и приготовьте все к приему гостей на выходные. Садитесь на поезд в 5:49». В этом послании не было ничего необычного. Именно такие распоряжения она сама часто отправляла прежде, когда спонтанно решала устроить прием в своем загородном доме у реки. Она всегда увозила с собой всю прислугу, оставляя присматривать за городским домом пожилую женщину. Чилверс не заподозрил в этом сообщении ничего неладного и, как добрый слуга, в точности исполнил приказ. «Я осталась», — объяснила Элиза, зная, что мадам захочет, чтобы я собрала ее вещи. «Это какая-то глупая шутка», — воскликнула Вирджиния, сердито швыряя телеграмму на стол. «Ты же прекрасно знаешь, Элиза, что я еду в Чимнис. Я говорила тебе об этом сегодня утром. Я подумала, что мадам передумала. Такое ведь иногда случается, не правда ли, мадам?» Вирджиния с полуулыбкой признала справедливость этого упрека.
Она была занята попытками найти причину для столь необычного розыгрыша. Элиза поспешила высказать догадку. «Боже мой!» — вскричала она, всплеснув руками. «А что, если это злоумышленники, воры? Они присылают фальшивую телеграмму, выманивают всю прислугу из дома, а затем грабят его». «Пожалуй, это возможно», — с сомнением произнесла Вирджиния. «Да, да, мадам, это без сомнения именно так. Каждый день в газетах читаешь о подобных вещах. Мадам должна немедленно позвонить в полицию, сей же час, пока они не пришли и не перерезали нам горло. Не волнуйся так, Элиза. Они не придут резать нам горло в 6 часов вечера. Мадам, умоляю вас, разрешите мне выбежать на улицу и позвать полицейского прямо сейчас, немедленно». «Зачем еще?» «Не глупи, Элиза. Иди наверх и собери мои вещи для Чимнис, если еще не сделала этого. Новое вечернее платье от Кайо, белый креп-марокен и, пожалуй, черный бархат. Черный бархат так политичен, не правда ли?» «Мадам выглядит обворожительно в атласном платье цвета нильской воды», — подсказала Элиза, в которой вновь заговорил профессиональный инстинкт. «Нет, его я не возьму. Поторопись, Элиза, будь умницей. У нас очень мало времени. Я отправлю телеграмму Чилверсу в Датчет, а когда будем уходить, поговорю с дежурным полицейским на участке и попрошу его присмотреть за домом. И перестань закатывать глаза, Элиза, если ты так пугаешься еще до того, как что-то произошло, что бы ты делала, если бы человек выскочил из темного угла и вонзил в тебя нож?» Элиза издала пронзительный писк и поспешно отступила вверх по лестнице, на каждом шагу испуганно оглядываясь через плечо. Вирджиния скорчила гримасу ей вслед и пересекла холл, направляясь в маленький кабинет, где стоял телефон. Предложение Элизы позвонить в полицейский участок показалось ей разумным, и она намеревалась исполнить его без промедления. Она открыла дверь кабинета и подошла к телефону. Затем, уже занеся руку над трубкой, остановилась. В большом кресле сидел мужчина, сидел в какой-то странной, неестественно ссутуленной позе. В суматохе последних минут она совсем позабыла о своем ожидаемом госте. По всей видимости, он заснул в ожидании ее. Она подошла к самому креслу с легкой, озорной улыбкой на лице. И вдруг улыбка погасла. Мужчина не спал. Он был мертв. Она поняла это сразу, поняла инстинктивно, еще до того, как ее глаза увидели и зафиксировали маленький блестящий пистолет, лежащий на полу, небольшое, опаленное выстрелом отверстие чуть выше сердца с темным пятном вокруг него и ужасную, отвисшую челюсть. Она стояла совершенно неподвижно, прижав руки к бокам. В тишине она услышала, как Элиза бежит вниз по лестнице. «Мадам! Мадам! Ну, в чем дело?» Она быстро шагнула к двери. Весь ее инстинкт требовал скрыть то, что произошло, во всяком случае, пока, от Элизы. Элиза тут же впала бы в истерику, это она знала слишком хорошо, а ей самой сейчас была крайне необходима тишина и спокойствие, чтобы все обдумать. «Мадам, не лучше ли будет, если я наброшу цепочку на дверь? Эти злоумышленники могут явиться в любую минуту». «Да, если хочешь. Все, что угодно». Она услышала лязг цепочки, а затем шаги Элизы, снова убегающей наверх, и сделала глубокий вздох облегчения. Она посмотрела на человека в кресле, а затем на телефон. Ее дальнейшие действия были совершенно очевидны, необходимо немедленно вызвать полицию. Однако она медлила. Она стояла совершенно неподвижно, парализованная ужасом, пока в ее голове проносился вихрь противоречивых мыслей. Фальшивая телеграмма. Имела ли она к этому какое-то отношение? А если бы Элиза не осталась? Она бы вошла в дом, то есть, если предположить,
что у нее, как обычно, был с собой ключ, и обнаружила бы, что осталась наедине с убитым мужчиной. Человеком, которому накануне сама же позволила себя шантажировать. Разумеется, у нее имелось тому объяснение, но, думая о нем теперь, она чувствовала себя не слишком уютно. Она вспомнила, насколько искренне невероятным это показалось Джорджу. Подумают ли другие так же? И эти письма. Конечно, она их не писала, но так ли легко будет это доказать? Она прижала ладони к лбу, крепко сжав их. «Мне нужно подумать», — произнесла Вирджиния. «Мне просто необходимо подумать. Кто впустил этого человека? Уж точно не Элиза. Если бы она это сделала, то непременно упомянула бы об этом сразу». Все это казалось ей все более и более загадочным, чем больше она размышляла. Оставался, по сути, только один выход — позвонить в полицию. Она протянула руку к телефону, и вдруг ей пришел на ум Джордж. Мужчина, вот кто ей был нужен. Обычный, здравомыслящий, не поддающийся эмоциям мужчина, который смог бы оценить вещи в правильной пропорции и подсказать ей наилучший образ действий. Затем она покачала головой. Нет, только не Джордж. Первое, о чем подумает Джордж, это его собственное положение. Он бы всем сердцем возненавидел саму мысль о том, чтобы оказаться замешанным в подобной истории. Джордж совершенно не годился для этого. Тут лицо ее смягчилось. Билл, ну конечно же. Не теряя времени, она позвонила Биллу. Ей сообщили, что он уехал в замок Чимнис полчаса назад. Черт возьми! Воскликнула Вирджиния, с досадой бросая трубку. Было ужасно оставаться запертой в доме с трупом, когда ни с кем даже поговорить. И в эту самую минуту в дверь позвонили. Вирджиния вздрогнула. Через несколько мгновений звонок повторился. Элиза, как она знала, была наверху и собирала вещи, так что услышать его не могла. Вирджиния вышла в холл, откинула цепочку и отперла все засовы, которые Элиза задвинула в порыве усердия. Затем, глубоко вздохнув, она распахнула дверь. На ступенях стоял тот самый безработный молодой человек. Вирджиния бросилась в омут с головой под влиянием облегчения, вызванного перенапряжением нервов. «Входите», — сказала она. «Мне кажется, у меня есть для вас работа». Она провела его в столовую, придвинула ему стул, сама села напротив и принялась очень внимательно его разглядывать. «Простите меня», — произнесла она, — «но вы, я имею в виду». «Итон и Оксфорд», — ответил молодой человек. «Вы ведь об этом хотели меня спросить, не так ли?» «Что-то в этом роде», — призналась Вирджиния. Опустился на самое дно исключительно из-за собственной неспособности удерживаться на постоянной работе. «Надеюсь, то, что вы мне предлагаете, не является постоянной работой?» На ее губах на мгновение показалась улыбка. «Это очень непостоянная работа». «Отлично», — с удовлетворением заметил молодой человек. Вирджиния с одобрением отметила его загорелое лицо и длинную, поджарую фигуру. «Видите ли», — объяснила она, — «я оказалась в довольно затруднительном положении, а большинство моих друзей, занимают довольно высокое положение в обществе. Им всем есть что терять. А мне терять абсолютно нечего. Так что выкладывайте». «В чем дело?» «В соседней комнате лежит мертвец», — сказала Вирджиния. «Его убили, и я понятия не имею, что теперь делать». Она выпалила эти слова с простотой ребенка. Молодой человек чрезвычайно вырос в ее глазах благодаря тому, как спокойно он принял это известие. Можно было подумать, будто он привык выслушивать подобные заявления каждый божий день. «Великолепно», — произнес он с оттенком энтузиазма.
Я всегда мечтал немного побыть сыщиком-любителем. Мы пойдем взглянуть на тело, или вы сначала изложите мне факты? Думаю, мне лучше сначала изложить факты. Она на секунду задумалась, как лучше и короче рассказать свою историю, а затем начала говорить тихо и лаконично. Этот человек впервые пришел в дом вчера и попросил о встрече. У него с собой были определенные письма, любовные письма, подписанные моим именем. Но которые не были написаны вами, тихо вставил молодой человек. Вирджиния с некоторым удивлением посмотрела на него. «Как вы об этом узнали?» Я просто выстроил дедукцию. Но продолжайте, пожалуйста. Он хотел меня шантажировать, а я не знаю, поймете ли вы меня, но я позволила ему это сделать. Она умоляюще посмотрела на него, и он ободряюще кивнул. Конечно же, я понимаю. Вам захотелось узнать, каково это. Как поразительно вы умны. Именно это я и чувствовала. Я умён, скромно согласился молодой человек. Но, заметьте, очень немногие поняли бы такую точку зрения. У большинства людей, понимаете ли, напрочь отсутствует воображение. Пожалуй, это так. Я велела этому человеку прийти сегодня, в 6 часов. Вернувшись домой из Ранелага, я обнаружила, что фальшивая телеграмма выманила из дома всех слуг, кроме моей горничной. Затем я вошла в кабинет и нашла этого человека застреленным. Кто его впустил? Я не знаю. Мне кажется, если бы это сделала моя горничная, она бы мне обязательно сказала. Знает ли она о том, что случилось? Я ничего ей не говорила. Молодой человек кивнул и поднялся на ноги. «А теперь осмотр тела», — бодро произнес он. «Но скажу вам вот что, в целом всегда лучше говорить правду. Одна ложь втягивает вас в такое количество последующей лжи, а постоянное вранье — это так однообразно. Значит, вы советуете мне позвонить в полицию?» «Весьма вероятно. Но сначала мы просто взглянем на этого малого». Вирджиния первой направилась к выходу из комнаты. На пороге она помедлила, оглянувшись на него. «Кстати», — сказала она, — «вы ведь так и не назвали мне своего имени». «Моего имени. Меня зовут Энтони Кейт». Глава 9. Энтони избавляется от тела. Энтони последовал за Вирджинией из комнаты, слегка улыбаясь про себя. События приняли совсем неожиданный оборот. Но когда он наклонился над фигурой в кресле, он снова стал серьезным. «Он все еще теплый», — резко сказал он. «Его убили меньше получаса назад. Как раз перед тем, как я вошла?» «Именно». Он выпрямился, нахмурив брови. Затем он задал вопрос, смысла которого Вирджиния не поняла сразу. «Ваша горничная не заходила в эту комнату, конечно?» «Нет». «Она знает, что вы сюда заходили?» «Ну, да». Я подходила к двери, чтобы поговорить с ней. «После того, как вы нашли тело?» «Да». «И вы ничего не сказали?» «Было бы лучше, если бы я сказала». Я подумала, что у нее начнется истерика, она француженка, знаете ли, и ее легко расстроить. Я хотела обдумать, как лучше поступить. Энтони кивнул, но ничего не сказал. «Вы думаете, это жаль, я вижу?» «Ну, это было довольно прискорбно, миссис Ревел. Если бы вы и горничная обнаружили тело вместе, сразу по вашем возвращении, это бы очень упростило дело. Тогда человека определенно застрелили бы до вашего возвращения в дом. В то время как теперь они могут сказать, что его застрелили после, я понимаю». Он наблюдал за тем, как она усваивает эту мысль, и утвердился в своем первом впечатлении о ней, сложившемся,
когда она заговорила с ним на ступеньках снаружи. Помимо красоты, она обладала мужеством и умом. Вирджиния была так поглощена загадкой, представшей перед ней, что ей в голову не пришло удивиться тому, что этот незнакомец так легко называет ее по имени. Почему Элис не услышала выстрел, интересно? Пробормотала она. Энтони указал на открытое окно, из которого донесся громкий звук выхлопа проезжавшего автомобиля. Вот вам и ответ. Лондон — не то место, где обращают внимание на пистолетный выстрел. Вирджиния с легкой дрожью повернулась к телу в кресле. Он похож на итальянца, с любопытством заметила она. Он и есть итальянец, сказал Энтони. Я бы сказал, что его постоянной профессией была профессия официанта. Шантажом он занимался только в свободное время. Его имя вполне могло быть Джузеппе. «Боже правый!» — воскликнула Вирджиния. «Это что, Шерлок Холмс?» «Нет», — с сожалением сказал Энтони. «Боюсь, это всего лишь обычное жульничество. Я расскажу вам обо всем этом позже. Теперь вы говорите, что этот человек показал вам какие-то письма и попросил у вас денег. Вы дали ему что-нибудь?» «Да, дала». «Сколько?» 40 фунтов. «Это плохо», — сказал Энтони, но без какого-либо излишнего удивления. «Теперь давайте посмотрим на телеграмму». Вирджиния взяла ее со стола и протянула ему. Она увидела, как его лицо сделалось серьезным, когда он взглянул на нее. «В чем дело?» Он протянул ее, молча указывая на место отправления. «Барнс», — сказал он. «А вы были в Ранелаге сегодня днем. Что мешает вам самой отправить ее?» Вирджиния была заворожена его словами. Это было похоже на то, как сеть затягивается вокруг нее все туже и туже. Он заставлял ее видеть все те вещи, которые она смутно чувствовала в глубине души. Энтони достал платок и обмотал его вокруг руки, затем поднял пистолет. «Мы, преступники, должны быть очень осторожны», — извиняющимся тоном сказал он. «Отпечатки пальцев, знаете ли». Вдруг она увидела, как вся его фигура напряглась. Его голос, когда он заговорил, изменился. Он стал резким и отрывистым. «Миссис Ривел», — сказал он, — «вы когда-нибудь видели этот пистолет раньше?» «Нет», — удивленно ответила Вирджиния. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно уверена». «У вас есть собственный пистолет?» «Нет». «У вас когда-нибудь был пистолет?» «Нет, никогда». «Вы уверены в этом?» «Абсолютно уверена». Он пристально смотрел на нее в течение минуты, а Вирджиния в полном недоумении смотрела на него в ответ, пораженная его тоном. Затем, со вздохом, он расслабился. «Это странно», — сказал он. «Как вы это объясните?» Он протянул пистолет. Это была маленькая, изящная вещица, почти игрушка, хотя и способная на смертоносную работу. На ней было выгравировано имя Вирджиния. «А, это невозможно!» — воскликнула Вирджиния. Ее изумление было столь искренним, что Энтони не мог не поверить в него. «Садитесь», — спокойно сказал он. «Здесь кроется гораздо больше, чем казалось с самого начала». Для начала, какова наша гипотеза? Возможны только две. Первая, конечно, настоящая Вирджиния из писем. Она могла как-то выследить его, застрелить, бросить пистолет, украсть письма и скрыться. Это вполне возможно, не так ли? Полагаю, что так, нехотя согласилась Вирджиния. . Вторая гипотеза куда более интересна.
Тот, кто хотел убить Джузеппе, хотел также обвинить и вас. Фактически, это могло быть их главной целью. Они могли бы легко достать его где угодно, но они приложили необычайные усилия и труд, чтобы заманить его сюда. И кем бы они ни были, они знали о вас все. О вашем коттедже в Дачете, о вашем обычном домашнем укладе и о том, что сегодня днем вы были в Ранелаге. Это кажется нелепым вопросом, но есть ли у вас враги, миссис Ривёл? Конечно же, нет, во всяком случае, не такого рода. Вопрос в том, сказал Энтони, что мы собираемся делать теперь? Перед нами два пути. Первый — позвонить в полицию, рассказать всю историю и положиться на ваше непоколебимое положение в обществе и вашу доселе безупречную жизнь. Второй — попытка с моей стороны успешно избавиться от тела. Естественно, мои личные склонности подталкивают меня ко второму варианту. Мне всегда хотелось проверить, смогу ли я скрыть преступление с должной хитростью, но у меня было щепетильное отвращение к пролитию крови. В целом, я полагаю, первый вариант самый надежный. Но есть еще своего рода смягченный первый вариант. Позвонить в полицию и так далее, но утаить пистолет и шантажирующие письма, то есть, если они все еще при нем. Энтони быстро обыскал карманы покойника. Его обобрали дочисто, объявил он. На нем ничего нет. Из-за этих писем еще будет грязная игра на перекрестке дорог. Го, а это что такое? Дыра в подкладке, что-то зацепилось там, грубо вырвано, и остался клочок бумаги. Говоря это, он вытащил обрывок бумаги и поднес его к свету. Вирджиния подошла к нему. «Жаль, что у нас нет остального», — пробормотал он. Чимнис, 11:45, четверг. Похоже на встречу. Чимнис. Воскликнула Вирджиния. Как необычайно. Почему необычайно? Слишком высокородно для такого ничтожного типа? Я собираюсь в Чимнис сегодня вечером. По крайней мере, собиралась. Энтони резко повернулся к ней. Что вы говорите? Повторите это еще раз. Я собиралась в Чимнис сегодня вечером, повторила Вирджиния. Энтони уставился на нее. Начинаю понимать. По крайней мере, я могу ошибаться, но это мысль. Предположим, кто-то очень сильно хотел помешать вам поехать в Чимнис? Мой кузен Джордж Ламакс хочет этого, с улыбкой сказала Вирджиния. Но я не могу всерьез подозревать Джорджа в убийстве. Энтони не улыбнулся. Он погрузился в размышления. Если вы позвоните в полицию, то можно распрощаться с любой мыслью о том, чтобы попасть в Чимнис сегодня или даже завтра. А мне бы хотелось, чтобы вы поехали в Чимнис. Думаю, это приведет в замешательство наших неизвестных друзей. Миссис Ривёл, вы доверитесь мне? Значит, это будет план номер 2? Это будет план номер 2. Первое дело — выпроводить вашу горничную из дома. Вы сможете это устроить? Легко. Вирджиния вышла в прихожую и крикнула вверх по лестнице. «Элис! Элис! Мадам!» Энтони услышал быстрый разговор, а затем входная дверь открылась и закрылась. Вирджиния вернулась в комнату. Она ушла. Я послала ее за особыми духами, сказала, что нужный магазин открыт до 8. Он, конечно, будет закрыт. Она должна поехать за мной следующим поездом, не возвращаясь сюда. «Хорошо», — одобрительно сказал Энтони. «Теперь мы можем перейти к избавлению от тела. Это старый как мир способ, но, боюсь, мне придется спросить вас, есть ли в доме такая вещь, как сундук?» «Конечно, есть. Спускайтесь в подвал и выбирайте любой».
В подвале было множество сундуков. Энтони выбрал прочную вещь подходящего размера. «Я займусь этой частью дела», — тактично сказал он. «А вы идите наверх и готовьтесь к отъезду». Вирджиния послушалась. Она сняла свой теннисный костюм, надела мягкое коричневое дорожное платье и восхитительную маленькую оранжевую шляпку и спустилась вниз, где ее уже ждал Энтони в прихожей с аккуратно застегнутым сундуком рядом. «Я бы с удовольствием рассказал вам историю своей жизни», — заметил он, «но вечер предстоит довольно напряженный. Итак, вот что вы должны сделать. Вызовите такси, погрузите свой багаж, включая сундук. Езжайте на Паддингтон. Там сдайте сундук в камеру хранения. Я буду на платформе. Когда будете проходить мимо меня, уроните квитанцию из камеры хранения. Я подниму ее и сделаю вид, что возвращаю вам, но на самом деле оставлю у себя. Езжайте в Чимнис, а остальное предоставьте мне». «Это ужасно мило с вашей стороны», — сказала Вирджиния. «Действительно ужасно, что я взваливаю на совершенно незнакомого человека мертвое тело вот так». «Мне это нравится», — небрежно ответил Энтони. «Если бы здесь был один мой друг, Джимми Макград, он бы подтвердил вам, что подобные вещи мне как раз по душе». Вирджиния пристально посмотрела на него. «Какое имя вы назвали?» «Джимми Макград?» Энтони ответил ей пристальным взглядом. «Да». «А что? Вы слышали о нем?» «Да, и совсем недавно». Она нерешительно замолчала, а затем продолжила: «Мистер Кейт, мне нужно поговорить с вами. Вы не можете приехать в Чимнис? Вы увидите меня очень скоро, миссис Ревел, это я вам обещаю». А теперь заговорщик А, крадучись, выходит через заднюю дверь. Заговорщик Б во всем великолепии направляется через парадную дверь к такси. План сработал без сучка и задоринки. Энтони, поймав второе такси, был на платформе и должным образом подобрал упавшую квитанцию. Затем он отправился на поиски довольно потрепанного подержанного автомобиля Моррис Каули, который он приобрел ранее в тот же день на случай, если это понадобится для его планов. Вернувшись на нем на Паддингтон, он передал квитанции носильщику, который достал сундук из камеры хранения и надежно закрепил его в задней части машины. Энтони уехал. Теперь его целью был выезд из Лондона. Через Ноттинг-Хилл, Шепердс-Буш, вниз по Галдхок-Роуд, через Брентфорд и Хаунслоу, пока он не выехал на длинный участок дороги на полпути между Хаунслоу и Стейнсом. Это была оживленная дорога, по которой постоянно проезжали автомобили. Никакие следы ног или шин здесь, скорее всего, не проявились бы. Энтони остановил машину в определенном месте. Спустившись, он первым делом замазал грязью номерной знак. Затем, дождавшись момента, когда ни с той, ни с другой стороны не было слышно приближающихся машин, он открыл сундук, вытащил тело Джузеппе и аккуратно уложил его на обочине дороги, на внутренней стороне поворота, так, чтобы фары проезжающих машин не освещали его. Затем он снова сел в машину и уехал. Все дело заняло ровно 1,5 минуты. Он сделал крюк вправо, возвращаясь в Лондон через Бёрним-Бичес. Там он снова остановил машину и, выбрав лесного великана, намеренно залез на огромное дерево. Это было нелегким делом даже для Энтони. К одной из самых верхних ветвей он прикрепил небольшой сверток из коричневой бумаги, спрятав его в маленькой нише у самого ствола. «Очень умный способ избавиться от пистолета», — с некоторым одобрением сказал себе Энтони. «Все ищут на земле и прочесывают пруды. Но в Англии очень мало людей, способных залезть на это дерево». Затем обратно в Лондон и на вокзал Паддингтон. Здесь он оставил сундук, на этот раз в другой камере хранения, со стороны прибытия.
Он с тоской подумал о таких вещах, как хорошие рамштексы, сочные отбивные и горы жареного картофеля. Но он сокрушенно покачал головой, взглянув на свои наручные часы. Он заправил «Моррис» свежей порцией бензина и снова двинулся в путь. На этот раз на север. Было как раз чуть за 11:30, когда он остановил машину на дороге, примыкающей к парку Чимнис. Выпрыгнув наружу, он довольно легко перелез через стену и направился к дому. Это заняло у него больше времени, чем он думал, и вскоре он побежал. Из темноты выросла огромная серая масса, почтенное здание Чимнис. Вдалеке башенные часы на конюшне пробили 3/4 часа. 11:45 — время, указанное на клочке бумаги. Энтони был уже на террасе, осматривая дом. Все казалось темным и тихим. Рано же они ложатся спать, эти политики, пробормотал он про себя. И вдруг до его ушей донесся звук выстрела. Энтони быстро повернулся. Звук донесся изнутри дома, он был в этом уверен. Он подождал минуту, но все было тихо, как в могиле. Наконец он подошел к одному из длинных французских окон, откуда, по его расчетам, донесся испугавший его звук. Он дернул за ручку. Было заперто. Он проверил еще несколько окон, все это время напряженно прислушиваясь. Но тишина оставалась нарушенной лишь однажды. В конце концов он сказал себе, что этот звук ему, должно быть, померещился, или, возможно, он перепутал его со случайным выстрелом браконьера в лесу. Он повернулся и пошел назад через парк, смутно недовольный и встревоженный. Он оглянулся на дом, и, пока он смотрел, в одном из окон на втором этаже зажегся свет. Еще через минуту он снова погас, и все здание снова погрузилось в темноту. Глава 10. Чимнис. Инспектор Бэджворти в своем кабинете. Время 8:30 утра. Высокий, представительный мужчина этот инспектор Бэджворти с тяжелой уставной походкой. Склонный тяжело дышать в моменты профессионального напряжения. При нем состоит констебль Джонсон, совсем новичок в полиции, с пушистым, неоперившимся видом, похожий на человеческого цыпленка. Телефон на столе резко зазвонил, и инспектор снял трубку со своей обычной многозначительной важностью в движениях. «Да. Полицейский участок Маркет Бейсинг», — говорит инспектор Бэджворти. «Что?» Небольшое изменение в манерах инспектора. Подобно тому, как он важнее Джонсона, так есть и другие люди, которые важнее инспектора Бэджворти. «Слушаю, милорд». «Прошу прощения, милорд. Я не совсем расслышал, что вы сказали». Долгий перерыв, во время которого инспектор слушает, причем на его обычно бесстрастном лице сменяется целый ряд выражений. Наконец он кладет трубку после короткого «сей же час, милорд». Он повернулся к Джонсону, заметно раздуваясь от важности. От его светлости, в Чимнис, убийство. «Убийство», — повторил Джонсон, впечатленный должным образом. «Именно убийство», — с большим удовлетворением сказал инспектор. «Да ведь здесь никогда не было убийств. Во всяком случае, я никогда о таком не слышал, за исключением того случая, когда Том Пирс застрелил свою возлюбленную». И это, говоря по совести, было вовсе не убийство, а пьянство, неодобрительно заметил инспектор. Его за это не повесили, мрачно согласился Джонсон. Но это то дело настоящее, не так ли, сэр? Настоящее, Джонсон. Один из гостей его светлости, иностранный джентльмен, обнаружен застреленным. Открытое окно и следы ног снаружи. «Жаль, что это иностранец», — с некоторым сожалением сказал Джонсон.
Из-за этого убийство казалось менее настоящим. Иностранцы, как считал Джонсон, были склонны к тому, чтобы их стреляли. Его светлость в редкостном волнении, продолжил инспектор. Мы разыщем доктора Картрайта и сразу же возьмем его с собой. Уповаю на Всевышнего, что никто не станет возиться с этими следами ног. Бэджворти был на 7-м небе от счастья. Убийство. В Чимнис. Инспектор Бэджворти ведет это дело. У полиции есть улика. Сенсационный арест. Повышение в должности и почет для вышеупомянутого инспектора. Это в том случае, сказал инспектор Бэджворти про себя, если Скотланд-Ярд не вмешается. Эта мысль на мгновение охладила его пыл. При данных обстоятельствах это казалось чрезвычайно вероятным. Они остановились у доктора Картрайта, и доктор, который был сравнительно молодым человеком, проявил живой интерес. Его отношение было почти точно таким же, как у Джонсона. «Полноте, помилуйте», — воскликнул он. «У нас не было убийств со времен Тома Пирса». Все трое сели в маленькую машину доктора и резво покатили в Чимнис. Когда они проезжали мимо местной гостиницы «Веселые крикетисты», доктор заметил мужчину, стоявшего в дверях. «Незнакомец», — заметил он. «Довольно приятный на вид малый. Интересно, как давно он здесь и что он делает, остановившись в крикетистах? Я его вообще здесь не видел. Должно быть, он приехал вчера вечером». «Он приехал не поездом», — сказал Джонсон. Брат Джонсона работал местным железнодорожным носильщиком, и поэтому Джонсон всегда был прекрасно осведомлен о прибытиях и отъездах. «Кто вчера направлялся в Чимнис?» — спросил инспектор. «Леди Эйлин, она приехала поездом в 15:40, и с ней 2 джентльмена, американский господин и молодой армейский малый, оба без лакеев. Его светлость приехал с иностранным джентльменом, тем самым, которого, скорее всего, и застрелили, поездом 17:40, а также лакей этого иностранного джентльмена. Мистер Эверсли приехал тем же поездом. Миссис Ривелл приехала поездом в 19:25, и еще один джентльмен иностранного вида приехал им же, с лысой головой и крючковатым носом. Горничная миссис Ривелл приехала поездом в 20 часов 56 минут. Джонсон замолчал, запыхавшись. «И никого для крикетистов?» Джонсон покачал головой. «Стало быть, он приехал на машине», — сказал инспектор. «Джонсон, запишите, чтобы на обратном пути навести справки в крикетистах. Нам нужно знать все о любых незнакомцах». Он был очень загорелым, этот джентльмен. Весьма вероятно, что он тоже приехал из чужих краев. Инспектор кивнул головой с величайшей проницательностью, как бы давая понять, что именно таким бдительным человеком он и является, и его ни за что на свете не застать врасплох. Машина въехала через ворота в парк Чимнис. Описание этого исторического места можно найти в любом путеводителе. Оно также значится под номером 3 в книге «Исторические дома Англии». Цена — 21 шиллинг. По четвергам сюда приезжают экскурсионные автобусы из Мидлингхэма, и туристы осматривают те его части, которые открыты для публики. Ввиду всех этих удобств, описывать Чимнис было бы излишне. У дверей их встретил седовласый дворецкий, чье поведение было безупречным. «Мы не привыкли, казалось, — говорило оно, — к тому, чтобы в этих стенах совершались убийства. Но ныне настали дурные времена. Встретим же катастрофу совершенным спокойствием и до последнего вздоха будем притворяться, будто не произошло ничего из ряда вон выходящего. Его светлость, — сказал дворецкий, — ожидает вас. Сюда, пожалуйста».
Он провел их в маленькую уютную комнату, которая служила лорду Кейтерхему убежищем от пышности остальных покоев, и доложил о них. «Полиция, милорд и доктор Картрайт». Лорд Кейтерхем ходил взад и вперед в видимом волнении. Инспектор, вы наконец-то явились. Я благодарен за это. Как поживаете, Картрайт? Это чертовски скверное дело, знаете ли. Чертовски скверное дело. И лорд Кейтерхем, неистово взъерошивая волосы руками, пока они не встали торчком маленькими хохолками, выглядел еще менее похожим на пэра королевства, чем обычно. «Где тело?» — спросил доктор коротким, деловым тоном. Лорд Кейтерхем повернулся к нему, словно испытывая облегчение от того, что ему задали прямой вопрос. В зале совета, как раз там, где его нашли. Я не разрешил к нему прикасаться. Я полагал, что это будет самым правильным поступком. «Совершенно верно, милорд», — одобрительно сказал инспектор. Он достал записную книжку и карандаш. «А кто обнаружил тело?» «Вы». «Боже правый, нет», — сказал лорд Кейтерхем. «Вы же не думаете, что я обычно встаю в такой несусветный час утра, а?» «Нет, его нашла горничная». Она много кричала, как я полагаю. Сам я ее не слышал. Потом они пришли ко мне по этому поводу, и я, конечно, встал и спустился, и вот оно, знаете ли. Вы опознали тело как одного из ваших гостей? Все верно, инспектор. По имени. Этот совершенно простой вопрос, казалось, выбил лорда Кейтерхема из колеи. Он открыл рот раз или два, а затем снова закрыл его. Наконец он слабо спросил. Вы имеете в виду, как его звали? Да, милорд. Ну, сказал лорд Кейтерхем, медленно оглядывая комнату, словно надеясь почерпнуть вдохновение. Его звали, я бы сказал, да, определенно так, граф Станислав. В манерах лорда Кейтерхема было что-то настолько странное, что инспектор перестал писать карандашом и вместо этого уставился на него. Но в этот момент произошло событие, отвлекшее внимание, которое показалось весьма желанным для смущенного пэра. Дверь открылась, и в комнату вошла девушка. Она была высокой, стройной и темноволосой, с привлекательным мальчишеским лицом и очень решительными манерами. Это была леди Эйлин Брент, обычно именуемая Бандл, старшая дочь лорда Кейтерхема. Она кивнула остальным и обратилась непосредственно к отцу. «Я поймала его», — объявила она. На мгновение инспектор был готов броситься вперед под впечатлением, что молодая леди поймала убийцу с поличным, но почти сразу же понял, что ее слова имели совсем другое значение. Лорд Кейтерхем испустил вздох облегчения. «Это хорошо». «Что он сказал?» «Он сейчас же приедет. Нам велено действовать с величайшей осмотрительностью». Ее отец издал раздраженный звук. Вот уж точно, глупость в духе Джорджа Ломакса. Впрочем, как только он приедет, я умываю руки. При этой мысли он, казалось, немного приободрился. «И имя убитого человека было граф Станислав?» — спросил доктор. Между отцом и дочерью промелькнул молниеносный взгляд, а затем первый сказал с некоторым достоинством. «Разумеется. Я же только что это сказал». «Я спросил потому, что раньше вы как будто не были в этом вполне уверены», — пояснил Картрайт. В его глазах промелькнула едва заметная искорка, и лорд Кейтерхем посмотрел на него с упреком. «Я провожу вас в зал совета», — сказал он более живо. Они пошли за ним, а инспектор замыкал шествие, бросая по пути острые взгляды по сторонам, словно надеялся найти улику в раме картины или за дверью.
Лорд Кейтерхэм достал из кармана ключ, отпер дверь и распахнул ее. Все они вошли в большую комнату, обшитую дубовыми панелями, с 3 длинными окнами, выходящими на террасу. Там стоял длинный трапезный стол, множество дубовых сундуков и несколько красивых старинных стульев. На стенах висели различные портреты усопших Кейтерхэмов и других лиц. У левой стены, примерно на полпути между дверью и окном, на спине лежал мужчина, широко раскинув руки. Доктор Картрайт подошел и опустился на колени рядом с телом. Инспектор зашагал к окнам и осмотрел их по очереди. Среднее было закрыто, но не заперто на задвижку. На ступеньках снаружи виднелись следы ног, ведущие к окну, и вторая цепочка следов, уходящая обратно. «Все предельно ясно», — сказал инспектор с кивком. «Но следы должны быть и внутри тоже. Они бы отчетливо проявились на этом паркетном полу». «Думаю, я могу это объяснить», — вмешалась Бандл. Горничная успела натереть половину пола сегодня утром, прежде чем увидела тело. Понимаете, когда она вошла сюда, было темно. Она пошла прямо к окнам, раздвинула шторы и принялась за пол и, естественно, не заметила тела, которое скрыто от той части комнаты столом. Она не видела его, пока не наткнулась на него вплотную. Инспектор кивнул. «Что ж», — сказал лорд Кейтерхэм, стремясь поскорее уйти. «Я оставлю вас здесь, инспектор. Вы сможете найти меня, если я, вам понадоблюсь. Но вскоре из аббатства Вайверн приедет мистер Джордж Ломакс, и он сможет рассказать вам гораздо больше, чем я. В сущности, это его дело. Я не могу ничего объяснить, но он все объяснит, когда приедет». Лорд Кейтерхэм поспешно ретировался, не дожидаясь ответа. «Полноте — это слишком со стороны Ломакса», — пожаловался он. «Втянуть меня в такое». «В чем дело, Тредвилл?» Седовласый дворецкий почтительно вырос у его локтя. «Я позволил себе, милорд, перенести час завтрака на более раннее время, насколько это касается вас. Все готово в столовой». «Не думаю, что я смогу проглотить хоть кусочек», — мрачно сказал лорд Кейтерхэм, направляясь туда. «Ни на одно мгновение». Бандл взяла его под руку, и они вместе вошли в столовую. На буфете стояло с десяток тяжелых серебряных блюд, которые хитроумно подогревались специальными приспособлениями. «Омлет», — сказал лорд Кейтерхэм, приподнимая крышки по очереди. «Яичница с беконом, почки, птица под острым соусом, пикша, холодная ветчина, холодный фазан. Мне не нравится ни одна из этих вещей, Тредвилл. Попроси кухарку приготовить мне яйцо пашот, хорошо?» «Слушаю, милорд». Тредвилл удалился. Лорд Кейтерхэм рассеянно положил себе изрядную порцию почек с беконом, налил чашку кофе и сел за длинный стол. Бандл уже вовсю уплетала полную тарелку яичницы с беконом. «Я чертовски голодна», — сказала Бандл с набитым ртом. «Должно быть, это от волнения». «Тебе то хорошо говорить», — пожаловался ее отец. «Вы, молодежь, любите волнение. А я нахожусь в очень хрупком состоянии здоровья. «Избегайте всяких забот», — вот что сказал сэр Абнер Уиллис, «избегайте всяких забот». Как легко говорить это человеку, сидящему в своем кабинете на Харли-стрит. Как я могу избегать забот, когда этот осел Ломакс навлекает на меня такое? Мне следовало проявить твердость в свое время. Мне следовало настоять на своем. С печальным покачиванием головы лорд Кейтерхэм поднялся и отрезал себе тарелку ветчины. Коддерс на этот раз точно превзошел сам себя, весело заметила Бандл. По телефону он говорил почти бессвязно. Он будет здесь через минуту-другую, треща без умолку об осмотрительности и о том, как бы замять это дело.
Лорд Кейтерхэм застонал при этой перспективе. «Он уже встал?» — спросил он. «Он сказал мне», — ответила Бандл, «что встал и диктует письма и меморандумы аж с 7 часов. И гордится этим к тому же», — заметил ее отец. Необычайно эгоистичные люди эти государственные деятели. Они заставляют своих несчастных секретарей вставать в самый несусветный час, чтобы диктовать им всякую чушь. Если бы приняли закон, обязывающий их оставаться в постели до 11, какая это была бы благодать для нации? Я бы не так возражал, если бы они не несли такую околесицу. Ламакс постоянно толкует мне о моем положении. Как будто оно у меня есть. Кому в наши дни охота быть пэром? Никому, сказала Бандл. Все предпочли бы содержать процветающий трактир. Тредвилл беззвучно появился вновь с 2 яйцами пашот на маленьком серебряном блюде, которое он поставил на стол перед лордом Кейтерхэмом. «Что это, Тредвилл?» — спросил последний, глядя на них с легким отвращением. «Яйца пашот, милорд». «Терпеть не могу яйца пашот», — капризно сказал лорд Кейтерхэм. «Они такие безвкусные. Мне даже смотреть на них противно. Унеси их, пожалуйста, Тредвилл». «Слушаю, милорд». Тредвилл и яйца пашот удалились так же беззвучно, как и пришли. «Слава богу, в этом доме никто не встает рано», — благочестиво заметил лорд Кейтерхэм. «Полагаю, нам придется сообщить им об этом, когда они проснутся». Он вздохнул. «Интересно, кто его убил?» — сказала Бандл. «И за что?» «Это не наше дело, слава богу», — сказал лорд Кейтерхэм. «Пусть полиция выясняет». Не то чтобы Бэджворти когда-нибудь что-нибудь выяснил. В общем, я скорее надеюсь, что это был Назистейн. В смысле? Всебританский синдикат. С какой стати мистеру Исаакштейну убивать его, если он приехал сюда нарочно ради встречи с ним? Большая финансовая политика, туманно изрек лорд Кейтерхэм. И это напоминает мне, я ничуть не удивлюсь, если Исаакштейн окажется из ранних пташек. Он может нагрянуть к нам в любую минуту. В Сити это в обычае. Полагаю, как бы богат ты ни был, ты всегда успеваешь на поезд в 9:17. Сквозь открытое окно послышался звук автомобиля, несущегося на огромной скорости. «Коддерс!» — воскликнула Бандл. Отец и дочь высунулись из окна и окликнули пассажира машины, когда та остановилась перед входом. «Сюда, дорогой мой, сюда!» — крикнул лорд Кейтерхэм, поспешно проглатывая кусок ветчины. Джордж вовсе не намеревался лезть в окно. Он скрылся за входной дверью и вскоре появился вновь, ведомый Тредвеллом, который сразу же удалился. «Отведай завтрака», — сказал лорд Кейтерхэм, пожимая ему руку. «Как насчет почки?» Джордж нетерпеливо отмахнулся от почки. «Это ужасное бедствие, ужасное, ужасное». «Действительно. Может, немного пикши?» «Нет, нет. Это необходимо замять, любой ценой это необходимо замять». Как и пророчила Бандл, Джордж начал трещать без умолку. «Я понимаю ваши чувства», — сочувственно сказал лорд Кейтерхэм. «Отведайте яичницы с беконом или немного пикши». Совершенно непредвиденные обстоятельства, национальное бедствие, концессии под угрозой. «Не спешите», — сказал лорд Кейтерхэм. «И поешьте. Что вам нужно, так это немного еды, чтобы прийти в себя. Может, яиц пашот?» Здесь были яйца пашот минуту-другую назад. «Я не хочу никакой еды», — сказал Джордж. «Я уже позавтракал, а если бы и не завтракал, то все равно не захотел бы. Мы должны подумать, что делать».
Вы ведь еще никому не говорили? Ну, об этом знаем Бандл и я. И местная полиция. И Картрейт. И все слуги, разумеется. Джордж застонал. «Возьмите себя в руки, дорогой мой», — участливо сказал лорд Кейтерхэм. «Жаль все-таки, что вы отказываетесь от завтрака. Вы, кажется, не понимаете, что мертвое тело невозможно замять. Его ведь нужно похоронить и все такое прочее. Весьма прискорбно, но что поделаешь». Джордж внезапно успокоился. «Вы правы, Кейтерхэм. Вы говорите, что вызвали местную полицию? Это не годится. Нам нужен баттл. Баттл. Нашествие, убийство и внезапная смерть? Спросил лорд Кейтерхэм с недоумевающим видом. Нет, нет, вы меня неправильно поняли. Я имел в виду суперинтенданта Батла из Скотленд-Ярда. Человек величайшей осмотрительности. Он работал с нами в том плачевном деле с партийными фондами. А что это было за дело? С некоторым интересом спросил лорд Кейтерхэм. Но взгляд Джорджа упал на Бандл, которая сидела, наполовину высунувшись из окна, и он вовремя вспомнил об осмотрительности. Он поднялся. Мы не должны терять времени. Я должен немедленно отправить несколько телеграмм. Если вы их напишете, Бандл передаст их по телефону. Джордж достал авторучку и начал писать с невероятной быстротой. Первую он протянул Бандл, которая прочитала ее с большим интересом. «Боже!» «Ну и имя», — заметила она. «Барон, как его там?» «Барон Лалаприджил». Бандл заморгала. «Я записала, но потребуется приложить усилия, чтобы передать это на почту». Джордж продолжал писать. Затем он передал плоды своих трудов Бандл и обратился к хозяину дома. «Самое лучшее, что вы можете сделать, Кейтерхэм». «Да?» — с опаской спросил лорд Кейтерхэм. «Это предоставить все мне». «Конечно», — с готовностью согласился лорд Кейтерхэм. «Я и сам как раз об этом думал. Вы найдете полицию и доктора Картрайта в зале совета. С телом, знаете ли. Мой дорогой Ломакс, я предоставляю Чимнис безоговорочно в ваше распоряжение. Делайте все, что вам угодно». «Благодарю вас», — сказал Джордж. «Если мне понадобится посоветоваться с вами». Но лорд Кейтерхэм уже незаметно выскользнул в дальнюю дверь. Бандл проводила его отступление хмурой улыбкой. «Я сейчас же отправлю эти телеграммы», — сказала она. «Вы знаете дорогу в зал совета?» «Благодарю вас, леди Эйлин». Джордж поспешно вышел из комнаты. Глава 11. Прибытие суперинтенданта Батла. Лорд Кейтерхэм столь сильно опасался, что Джордж станет с ним советоваться, что провел все утро, обходя свои владения. И только муки голода заставили его повернуть к дому. Он также рассудил, что к настоящему времени худшее, без сомнения, уже осталось позади. Он прокрался в дом тихонько, через маленькую боковую дверь. Оттуда он ловко скользнул в свое святилище. Он льстил себе надеждой, что его появление осталось незамеченным, но тут он ошибался. Бдительный Тредвелл ничего не упускал из виду. Он предстал в дверях. «Прошу прощения, милорд». «В чем дело, Тредвелл?» «Мистер Ломакс, милорд, горит желанием видеть вас в библиотеке, как только вы вернетесь». Этим деликатным способом Тредвелл давал понять, что лорд Кейтерхэм еще не вернулся, если только сам не пожелает заявить об обратном. Лорд Кейтерхэм вздохнул и поднялся. «Полагаю, рано или поздно это придется сделать».
в библиотеке, говоришь?» «Да, милорд». Вновь вздохнув, лорд Кейтерхэм пересек просторные залы своего родового гнезда и подошел к дверям библиотеки. Дверь была заперта. Когда он подергал за ручку, ее отперли изнутри, слегка приоткрыли, и в щелку показалось лицо Джорджа Ломакса, подозрительно высматривающее визитера. Лицо его изменилось, когда он увидел, кто это. Кейтерхэм, входи. Мы как раз гадали, куда ты делся». Пробормотав что-то невнятное об обязанностях по управлению имением и ремонте для арендаторов, лорд Кейтерхэм боком вошел в комнату с извиняющимся видом. В помещении находились еще двое мужчин. Одним был полковник Милоус, главный констебль. Другим — коренастый мужчина средних лет с лицом до того лишенным всякого выражения, что это казалось совершенно примечательным. «Суперинтендант Баттл прибыл полчаса назад», — пояснил Джордж. Он уже обошел все вместе с инспектором Бэджворти и повидался с доктором Картрайтом. Теперь он хочет узнать от нас несколько фактов. Все они сели, после того, как лорд Кейтерхэм поприветствовал Милоуза и принял его представление суперинтенданту Баттлу. «Мне вряд ли нужно говорить вам, Баттл», — произнес Джордж, что это то самое дело, в котором мы обязаны действовать с величайшей осмотрительностью. Суперинтендант кивнул в такой бесцеремонной манере, что это весьма пришлось по душе лорду Кейтерхэму. «Все будет в порядке, мистер Ломакс. Но только никаких тайн от нас. Я так понимаю, убитого джентльмена звали граф Станислав, по крайней мере, под этим именем его знали домашние. Так было ли это его настоящим именем? Нет. Каково же его настоящее имя? Принц Майкл Герцеславатский. Глаза Баттла приоткрылись самую малость, в остальном же он никак не выдал своих чувств. И какова, если позволено будет спросить, цель его визита сюда? Просто удовольствие. Была и иная цель, Баттл. Все это, разумеется, в строжайшей тайне. Да, мистер Ломакс. Полковник Милоус? Разумеется. Ну так вот, принц Майкл прибыл сюда с единственной целью — встретиться с мистером Германом Исаакштейном. Предстояло договориться о займе на определенных условиях. Каких именно? Точных подробностей я не знаю. В сущности, они еще не были согласованы. Но в случае восшествия на престол принц Майкл обязывался предоставить определенные нефтяные концессии тем компаниям, в которых заинтересован мистер Исаакштейн. Британское правительство было готово поддержать притязание принца Майкла на престол ввиду его ярко выраженных пробританских симпатий. «Что ж», — сказал суперинтендант Баттл, — «полагаю, мне нет нужды вникать в это глубже». Принцу Майклу нужны были деньги, мистеру Исаакштейну нужна была нефть, а британское правительство готово было выступить в роли заботливого отца. Лишь один вопрос. Кто-нибудь еще охотился за этими концессиями? Полагаю, американская группа финансистов делала предложение его высочеству. И получила отказ, верно? Но Джордж не пожелал поддаваться на уловку. «Симпатии принца Майкла были целиком на стороне Великобритании», — повторил он. Суперинтендант Баттл не стал настаивать на этом вопросе. «Лорд Кейтерхэм, я так понимаю, вот что произошло вчера. Вы встретили принца Майкла в городе и приехали сюда вместе с ним. Принца сопровождал его лакей, герцеславатский подданный по имени Борис Анчуков, а его шталмейстер, капитан Андраши, остался в городе. Принц по прибытии объявил, что очень утомлен, и удалился в отведенные для него покои. Обед был подан ему туда, и он не встречался с другими участниками домашнего приема. Это верно. Совершенно верно. Сегодня утром горничная обнаружила тело примерно в 7 часов 45 минут утра.
Доктор Картрейт осмотрел покойного и установил, что смерть наступила в результате ранения пулей, выпущенной из револьвера. Револьвер найден не был, и никто в доме, похоже, не слышал выстрела. С другой стороны, наручные часы покойного были разбиты при падении и фиксируют совершение преступления ровно в 11:45. Теперь скажите, в какое время вы ушли спать вчера вечером? Мы легли рано. Как-то так вышло, что прием не заладился, если вы понимаете, о чем я, суперинтендант. Мы поднялись к себе около 10:30, я бы сказал. Благодарю вас. Теперь я попрошу вас, лорд Кейтерхэм, дать мне описание всех людей, проживающих в доме. Но, прошу прощения, я думал, что малый, который это сделал, пришел снаружи. Суперинтендант Баттл улыбнулся. Вполне возможно, что и так. Вполне возможно. Но тем не менее я обязан знать, кто находился в доме. Дело рутины, знаете ли. Ну, там был принц Майкл, его лакей и мистер Герман Исаакштейн. О них вы все знаете. Затем там был мистер Эверсли, который работает в моем ведомстве, снисходительно вставил Джордж. И который был знаком с истинной причиной пребывания принца Майкла здесь? Нет, я бы так не сказал, веско ответил Джордж. Без сомнения, он понимал, что что-то затевается, но я не счел нужным полностью посвящать его в свои планы. Понимаю. Продолжайте, пожалуйста, лорд Кейтерхэм. Дайте подумать, там был мистер Хайрам Фиш. Кто такой мистер Хайрам Фиш? Мистер Фиш — американец. Он привез рекомендательное письмо от мистера Люциуса Готта. Вы ведь слышали о Люциусе Готте? Суперинтендант Баттл улыбнулся в знак подтверждения. Кто же не слышал о Люциусе Си Готте, мультимиллионере? Он чрезвычайно желал взглянуть на мои первые издания. Коллекция мистера Готта, конечно, не имеет себе равных, но и у меня самого есть кое-какие сокровища. Этот мистер Фиш оказался энтузиастом. Мистер Ламакс предложил мне пригласить еще 1-2 человек на эти выходные, чтобы все выглядело более естественно, так что я воспользовался случаем и пригласил мистера Фиша. С мужчинами все. Что касается дам, то здесь только миссис Ревел, и я полагаю, она привезла с собой горничную или кого-то в этом роде. Затем моя дочь, ну и, конечно, дети, их няни, гувернантки и все слуги. Лорд Кейтерхэм замолчал и перевел дух. «Благодарю вас», — сказал детектив. «Простое дело рутины, но необходимое как таковое». «Нет сомнений, я полагаю», — тяжеловесно спросил Джордж, «что убийца проник через окно?» Баттл помолчал с минуту, прежде чем медленно ответить. Были следы ног, ведущие к окну, и следы ног, ведущие от него. Автомобиль остановился возле парка в 11 часов 40 минут вчера вечером. В 12 часов молодой человек приехал в гостиницу «Веселые крикетисты» на машине и снял комнату. Он выставил свои сапоги за дверь для чистки, они были очень мокрыми и грязными, как будто он шел по высокой траве в парке. Джордж нетерпеливо подался вперед. Разве нельзя сравнить сапоги со следами ног? Их сравнили. Ну и что же? Они в точности совпадают. Это все меняет. Воскликнул Джордж. Убийца у нас в руках. Этот молодой человек, как его зовут, кстати говоря? В гостинице он назвался Энтони Кейдом. Этого Энтони Кейда необходимо немедленно выследить и арестовать. «Вам не придется его выслеживать», — сказал суперинтендант Баттл. «Почему?» «Потому что он все еще там». «Что?» «Любопытно, не правда ли?» Полковник Миллоус пристально посмотрел на него. «Что у вас на уме, Баттл?»
Выкладывайте. Я просто говорю, что это любопытно, вот и все. Перед нами молодой человек, которому следовало бы удрать без оглядки, но он не удирает. Он остается здесь и предоставляет нам все удобства для сравнения следов ног. Что же вы думаете в таком случае? Я не знаю, что и думать. А это весьма тревожное состояние ума. Неужели вы полагаете, начал полковник Миллоус, но осекся, так как в дверь деликатно постучали. Джордж поднялся и подошел к ней. Тредвилл, внутренне страдая от необходимости стучаться в двери таким неподобающим образом, с достоинством стоял на пороге и обращался к своему господину. «Прошу прощения, милорд, но какой-то джентльмен желает видеть вас по спешному и важному делу, связанному, насколько я понимаю, с сегодняшней утренней трагедией». «Как его имя?» — резко спросил Баттл. «Его имя, сэр, мистер Энтони Кейт, но он сказал, что оно никому ничего не скажет». Похоже, присутствующим 4 мужчинам оно все же кое-что сказало. Все они выпрямились в разной степени изумления. Лорд Кейтерхэм начал тихонько потешаться. «Я действительно начинаю получать удовольствие. Проси его войти, Тредвилл. Проси его войти немедленно». Глава 12. Энтони рассказывает свою историю. «Мистер Энтони Кейт», — объявил Тредвилл. «Входит подозрительный незнакомец из деревенской гостиницы», — сказал Энтони. Он направился к лорду Кейтерхэму с каким-то инстинктом, редким для незнакомцев. В то же время он мысленно охарактеризовал 3 других мужчин следующим образом. Первый — Скотланд-Ярд. Второй — местная знаменитость, возможно, главный констебль. Третий — издерганный джентльмен на грани апоплексического удара, возможно, связанный с правительством. «Я должен извиниться», — продолжил Энтони, все еще обращаясь к лорду Кейтерхэму. «За то, что ворвался сюда вот так, я имею в виду. Но в «Веселом псе», или как там называется ваш местный паб, ходили слухи, что у вас тут произошло убийство. Поскольку я подумал, что мог бы пролить на него свет, я пришел». Какое-то время никто не произносил ни слова. Суперинтендант Баттл, потому что он был человеком с богатым опытом, который знал, насколько лучше позволить говорить всем остальным, если их можно к этому склонить, полковник Миллоус, потому что он был привычно молчалив, Джордж, потому что он привык, чтобы его заранее предупреждали в вопросе, лорд Кейтерхэм, потому что он не имел ни малейшего представления о том, что сказать. Однако молчание остальных 3 и тот факт, что обратились непосредственно к нему, в конце концов заставили заговорить последнего. Совершенно верно, — нервно произнес он. «Не хотите ли вы, присесть?» «Спасибо», — сказал Энтони. Джордж внушительно прокашлялся. Когда вы говорите, что можете пролить свет на это дело, вы имеете в виду?» «Я имею в виду», — сказал Энтони, «что вчера вечером, примерно в 11:45, я незаконно находился на территории лорда Кейтерхэма, за что, надеюсь, он меня простит, и фактически слышал произведенный выстрел. По крайней мере, я могу установить для вас время преступления». Он по очереди обвел взглядом 3, дольше всего задержав глаза на суперинтенданте Батли, бесстрастие лица которого он, казалось, оценил. «Но я вряд ли думаю, что это для вас новость», — мягко добавил он. «Что вы имеете в виду под этим, мистер Кейт?» — спросил Баттл. «Только это. Когда я встал сегодня утром, я надел туфли. Позже, когда я попросил свои ботинки, мне их не дали. Какой-то милый молодой констебль заходил за ними. Так что я, естественно, сопоставил одно с другим и поспешил сюда, чтобы по возможности очистить свое имя». «Очень разумный шаг», — уклончиво заметил Баттл. Глаза Энтони слегка заблестели.
Я ценю вашу сдержанность, инспектор. Ведь вы инспектор, не так ли? Вмешался лорд Кейтерхэм. Энтони начинал ему нравиться. Суперинтендант Баттл из Скотленд-Ярда. Это полковник Миллоус, наш главный констебль, и мистер Ломакс. Энтони резко посмотрел на Джорджа. «Мистер Джордж Ломакс?» «Да». «Я думаю, мистер Ломакс», — сказал Энтони, «что вчера я имел удовольствие получить от вас письмо». Джордж уставился на него. «Думаю, что нет», — холодно сказал он. Но он пожалел, что здесь нет мисс Оскар. Мисс Оскар писала за него все письма и помнила, кому они предназначались и о чем в них шла речь. Такой великий человек, как Джордж, не мог помнить все эти досадные подробности. «Я думаю, мистер Кейт», — намекнул он, «что вы собирались дать нам какое-то, объяснение того, что вы делали в парке вчера вечером в 11:45?» Его тон ясно говорил, и что бы это ни было, мы вряд ли в это поверим. «Да, мистер Кейт, что вы делали?» С живым интересом спросил лорд Кейтерхэм. «Ну, с сожалением», — сказал Энтони, — «боюсь, это довольно длинная история». Он достал свой портсигар. «Разрешите?» Лорд Кейтерхэм кивнул, и Энтони закурил сигарету, готовясь к суровому испытанию. Он сознавал, и никто лучше него, всю опасность своего положения. За короткий промежуток в 24 часа он оказался замешан в 2 разных преступлениях. Его действия в связи с первым не выдержали бы и секундной проверки. Намеренно избавившись от одного тела и тем самым сорвав планы правосудия, он прибыл на место второго преступления в тот самый момент, когда оно совершалось. Для молодого человека, ищущего приключений на свою голову, он вряд ли мог добиться лучшего результата. «Южная Америка», — подумал про себя Энтони, — с этим просто рядом не стояла. Он уже определился со своим планом действий. Он собирался рассказать правду с одним незначительным изменением и одним серьезным умалчиванием. «История начинается», — сказал Энтони, — «около 3 недель назад, в Булавае». Мистер Ломакс, конечно, знает, где это находится, форпост империи. Что знают они об Англии, если знают только Англию? И все в таком роде. Я беседовал с одним моим другом, мистером Джеймсом Макгратом. Он произнес это имя медленно, задумчиво глядя на Джорджа. Джордж подскочил на своем сиденье и с трудом сдержал восклицание. Итогом нашего разговора стало то, что я приехал в Англию, чтобы выполнить небольшое поручение для мистера Макграта, который сам поехать не мог. Поскольку билет на пароход был забронирован на его имя, я путешествовал как Джеймс Макграт. Я не знаю, какое именно это правонарушение, суперинтендант, думаю, сможет мне подсказать и, если нужно, упечь меня на сколько-то месяцев на каторжные работы. «Давайте продолжим историю, если вам угодно, сэр», — сказал Баттл, но его глаза слегка заблестели. По прибытии в Лондон я направился в отель «Блиц», все еще под именем Джеймса Макграта. Мое дело в Лондоне заключалось в том, чтобы доставить определенную рукопись в издательство, но почти сразу же я принял делегации от представителей 2 политических партий одного иностранного королевства. Методы одной были строго конституционными, методы другой — нет. Я обошелся с ними обеими соответствующим образом. Но мои неприятности на этом не закончились. В ту же ночь в мою комнату ворвались, и один из официантов отеля совершил попытку ограбления. Об этом, кажется, не заявляли в полицию. Спросил суперинтендант Баттл. Вы правы. Не заявляли. Видите ли, ничего не было украдено. Но я сообщил о случившемся управляющему отеля, и он подтвердит мой рассказ, а также скажет вам, что упомянутый официант довольно поспешно сбежал посреди ночи.
На следующий день мне позвонили из издательства и предложили, чтобы один из их представителей зашел ко мне и забрал рукопись. Я согласился, и это соглашение было должным образом выполнено на следующее утро. Поскольку больше я ничего не слышал, я полагаю, что рукопись дошла до них благополучно. Вчера, все еще под именем Джеймса Макграта, я получил письмо от мистера Ломакса. Энтони сделал паузу. К этому моменту он уже начинал получать удовольствие. Джордж неспокойно заерзал. «Я вспоминаю», — пробормотал он. «Такая обширная переписка». Разумеется, поскольку имя было другим, от меня нельзя было ожидать, что я буду знать. И я должен сказать, голос Джорджа немного повысился, обретший твердость в уверенности своей моральной устойчивости, что я считаю это выдавание себя за другого человека в высшей степени предосудительным. Я не сомневаюсь, ничуть не сомневаюсь, что вы навлекли на себя суровое законное наказание. В этом письме, продолжал Энтони, оставаясь невозмутимым, мистер Ломакс высказал различные предложения касательно рукописи, находившейся под моей опекой. Он также передал мне приглашение от лорда Кейтерхэма присоединиться к гостям здесь, в поместье. «Рад вас видеть, дорогой мой», — сказал упомянутый дворянин. «Лучше поздно, чем никогда, а?» Джордж нахмурился, посмотрев на него. Суперинтендант Баттл устремил на Энтони невозмутимый взгляд. «И это ваше объяснение вашего присутствия здесь вчера вечером, сэр?» — спросил он. «Конечно, нет», — горячо ответил Энтони. «Когда меня приглашают остановиться в загородном доме, я не перелезаю через стену поздно ночью, не тащусь через парк и не проверяю окна первого этажа. Я подъезжаю к парадной двери, звоню в звонок и вытираю ноги о коврик. Я продолжу. Я ответил на письмо мистера Ломакса, объяснив, что рукопись уже не находится у меня на хранении, и поэтому с сожалением отклонил любезное приглашение лорда Кейтерхэма. Но после того, как я это сделал, я вспомнил кое-что, что до тех пор ускользало от моей памяти. Он сделал паузу. Пришел момент пройти по тонкому льду. Я должен сказать вам, что во время борьбы с официантом Джузеппе я вырвал у него маленький клочок бумаги с какими-то набросанными на нем словами. В то время они мне ничего не говорили, но они все еще были у меня, и упоминание Чимнис напомнило мне о них. Я достал этот обрывок и посмотрел на него. Все было так, как я и думал. Вот этот клочок бумаги, джентльмены, вы можете убедиться сами. Слова на нем: Чимнис, 11:45, четверг. Баттл внимательно осмотрел бумагу. «Конечно», — продолжал Энтони, — «слово Чимнис могло не иметь никакого отношения к этому дому. С другой стороны, могло и иметь. И, несомненно, этот Джузеппе был вороватым мошенником. Я решил приехать сюда на машине вчера вечером, убедиться, что все в порядке, остановиться в гостинице, а утром нанести визит лорду Кейтерхэму и предупредить его на случай, если на выходных замышляется какое-то злодеяние». «Совершенно верно», — ободряюще произнес лорд Кейтерхэм. «Совершенно верно. Я опоздал сюда, не расслышал, вернее, не рассчитал время. Поэтому я остановил машину, перелез через стену и побежал через парк. Когда я поднялся на террасу, весь дом был темным и тихим. Я уже собирался уходить, когда услышал выстрел. Мне показалось, что он донесся изнутри дома, и я побежал назад, пересек террасу и проверил окна. Но они были заперты, и внутри дома не было слышно ни звука. Я немного подождал, но все вокруг было тихо, как в могиле, поэтому я решил, что ошибся и что я слышал случайного браконьера. Вполне естественный вывод при таких обстоятельствах, я думаю. «Вполне естественный», — безвыразительно произнес суперинтендант Баттл. Я отправился в гостиницу, устроился там, как уже говорил, и узнал новости сегодня утром.
Я понял, конечно, что являюсь подозрительной личностью, при таких обстоятельствах иначе и быть не могло, и пришел сюда, чтобы рассказать свою историю, надеясь, что дело не дойдет до наручников для одного из нас. Наступила пауза. Полковник Милоус искоса посмотрел на суперинтенданта Батла. «Мне кажется, история выглядит достаточно ясной», — заметил он. «Да», — сказал Батл. «Не думаю, что сегодня утром мы будем пускать в ход наручники». «Есть вопросы, Батл?» «Я бы хотел узнать одну вещь. Что это была за рукопись?» Он посмотрел на Джорджа, и тот ответил с некоторой неохотой: «Мемуары покойного графа Стилптича». «Видите ли, можете больше ничего не говорить», — прервал его Батл. «Я все прекрасно понимаю». Он повернулся к Энтони. «Вы знаете, кто был застрелен, мистер Кейт?» В «Веселом псе» поговаривали, что это какой-то граф Станислав или как-то так. «Расскажите ему», — лаконично бросил Батл Джорджу Ломаксу. Джорджу явно не хотелось этого делать, но он был вынужден заговорить. Джентльмен, который проживал здесь инкогнито под именем графа Станислава, был его высочество принц Михаил Герцеславатский. Энтони свистнул. «Это должно быть чертовски неприятно», — заметил он. Суперинтендант Батл, который внимательно наблюдал за Энтони, издал короткое хмыканье, словно убедившись в чем-то, и резко поднялся на ноги. «Есть один или два вопроса, которые я хотел бы задать мистеру Кейду», — объявил он. «Я заберу его с собой в зал совещаний, если позволительно». «Конечно, конечно», — сказал лорд Кейтерхэм. «Ведите его куда угодно». Энтони и детектив вместе вышли из комнаты. Тело было унесено с места трагедии. На полу, где оно лежало, виднелось темное пятно, но в остальном ничто не говорило о том, что здесь когда-то разыгралась драма. Солнце лилось через 3 окна, заливая комнату светом и подчеркивая мягкий тон старинных деревянных панелей. Энтони с одобрением осмотрелся. «Очень мило», — прокомментировал он. «Мало что может сравниться со старой доброй Англией, не так ли? Вам сразу показалось, что выстрел был произведен именно в этой комнате?» — спросил суперинтендант, никак не отреагировав на похвалу Энтони. «Дайте подумать». Энтони открыл окно и вышел на террасу, глядя на дом. «Да, это та самая комната, все верно», — сказал он. Она выступает вперед и занимает весь угол. Если бы выстрел был произведен в любом другом месте, звук донесся бы слева, но этот был у меня из-за спины или, во всяком случае, справа. Вот почему я подумал о браконьерах. Это ведь самый край крыла, как видите. Он шагнул обратно через порог и вдруг спросил, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Но почему вы спрашиваете? Вы ведь знаете, что его застрелили здесь, не так ли?» «Ара», — произнес суперинтендант. «Мы никогда не знаем столько, сколько нам хотелось бы знать. Но да, его застрелили именно здесь, все верно. Вы ведь сказали, что проверяли окна, верно?» «Да». Они были заперты изнутри. «Сколько из них вы проверили?» «Все 3». «Уверены в этом, сэр?» «Я привык быть уверенным». «А почему вы спрашиваете?» «Это странно», — сказал суперинтендант. «Что именно странно?» «Когда сегодня утром обнаружили преступление, среднее окно было открыто, то есть, не заперто на задвижку». «Го», — сказал Энтони, опускаясь на оконное сиденье и доставая свой портсигар. «Это довольно сильный удар. Это открывает совершенно иной взгляд на дело. У нас остается 2 альтернативы. Либо он был убит кем-то из домашних,
и этот кто-то отпер окно после моего ухода, чтобы все выглядело как налет извне, причем я случайно оказался в роли козла отпущения, либо, говоря на чистоту, я лгу. Смею сказать, вы склоняетесь ко второму варианту, но, клянусь честью, вы ошибаетесь. Никто не покинет этот дом, пока я со всеми не закончу, уже-то я могу вам сказать, мрачно произнес суперинтендант Баттл. Энтони пристально посмотрел на него. Как давно у вас появилась мысль, что это дело рук кого-то из присутствующих в доме? Спросил он. Баттл улыбнулся. У меня эта мысль была с самого начала. Ваш след был слишком кричащим, если можно так выразиться. Как только ваши ботинки подошли к отпечаткам ног, у меня появились сомнения. Поздравляю, Скотланд-Ярд, легкомысленно заметил Энтони. Но в этот момент, когда Баттл, казалось, признал полное отсутствие причастности Энтони к преступлению, тот сильнее прежнего почувствовал необходимость быть начеку. Суперинтендант Баттл был очень проницательным сотрудником. Нельзя было допустить ни малейшего промаха в присутствии суперинтенданта Баттла. Там это и произошло, я полагаю, сказал Энтони, кивнув в сторону темного пятна на полу. Да. Из чего его застрелили, из револьвера? Да, но мы не узнаем, какой марки, пока на вскрытии не вытащат пулю. Значит, ее не нашли? Нет, не нашли. И никаких улик? Ну, у нас есть вот это. Подобно фокуснику, суперинтендант Баттл извлек половину листа почтовой бумаги. И, делая это, он снова незаметно, но пристально наблюдал за Энтони. Однако Энтони узнал рисунок на нем без какого-либо признака испуга. Ага. Снова товарищи красные руки. Если они собираются разбрасывать подобные вещи повсюду, им следовало бы печатать их литографским способом. Должно быть, ужасно хлопотно писать для каждого отдельно. Где это нашли? Под телом. Вы видели это раньше, сэр? Энтони подробно пересказал ему свою короткую встречу с этой самоотверженной ассоциацией. Я так понимаю, идея в том, что его убрали товарищи. Как вы думаете, сэр, это вероятно? Ну, это было бы в духе их пропаганды. Но я всегда замечал, что те, кто больше всех рассуждает о крови, никогда не видели, как она течет на самом деле. Я бы не сказал, что у товарищей хватило бы на это духу. К тому же они такие театральные люди. Не представляю, чтобы кто-то из них замаскировался под подходящего гостя для загородного дама. Впрочем, никогда нельзя знать наверняка. Совершенно верно, мистер Кейт. Никогда нельзя знать наверняка. Энтони вдруг весело усмехнулся. Теперь я понимаю замысел. Открытое окно, цепочка следов, подозрительный незнакомец в деревенской гостинице. Но я могу заверить вас, дорогой суперинтендант, что, кем бы я ни был, я не являюсь местным агентом «Красной руки». Суперинтендант Баттл слегка улыбнулся. Затем он выложил свою последнюю карту. «У вас не будет возражений против того, чтобы осмотреть тело?» Внезапно выпалил он. «Никаких», — ответил Энтони. Баттл достал из кармана ключи, идя впереди Энтони по коридору, остановился у одной из дверей и отпер ее. Это была одна из малых гостиных. Тело лежало на столе, покрытое простыней. Суперинтендант Баттл подождал, пока Энтони окажется рядом с ним, и затем резко сдернул простыню. В его глазах вспыхнул живой огонек при виде полувырвавшегося восклицания и старта удивления, который сделал другой. «Значит, вы все-таки узнаете его, мистер Кейт», — сказал он голосом, который старался сделать лишенным торжества. «Я видел его раньше, да», — сказал Энтони, приходя в себя.
Но не как принца Михаила Абаловича. Он утверждал, что прибыл от господ Болдерсона и Ходжкинса и называл себя мистером Холмсом. Глава 13. Американский гость. Суперинтендант Баттл вернул простыню на место с немного павшим духом видом человека, чей лучший козырь не сработал. Энтони стоял, засунув руки в карманы, погруженный в свои мысли. Так вот, что имел в виду старый леденец, когда говорил о других средствах, пробормотал он наконец. «Прошу прощения, мистер Кейт». «Ничего, суперинтендант. Простите мою рассеянность. Видите ли, меня, или, вернее, моего друга Джимми Макграта весьма изящно надули на 1000 фунтов». 1000 фунтов — хорошенькая сумма денег», — заметил Баттл. «Дело не столько в самой 1000 фунтов», — сказал Энтони, «хотя я согласен с вами, что это хорошенькая сумма денег. Меня сводит с ума то, что меня провели. Я отдал эту рукопись, как маленький послушный ягненок. Это задевает, суперинтендант, действительно задевает». Детектив ничего не ответил. «Ну что ж», — сказал Энтони. «Сожаления напрасны, и, возможно, еще не все потеряно. Мне нужно лишь раздобыть воспоминания дорогого старого стелптича между сегодняшним днем и следующей средой, и все пойдет как по маслу. Не согласились бы вы вернуться в зал совещаний, мистер Кейт? Есть одна маленькая вещь, которую я хочу вам показать». Вернувшись в зал совещаний, детектив сразу же подошел к среднему окну. «Я тут думал, мистер Кейт. Это конкретное окно открывается очень туго, очень туго. Вы могли ошибиться, посчитав, что оно было заперто. Оно могло просто заесть. Я уверен, да, я почти уверен, что вы ошиблись». Энтони пристально посмотрел на него. «А если я скажу, что совершенно уверен в обратном? Вам не кажется, что вы вполне могли ошибиться?» Спросил Баттл, глядя на него очень пристально. «Ну, ради вас, суперинтендант, пожалуй, да». Баттл удовлетворенно улыбнулся. «Вы все схватываете на лету, сэр. И у вас не будет возражений против того, чтобы сказать об этом, как бы невзначай, в подходящий момент?» «Никаких». «Я». Он замолчал, так как Баттл перехватил его руку. Суперинтендант подался вперед, прислушиваясь. Жестом приказав Энтони молчать, он бесшумно на цыпочках подошел к двери и резко распахнул ее. На пороге стоял высокий мужчина с черными волосами, аккуратно разделенными пробором посередине, фарфорово-голубыми глазами с особенно невинным выражением и большим безмятежным лицом. «Прошу прощения, джентльмены», — произнес он медленным, растянутым голосом с ярко выраженным трансатлантическим акцентом. «Но позволено ли осмотреть место преступления? Я полагаю, что вы оба джентльмены из Скотленд-Ярда?» «Я не имею такой чести», — ответил Энтони. «Но вот этот джентльмен, суперинтендант Баттл из Скотленд-Ярда». «Неужели?» — сказал американский джентльмен с видом глубокого интереса. «Рад знакомству, сэр. Меня зовут Хайрам Пи Фиш, из города Нью-Йорк». «Что именно вы хотели увидеть, мистер Фиш?» — спросил детектив. Американец осторожно вошел в комнату и с большим интересом посмотрел на темное пятно на полу. «Я интересуюсь преступлениями, мистер Баттл. Это одно из моих хобби. Я написал монографию для одного из наших еженедельных периодических изданий на тему «Дегенерация и преступник». Пока он говорил, его глаза мягко скользили по комнате, казалось, замечая все вокруг. Они задержались лишь на самую малость дольше на окне. «Тело», — произнес суперинтендант Баттл, констатируя очевидный факт, — «уже унесли».
«Разумеется», — сказал мистер Фиш. Его взгляд переключился на панели стен. Замечательные картины в этой комнате, джентльмены. Хольбейн, 2 Ван Дейка и, если я не ошибаюсь, Веласкес. Я интересуюсь картинами, а также первыми изданиями. Именно ради осмотра его первых изданий лорд Кейтерхэм был так любезен, что пригласил меня сюда. Он тихо вздохнул. Полагаю, теперь все отменяется. С моей стороны было бы проявлением должного такта, если бы гости немедленно вернулись в город. «Боюсь, это невозможно, сэр», — ответил суперинтендант Баттл. «Никто не должен покидать дом до окончания расследования». «Вот как? И когда же следствие?» «Может быть, завтра, а может, и в понедельник. Нам нужно договориться о вскрытии и повидаться с коронером». «Я вас понял», — сказал мистер Фиш. «При таких обстоятельствах, однако, компания будет довольно меланхоличной». Баттл направился к двери, показывая дорогу. «Нам лучше уйти отсюда», — сказал он. «Мы все еще держим ее взаперти». Он подождал, пока 2 других пройдут, а затем повернул ключ и вытащил его. «Я полагаю», — сказал мистер Фиш, — «что вы ищете отпечатки пальцев?» «Возможно», — лаконично ответил суперинтендант. «На это я бы сказал, что в такую ночь, как прошел ряд, незваный гость оставил бы следы ног на паркетном полу. Внутри нет, снаружи полно». «Моих», — весело пояснил Энтони. Невинные глаза мистера Фиша скользнули по нему. «Молодой человек», — сказал он, — «вы меня удивляете». Они повернули за угол и вышли в большой широкий холл, обшитый, как и зал совещаний, старинным дубом, с широкой галереей наверху. В дальнем конце показались еще 2 фигуры. «Ага», — сказал мистер Фиш. «Наш радушный хозяин». Это было настолько нелепым описанием лорда Кейтерхэма, что Энтони пришлось отвернуться, чтобы скрыть улыбку. «А с ним», — продолжал американец, — «дама, чье имя я вчера не уловил. Но она яркая, она очень яркая». С лордом Кейтерхэмом была Вирджиния Ривел. Энтони все время предвкушал эту встречу. Он понятия не имел, как себя вести. Нужно было предоставить все Вирджинии. Хотя он полностью доверял ее присутствию духа, он не имел ни малейшего представления, какую линию она выберет. Ему не пришлось долго оставаться в неведении. «Ба, да это мистер Кейт», — сказала Вирджиния. Она протянула ему обе руки. «Значит, вы все-таки нашли возможность приехать?» «Дорогая миссис Ривел, я понятия не имел, что мистер Кейт — ваш друг», — сказал лорд Кейтерхэм. «Он очень старый друг», — сказала Вирджиния, улыбаясь Энтони с лукавым огоньком в глазах. «Я неожиданно столкнулась со вчерашним днем с ним в Лондоне и сказала, что собираюсь сюда». Энтони быстро уловил ее подсказку. «Я объяснил миссис Ривел», — сказал он, что был вынужден отклонить ваше любезное приглашение, поскольку оно на самом деле предназначалось совсем другому человеку. И я не мог навязывать вам совершенно незнакомого человека под ложным предлогом. «Ну, дорогой мой», — сказал лорд Кейтерхэм, — «теперь с этим все покончено. Я распоряжусь, чтобы из крикетистов привезли ваш чемодан. Это очень любезно с вашей стороны, лорд Кейтерхэм, но...» «Глупости, конечно же, вы должны остановиться в Чимнис. Ужасное место эти крикетисты, я имею в виду, чтобы там жить». «Конечно, вы должны приехать, мистер Кейт», — мягко сказала Вирджиния. Энтони почувствовал, как изменилась атмосфера вокруг него. Вирджиния уже многое для него сделала. Он больше не был подозрительным незнакомцем. Ее положение было настолько прочным и непоколебимым, что любой, за кого она ручалась,
принимался как должное. Он вспомнил о пистолете в дупле дерева в Берним-Бичес и внутренне улыбнулся. «Я пошлю за вашими вещами», — сказал лорд Кейтерхэм Энтони. «Полагаю, в сложившихся обстоятельствах мы не можем устроить охоту». «Жаль. Но тут уж ничего не поделаешь. И я ума не приложу, что мне делать с Исаакштейном. Все это очень досадно». Угнетенный Пэр тяжело вздохнул. «Значит, решено», — сказала Вирджиния. «Вы можете начать приносить пользу прямо сейчас, мистер Кейт, и покатать меня на лодке по озеру. Там очень мирно и далеко от преступлений и всего такого. Разве это не ужасно для бедного лорда Кейтерхэма, убийство в его собственном доме? Но на самом деле это вина Джорджа. Это ведь Джордж все устроил, вы же знаете». «Ах», — сказал лорд Кейтерхэм. «И зачем только я его послушал?» Он принял вид сильного человека, преданного собственной минутной слабостью. «Нельзя не слушать Джорджа», — сказала Вирджиния. «Он всегда хватает вас так, что невозможно вырваться. Я подумываю о том, чтобы запатентовать отстегивающийся лацкан». «Вот бы вы это сделали», — хмыкнул хозяин дома. «Я рад, что вы присоединяетесь к нам, Кейт. Мне нужна поддержка». «Я очень ценю вашу доброту, лорд Кейтерхэм», — сказал Энтони. «Особенно», — добавил он, — «когда я являюсь столь подозрительной личностью. Но мое пребывание здесь облегчит задачу Батлу». «В каком смысле, сэр?» — спросил суперинтендант. «За мной будет не так трудно присматривать», — мягко пояснил Энтони. И по мгновенной дрожи век суперинтенданта он понял, что его стрела попала в цель. Глава 14. Главным образом политическая и финансовая. Если не считать этого непроизвольного подергивания век, невозмутимость суперинтенданта Батла осталась непоколебимой. Если он и был удивлен тем, что Вирджиния узнала Энтони, он этого не показал. Он и лорд Кейтерхэм стояли вместе и смотрели, как эти двое выходят через садовую дверь. Мистер Фиш тоже наблюдал за ними. «Хороший молодой человек этот», — сказал лорд Кейтерхэм. «Очень приятно для миссис Ревел встретить старого друга», — пробормотал американец. «Они знакомы уже некоторое время, предположительно». «Похоже на то», — сказал лорд Кейтерхэм. «Но я никогда не слышал, чтобы она упоминала о нем раньше». Кстати, Батл, мистер Ломакс спрашивал вас. Он в синей малой гостиной». «Очень хорошо, лорд Кейтерхэм. Я пойду туда немедленно». Батл без труда нашел дорогу в синюю малую гостиную. Он уже был знаком с расположением комнат в доме. Вот и вы, Батл», — сказал Ломакс. Он нетерпеливо шагал взад и вперед по ковру. В комнате находился еще один человек, крупный мужчина, сидевший в кресле у камина. Он был одет в очень правильный английский охотничий костюм, который, тем не менее, сидел на нем странно. У него было жирное желтое лицо и черные глаза, непроницаемые, как у кобры. В крупном носу чувствовался благородный изгиб, а в квадратных линиях огромной челюсти — сила. «Входите, Батл», — раздраженно сказал Ломакс. «И закройте за собой дверь. Это мистер Герман Исаакштейн». Батл почтительно наклонил голову. Он знал все о мистере Германе Исаакштейне, и хотя великий финансист сидел молча, пока Ломакс шагал взад и вперед и говорил, он знал, кто был настоящей силой в этой комнате. «Теперь мы можем говорить более свободно», — сказал Ломакс. В присутствии лорда Кейтерхэма и полковника Мелауза я старался не говорить лишнего. «Вы понимаете, Батл? Такие вещи не должны разглашаться». — сказал Батл.
но они всегда разглашаются, тем хуже. Всего на секунду он заметил след улыбки на жирном желтом лице. Она исчезла так же внезапно, как и появилась. «Теперь, что вы на самом деле думаете об этом молодом человеке, об этом Энтони Кейде?» Продолжил Джордж. «Вы все еще считаете его невиновным?» Баттл очень слегка пожал плечами. Он рассказывает логичную историю. Часть ее мы сможем проверить. Судя по всему, это объясняет его присутствие здесь прошлой ночью. Я, конечно, отправлю телеграмму в Южную Африку, чтобы получить информацию о его прошлом. Значит, вы считаете его полностью очищенным от всех подозрений в соучастии? Баттл поднял большую квадратную руку. Не так быстро, сэр. Я этого не говорил. Каковы ваши собственные соображения по поводу этого преступления, суперинтендант Баттл? Спросил Исаак Штейн, заговорив впервые. Его голос был глубоким и богатым, обладающим определенным качеством убеждения. Это сослужило ему хорошую службу на заседаниях советов директоров в молодые годы. Пока слишком рано иметь соображения, мистер Исаак Штейн. Я еще не продвинулся дальше того, чтобы задать себе первый вопрос. Какой именно? Он всегда один и тот же. Мотив. Кому выгодна смерть принца Михаила? Мы должны ответить на этот вопрос, прежде чем сможем продвинуться куда-либо. Революционная партия Герцесловакии, начал Джордж. Суперинтендант Баттл отмахнулся от него с чуть меньшим, чем обычно, почтением. Это были не товарищи Красной Руки, сэр, если вы думаете о них. Но бумага с алой рукой на ней оставлена там, чтобы внушить очевидное решение. Достоинство Джорджа было немного уязвлено. Право слово, Баттл, я не понимаю, как вы можете быть так уверены в этом. В полноте, мистер Ломакс, мы знаем все о товарищах Красной Руки. Мы следим за ними с тех самых пор, как принц Михаил высадился в Англии. Подобные вещи — это элементарная работа нашего департамента. Им бы никогда не позволили приблизиться к нему и на милю. «Я согласен с суперинтендантом Баттлом», — сказал Исаак Штейн. «Мы должны искать в другом месте». «Видите ли, сэр», — сказал Баттл, ободренный его поддержкой, «мы все же кое-что знаем об этом деле. Если мы не знаем, кто выигрывает от его смерти, то мы точно знаем, кто от нее теряет». «То есть?» — спросил Исаак Штейн. Его черные глаза были устремлены на детектива. Больше прежнего он напоминал Баттлу кобру в капюшоне. «Вы и мистер Ломакс, не говоря уже о лоялистской партии Герцесловакии. Если простите мне это выражение, сэр, вы сели в калошу». В полноте, Баттл, вмешался Джордж, потрясенный до глубины души. «Продолжайте, Баттл», — сказал Исаак Штейн. «Сели в калошу» очень точно описывает ситуацию. Вы умный человек. Вам нужен король. Вы потеряли своего короля вот так. Он щелкнул своими большими пальцами. Вам нужно спешно искать другого, а это непростая задача. Нет, я не хочу знать подробности вашего плана, мне достаточно общих черт, но, я полагаю, это крупная сделка? Исаак Штейн медленно наклонил голову. Это очень крупная сделка. Это подводит меня ко второму вопросу. Кто следующий наследник престола Герцесловакии? Исаак Штейн посмотрел на Ломакса. Последний ответил на вопрос с некоторой неохотой и сильным колебанием. Это был бы, я бы сказал, да, со всей вероятностью, принц Николай был бы следующим наследником. Сказал Баттл. А кто такой принц Николай? Двоюродный брат принца Михаила.
сказал Баттл. «Я хотел бы услышать все о принце Николае, особенно о том, где он находится в настоящее время». «О нем мало что известно», — сказал Ломакс. В молодости он был крайне своеобразен в своих идеях, общался с социалистами и республиканцами и вел себя крайне неподобающе для своего положения. Его, кажется, отчислили из Оксфорда за какую-то дикую выходку. 2 года спустя ходили слухи о его смерти в Конго, но это были только слухи. Он объявился несколько месяцев назад, когда пошли слухи о роялистской реакции. «Неужели?» — сказал Баттл. «И где же он объявился?» «В Америке». «В Америке». Баттл повернулся к Исаакштейну с одним лаконичным словом. «Нефть». Финансист кивнул. Он заявил, что если герцословаки выберут короля, то они предпочтут его принцу Михаилу, как человека, более сочувствующего современным просвещенным идеям, и обратил внимание на свои ранние демократические взгляды и сочувствие республиканским идеалам. В обмен на финансовую поддержку он был готов предоставить концессии определенной группе американских финансистов. Суперинтендант Баттл настолько забыл свою привычную невозмутимость, что издал протяжный свист. «Так вот оно что», — пробормотал он. Тем временем лоялистская партия поддерживала принца Михаила, и вы были уверены, что окажетесь на высоте. И тут происходит это. «Вы же не думаете всерьез?» — начал Джордж. «Это была крупная сделка», — сказал Баттл. «Мистер Исаакштейн сам так говорит». А я бы сказал, что то, что он называет крупной сделкой, это действительно крупная сделка. «Всегда можно найти беспринципных исполнителей», — тихо сказал Исаакштейн. «На данный момент Уолл-стрит побеждает. Но они еще со мной не покончили. Найдите, кто убил принца Михаила, суперинтендант Баттл, если хотите сослужить службу своей стране». «Одна вещь кажется мне крайне подозрительной», — вставил Джордж. «Почему шталмейстер, капитан Андраши, не приехал вчера вместе с принцем?» «Я навел справки по этому поводу», — сказал Баттл. «Все совершенно просто. Он остался в городе, чтобы уладить дела с одной дамой от имени принца Михаила на следующие выходные». Барон довольно косо смотрел на такие вещи, считая их неблагоразумными на данном этапе дел, поэтому его высочеству приходилось действовать тайком. Он был, если можно так выразиться, склонен быть довольно распутным молодым человеком. «Боюсь, что так», — тяжеловесно произнес Джордж. «Да, боюсь, что так. Есть еще один момент, который мы должны принять во внимание, я думаю», — сказал Баттл, говоря с некоторым колебанием. «Предполагается, что король Виктор сейчас в Англии». «Король Виктор?» Ломакс нахмурился, пытаясь вспомнить. «Известный французский жулик, сэр. Мы получили предупреждение от Сюрте в Париже». «Конечно», — сказал Джордж. «Теперь я вспомнил. Вор драгоценностей, не так ли?» «Постойте, это же тот человек». Он резко оборвал фразу. Исаакштейн, который отстраненно хмурился, глядя на камин, поднял глаза слишком поздно, чтобы перехватить предупреждающий взгляд, посланный суперинтендантом Баттлом другому собеседнику. Но, будучи человеком, чувствительным к атмосфере, он ощутил возникшее напряжение. «Я вам больше не нужен, Ломакс?» — спросил он. «Нет, спасибо, дорогой мой». «Не нарушит ли это ваши планы, если я вернусь в Лондон, суперинтендант Баттл?» «Боюсь, что так, сэр», — вежливо сказал суперинтендант. «Видите ли, если уедете вы, найдутся и другие, кто захочет уехать. А это никуда не годится». «Совершенно верно». Великий финансист вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. «Великолепный человек, Исаакштейн», — небрежно пробормотал Джордж Ломакс.
Очень сильная личность, согласился суперинтендант Баттл. Джордж снова начал ходить взад и вперед. «То, что вы говорите, меня очень тревожит», — начал он. «Король Виктор. Я думал, он в тюрьме?» Вышел несколько месяцев назад. Французская полиция собиралась сесть ему на хвост, но ему удалось сразу же ускользнуть от них. Он бы смог. Один из самых хладнокровных типов, которые когда-либо жили. По той или иной причине они считают, что он в Англии, и уведомили нас об этом. Но что ему делать в Англии? Это вам виднее, сэр, многозначительно сказал Баттл. Вы имеете в виду? Вы думаете. Вы, конечно, знаете эту историю. Ах да, я вижу, что знаете. Я тогда, конечно, не занимал должность, но слышал всю историю от покойного лорда Кейтерхэма. Беспрецедентная катастрофа. Кохинур, задумчиво сказал Баттл. Тише, Баттл. Джордж подозрительно огляделся по сторонам. Я прошу вас, не называйте имен. Гораздо лучше этого не делать. Если вам обязательно нужно говорить об этом, называйте его К. Суперинтендант снова принял бесстрастное выражение лица. Вы ведь не связываете короля Виктора с этим преступлением, Баттл? Это всего лишь вероятность, не более. Если вы вспомните прошлое, сэр, то вспомните, что было 4 места, где определенный королевский гость мог спрятать драгоценный камень. Чимнис был одним из них. Король Виктор был арестован в Париже через 3 дня после исчезновения, если можно так выразиться, К. Мы всегда надеялись, что однажды он приведет нас к драгоценному камню. Но Чимнис обыскивали и перерывали дюжину раз. Да, глубокомысленно сказал Баттл. Но искать не имеет особого смысла, если не знаешь, где искать. Но представьте теперь, что этот король Виктор пришел сюда искать вещь, был застигнут врасплох принцем Михаилом и застрелил его. «Это возможно», — сказал Джордж. «Наиболее вероятное решение преступления. Я бы не заходил так далеко. Это возможно, но не более того». «Почему?» «Потому что король Виктор никогда не был замечен в лишении жизни», — серьезно сказал Баттл. Но такой человек — опасный преступник. Но Баттл недовольно покачал головой. Преступники всегда действуют в соответствии со своим типажом, мистер Ломакс. Это удивительно. И все же. Да. Я бы предпочел допросить слугу принца. Я намеренно оставил его напоследок. Давайте позовем его сюда, сэр, если вы не против. Джордж выразил свое согласие. Суперинтендант позвонил в колокольчик. Тредвилл ответил на звонок и удалился с инструкциями. Вскоре он вернулся в сопровождении высокого блондина с высокими скулами и очень глубоко посаженными голубыми глазами, чье бесстрастие на лице почти соперничало с невозмутимостью Баттла. «Борис Анчуков?» «Да». «Вы были камердинером принца Михаила?» «Я был камердинером его высочества, да». Мужчина говорил на хорошем английском языке, хотя и с заметным резким иностранным акцентом. «Вы знаете, что вашего хозяина убили прошлой ночью?» Глухое рычание, похожее на рычание дикого зверя, было единственным ответом мужчины. Это напугало Джорджа, который благоразумно отступил к окну. «Когда вы видели своего хозяина в последний раз?» Его высочество лег спать в 10:30. Я спал, как всегда, в передней комнате рядом с ним. Он, должно быть, спустился в комнату внизу через другую дверь, ту, что выходила в коридор. Я не слышал, как он уходил. Возможно, меня опоили снотворным. Я был неверным слугой, я спал, пока мой хозяин бодрствовал.
Я проклят. Джордж смотрел на него, завороженный. «Вы любили своего хозяина, верно?» — спросил Баттл, внимательно наблюдая за мужчиной. Черты лица Бориса болезненно исказились. Он дважды сглотнул. Затем его голос зазвучал резко от нахлынувших чувств. «Я скажу вам это, английский полицейский, я бы умер за него. И раз он мертв, а я все еще жив, мои глаза не узнают сна, а мое сердце — покоя, пока я не отомщу за него. Как собака, я выслежу его убийцу, и когда я найду его». Ах! Его глаза загорелись. Вдруг он выхватил из-под пальто огромный нож и взмахнул им в воздухе. «Я убью его не сразу, а нет. Сначала я отрежу ему нос, отрублю уши и выколю глаза, а потом я вонжу этот нож в его черное сердце». Он стремительно убрал нож, повернулся и вышел из комнаты. Джордж Ломакс, чьи глаза всегда были навыкате, а теперь и вовсе едва не вылезали из орбит, уставился на закрытую дверь. «Чистокровный герцог-словак, конечно», — пробормотал он. «Крайне нецивилизованный народ. Нация разбойников». Суперинтендант Баттл живо поднялся на ноги. «Либо этот человек искренен», — заметил он, «либо он лучший блефующий из всех, кого я когда-либо видел. И если верно первое, то да поможет Бог убийце принца Михаила, когда эта человеческая ищейка доберется до него». Глава 15. Французский незнакомец. Вирджиния и Энтони шли бок о бок по тропинке, ведущей к озеру. Несколько минут после того, как они вышли из дома, оба молчали. Наконец Вирджиния нарушила молчание легким смешком. «А, Боже», — сказала она, — «разве это не ужасно? Меня прямо-таки распирает от того, что я хочу вам рассказать, и от того, что я хочу узнать, так что я просто не знаю, с чего начать. Прежде всего, она понизила голос, что вы сделали с телом? Как ужасно это звучит, правда? Я и подумать не могла, что окажусь так глубоко замешана в преступлении. Полагаю, для вас это совершенно новое ощущение, согласился Энтони. А для вас нет? Ну, избавляться от трупа мне раньше точно не приходилось. Расскажите мне об этом. Коротко и сжато Энтони пересказал ей все шаги, которые он предпринял прошлой ночью. Вирджиния слушала внимательно. «Я думаю, вы поступили очень умно», — одобрительно сказала она, когда он закончил. «Я смогу забрать чемодан, когда вернусь на Паддингтонский вокзал. Единственная трудность, которая может возникнуть, это если вам придется отчитываться о том, где вы были вчера вечером. Не думаю, что это произойдет. Тело не могли найти раньше позднего вечера вчерашнего дня или, возможно, сегодняшнего утра. Иначе в сегодняшних утренних газетах уже что-то появилось бы. И что бы вы ни воображали, начитавшись детективных романов, врачи вовсе не такие волшебники, чтобы определить в точности, сколько часов человек мертв. Точное время его смерти будет весьма расплывчатым. Алиби на вчерашний вечер было бы куда более кстати. Я знаю. Лорд Кейтерхэм рассказывал мне обо всем этом. Но ведь человек из Скотленд-Ярда теперь совершенно уверен в вашей невиновности, не так ли? Энтони ответил не сразу. Он не выглядит особенно проницательным, продолжала Вирджиния. Я бы этого не сказал, медленно произнес Энтони. У меня такое впечатление, что суперинтенданта Баттла вокруг пальца не проведешь. Он делает вид, будто убежден в моей невиновности, но я в этом не так уверен. В данный момент он зашел в тупик из-за моего очевидного отсутствия мотива. «Очевидного?» — воскликнула Вирджиния. «Но какая у вас могла быть причина для убийства неизвестного иностранного графа?» Энтони бросил на нее острый взгляд. «Вы ведь когда-то были в Герцесловакии, не так ли?» — спросил он.
Да. Я провела там с мужем 2 года, в посольстве. Это было как раз перед убийством короля и королевы. Вы когда-нибудь сталкивались с принцем Михаилом Абаловичем? С Михаилом? Конечно, сталкивалась. Мерзкий маленький негодяй. Помню, он предложил мне выйти за него замуж марганатическим браком. Неужели? И что же он предлагал вам делать с вашим законным мужем? У него был готов целый план в духе Давида и Урии. И как же вы отнеслись к этому любезному предложению? Ну, сказала Вирджиния, к сожалению, приходилось проявлять дипломатию. Так что бедному маленькому Михаилу не досталось такого прямого отказа, какого он заслуживал. Но все равно он ушел уязвленным. К чему весь этот интерес к Михаилу? Я пытаюсь докопаться до истины своим собственным неуклюжим способом. Я так понимаю, что с убитым человеком вы не встречались. Нет. Выражаясь книжным языком, он удалился в свои покои немедленно по прибытии. И, конечно, вы не видели тела? Вирджиния, глядя на него с большим интересом, покачала головой. Как вы думаете, вы могли бы его увидеть? Используя связи в высших сферах, то есть лорда Кейтерхэма, думаю, смогла бы. Почему? Это приказ? Боже упаси, нет, ужаснулся Энтони. Неужели я вел себя так деспотично? Нет, дело просто в том, что граф Станислав — это было вымышленное имя принца Михаила Герцеславатского. Глаза Вирджинии широко раскрылись. Понимаю. Вдруг на ее лице появилась ее очаровательная односторонняя улыбка. Надеюсь, вы не хотите сказать, что Михаил ушел к себе в комнату только для того, чтобы не встречаться со мной? Что-то в этом роде, признал Энтони. Видите ли, если я прав в своей догадке, что кто-то хотел помешать вашему приезду в Чимнис, причина, похоже, кроется в вашем знании Герцеславакии. Вы понимаете, что вы здесь единственный человек, который знал принца Михаила в лицо? Вы хотите сказать, что человек, которого убили, был самозванцем? Резко спросила Вирджиния. Именно эта мысль и пришла мне в голову. Если вы сможете уговорить лорда Кейтерхэма показать вам тело, мы сможем сразу же прояснить этот вопрос. Его застрелили в 11:45, задумчиво произнесла Вирджиния. Время, указанное на том клочке бумаги. Все это ужасно таинственно. Это напоминает мне. Там наверху, это ваше окно? Второе с края, над залом заседаний? Нет, моя комната в Елизаветинском крыле, с другой стороны. А что? Просто когда я уходил вчера вечером, после того, как мне показалось, что я слышал выстрел, в том окне зажегся свет. Как любопытно. Я не знаю, чья это комната, но могу выяснить, спросив у Бандл. Может быть, они слышали выстрел? Если и так, то они не вышли вперед, чтобы заявить об этом. Как я понял от Батла, никто в доме не слышал самого выстрела. Это единственная зацепка, которая у меня есть, и я готов признать, что она довольно паршивая, но я намерен ухватиться за нее, чего бы она ни стоила. Это действительно странно, задумчиво согласилась Вирджиния. Они подошли к лодочному домику у озера и во время разговора прислонились к его стене. «А теперь вся история целиком», — сказал Энтони. «Мы будем тихонько плавать на лодке по озеру, скрытые от любопытных ушей Скотленд-Ярда, американских гостей и любопытных горничных». «Я кое-что слышала от лорда Кейтерхэма», — сказала Вирджиния. «Но этого далеко недостаточно. Для начала, кто вы на самом деле, Энтони Кейт или Джимми Макград?» Второй раз за это утро Энтони излагал историю последних 6 недель своей жизни, с той лишь разницей, что рассказ для Вирджинии не нуждался в правках.
Он закончил своим собственным изумленным узнаванием мистера Холмса. «Кстати, миссис Ривёл», — добавил он в конце, — «я так и не поблагодарил вас за то, что вы подвергли опасности свою бессмертную душу, заявив, что я ваш старый друг». «Конечно, вы старый друг», — воскликнула Вирджиния. «Вы же не думаете, что я могла обременить вас трупом, а при следующей встрече сделать вид, будто мы едва знакомы?» «Ну уж нет». Она замолчала. «Знаете, что мне кажется во всем этом примечательным?» Продолжала она. «Вокруг этих мемуаров есть какая-то дополнительная тайна, которую мы еще не разгадали». «Думаю, вы правы», — согласился Энтони. «Но есть одна вещь, о которой я хотел бы спросить вас», — продолжил он. «Какая?» «Почему вы казались такой удивленной, когда я упомянул имя Джимми Макграта вчера на Понт-стрит? Вы слышали его раньше?» «Слышала, Шерлок Холмс. Джордж, мой кузен, Джордж Ламакс, понимаете, приходил ко мне на днях и наговорил кучу ужасно глупых вещей. Его идея заключалась в том, чтобы я приехала сюда, была мила с этим человеком, Макгратом, и каким-то образом выманила у него мемуары, подобно Далиле. Разумеется, он выразился иначе. Он наговорил кучу чепухи об английских благородных дамах и тому подобном, но его истинный умысел ни на секунду не оставался скрытым. Это как раз та подлость, которую мог придумать бедный старый Джордж. А потом я захотела узнать слишком много, и он попытался отделаться от меня ложью, которая не обманула бы и двухлетнего ребенка. «Ну, его план в каком-то смысле сработал», — заметил Энтони. «Вот он я, тот самый Джеймс Макграт, которого он имел в виду, и вот вы со мной очень милы». Но, увы, для бедного старого Джорджа никаких мемуаров. Теперь у меня к вам вопрос. Когда я сказала, что не писала тех писем, вы ответили, что знаете это, но вы никак не могли этого знать. Очень даже мог, улыбнулся Энтони. У меня неплохие практические знания в психологии. Вы имеете в виду, что ваша вера в чистоту моих моральных качеств была настолько высока, что... Но Энтони решительно покачал головой. Вовсе нет. Я ничего не знаю о ваших моральных качествах. У вас мог быть любовник, и вы могли писать ему. Но вы никогда не смирились бы с шантажом. Вирджиния Ривёл из тех писем была напугана до смерти. Вы бы стали бороться. Интересно, кто же настоящая Вирджиния Ривёл, я имею в виду, где она? Из-за этого мне кажется, будто у меня где-то есть двойник. Энтони закурил сигарету. «Вы знаете, что одно из писем было написано из Чимниза?» Спросил он наконец. «Что?» Вирджиния была явно поражена. Когда оно было написано? Оно не было датировано. Но это ведь странно, не правда ли? Я совершенно уверена, что никакая другая Вирджиния Ривёл никогда не останавливалась в Чимнизе. Бандл или лорд Кейтерхэм обязательно сказали бы что-нибудь о таком совпадении имен, если бы это случилось. Да. Это довольно странно. Знаете, миссис Ривёл, я начинаю глубоко сомневаться в существовании этой другой Вирджинии Ривёл. Она очень неуловима, согласилась Вирджиния. Необычайно неуловима. Я начинаю думать, что человек, написавший те письма, намеренно использовал ваше имя. Но зачем? Воскликнула Вирджиния. Зачем кому-то делать подобную вещь? Ах, в этом-то и вопрос. Тут чертовски много всего нужно выяснить. Как вы думаете, кто на самом деле убил Михаила? Внезапно спросила Вирджиния. Товарищи Красной Руки? Полагаю, они могли это сделать, недовольным голосом произнес Энтони. Бессмысленное убийство было бы вполне в их духе.
«Давайте примемся за работу», — сказала Вирджиния. «Я вижу лорда Кейтерхэма и Бандл, они гуляют вместе. Первое, что нужно сделать, это точно выяснить, является ли убитый Михаилом или нет». Энтони причалил к берегу, и через несколько мгновений они присоединились к лорду Кейтерхэму и его дочери. «Обед задерживается», — подавленным голосом произнес его лордство. Батл, должно быть, оскорбил кухарку. «Это мой друг, Бандл», — сказала Вирджиния. «Будь с ним поласковее». Бандл несколько минут пристально смотрела на Энтони, а затем обратилась к Вирджинии так, словно его здесь и не было. «Где ты находишь таких симпатичных мужчин, Вирджиния? Как тебе это удается?» Спрашивает она с завистью. «Можешь забрать его себе», — щедро заявила Вирджиния. «Мне нужен лорд Кейтерхэм». Она улыбнулась польщенному Перу, взяла его под руку, и они вместе пошли прочь. «Вы разговариваете?» — спросила Бандл. «Или вы просто сильный и молчаливый?» «Разговариваю», — переспросил Энтони. «Я болтаю. Я журчу. Я лепечу, как бегущий ручей, понимаете ли. Иногда я даже задаю вопросы. Например, кто занимает вторую комнату слева от края?» Говоря это, он указал на нее пальцем. «Какой необычный вопрос», — сказала Бандл. «Вы меня очень заинтриговали. Дайте подумать. Да, это комната мадмуазель Брюн. Французская гувернантка. Она пытается поддерживать порядок среди моих младших сестер. Дулси и Дейзи, прямо как в песне, знаете ли. Я полагаю, следующую они назвали бы Дороти Мэй. Но мама устала рожать одних только девочек и умерла. Решила, что кто-то другой может взять на себя задачу по обеспечению наследника. «Мадмуазель Брюн», — задумчиво произнес Энтони. «Как давно она у вас?» 2 месяца. Она поступила к нам, когда мы были в Шотландии. «Ага», — сказал Энтони. «Дело нечисто». «А мне бы хотелось, чтобы пахло обедом», — заметила Бандл. «Мне нужно приглашать человека из Скотленд-Ярда пообедать с нами, мистер Кейт. Вы человек из общества, вы знаете этикет в таких делах. У нас в доме еще никогда не было убийств». Захватывающе, правда? Мне жаль, что сегодня утром с вас полностью сняли подозрения. Я всегда хотела встретить убийцу и убедиться лично, действительно ли они такие добродушные и обаятельные, как всегда пишут в воскресных газетах. Боже! Что это там? Под словом «что» подразумевалось такси, подъезжавшее к дому. 2 его пассажирами были высокий мужчина с лысой головой и черной бородой и мужчина помоложе, пониже ростом, с черными усами. Энтони узнал первого и догадался, что именно он, а не само транспортное средство, в котором тот находился, исторг из уст его спутницы этот изумленный возглас. «Если я не сильно ошибаюсь», — заметил он, — «это мой старый друг, барон Леденец». «Барон кто?» Для удобства я зову его Леденцом. От произнесения его настоящего имени могут затвердеть артерии. «Это сегодня утром чуть не разрушило телефонный аппарат», — заметила Бандл. «Так это и есть барон?» «Предвижу, что сегодня днем его перевесят на меня, а у меня и так весь утренний день был Исаак Штейн. Пусть Джордж сам делает свою грязную работу, скажу я вам, и к черту политику. Простите, что оставляю вас, мистер Кейт, но я должна поддержать бедного старого отца». Бандл быстро направилась к дому. Энтони постоял минуту или 2, глядя ей вслед, и задумчиво закурил сигарету. В этот самый момент его слух уловил крадущийся звук совсем рядом.
Он стоял у лодочного домика, и звук, казалось, исходил прямо из-за угла. Всплывшая в его уме картина подсказывала, что это был человек, тщетно пытавшийся подавить внезапный чих. «Вот, интересно. Мне очень интересно, кто же это там за лодочным домиком», — сказал Энтони сам себе. «Думаю, лучше пойти посмотреть». Подкрепляя слова делом, он выбросил спичку, которую только что задул, и легко и бесшумно побежал за угол лодочного домика. Он наткнулся на человека, который, очевидно, стоял на коленях на земле и как раз пытался подняться на ноги. Он был высок, одет в светлое пальто и очки, а в остальном имел короткую заостренную черную бороду и слегка пижонские манеры. На вид ему было от 30 до 40 лет, и в целом он имел весьма респектабельный вид. «Что вы здесь делаете?» — спросил Энтони. Он был почти уверен, что этот человек не входил в число гостей лорда Кейтерхэма. «Прошу прощения», — сказал незнакомец с заметным иностранным акцентом и тем, что должно было сойти за обаятельную улыбку. «Дело в том, что я хочу вернуться в гостиницу «Веселые сверчки», но потерял дорогу. Не был бы месье так любезен указать мне путь?» «Конечно», — сказал Энтони. «Но туда не добираются по воде, понимаете ли». «А?» — переспросил незнакомец с видом человека, зашедшего в тупик. «Я сказал», — повторил Энтони, бросив многозначительный взгляд на лодочный домик, «что по воде вы туда не попадете. Через парк идет общественная тропа, довольно далеко отсюда, а это все частная территория. Вы нарушаете границы». «Мне очень жаль», — сказал незнакомец. «Я совершенно потерял направление. Я подумал, что поднимусь сюда и расспрошу». Энтони воздержался от того, чтобы указать, что стояние на коленях за лодочным домиком — довольно своеобразный способ наводить справки. Он дружески взял незнакомца за руку. «Вам нужно идти в ту сторону», — сказал он. «Прямо вокруг озера и дальше вперед вы не сможете пропустить тропинку. Когда вы идете на нее, поверните налево, и она приведет вас к деревне. Вы остановились в Сверчках, я полагаю?» «Да, месье. С сегодняшнего утра. Большое спасибо за вашу любезность, что указали мне дорогу». «Не стоит благодарности», — сказал Энтони. «Надеюсь, вы не простудились». «А?» — удивился незнакомец. «От стояния на коленях на сырой земле я имею в виду», — пояснил Энтони. «Мне показалось, я слышал, как вы чихнули». «Возможно, я чихнул», — признал тот. «Вот именно», — сказал Энтони. «Но не надо сдерживать чих, знаете ли. Один из самых видных врачей говорил об этом буквально на днях. Это ужасно опасно. Я не помню точно, что именно это с вами делает, то ли вызывает внутренний зажим, то ли от этого твердеют артерии, но вам ни в коем случае нельзя этого делать. Доброго утра». «Доброго утра и спасибо, месье, за то, что наставили меня на верный путь». Второй подозрительный незнакомец из деревенского трактира, пробормотал Энтони про себя, провожая глазами удаляющуюся фигуру другого мужчины. И к тому же такой, которого я не могу толком классифицировать. Внешность французского коммивояжера. Я не очень вижу его в роли товарища Красной Руки. Неужели он представляет какую-то третью сторону в многострадальном государстве Герцесловакия? Французская гувернантка занимает второе окно с края. Таинственный француз обнаруживается крадущимся по территории и подслушивающим разговоры, не предназначенные для его ушей. Готов поставить свою шляпу, что во всем этом что-то есть. Рассуждая подобным образом, Энтони двинулся обратно к дому. На террасе он столкнулся с лордом Кейтерхэмом, который выглядел должным образом подавленным, и двумя вновь прибывшими гостями. Тот немного приободрился при виде Энтони.
«А, вот и вы», — заметил он. «Позвольте представить вам барона и капитана Андраши. Мистер Энтони Кейт». Барон уставился на Энтони с растущим подозрением. «Мистер Кейт?» — чопорно переспросил он. «Думаю, что нет». «Пару слов наедине, барон», — сказал Энтони. «Я могу все объяснить». Барон наклонил голову, и оба мужчины вместе пошли по террасе. «Барон», — сказал Энтони, — «я должен отдаться на вашу милость. Я до такой степени поступился честью английского джентльмена, что приехал в эту страну под вымышленным именем. Я представился вам как мистер Джеймс Макград, но вы сами понимаете, что обман здесь был ничтожным. Вы, без сомнения, знакомы с произведениями Шекспира и его замечаниями о неважности названий роз? В данном случае то же самое. Человек, с которым вы хотели встретиться, был человеком, владевшим мемуарами. Этим человеком был я. Как вы слишком хорошо знаете, я ими больше не владею. Ловкий трюк, барон, очень ловкий трюк. Кто его придумал, вы или ваш патрон? Его высочество собственная идея это была. И кому-либо другому, кроме него, осуществить ее он бы не позволил. Он проделал это чертовски здорово, одобрительно сказал Энтони. Я всегда принимал его исключительно за англичанина. Воспитание английского джентльмена принц получил, пояснил барон. Обычай Герцесловакии это. Ни один профессионал не смог бы стащить эти бумаги лучше, заметил Энтони. Могу я спросить, без нескромности, что с ними стало? Между джентльменами, начал барон. Вы слишком добры, барон, пробормотал Энтони. Меня еще никогда не называли джентльменом так часто, как за последние 48 часов. Я вам скажу следующее, я верю, что они сожжены. Вы верите, но не знаете точно, верно? Так получается. Его высочество у себя на хранение их оставил. Его намерением было прочесть их и затем в камине уничтожить. «Понимаю», — сказал Энтони. «И все же это не та легкая литература, которую можно бегло просмотреть за полчаса. Среди вещей моего замученного господина они обнаружены не были. Очевидно, следовательно, что сожжены они». «Хм», — сказал Энтони. «Интересно». Он помолчал минуту или две, а затем продолжил. «Я задал вам эти вопросы, барон, потому что, как вы, возможно, слышали, сам оказался замешан в этом преступлении. Я должен полностью очистить свое имя, чтобы с меня сняли всякие подозрения». «Несомненно», — согласился барон. «Ваша честь требует этого». «Точно», — сказал Энтони. «Вы так хорошо это формулируете. У меня нет к этому таланта. Продолжим, я могу очистить свое имя, только обнаружив настоящего убийцу, а для этого мне нужны все факты. Этот вопрос с мемуарами очень важен. Мне кажется возможным, что целью преступления могло быть завладение ими». «Скажите, барон, это очень притянутая за уши мысль». Барон на мгновение заколебался. «Вы сами эти мемуары читали?» Осторожно спросил он наконец. «Думаю, я получил ответ», — улыбнулся Энтони. «Теперь, барон, еще только одна вещь. Я бы хотел честно предупредить вас, что по-прежнему намерен доставить эту рукопись издателям в следующую среду, 13 октября». Барон уставился на него. «Но ведь у вас ее больше нет?» «В следующую среду, как я сказал. Сегодня пятница. Это дает мне 5 дней, чтобы снова заполучить ее. Но если она сожжена?» «Я не думаю, что она сожжена».
У меня есть веские причины так не думать. Пока он говорил, они повернули за угол террасы. Навстречу им двигалась массивная фигура. Энтони, который еще ни разу не видел великого мистера Германа Исаакштейна, посмотрел на него с огромным интересом. «Ах, барон», — сказал Исаакштейн, взмахнув большой черной сигарой, которую курил. «Это скверное дело, очень скверное дело. Мой добрый друг, мистер Исаакштейн, это действительно так», — воскликнул барон. «Все наше величественное здание в руинах». Энтони тактично оставил обоих джентльменов предаваться сетованиям и повернул обратно по террасе. Внезапно он остановился. Тонкая струйка дыма поднималась в воздух, казалось, из самой середины тесовой изгороди. «Должно быть, она полая внутри», — подумал Энтони. «Я слышал о подобных вещах раньше». Он быстро посмотрел направо и налево. Лорд Кейтерхэм находился на дальнем конце террасы вместе с капитаном Андраши. Они стояли к нему спиной. Энтони нагнулся и протиснулся сквозь густой тис. Он оказался совершенно прав в своем предположении. Тесовая изгородь на самом деле была не одна, их было две, и узкий проход разделял их. Вход туда находился примерно посередине, со стороны дома. В этом не было никакой тайны, но никто, глядя на тесовую изгородь спереди, не догадался бы о такой вероятности. Энтони посмотрел вдоль узкого коридора. Примерно на полпути в плетеном кресле сидел человек. Полувыкуренная сигара лежала на подлокотнике кресла, а сам джентльмен, похоже, спал. «Хм», — сказал Энтони про себя. Очевидно, мистер Хайрам Фиш предпочитает сидеть в тени. Глава 16. Чаепитие в классной комнате. Энтони вернулся на террасу с навязчивой мыслью о том, что единственным безопасным местом для приватных разговоров была середина озера. Резонирующий гул гонга донесся из дома, и Тредвилл величественно появился из боковой двери. «Обед подан, милорд». «А», — сказал лорд Кейтерхэм, немного приободрившись. «Обед». В этот момент из дома выскочили двое детей. Это были веселые юные особы 12 и 10 лет. Хотя их имена могли быть Далси и Дейзи, как утверждала Бандл, они, похоже, были более известны как Гаггл и Уинкл. Они исполнили подобие военного танца, перемежающегося пронзительными криками, пока не появилась Бандл и не утихомирила их. «Где мадмуазель?» — спросила она. «У нее мигрень, мигрень, мигрень», — запела Уинкл. «Ура!» — подхватила Гаггл, присоединяясь к ней. Лорду Кейтерхэму удалось проводить большинство своих гостей в дом. Теперь он положил сдерживающую руку на руку Энтони. «Пойдемте в мой кабинет», — прошептал он. «У меня там есть кое-что особенное». Пробираясь по холлу, гораздо больше похожий на вора, чем на хозяина дома, лорд Кейтерхэм добрался до убежища своего кабинета. Здесь он отпер шкаф и достал разные бутылки. «Разговоры с иностранцами всегда вызывают у меня такую жажду», — объяснил он извиняющимся тоном. «Не знаю, почему». В дверь постучали, и Вирджиния просунула голову в комнату. «Найдется особенный коктейль для меня?» — спросила она. «Конечно», — гостеприимно сказал лорд Кейтерхэм. «Входите». Следующие несколько минут были заняты серьезными ритуалами. «Мне это было необходимо», — со вздохом произнес лорд Кейтерхэм, ставя бокал обратно на стол. «Как я только что сказал, я нахожу разговоры с иностранцами особенно утомительными. Думаю, это потому, что они так вежливы. Пойдемте. Давайте пообедаем». Он пошел впереди к столовой. Вирджиния положила руку на руку Энтони и немного задержала его.
«Я совершила свое доброе дело на сегодня», — прошептала она. «Я заставила лорда Кейтерхэма отвезти меня посмотреть на тело». «Ну и?» — нетерпеливо спросил Энтони. Одна из его теорий должна была подтвердиться или опровергнуться. Вирджиния покачала головой. «Вы ошиблись», — прошептала она. «Это точно принц Михаил». «А?» Энтони был глубоко огорчен. «И у мадмуазель Мигрень», — добавил он вслух недовольным тоном. «Какое это имеет отношение к делу?» «Возможно, никакого, но я хотел ее увидеть». «Понимаете, я выяснил, что мадмуазель занимает вторую комнату с края, ту самую, где я видел свет прошлой ночью». «Это интересно». «Возможно, в этом ничего нет. И все же я намерен увидеть мадмуазель до конца дня». Обед был своего рода испытанием. Даже веселая беспристрастность Бандл не смогла примирить это разношерстное собрание. Барон и Андраши были корректны, чопорны, полны этикета и имели такой вид, будто присутствовали на трапезе в мавзолее. Лорд Кейтерхэм был вялым и подавленным. Билл Эверсли тоскливо смотрел на Вирджинию. Джордж, прекрасно помня о трудном положении, в котором он оказался, вел весомый разговор с бароном и мистером Исаакштейном. Гаггл и Уинкл, совершенно потерявшие голову от радости, что в доме произошло убийство, приходилось постоянно сдерживать и осаживать, в то время как мистер Хайрамфиш медленно пережевывал пищу и растягивал сухие замечания на своем собственном своеобразном идиоме. Суперинтендант Баттл деликатно исчез, и никто не знал, что с ним стало. «Слава богу, это позади», — промурлыкала Бандл Энтони, когда они выходили из-за стола. А Джордж сегодня днем везет иностранную делегацию в аббатство, чтобы обсудить государственные тайны. «Это, возможно, разрядит обстановку», — согласился Энтони. «Против американца я ничего не имею», — продолжала Бандл. Он и отец могут вполне счастливо беседовать о первых изданиях книг в каком-нибудь уединенном местечке. «Мистер Фиш», — добавила она, когда объект их разговора подошел ближе, — «я планирую для вас спокойный день». Американец поклонился. «Это очень любезно с вашей стороны, леди Эйлин». «У мистера Фиша», — заметил Энтони, — и утро было вполне спокойным. Мистер Фиш бросил на него быстрый взгляд. «Ах, сэр, вы, значит, заметили меня в моем уединенном убежище?» Бывают моменты, сэр, когда лозунг «вдали от обезумевшей толпы» единственный подходящий для человека с тихими вкусами. Бандл отошла дальше, и американец с Энтони остались вдвоем. Первый немного понизил голос. «Я полагаю», — сказал он, — «что вокруг этой маленькой заварушки кроется немалая тайна». «Сколько угодно», — ответил Энтони. Тот парень с лысой головой был, возможно, родственником семьи? Что-то в этом роде. «Эти центральноевропейские нации просто поражают», — заявил мистер Фиш. «Тут ходят слухи, будто покойный джентльмен был королевским высочеством». «Это так, вы не знаете». «Он останавливался здесь под именем графа Станислава», — уклончиво ответил Энтони. На это мистер Фиш не нашел иного ответа, кроме довольно загадочного. «Го, парень». После чего он на несколько мгновений погрузился в молчание. «Этот ваш капитан полиции», — заметил он наконец, — «Баттл, или как там его зовут, он действительно настоящий малый?» «Скотланд-Ярд считает именно так», — сухо ответил Энтони. «Мне он кажется каким-то ограниченным», — заметил мистер Фиш. «Никакой хватки. Это его великая идея никого не выпускать из дома, что за ней кроется?» Говоря это, он бросил на Энтони очень проницательный взгляд. «Видите ли, завтра утром все должны присутствовать на следствии». «Ах, вот в чем замысел. И больше ничего?» «И речи нет о том,
чтобы подозревать гостей лорда Кейтерхэма? Мой дорогой мистер Фиш. Я начал немного беспокоиться, будучи чужестранцем в этой стране. Но, конечно, это было дело рук кого-то извне, я теперь вспомнил. Окно ведь нашли незапертым, верно? Верно, сказал Энтони, глядя прямо перед собой. Мистер Фиш вздохнул. Через минуту или две он произнес жалобным тоном. «Молодой человек, вы знаете, как выкачивают воду из шахты?» «Как?» «Насосами, но это адски тяжелый труд. Я вижу, как фигура моего радушного хозяина отделяется от вон той группы. Я должен присоединиться к нему». Мистер Фиш неспешно удалился, а Бандл снова подошла ближе. «Забавный этот Фиш, правда?» — заметила она. «Да, забавный». «Нечего так смотреть на Вирджинию», — резко бросила Бандл. «Я и не смотрел». «Смотрели». «Я не знаю, как ей это удается». Дело не в том, что она говорит, и я даже не думаю, что дело в том, как она выглядит. Но, боже мой, она всегда добивается своего. В любом случае, сейчас она занята в другом месте. Она велела мне побыть с вами милой, и я собираюсь быть с вами милой, силой, если потребуется. «Никакой силы не нужно», — заверил ее Энтони. «Но, если вам все равно, я бы предпочел, чтобы вы были милы со мной на воде, в лодке». «Это неплохая мысль», — задумчиво произнесла Бандл. Они вместе направились к озеру. «Я бы хотел задать вам только один вопрос», — сказал Энтони, когда они тихонько отчалили от берега, прежде чем мы перейдем к действительно интересным темам. Делу время, потехи час. «О чьей спальне вы хотите знать теперь?» — спросила Бандл с усталым терпением. «Пока ни о чьей спальне. Но я бы хотел знать, где вы взяли свою французскую гувернантку». «Этот человек околдован», — сказала Бандл. «Я взяла ее через агентство, плачу ей 100 фунтов в год, а ее имя Женевьева. Хотите узнать что-нибудь еще?» «Агентство мы примем как факт», — сказал Энтони. «А как насчет ее рекомендаций?» Блестящие. Она 10 лет прожила у графини, как там ее. Как там ее, это?» «Графиня Добретей, замок Добретей, Динар». «Вы ведь не видели графиню лично?» «Все было сделано по переписке?» «Именно так». — сказал Энтони. «Вы интригуете меня», — заявила Бандл. «Вы интригуете меня чрезвычайно. Это любовь или преступление?» «Скорее всего, полная глупость с моей стороны». «Давайте забудем об этом». «Давайте забудем об этом», — небрежно бросил он, выудив всю нужную ему информацию. «Мистер Кейт, кого вы подозреваете?» «Я скорее подозреваю Вирджинию как самого маловероятного человека. Или, возможно, Билла. А как насчет вас?» Представительница аристократии тайно вступает в ряды товарищей Красной Руки. Это определенно вызвало бы сенсацию. Энтони рассмеялся. Ему нравилась Бандл, хотя он немного побаивался проницательности ее острых серых глаз. «Вы, должно быть, гордитесь всем этим», — сказал он вдруг, махнув рукой в сторону видневшегося вдали огромного здания. Бандл прищурилась и наклонила голову набок. «Да, это что-то значит, полагаю. Но к этому слишком привыкаешь. В любом случае, мы бываем здесь не так уж часто, тут смертная тоска. После сезона в городе мы все лето провели в Коуси и Давиле, а потом уехали в Шотландию. Чимниз был укутан в полизащитные чехлы около 5 месяцев.
Раз в неделю чехлы снимают, приезжают автобусы, полные туристов, ротозейничают и слушают Тредвелла, справа от вас портрет четвертой маркизы Кейтерхэм кисти сэра Джошуа Рейнольдса и так далее. И какой-нибудь Этели Берт, юморист компании, толкает локтем свою девушку и говорит: «Го, Глэдис, картинок-то у них тут точно на пару пенсов наберется». А потом они идут смотреть другие картины, зевают, шаркают ногами и мечтают, чтобы поскорее пришло время возвращаться домой. И все же здесь раз-другой вершилась история, судя по всему. «Вы наслушались Джорджа», — резко оборвала его Бандл. «Это именно то, что он всегда говорит». Но Энтони уже приподнялся на локти и пристально смотрел на берег. «Это третьего подозрительного незнакомца я вижу уныло стоящим у лодочного домика? Или это кто-то из гостей?» Бандл подняла голову с алой подушки. «Это Билл», — сказала она. «Похоже, он что-то ищет». «Скорее всего, он ищет меня», — без энтузиазма заметила Бандл. «Нам погрести побыстрее в противоположном направлении?» Это совершенно правильный ответ, но его следовало бы произнести с большим энтузиазмом. «Я буду грести с удвоенной силой после такого упрека». «Вовсе нет», — сказала Бандл. «У меня есть гордость. Гребите туда, где ждет этот юный осел. Полагаю, кто-то должен присматривать за ним». Вирджиния, должно быть, ускользнула от него. В один из этих дней, как бы невероятно это ни казалось, я могу захотеть выйти замуж за Джорджа, так что мне стоит попрактиковаться в роли одной из наших известных политических хозяек. Энтони послушно повел лодку к берегу. «А что станет со мной, хотелось бы знать?» Пожаловался он. «Я отказываюсь быть лишним третьим». «Это дети там вдали?» «Да». «Будьте осторожны, иначе они затянут вас в свои сети». «Я довольно нежно отношусь к детям», — сказал Энтони. «Я мог бы научить их какой-нибудь хорошей, тихой интеллектуальной игре». «Что ж, не говорите потом, что я вас не предупреждала». Передав Бандл заботам ее галантного капитана, Энтони неспешно направился туда, где разнообразные пронзительные крики нарушали покой этого дня. Его встретили восторженными возгласами. «Вы умеете играть в краснокожих индейцев?» — строго спросила Гаггл. «Еще как», — ответил Энтони. «Вы должны послушать, какой звук я издаю, когда с меня снимают скальп. Вот такой». Он продемонстрировал. «Неплохо», — неохотно признала Уинкл. «А теперь издай крик того, кто снимает скальп». Энтони услужил им, издав леденящий душу шум. Через минуту игра в краснокожих индейцев уже была в самом разгаре. Примерно через час Энтони вытер лоб и рискнул осведомиться о мигрени мадмуазель. Он был рад услышать, что дама полностью поправилась. Он стал настолько популярен, что его настойчиво пригласили прийти попить чаю в классную комнату. «И тогда ты сможешь рассказать нам о человеке, повешение которого ты видел», — настаивала Гаггл. «Ты говорил, что у тебя с собой есть кусочек той веревки?» — спросила Уинкл. «Она в моем чемодане», — торжественно сказал Энтони. «Вы получите по кусочку». Уинкл тут же издала дикий индейский вопль удовлетворения. «Нам, наверное, придется пойти помыться», — мрачно сказала Гаггл. «Ты ведь придешь на чай?» «Не забудешь». Энтони торжественно поклялся, что ничто не помешает ему сдержать обещание. Удовлетворенная этим, юная пара отступила к дому. Энтони постоял минуту, глядя им вслед, и, пока он стоял так, заметил человека, который выходил с противоположной стороны небольшого перелеска и поспешно удалялся через парк. Он был почти уверен, что это тот самый чернобородый незнакомец, которого он встретил сегодня утром.
Пока он колебался, пойти за ним или нет, деревья прямо перед ним расступились, и мистер Хайрам Фиш вышел на открытое место. Он слегка вздрогнул, когда увидел Энтони. «Спокойный день, мистер Фиш?» — поинтересовался последний. «Благодарю вас, да». Однако мистер Фиш не выглядел таким спокойным, как обычно. Его лицо покраснело, и он тяжело дышал, как будто бежал. Он достал часы и сверился с ними. «Полагаю», — тихо сказал он, — «как раз пришло время для вашего британского обычая послеполуденного чая». Закрыв часы со щелчком, мистер Фиш неспешно зашагал в направлении дома. Энтони стоял, погруженный в глубокое раздумье, и внезапно очнулся от понимания того, что суперинтендант Баттл стоит рядом с ним. Ни единый звук не возвестил о его приближении, и он казался буквально материализовавшимся из воздуха. «Откуда вы выросли?» — раздраженно спросил Энтони. Слегка качнув головой, Баттл указал на небольшой перелесок позади них. «Похоже, это популярное место сегодня днем», — заметил Энтони. «Вы были очень погружены в свои мысли, мистер Кейт?» «А да, действительно». «Знаете, что я делал, Баттл?» «Я пытался сложить 2, 1, 5 и 3 вместе так, чтобы получилось 4. И это невозможно сделать, Баттл, это просто невозможно сделать». «На этом пути есть трудности», — согласился детектив. «Но вы как раз тот человек, которого я хотел видеть». «Баттл, я хочу уехать». «Это можно устроить?» Верный своим принципам, суперинтендант Баттл не выказал ни эмоций, ни удивления. Его ответ был простым и деловым. «Это зависит, сэр, от того, куда вы хотите поехать». «Я скажу вам совершенно точно, Баттл. Я выложу свои карты на стол. Я хочу поехать в Динар, в замок мадам графини де Бретей. Это можно устроить?» «Когда вы хотите поехать, мистер Кейт?» «Скажем, завтра после следствия. Я мог бы вернуться сюда к вечеру воскресенья». «Понимаю», — сказал суперинтендант с особенной основательностью. «Ну так что скажете?» «Я не имею возражений, при условии, что вы поедете именно туда, куда говорите, и вернетесь прямо сюда. Вы человек 1 на 1000, Баттл. Либо я вам необыкновенно понравился, либо вы необыкновенно глубоко копаете. Что из этого?» Суперинтендант Баттл слегка улыбнулся, но ничего не ответил. «Что ж, ладно», — сказал Энтони. «Я полагаю, вы примете свои меры предосторожности. Скрытные слуги закона последуют за моими подозрительными шагами». «Да, будет так. Но мне действительно хотелось бы знать, из-за чего весь этот сыробор». «Я вас не совсем понимаю, мистер Кейт». «Мемуары, вот из-за чего вся эта суета». «Были ли они только мемуарами? Или у вас есть припрятанный козырь в рукаве?» Баттл снова улыбнулся. «Посмотрите на это так. Я делаю вам одолжение, потому что вы произвели на меня приятное впечатление, мистер Кейт. Я бы хотел, чтобы вы работали вместе со мной над этим делом. Любитель и профессионал, они отлично сочетаются друг с другом. У одного есть, так сказать, близкое знакомство с ситуацией, а у другого — опыт». «Что ж», — медленно произнес Энтони, не против признаться, что мне всегда хотелось попробовать свои силы в разгадке тайны убийства. «Есть ли у вас вообще какие-то мысли по поводу этого дела, мистер Кейт?» «Полно», — сказал Энтони. «Но в основном это вопросы. Например, кто займет место убитого Михаила? Мне кажется, это важно». Довольно ироничная улыбка появилась на лице суперинтенданта Баттла. «Мне было интересно, подумаете ли вы об этом, сэр?»
Принц Николай Абалович, следующий наследник, двоюродный брат этого джентльмена. И где он находится в данный момент? Спросил Энтони, отворачиваясь, чтобы закурить сигарету. Не говорите мне, что не знаете, Батл, потому что я вам не поверю. У нас есть основания полагать, что он в Соединенных Штатах Америки. Во всяком случае, был там до самого последнего времени. Собирал деньги под свои будущие перспективы. Энтони удивленно свистнул. «Я вас понял», — сказал Энтони. Михаила поддерживала Англия, Николая, Америка. В обеих странах группы финансистов жаждут получить нефтяные концессии. Партия лоялистов выдвинула Михаила своим кандидатом, теперь им придется искать кого-то другого. Скрежет зубовный со стороны Исаакштейна и компании и мистера Джорджа Ламакса. Ликование на Уолл-стрит. «Я прав?» «Вы недалеки от истины», — сказал суперинтендант Батл. «Хм», — хмыкнул Энтони. «Я почти готов поклясться, что знаю, что вы делали в том перелёске». Детектив улыбнулся, но ничего не ответил. «Международная политика — очень увлекательная вещь», — сказал Энтони, «но, боюсь, мне пора вас покинуть. У меня свидание в классной комнате». Он быстро зашагал к дому. Расспросы величественного Тредвелла помогли ему найти дорогу к классной комнате. Он постучал в дверь и вошел под приветственные визги радости. Гаггл и Уинкл тут же бросились к нему и триумфально повели знакомить с мадмуазель. Впервые Энтони почувствовал укол сомнения. Мадмуазель Брюн оказалась маленькой немолодой женщиной с желтоватым лицом, волосами с проседью и пробивающимися усиками. На роль пресловутой иностранной авантюристки она совершенно не подходила. «Похоже, — подумал Энтони, — я выставляю себя полнейшим дураком. Ну да ладно, теперь придется идти до конца». Он был чрезвычайно любезен с мадмуазель, а она, со своей стороны, была явно в восторге от того, что красивый молодой человек заглянул в ее классную комнату. Чаепитие прошло с большим успехом. Но в тот вечер, оставшись один в очаровательной спальне, которую ему отвели, Энтони несколько раз покачал головой. «Я ошибся», — говорил он себе. «Во второй раз я ошибся. Как-то у меня не получается уловить суть этого дела». Он перестал ходить по комнате. «Что за черт?» — начал Энтони. Дверь тихонько отворялась. Спустя мгновение в комнату скользнул мужчина и почтительно встал у двери. Это был крупный белокурый человек квадратного сложения, с высокими славянскими скулами и мечтательными, фанатичными глазами. «Кто вы, черт возьми, такой?» — спросил Энтони, уставившись на него. Мужчина ответил на безупречном английском языке. «Я Борис Анчуков. Слуга принца Михаила, да?» «Все именно так. Я служил своему господину. Он мертв. Теперь я служу вам». «Это очень любезно с вашей стороны», — сказал Энтони. «Но мне как-то не нужен камердинер. Теперь вы мой хозяин. Я буду служить вам верой и правдой». «Да, но, послушайте, мне не нужен камердинер. Я не могу себе этого позволить». Борис Анчуков посмотрел на него с легким презрением. «Я не прошу денег. Я служил своему господину. Так же я буду служить и вам до самой смерти». Быстро шагнув вперед, он опустился на одно колено, взял руку Энтони и приложил ее к своему лбу. Затем он стремительно поднялся и покинул комнату так же внезапно, как и вошел. Энтони уставился ему вслед, на его лице застыло крайнее изумление. «Это чертовски странно», — сказал он про себя. Верный пес. Любопытные инстинкты у этих малых.
Он поднялся и принялся ходить взад и вперед. И все же, пробормотал он, это неловко, чертовски неловко, как раз сейчас. Глава 16. Ночное приключение. Следствие состоялось на следующее утро. Оно было необычайно не похоже на следственные действия, какими их изображают в сенсационных романах. Оно удовлетворило даже Джорджа Ломакса своим жестким сокрытием всех интересных подробностей. Суперинтендант Баттл и Коранер, действуя совместно при поддержке главного констебля, свели судебный процесс к нижайшему уровню скуки. Сразу после окончания следствия Энтони незаметно уехал. Его отъезд стал единственным светлым пятном за весь день для Билла Эверсли. Джордж Ломакс, одержимый страхом, что наружу может просочиться что-то вредящее его министерству, был чрезвычайно невыносим. Мисс Оскар и Билл постоянно находились при нем. Все полезное и интересное выполнялось мисс Оскар. Роль Билла заключалась в том, чтобы бегать взад и вперед с бесчисленными поручениями, расшифровывать телеграммы и часами слушать, как Джордж повторяет одно и то же. В субботу вечером спать ложился совершенно измотанный молодой человек. Из-за придирок Джорджа у него практически не было возможности поговорить с Вирджинией за весь день, и он чувствовал себя оскорбленным и обиженным. Слава богу, этот парень из колонии убрался. В любом случае он монополизировал слишком много внимания Вирджинии. И, конечно, если Джордж Ломакс продолжит валять дурака в том же духе. С мыслями, бурлящими от негодования, Билл уснул. И во сне пришло утешение. Ибо ему приснилась Вирджиния. Это был героический сон, сон о горящих балках, в котором он играл роль отважного спасителя. Он выносил Вирджинию с самого верхнего этажа на своих руках. Она была без сознания. Он положил ее на траву. Затем он отправился на поиски пачки бутербродов. Было крайне важно найти эту пачку бутербродов. Она была у Джорджа, но вместо того, чтобы отдать ее Биллу, тот начал диктовать телеграммы. Теперь они находились в ризнице церкви, и в любую минуту могла прийти Вирджиния, чтобы выйти за него замуж. А ужас! На нем была пижама. Ему нужно немедленно вернуться домой и найти свою нормальную одежду. Он бросился к машине. Машина не заводилась. В баке нет бензина. Он приходил в отчаяние. И тут подъехал большой автобус компании General, и Вирджиния вышла из него под руку с лысым бароном. Она была восхитительно спокойна и изысканно одета в серое. Она подошла к нему и игриво потрясла его за плечи. «Билл», — сказала она. «А, Билл». Она затрясла его сильнее. «Билл», — сказала она. «Проснись». «А, да проснись же ты». Совершенно ошеломленный, Билл проснулся. Он был в своей спальне в Чимнис. Но часть сна все еще оставалась с ним. Вирджиния склонилась над ним и повторяла те же слова с различными вариациями. «Проснись, Билл». «А, да проснись же ты, Билл». «Алло», — сказал Билл, садясь в постели. «В чем дело?» Вирджиния облегченно вздохнула. «Слава Богу. Я думала, ты никогда не проснешься. Я трясла тебя и трясла. Ты теперь окончательно проснулся?» «Думаю, да», — сомневающимся тоном ответил Билл. «Ах ты, глыба», — сказала Вирджиния. «Сколько мне пришлось помучиться. У меня руки затекли». «Эти оскорбления ни к чему», — с достоинством произнес Билл. «Позволь мне сказать, Вирджиния, что я считаю твое поведение крайне неподобающим. Вовсе не таким, какого ожидают от чистой молодой вдовы. Не будь идиотом, Билл.
Кое-что происходит. Что именно происходит? Странные вещи. В зале заседаний совета. Мне показалось, я услышала, как где-то хлопнула дверь и спустилась посмотреть. И тут я увидела свет в зале заседаний. Я прокралась по коридору и заглянула в щелку двери. Я мало что могла разглядеть, но то, что я увидела, было настолько необычным, что я почувствовала, что должна увидеть больше. И тут вдруг мне захотелось, чтобы со мной был хороший, большой и сильный мужчина. А ты оказался самым хорошим, большим и сильным мужчиной, какого я только могла вспомнить, поэтому я пришла и попыталась тихонько тебя разбудить. Но у меня ушли на это целые века. «Понимаю», — сказал Билл. «И что ты хочешь, чтобы я теперь сделал?» Встал и схватился с грабителями. Вирджиния наморщила лоб. «Я не уверена, что это грабители». «Билл, это очень странно. Но давай не будем терять время на разговоры. Вставай». Билл послушно выскочил из постели. «Подожди, я только надену пару ботинок, те, что побольше, с подковами. Какой бы я ни был большой и сильный, я не собираюсь идти на закоренелых преступников босиком». «Мне нравится твоя пижама, Билл», — задумчиво произнесла Вирджиния. «Ярко, но без вульгарности». «Раз уж мы заговорили об этом», — заметил Билл, дотягиваясь до второго ботинка, «мне нравится эта твоя штуковина. Очень красивый оттенок зеленого. Как ты ее называешь?» «Это ведь не просто халат, верно?» «Это пеньюар», — сказала Вирджиния. «Я рада, что ты вел такую непорочную жизнь, Билл». «Вовсе нет», — возмутился Билл. «Ты только что сам выдал этот факт. Ты очень милый, Билл, и ты мне нравишься. Полагаю, завтра утром, скажем, около 10 часов, вполне безопасное время, чтобы не возбуждать эмоции сверх меры, я могла бы даже поцеловать тебя. Я всегда считаю, что такие вещи лучше всего делать под влиянием момента», — предложил Билл. «У нас есть дела поважнее», — сказала Вирджиния. «Если ты не хочешь надевать противогаз и кольчугу, то, может, пойдем?» «Я готов», — сказал Билл. Он влез в кричащий шелковый халат и взял кочергу. «Классическое оружие», — заметил он. «Идем», — сказала Вирджиния, — «и не шуми». Они тихонько вышли из комнаты, прошли по коридору, а затем спустились по широкой двойной лестнице. Вирджиния нахмурилась, когда они достигли ее низа. «Твои ботинки не очень-то похожи на бесшумные тапочки, а, Билл?» «Подковы есть подковы», — сказал Билл. «Я стараюсь изо всех сил». «Тебе придется их снять», — твердо сказала Вирджиния. Билл застонал. «Можешь нести их в руке. Я хочу, чтобы ты посмотрел, сможешь ли ты понять, что происходит в зале заседаний совета». «Билл, это ужасно таинственно. Зачем грабителям разбирать на части рыцаря в доспехах? Ну, полагаю, целиком они его унести не могут. Вот они и отделяют части и аккуратно их упаковывают». Вирджиния недовольно покачала головой. «Зачем им красть старые заплесневелые доспехи? Ведь чимниз полон сокровищ, которые гораздо проще унести». Билл покачал головой. «Сколько их там?» — спросил он, покрепче перехватывая кочергу. Я не могла разглядеть как следует. Сам знаешь, что такое замочная скважина. К тому же у них был только карманный фонарик. «Надеюсь, они уже ушли», — с надеждой сказал Билл. Он сел на нижнюю ступеньку и снял ботинки. Затем, держа их в руке, он прокрался по коридору, ведущему к залу заседаний совета, Вирджиния шла следом за ним. Они остановились перед массивной дубовой дверью.
Внутри все было тихо, но вдруг Вирджиния сжала его руку, и он кивнул. Яркий свет на мгновение показался в замочной скважине. Билл опустился на колени и прильнул глазом к отверстию. То, что он увидел, было крайне запутанным. Сцена драмы, разыгрывавшейся внутри, очевидно, находилась чуть левее, вне поля его зрения. Приглушенное позвякивание время от времени указывало на то, что незваные гости все еще возились с фигурой в доспехах. Их было две, как вспомнил Билл. Они стояли вместе у стены прямо под портретом Гальбейна. Свет электрического фонаря, очевидно, был направлен на происходящее действие. Из-за этого остальная часть комнаты оставалась почти в темноте. Один раз какая-то фигура промелькнула в поле зрения Билла, но света было недостаточно, чтобы рассмотреть детали. Это мог быть как мужчина, так и женщина. Через минуту или две фигура промелькнула обратно, и снова послышалось приглушенное позвякивание. Вскоре раздался новый звук, слабый тук-тук, как будто стучали костяшками пальцев по дереву. Билл внезапно опустился обратно на пятки. «Что там такое?» — прошептала Вирджиния. «Ничего. Нет смысла продолжать в том же духе. Мы ничего не видим и не можем догадаться, что они замышляют. Я должен войти и схватиться с ними». Он натянул ботинки и поднялся на ноги. «Теперь, Вирджиния, послушай меня. Мы откроем дверь как можно тише. Ты знаешь, где находится выключатель электрического света?» «Да, прямо у двери. Не думаю, что их там больше двух. Возможно, там вообще только один. Мне нужно как следует пройти внутрь комнаты. Затем, когда я скажу «давай», я хочу, чтобы ты включила свет. Ты понимаешь?» «Прекрасно. И не вздумай кричать, падать в обморок или делать что-то подобное. Я никому не позволю причинить тебе вред. Мой герой», — промурлыкала Вирджиния. Билл подозрительно посмотрел на нее сквозь темноту. Он услышал слабый звук, который мог быть как всхлипом, так и смешком. Затем он покрепче перехватил кочергу и поднялся во весь рост. Он чувствовал, что полностью контролирует ситуацию. Очень тихо он повернул ручку двери. Она поддалась и плавно повернулась внутрь. Билл почувствовал Вирджинию рядом с собой. Вместе они бесшумно двинулись в комнату. На дальнем конце комнаты луч фонаря падал на картину Гальбейна. Силуэтом на ее фоне выделялась фигура мужчины, который стоял на стуле и осторожно постукивал по деревянной панели. Он, конечно, стоял к ним спиной и лишь вырисовывался огромной тенью. Что еще они могли бы увидеть, рассказать невозможно, ибо в этот момент подковы Билла скрипнули по паркетному полу. Мужчина резко развернулся, направив мощный фонарь прямо на них и почти ослепив их внезапной вспышкой. Билл не колебался. «Давай». Взревел он Вирджинии и бросился на своего человека, в то время как она послушно нажала на выключатель электрического света. Большая люстра должна была залиться светом, но вместо этого произошел лишь щелчок выключателя. Комната осталась во тьме. Вирджиния услышала, как Билл вовсю ругается. В следующую минуту воздух наполнился звуками тяжелого дыхания и потасовки. Фонарь упал на землю и погас при падении. В темноте слышались звуки отчаянной борьбы, но кто побеждал и вообще кто принимал в ней участие, Вирджиния понятия не имела. Был ли в комнате кто-то еще, кроме человека, который постукивал по панели? Возможно, и был. Их мимолетный взгляд длился всего мгновение. Вирджиния чувствовала себя парализованной. Она едва понимала, что делать. Она не смела попытаться вмешаться в борьбу. Это могло помешать Биллу, а не помочь ему.
Ее единственная мысль заключалась в том, чтобы оставаться в дверях, дабы всякий, кто попытается сбежать, не смог покинуть комнату этим путем. В то же время она ослушалась прямых указаний Билла и громко, непрерывно звала на помощь. Она услышала, как наверху открываются двери, и увидела внезапный отблеск света из холла и с большой лестницы. Если бы только Билл смог удержать своего человека до прихода помощи. Но в эту минуту произошел финальный ужасный грохот. Должно быть, они врезались в одну из фигур в доспехах, потому что та рухнула на землю с оглушительным шумом. Вирджиния смутно увидела фигуру, прыгнувшую к окну, и одновременно услышала, как Билл ругается, высвобождаясь из обломков доспехов. Впервые она оставила свой пост и дико бросилась к фигуре у окна. Но окно уже было не заперто. Взломщику не пришлось останавливаться и возиться с ним. Он выпрыгнул наружу и помчался прочь по террасе и за угол дома. Вирджиния помчалась за ним. Она была молода и спортивна и повернула за угол террасы всего через несколько секунд после своей добычи. Но там она со всего размаху влетела в объятия мужчины, который выходил из небольшой боковой двери. Это был мистер Хайрам Питер Фиш. «Го!» «Да, это леди», — воскликнул он. «Прошу прощения, миссис Ревел. Я принял вас за одного из бандитов, спасающихся от правосудия. Он только что пробежал здесь». Задыхаясь, крикнула Вирджиния. «Разве мы не можем его поймать?» Но даже говоря это, она понимала, что уже слишком поздно. Мужчина, должно быть, к этому времени уже добрался до парка, а ночь была темной и безлунной. Она повернула обратно к залу заседаний совета, а мистер Фиш шел рядом с ней, рассуждая успокаивающим монотонным голосом о повадках грабителей в целом, в чем он, похоже, имел богатый опыт. Лорд Кейтерхэм, Бандл и несколько испуганных слуг стояли в дверях зала заседаний совета. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила Бандл. «Это грабители». «Что вы с мистером Фишем делаете, Вирджиния? Устроили полуночную прогулку?» Вирджиния объяснила события этой ночи. «Как чертовски захватывающе», — прокомментировала Бандл. «Обычно не получаешь убийства и ограбления, втиснутые в одни выходные. Что случилось со светом здесь? В остальных местах все в порядке». Эта загадка вскоре разъяснилась. Лампочки просто-напросто выкрутили и аккуратно сложили в ряд у стены. Взобравшись на стремянку, величественный Тредвилл, сохранявший достоинство даже в домашней одежде, вернул освещение в пострадавшие помещения. «Если я не ошибаюсь», — произнес лорд Кейтерхэм своим печальным голосом, осматриваясь вокруг, эта комната недавно стала центром довольно бурной деятельности. В этом замечании была доля справедливости. Все, что можно было опрокинуть, было опрокинуто. Пол был завален разбитыми стульями, колотым фарфором и обломками доспехов. «Сколько их там было?» — спросила Бандл. Похоже, битва была отчаянной. «Думаю, только один», — сказала Вирджиния. Но, даже произнося это, она слегка заколебалась. Наверняка только один человек, мужчина, выбрался через окно. Но когда она бросилась за ним, у нее возникло смутное ощущение какого-то шороха где-то совсем рядом. Если так, то второй находившийся в комнате человек мог сбежать через дверь. Впрочем, возможно, этот шорох был лишь плодом ее собственного воображения. В окне внезапно появился Билл. Он запыхался и тяжело дышал. «Проклятый малый!» Гневно воскликнул он. Ускользнул. Я обыскал все вокруг. Никаких следов. «Не унывай, Билл», — сказала Вирджиния, — «в следующий раз повезет больше».
«Ну что ж», — сказал лорд Кейтерхэм, — «как по-вашему, что нам теперь лучше сделать? Вернуться в постель? Я не смогу связаться с Бэджворти в такое время суток. Тредвилл, вы знаете, что в таких случаях необходимо предпринять. Позаботьтесь об этом, хорошо?» «Слушаюсь, милорд». С вздохом облегчения лорд Кейтерхэм приготовился отступить. «Этот нищий Исаак Штейн спит крепко», — заметил он с оттенком зависти. Можно было подумать, что весь этот шум заставит его спуститься. Он посмотрел на мистера Фиша. «Вы нашли время одеться, как я вижу», — добавил он. «Я набросил несколько предметов одежды, да», — признал американец. «Очень разумно с вашей стороны», — сказал лорд Кейтерхэм. «Чертовски холодная штука — это пижама». Он зевнул. В довольно подавленном настроении обитатели дома разошлись по постелям. Глава 18. Второе ночное приключение. Первым, кого увидел Энтони, сойдя с поезда на следующее утро, был суперинтендант Баттл. На его лице появилась улыбка. «Я вернулся, согласно уговору», — заметил он. «Вы приехали сюда, чтобы убедиться в этом?» Баттл покачал головой. «Я об этом не беспокоился, господин Кейт. Мне просто нужно ехать в Лондон, вот и все. У вас такой доверчивый характер, Баттл». «Вы так думаете, сэр?» «Нет. Я думаю, что вы глубокий человек, очень глубокий. В тихом омуте, ну и все такое в этом роде». «Значит, вы едете в Лондон?» «Именно так, господин Кейт». «Интересно, зачем?» Детектив не ответил. «Вы так болтливы», — заметил Энтони. «Вот это мне в вас и нравится». В глазах Баттла промелькнула далекая искорка. «А как насчет вашего собственного маленького дела, господин Кейт?» Поинтересовался он. «Как все прошло?» «Я потерпел неудачу, Баттл. Уже второй раз я оказываюсь безнадежно неправ». «Обидно, правда?» «А в чем заключалась идея, сэр, если можно спросить?» «Я подозревал французскую гувернантку, Баттл. Пункт 1, на том основании, что она самый неподходящий персонаж, согласно канонам лучшей художественной литературы. Пункт 2, потому что в ее комнате горел свет в ночь трагедии. Не густо для подозрений». «Вы совершенно правы». «Именно так. Но я обнаружил, что она работает здесь совсем недолго, а также выследил подозрительного француза, шпионящего вокруг усадьбы. Вы ведь все о нем знаете, полагаю? Вы имеете в виду человека, который называет себя месье Шель? Живет в гостинице «Крикетеры»? Торговый представитель по шелку. Так вот он кто, значит. Что насчет него? Что думает Скотленд-Ярд? Его действия были подозрительными, бесстрастно произнес суперинтендант Баттл. Очень подозрительными, я бы сказал. Ну, я и сложил 2 плюс 2. Французская гувернантка в доме, французский незнакомец снаружи. Я решил, что они в сговоре, и поспешил на встречу с дамой, у которой мадмуазель Брюн прожила последние 10 лет. Я был полностью готов к тому, что она никогда и не слышала о такой мадмуазель Брюн, но я ошибся, Баттл. Мадмуазель — самое что ни на есть настоящее. Баттл кивнул. «Должен признать», — сказал Энтони, «что как только я заговорил с ней, у меня появилось неловкое предчувствие, что я лаю не на то дерево. Она казалась такой типичной гувернантской». Баттл снова кивнул. «И все же, господин Кейт, на это не всегда можно полагаться. Женщины, особенно, могут творить чудеса с помощью грима.
Я видел совершенно хорошенькую девушку с измененным цветом волос, желтоватым тоном кожи, слегка покрасневшими веками, что эффективнее всего, в безвкусной одежде, которую не смогли бы опознать 9 человек из 10, видевших ее в прежнем облике. У мужчин нет таких же возможностей. Можно что-то сделать с бровями, ну и, конечно, разные наборы вставных зубов меняют все выражение лица. Но остаются еще уши. В ушах кроется невероятно много характера, господин Кейт. «Не смотрите так пристально на мои, Батл», — пожаловался Энтони. «Вы заставляете меня нервничать». «Я говорю не о фальшивых бородах и театральном гриме», — продолжил суперинтендант. «Это только для книг. Нет, очень немногие мужчины могут избежать опознания и провести вас. На самом деле есть только один человек, которого я знаю, обладающий подлинным гением перевоплощения. Король Виктор. Слышали когда-нибудь о короле Викторе, господин Кейт?» В том, как детектив задал этот вопрос, было что-то настолько резкое и внезапное, что Энтони едва сдержал слова, уже готовые сорваться с его губ. «Король Виктор?» Произнес он вместо этого задумчиво. «Кажется, я где-то слышал это имя. Один из самых знаменитых похитителей драгоценностей в мире. Отец — ирландец, мать — француженка. Говорит по меньшей мере на 5 языках. Он отбывал срок, но несколько месяцев назад его время истекло. Неужели? И где же он, по общему мнению, сейчас находится?» «Ну, господин Кейт, именно это нам бы и хотелось узнать». «Сюжет обостряется», — легкомысленно заметил Энтони. «Нет ведь шансов, что он объявится здесь. Но я полагаю, его не заинтересовали бы политические мемуары, только драгоценности». «Трудно сказать», — произнес суперинтендант Батл. «Насколько нам известно, он, возможно, уже здесь. Переодет вторым лакеем. Великолепно. Вы узнаете его по ушам и покроете себя славой. Очень любите свои маленькие шутки, не так ли, господин Кейт? Между прочим, что вы думаете о том любопытном происшествии в Стрейнсе?» «В Стрейнсе?» — переспросил Энтони. «А что произошло в Стрейнсе?» «Это было в субботних газетах. Я думал, вы могли заметить. На обочине дороги нашли застреленного мужчину. Иностранца. Сегодня об этом, конечно, снова написали в газетах. Я видел что-то об этом», — небрежно бросил Энтони. «Судя по всему, не самоубийство». «Нет. Оружие не обнаружили. Пока что личность мужчины не установлена». «Вы кажетесь очень заинтересованным», — улыбнулся Энтони. «Нет ведь никакой связи со смертью принца Михаила?» Его рука была совершенно тверда. Как и его взгляд. Или это ему показалось, что суперинтендант Батл смотрит на него с особенным намерением? «Похоже, началась целая эпидемия подобных вещей», — сказал Батл. «Но, ладно, осмелюсь предположить, что в этом ничего нет». Он отвернулся, подзывая носильщика, когда лондонский поезд с грохотом подкатил к платформе. Энтони незаметно вздохнул с облегчением. Он шел через парк в необычайно задумчивом настроении. Он намеренно предпочел подойти к дому с той же стороны, с которой пришел в ту роковую ночь в четверг. И по мере приближения к нему он смотрел на окна, ломая себе голову, чтобы точно определить то самое, где он видел свет. Был ли он совершенно уверен, что оно было вторым с края? И, делая это, он совершил открытие. На углу дома был выступ, в котором окно располагалось чуть глубже. Стоя на одном месте, вы считали это окно первым, а первое окно, выступающее над залом заседаний совета, вторым. Но стоило отойти на несколько ярдов вправо, как часть,
построенное над залом заседаний, казалось уже концом дома. Первое окно становилось невидимым, и два окна комнат над залом заседаний выглядели бы как первое и второе с края. Где именно он стоял, когда увидел вспыхнувший свет? Энтони нашел этот вопрос очень трудным для разрешения. Разница в какой-нибудь ярд меняла все. Но один момент стал предельно ясен. Было вполне возможно, что он ошибся, посчитав, что свет зажегся во второй комнате с края. С тем же успехом это могла быть и третья. Итак, кто же занимал третью комнату? Энтони был полон решимости выяснить это как можно скорее. Удача улыбнулась ему. В холле Тредвелл как раз устанавливал массивный серебряный самовар на чайный поднос. Больше никого там не было. «Алло, Тредвелл», — сказал Энтони. «Я хотел спросить у вас кое-что. Кто занимает третью комнату с края на западной стороне? Я имею в виду над залом заседаний совета». Тредвелл задумался на минуту-другую. «Это комната американского джентльмена, сэр. Мистера Фиша». «Вот как? Спасибо». «Ни за что, сэр». Тредвелл приготовился уйти, но помедлил. Желание первым сообщить новости делает человечными даже величественных дворецких. «Возможно, вы уже слышали, сэр, о том, что произошло прошлой ночью». «Ничек», — ответил Энтони. «А что произошло прошлой ночью?» «Попытка ограбления, сэр». «Да ну. И что-нибудь пропало?» «Нет, сэр». Воры как раз разбирали доспехи в зале заседаний совета, когда их застигли врасплох и заставили спасаться бегством. К сожалению, им удалось скрыться. «Это очень необычно», — сказал Энтони. Снова зал заседаний совета. Они пробрались оттуда? Предполагается, сэр, что они взломали окно. Удовлетворенный тем интересом, который вызвала его информация, Тредвелл возобновил свой уход, но тут же резко остановился с исполненным достоинства извинением. «Прошу прощения, сэр. Я не слышал, как вы вошли, и не знал, что вы стоите прямо за мной». Мистер Исаак Штейн, ставший жертвой этого столкновения, дружелюбно махнул рукой. «Ничего страшного, мой дорогой друг. Уверяю вас, ничего страшного». Тредвелл удалился с презрительным видом, а Исаак Штейн прошел вперед и опустился в покойное кресло. «Алло, Кейт, значит, вы вернулись. Уже наслышаны о вчерашнем маленьком представлении?» «Да», — ответил Энтони. «Довольно захватывающие выходные, не правда ли?» «Я полагаю, что вчера ночью это была работа местных умельцев», — сказал Исаак Штейн. «Все это выглядит как топорное, любительское дело. А здесь поблизости есть кто-нибудь, кто коллекционирует доспехи?» — спросил Энтони. «Странный какой-то выбор для кражи». «Очень странный», — согласился мистер Исаак Штейн. Он помолчал минуту, а затем медленно произнес: «Все положение дел здесь весьма прискорбно». В его тоне прозвучало что-то почти угрожающее. «Я не совсем понимаю», — сказал Энтони. «Почему нас всех удерживают здесь подобным образом?» Следствие закончилось еще вчера. Тело принца перевезут в Лондон, где объявят, что он скончался от остановки сердца. И все же никому не разрешается покидать дом. Мистер Ламакс знает не больше моего. Он перенаправляет меня к суперинтенданту Батлу. «У суперинтенданта Батла есть какой-то скрытый козырь в рукаве», — задумчиво произнес Энтони. «И, похоже, суть его плана состоит в том, чтобы никто не уезжал. Но, извините меня, господин Кейт, вы-то уезжали. На привязи. У меня нет сомнений, что за мной следили все время.
Мне бы не дали ни единого шанса избавиться от револьвера или чего-то в этом роде. «Ах, револьвер», — задумчиво произнес Исаак Штейн. «Его, кажется, так и не нашли?» «Пока нет. Возможно, бросили в озеро по пути». «Весьма возможно». «А где суперинтендант Баттл?» «Я не видел его сегодня днем. Он уехал в Лондон. Я встретил его на станции». «Уехал в Лондон? Неужели?» «Он не говорил, когда вернется?» «Завтра рано утром, насколько я понял». Вошла Вирджиния вместе с лордом Кейтерхэмом и мистером Фишем. Она улыбнулась, приветствуя Энтони. «Вот вы и вернулись, господин Кейт. Вы уже слышали все о наших ночных приключениях?» «Да уж, истинно так, господин Кейт», — произнес Хайрам Фиш. Это была ночь напряженного волнения. «Вы слышали, что я принял миссис Ривел за одного из бандитов?» «А тем временем сам бандит?» — спросил Энтони. «Благополучно скрылся», — уныло констатировал мистер Фиш. «Разливай же чай», — обратился лорд Кейтерхэм к Вирджинии. «Не знаю, где носит бандл». Вирджиния занялась чаем. Затем она подошла и села рядом с Энтони. «Приходи к лодочному домику после чая», — тихо сказала она. «Нам с Биллом нужно многое тебе рассказать». После этого она легко включилась в общую беседу. Встреча у лодочного домика состоялась в назначенное время. Вирджиния и Билл просто горели от нетерпения поделиться своими новостями. Они согласились, что лодка на середине озера — единственное безопасное место для конфиденциального разговора. Отплыв на достаточное расстояние, они поведали Энтони всю историю прошлой ночи. Билл выглядел немного надутым. Ему не хотелось, чтобы Вирджиния непременно втягивала во все это парня из колоний. «Это очень странно», — сказал Энтони, когда рассказ был окончен. «Что ты об этом думаешь?» — спросил он Вирджинию. «Я думаю, они что-то искали», — тут же ответила она. Версия об обычном грабителе просто абсурдна. Они думали, что это что-то, чем бы оно ни было, может быть спрятано в рыцарских доспехах, это совершенно ясно. Но зачем стучать по панелям? Это больше похоже на то, что они искали потайную лестницу или что-то в этом роде. «Я знаю, что в Чимнис есть убежище для священников», — сказала Вирджиния. «И я верю, что там есть также и потайная лестница. Лорд Кейтерхэм мог бы рассказать нам об этом все. Но мне хочется знать другое, что именно они могли искать?» «Это не могут быть мемуары», — сказал Энтони. «Они представляют собой большую громоздкую пачку. Это должно быть что-то маленькое». «Джордж знает, я полагаю», — произнесла Вирджиния. «Интересно, смогу ли я вытянуть это из него?» С самого начала я чувствовала, что за всем этим что-то кроется. «Ты говоришь, что там был только один человек», — продолжил Энтони, «но что, возможно, был и другой, так как тебе показалось, будто ты услышала, как кто-то направляется к двери, когда ты бросилась к окну». «Звук был очень слабым», — сказала Вирджиния. «Это могло быть просто моим воображением». «Это вполне возможно, но в случае, если это было не воображение, второй человек должен быть обитателем дома». «Интересно теперь. Чему ты удивляешься?» — спросила Вирджиния. Предусмотрительности мистера Хайрама Фиша, который полностью одевается, когда слышит внизу крики о помощи. «В этом что-то есть», — согласилась Вирджиния. «А еще есть Исаак Штейн, который проспал все это время. Это тоже подозрительно. Неужели он действительно мог?» «Есть еще этот парень Борис», — предположил Билл.
Он выглядит законченным мерзавцем. Я имею в виду слугу Михаила. Чимнис полон подозрительных личностей, сказала Вирджиния. Осмелюсь сказать, что остальные точно так же подозревают нас. Жаль, что суперинтендант Баттл уехал в Лондон. Мне кажется, это довольно глупо с его стороны. Между прочим, господин Кейт, я видела этого странного на вид француза раз или два, когда он шпионил вокруг парка. Какая-то путаница, признался Энтони. Я уезжал в погоню за призраком. Выставил себя полнейшим ослом. Послушайте, мне кажется, что весь вопрос сводится к следующему. Нашли ли те люди прошлой ночью то, что искали? А если не нашли? Сказала Вирджиния. Вообще-то, я почти уверена, что они не нашли. Именно так. Я верю, что они придут снова. Они знают или скоро узнают, что Баттл в Лондоне. Они рискнут и придут снова сегодня ночью. Ты действительно так думаешь? Шанс есть. Теперь мы втроем создадим маленький синдикат. Эверсли и я с должными предосторожностями спрячемся в зале заседаний совета. А как же я? Прервала его Вирджиния. Даже не думайте, что вы оставите меня в стороне. «Послушай меня, Вирджиния», — сказал Билл. «Это мужская работа». «Не будь идиотом, Билл. Я в деле. Даже не сомневайтесь в этом. Синдикат будет нести вахту сегодня ночью». На этом и порешили, и детали плана были выработаны. После того, как обитатели дома разошлись по постелям, сначала один, а затем другой член синдиката спустились вниз. Все они были вооружены мощными электрическими фонарями, а в кармане пальто Энтони лежал револьвер. Энтони сказал, что, по его мнению, будет предпринята еще одна попытка возобновить поиски. Тем не менее, он не ожидал, что эта попытка будет сделана снаружи. Он верил, что Вирджиния была права в своей догадке, будто кто-то прошел мимо нее в темноте накануне вечером. Пока он стоял в тени старинного дубового буфета, его глаза были направлены на дверь, а не на окно. Вирджиния притаилась за фигурой в доспехах у противоположной стены, а Билл находился у окна. Минуты тянулись бесконечно долго. Пробило час ночи, затем полчаса, затем 2, затем еще полчаса. Энтони чувствовал, что у него все затекло и онемело. Он постепенно приходил к выводу, что ошибся. Сегодня ночью никаких попыток предпринято не будет. И вдруг он резко замер, все его чувства обострились до предела. Он услышал шаги снаружи на террасе. Снова воцарилась тишина, затем послышался тихий царапающий звук у окна. Внезапно он прекратился, и окно плавно отворилось. Мужчина перешагнул через подоконник и вошел в комнату. Он постоял совершенно неподвижно какое-то время, оглядываясь по сторонам и словно прислушиваясь. Через минуту или две, казалось бы, удовлетворившись, он включил принесенный с собой фонарь и быстро обвел им комнату. По-видимому, он не заметил ничего необычного. Трое наблюдателей затаили дыхание. Он подошел к тому же участку обшитой панелями стены, который осматривал накануне вечером. И тут Билла пронзило ужасное осознание. Он сейчас чихнет. Бешеная пробежка по покрытому росой парку прошлой ночью привела к тому, что он простудился. Весь день он время от времени чихал. Чих должен был случиться именно сейчас, и ничто на свете не могло его остановить. Он прибег ко всем средствам, какие только мог вспомнить. Прижал верхнюю губу, тяжело сглотнул, запрокинул голову и посмотрел на потолок. В качестве последнего средства он зажал нос и сильно его сдавил. Все было безрезультатно. Он чихнул.
Это был подавленный, сдержанный, слабый чих, но в мертвой тишине комнаты он прозвучал угрожающе громко. Незнакомец резко обернулся, и в ту же секунду Энтони начал действовать. Он зажег свой фонарь и всем телом бросился на незнакомца. Еще мгновение, и они уже вместе покатились по полу. «Свет!» — крикнул Энтони. Вирджиния была наготове у выключателя. Сегодня ночью свет зажегся безотказно и ярко. Энтони оказался верхом на своем противнике, а Билл наклонился, чтобы помочь ему. «А теперь, — сказал Энтони, — давай посмотрим, кто ты такой, мой милый друг». Он перевернул свою жертву. Это был тот самый опрятный чернобородый незнакомец из «Крикетеров». «Весьма недурно, действительно», — произнес одобряющий голос. Все они испуганно подняли глаза. В открытом дверном проеме стояла массивная фигура суперинтенданта Батла. «Я думал, вы в Лондоне, суперинтендант Батл», — сказал Энтони. В глазах Батла промелькнула искорка. «Неужели, сэр?» — отозвался он. «Ну, я посчитал, что будет неплохо, если все станут думать, будто я уехал». «Так оно и вышло», — согласился Энтони, глядя сверху вниз на своего поверженного врага. К его удивлению, на лице незнакомца играла легкая улыбка. «Могу я подняться, джентльмены?» — поинтересовался он. «Вас все-таки 3 против 1. Энтони любезно помог ему встать на ноги. Незнакомец поправил пиджак, поднял воротник и устремил проницательный взгляд на Батла. «Прошу прощения», — сказал он, — «но правильно ли я понимаю, что вы являетесь представителем Скотланд-Ярда?» «Все верно», — подтвердил Батл. «В таком случае я предъявлю вам свои полномочия». Он довольно прискорбно улыбнулся. Было бы разумно сделать это раньше. Он достал из кармана какие-то бумаги и протянул их детективу из Скотланд-Ярда. Одновременно с этим он отвернул лацкан своего пиджака и показал приколотый там значок. Батл издал удивленный возглас. Он просмотрел бумаги и вернул их с легким поклоном. «Мне жаль, что с вами так обошлись, месье», — сказал он, — «но вы ведь сами напросились, понимаете». Он улыбнулся, заметив изумление на лицах остальных. «Это коллега, которого мы ждали уже некоторое время», — пояснил он. «Месье Лемоин из Сюрте в Париже». Глава 19. Закулисная история. Все они уставились на французского детектива, который улыбнулся им в ответ. «Но да», — сказал он, — «это правда». Наступила пауза, необходимая для общей перестройки мыслей. Затем Вирджиния повернулась к Батлу. «Знаете, что я думаю, суперинтендант Батл?» «Что же вы думаете, миссис Ревёл?» «Я думаю, что пришло время немного нас просветить». «Просветить вас?» «Я не совсем понимаю, миссис Ревёл». «Суперинтендант Батл, вы все прекрасно понимаете. Осмелюсь предположить, что мистер Ломакс окружил вас рекомендациями о секретности, Джордж бы так и сделал, но, конечно же, лучше рассказать все нам, чем позволить нам самим натыкаться на эту тайну и, возможно, причинять несказанный вред. Месье Лемоин, разве вы со мной не согласны?» «Мадам, я согласен с вами полностью». «Нельзя же вечно держать все в тайне», — произнес Батл. «Я говорил об этом мистеру Ломаксу». Мистер Эверсли — секретарь мистера Ломакса, так что нет никаких возражений против того, чтобы он знал то, что положено знать. Что касается господина Кейда, то он оказался втянут в это дело волей-неволей, и я считаю, что он имеет право знать, как обстоят дела. Но... Батл запнулся. «Я знаю», — сказала Вирджиния. «Женщины так» Я часто слышала, как Джордж говорил это.
Лемоин внимательно изучал Вирджинию. Теперь он повернулся к сотруднику Скотленд-Ярда. «Мне показалось, или вы только что обратились к мадам по фамилии Ривел?» «Это моя фамилия», — ответила Вирджиния. «Ваш муж состоял на дипломатической службе, не так ли? И вы были с ним в Герцесловакии как раз перед убийством покойных короля и королевы?» «Да». Лемоин снова повернулся. «Я думаю, мадам имеет право выслушать эту историю. Она косвенно замешана в ней». Более того, его глаза слегка блеснули, репутация мадам в отношении тактичности очень высока в дипломатических кругах. «Я рада, что они дают мне хорошую характеристику», — со смехом сказала Вирджиния. «И я рада, что меня не собираются оставлять в стороне». «Как насчет подкрепления сил?» — спросил Энтони. «Где будет проходить совещание?» «Здесь». «Если не возражаете, сэр», — ответил Баттл, — «у меня есть желание не покидать эту комнату до утра». «Вы поймете почему, когда выслушаете историю». «Тогда я пойду раздобуду припасы», — сказал Энтони. Билл пошел вместе с ним, и они вернулись с подносом, уставленным стаканами, сифонами и другими предметами первой необходимости. Увеличившийся синдикат удобно расположился в углу у окна, сгруппировавшись вокруг длинного дубового стола. «Само собой разумеется», — начал Баттл, «что все, сказанное здесь, говорится в строжайшем секрете. Не должно быть никакой утечки информации. Я всегда чувствовал, что в один прекрасный день это выплывет наружу. Джентльмены вроде мистера Ломакса, которые хотят, чтобы все было замято, идут на больший риск, чем им кажется. Начало этому делу было положено чуть более 7 лет назад. Тогда происходило много того, что называют восстановлением, особенно на Ближнем Востоке. Кое-что происходило и в Англии, под строжайшим секретом, причем за ниточки дергал тот старый джентльмен, граф Стильптич. Все балканские государства были заинтересованными сторонами, и в Англии в то время находилось немало королевских особ. Я не стану вдаваться в подробности, но кое-что исчезло таким образом, который казался невероятным, если только не признать две вещи, что вором была королевская особа, и что в то же время это было делом рук высококлассного профессионала. Месье Лемоин расскажет вам, как такое могло произойти. Француз учтиво наклонил голову и подхватил повествование. Возможно, вы в Англии даже не слышали о нашем знаменитом и фантастическом короле Викторе. Каково его настоящее имя, никто не знает, но это человек необычайного мужества и дерзости, который владеет 5 языками и не имеет себе равных в искусстве перевоплощения. Хотя известно, что его отец был то ли англичанином, то ли ирландцем, сам он работал главным образом в Париже. Именно там, почти 8 лет назад, он совершил серию дерзких ограблений, проживая под именем капитана О'Нила. Слабый возглас вырвался у Вирджинии. Месье Лемоин метнул на нее проницательный взгляд. «Я думаю, я понимаю, что именно взволновало мадам. Вы поймете через минуту. Дело в том, что у нас в Сюрте были подозрения, что этот капитан О'Нил — никто иной, как король Виктор, но мы не могли получить необходимых доказательств. В то же время в Париже жила способная молодая актриса Анжель Мори из «Фоли Бержер». В течение некоторого времени мы подозревали, что она была связана с деятельностью короля Виктора. Но опять же, никаких доказательств не было. Примерно в то же время Париж готовился к визиту молодого короля Герцесловакии Николая IV. В Сюрте мы получили особые инструкции относительно мер, которые необходимо предпринять для обеспечения безопасности Его Величества. В частности, нас предупредили о необходимости контролировать деятельность некой революционной организации, именовавшей себя «Товарищи Красной Руки». Теперь можно почти с полной уверенностью утверждать, что «товарищи» вышли на Анжель Мори и предложили ей огромную сумму, если она поможет им в их планах.
Ее роль заключалась в том, чтобы увлечь молодого короля и завлечь его в условленное с ними место. Анжель Мори приняла взятку и пообещала выполнить свою часть уговора. Но молодая особа оказалась гораздо умнее и амбициознее, чем предполагали ее наниматели. Ей удалось очаровать короля, который безумно влюбился в нее и осыпал драгоценностями. Именно тогда у нее зародилась мысль стать не просто любовницей короля, а королевой. Как всем известно, она добилась своего. Ее представили в Герцеславакии как графиню Варагу Пополевскую, ветвь рода Романовых, и в конце концов она стала королевой Герцеславакии Варагой. Весьма неплохо для маленькой парижской актрисы. Я всегда слышал, что она играла эту роль чрезвычайно хорошо. Но ее триумф не был долговечным. Товарищи Красной Руки, взбешенные ее предательством, дважды покушались на ее жизнь. Наконец они довели страну до такого состояния, что вспыхнула революция, в которой погибли и король, и королева. Их тела, ужасно изуродованные и едва узнаваемые, были найдены, свидетельствуя о ярости толпы против незнатной иностранной королевы. Итак, во всем этом кажется бесспорным, что королева Варага по-прежнему поддерживала связь со своим сообщником, королем Виктором. Возможно, что этот дерзкий план с самого начала принадлежал ему. Известно лишь то, что она продолжала переписываться с ним при дворе Герцеславакии, используя секретный шифр. Для безопасности письма писались на английском языке и подписывались именем английской леди, находившейся тогда в посольстве. Если бы возникло какое-либо разбирательство и упомянутая леди стала бы отрицать свою подпись, вполне возможно, что ей бы не поверили, поскольку это были письма виновной женщины к своему любовнику. Она воспользовалась вашим именем, миссис Ревел. «Я знаю», — сказала Вирджиния. Ее лицо то бледнело, то заливалось румянцем. Так вот какова правда об этих письмах. А я-то все ломала голову. «Какая подлая уловка!» — с возмущением воскликнул Билл. Письма адресовались капитану О'Нилу на его парижскую квартиру, и на их главную цель может пролить свет один любопытный факт, выяснившийся позже. После убийства короля и королевы многие из королевских драгоценностей, попавшие, разумеется, в руки беснующейся толпы, нашли свой путь в Париж. И обнаружилось, что в 9 случаях из 10 главные драгоценные камни были заменены подделками, а ведь среди сокровищ Герцеславакии находились весьма знаменитые камни. Так что, став королевой, Анжель Мори по-прежнему продолжала свою прежнюю деятельность. Вы видите теперь, к чему мы пришли. Николай IV и королева Варага прибыли в Англию и стали гостями покойного маркиза Кейтерхэма, бывшего тогда государственным секретарем по иностранным делам. Герцеславакия — маленькая страна, но с ней нельзя было не считаться. Королеву Варагу необходимо было принять. И вот перед нами королевская особа и одновременно опытная воровка. Нет также никаких сомнений в том, что замена, выполненная настолько искусно, что могла обмануть кого угодно, кроме эксперта, могла быть изготовлена только королем Виктором, да и весь план своей дерзости и смелости указывал на него как на автора. «Что же произошло?» — спросила Вирджиния. «Замяли», — лаконично произнес суперинтендант Баттл. По сей день ни единого упоминания об этом не было предано огласке. Мы сделали все, что можно было сделать по-тихому, и, к слову, это было гораздо больше, чем вы вообще можете себе представить. У нас есть свои собственные методы, которые вас удивили бы. Эта драгоценность не покинула Англию вместе с королевой Герцеславакии, это я могу вам гарантировать. Нет, Ее Величество спрятало ее где-то, но где именно, мы так и не смогли выяснить. Однако я не удивился бы, суперинтендант Баттл мягко обвел глазами комнату, если бы она оказалась где-то в этом помещении. Энтони вскочил на ноги. «Что? После стольких лет?» Недоверчиво воскликнул он. «Невозможно.
«Вы не знаете особых обстоятельств, месье», — быстро вмешался француз. Всего 2 недели спустя в Герцесловакии вспыхнула революция, и король с королевой были убиты. Кроме того, капитан О'Нил был арестован в Париже и осужден по незначительному обвинению. Мы надеялись найти пачку зашифрованных писем в его доме, но оказалось, что ее украл какой-то герцесловацкий посредник. Этот человек объявился в Герцесловакии как раз перед самой революцией, а затем полностью исчез. Он, вероятно, уехал за границу, задумчиво произнес Энтони. Скорее всего, в Африку. И можете быть уверены, он крепко держался за эту пачку. Она была для него все равно, что золотая жила. Странно, как все складывается. Там его, наверное, звали Педро Голландец или как-то в этом роде. Он поймал на себе бесстрастный взгляд суперинтенданта Батла и улыбнулся. «Это не подлинное ясновидение, Батл», — сказал он, хотя и звучит похоже. «Я расскажу вам об этом чуть позже». «Есть одна вещь, которую вы не объяснили», — сказала Вирджиния. «Каким образом это связывается с мемуарами?» «Ведь здесь обязательно должна быть связь, верно?» «Мадам очень сообразительна», — с одобрением произнес Лимоин. «Да, связь существует». Граф Стильптич в то время тоже гостил в Чимнис. Так что он мог знать об этом? Совершенно верно. И, конечно, добавил Батл, если он выболтал это в своих драгоценных мемуарах, то пиши пропало. Особенно после того, как все это дело так тщательно замяли. Энтони закурил сигарету. Нет ли вероятности, что в мемуарах содержится какая-то подсказка относительно того, где был спрятан камень? Спросил он. Крайне маловероятно, решительно отрезал Батл. Он никогда не был на короткой ноге с королевой, напротив, противился этому браку всеми силами. Вряд ли она стала бы посвящать его в свои тайны. «Я ни на минуту не предполагал ничего подобного», — сказал Энтони. Но по всем отзывам он был хитрым старым лисом. Без ее ведома он вполне мог разузнать, где она спрятала драгоценность. Что бы он сделал в таком случае, по-вашему? Затаился бы, после минутного размышления ответил Батл. «Я согласен», — подтвердил француз. Понимаете, это был щекотливый момент. Вернуть камень анонимно представляло бы огромные трудности. К тому же знание о его местонахождении давало ему огромную власть, а он любил власть, этот странный старик. Он не только держал королеву в кулаке, но и имел мощное оружие для переговоров в любой момент. Это был далеко не единственный секрет, которым он владел, а нет. Он коллекционировал секреты так, как некоторые люди коллекционируют редкий фарфор. Рассказывают, что перед смертью он раз или два хвастался перед людьми тем, какие вещи он мог бы придать гласности, если бы ему вздумалось. И по крайней мере однажды он заявил, что намеревается сделать несколько потрясающих разоблачений в своих мемуарах. Отсюда француз довольно сухо улыбнулся, и всеобщее стремление завладеть ими. Наша собственная тайная полиция намеревалась изъять их, но граф принял меры предосторожности и переправил их до своей кончины. И все же нет реальных оснований полагать, что он знал именно этот конкретный секрет, заметил Батл. «Прошу прощения», — тихо произнес Энтони. «Но есть его собственные слова». «Что?» Оба детектива уставились на него так, словно не могли поверить собственным ушам. Когда господин Макград передал мне эту рукопись, чтобы я привез ее в Англию, он рассказал мне об обстоятельствах своей единственной встречи с графом Стильптичем. Это произошло в Париже. С изрядным риском для себя господин Макград спас графа от банды апашей. Он был, насколько я понимаю, скажем так, малость навеселе. Находясь в таком состоянии, он сделал 2 довольно интересных замечания.
Одно из них сводилось к тому, что он знает, где находится Кохинур, заявление, на которое мой друг обратил очень мало внимания. Он также упомянул, что напавшая банда состояла из людей короля Виктора. Взятые вместе, эти два замечания приобретают очень важный смысл. «Боже правый!» — воскликнул суперинтендант Баттл. «Я сказал бы, что именно так все и есть. Даже убийство принца Михаила приобретает теперь иной оборот. Король Виктор никогда никого не лишал жизни», — напомнил ему француз. «А если его застигли врасплох, когда он искал драгоценность?» «Значит, он в Англии?» — резко спросил Энтони. «Вы говорите, что его освободили несколько месяцев назад. Разве вы не следили за ним?» Довольно прискорбная улыбка разлилась по лицу французского детектива. «Мы пытались, месье. Но этот человек — сущий дьявол. Он ускользнул от нас сразу же, незамедлительно. Мы думали, конечно, что он направится прямиком в Англию. Но нет. Куда, по-вашему, он отправился?» «Куда?» — спросил Энтони. Он пристально смотрел на француза, рассеянно крутя в пальцах коробок спичек. «В Америку. В Соединенные Штаты». «Что?» В голосе Энтони прозвучало неподдельное изумление. «Да, и как вы думаете, кем он себя назвал? Какую роль он там сыграл?» «Роль принца Николая Герцеславатского». Спичечный коробок выпал из рук Энтони, но его изумление полностью разделял и Баттл. «Невероятно!» «Вовсе нет, мой друг. Вы тоже получите эти известия утром». Это был самый грандиозный блеф. Как вам известно, ходили слухи, будто принц Николай скончался в Конго много лет назад. Наш друг, король Виктор, ухватился за это, ведь смерть такого рода трудно доказать. Он воскрешает принца Николая и играет его с таким успехом, что срывает огромный куш в американских долларах, и все под предлогом мнимых нефтяных концессий. Но по чистой случайности его разоблачили, и ему пришлось спешно покинуть страну. На этот раз он действительно прибыл в Англию. И именно поэтому я нахожусь здесь. Рано или поздно он явится в Чимнис. Если только он уже не здесь. Вы думаете, это? Я думаю, он был здесь в ту ночь, когда погиб принц Михаил, и снова прошлой ночью. Это была еще одна попытка, верно? Спросил Баттл. Это была еще одна попытка. Что меня беспокоило, продолжил Баттл, так это мысли о том, куда подевался месье Лемоин. Из Парижа мне сообщили, что он едет сюда для совместной работы со мной, и я никак не мог понять, почему он не объявился. «Я действительно должен извиниться», — сказал Лемоин. «Видите ли, я прибыл утром следующего дня после убийства. Мне сразу пришло в голову, что будет лучше изучить положение дел с неофициальной точки зрения, не выступая официально в качестве вашего коллеги. Я посчитал, что этот путь открывает большие возможности. Я, разумеется, сознавал, что неизбежно стану объектом подозрений, но это в каком-то смысле даже помогало моему плану, поскольку не заставляло людей, за которыми я охотился, насторожиться. Могу заверить вас, что за последние 2 дня я увидел много интересного. Но послушайте, вмешался Билл, а что на самом деле произошло прошлой ночью? «Боюсь», — произнес месье Лемоин, «что я устроил вам довольно сильную физическую нагрузку». «Так это за вами я гнался?» «Да». «Я расскажу вам, как все было». Я пришел сюда, чтобы понаблюдать, будучи убежденным, что тайна связана с этой комнатой, поскольку принц был убит именно здесь. Я стоял снаружи на террасе. Вскоре я заметил, что в этой комнате кто-то двигается. Время от времени я видел вспышки фонаря.
Я подергал среднее окно и обнаружил, что оно не заперто. Пробрался ли тот человек через него раньше или оставил его так для отвода глаз на случай, если его потревожит, я не знаю. Очень тихо я толкнул его и скользнул внутрь комнаты. Шаг за шагом я пробирался на ощупь, пока не оказался в месте, откуда мог наблюдать за действиями без риска быть обнаруженным. Самого человека я не мог разглядеть отчетливо. Он, конечно, стоял ко мне спиной и вырисовывался силуэтом на фоне света фонаря, так что видны были только его контуры. Но его поступки наполнили меня удивлением. Он разобрал по частям сначала один, а затем другой из этих двух рыцарских доспехов, осматривая каждую деталь одну за другой. Когда он убедился, что того, что он ищет, там нет, он начал постукивать по деревянной обшивке стены под этой картиной. Что бы он предпринял дальше, я не знаю. Произошло вмешательство. «Вы ворвались», — он посмотрел на Билла. Наши благие намерения и вмешательства оказались на самом деле довольно досадными, задумчиво произнесла Вирджиния. В каком-то смысле, мадам, так оно и было, ответил Лемоин. Тот человек погасил свой фонарь, а я, вовсе не желая пока быть вынужденным раскрывать свою личность, бросился к окну. В темноте я столкнулся с двумя другими людьми и полетел кувырком. Я вскочил и выпрыгнул в окно. Мистер Эверсли, приняв меня за своего обидчика, бросился следом. «Сначала за вами погналась я», — сказала Вирджиния. Билл был лишь вторым в этой гонке. А у другого малого хватило соображения остаться на месте и тихонько выскользнуть через дверь. Удивительно, как он не столкнулся со спешащей на помощь толпой. «Это не представило бы никаких трудностей», — заметил Лемоин. Он просто оказался бы спасителем, опередившим всех остальных, вот и все. Вы действительно думаете, что этот тип вроде Арсена Люпена на самом деле находится сейчас среди обитателей дома? Спросил Билл с блеском в глазах. А почему бы и нет? Отозвался Лемоин. Он мог бы превосходно сойти за слугу. Насколько нам известно, он вполне может оказаться Борисом Анчуковым, доверенным слугой покойного принца Михаила. Он парень со странной внешностью, согласился Билл. Но Энтони улыбался. «Это едва ли достойно вас, месье Лемоин», — мягко проговорил он. Француз тоже улыбнулся. «Вы ведь теперь взяли его к себе в качестве камердинера, не так ли, господин Кейт?» — спросил суперинтендант Баттл. «Баттл, я снимаю перед вами шляпу. Вы знаете абсолютно все. Но чисто ради точности деталей, это он взял меня к себе, а не я его. Интересно, почему так вышло, господин Кейт?» «Не знаю», — легкомысленно ответил Энтони. «Странный вкус, но, возможно, ему просто приглянулось мое лицо. Или же он думает, что это я убил его хозяина, и желает устроиться поудобнее, чтобы совершить надо мной месть». Он поднялся, подошел к окнам и задернул шторы. «Рассвет», — сказал он со слабым зевком. «Теперь никаких волнений уже не предвидится». Лемоин тоже поднялся. «Я покину вас», — произнес он. «Мы, возможно, встретимся снова чуть позже в течение дня». С изящным поклоном Вирджинии он вышагнул в окно. «Постель», — выдохнула Вирджиния, зевая. Все это было ужасно захватывающе. «Идем, Билл, ступай спать, как хороший мальчик. Боюсь, за завтраком мы не увидимся». Энтони оставался у окна, глядя вслед удаляющейся фигуре месье Лемоина. «Сразу и не подумаешь», — раздался позади него голос Баттла, но он считается самым умным детективом во Франции. «Не сказал бы, что я не подумал бы», — задумчиво произнес Энтони. «Пожалуй, я как раз так и думаю». «Что ж», — сказал Баттл, он был прав насчет того, что волнения этой ночи подошли к концу.
Между прочим, помните, я рассказывал вам о человеке, которого нашли застреленным неподалеку от Стрейнса? Да. А что? Ничего особенного. Его личность установили, вот и все. Похоже, его звали Джузеппе Мануэлли. Он работал официантом в отеле «Блиц» в Лондоне. Любопытно, не правда ли? Глава 20. Бэттл и Энтони совещаются. Энтони ничего не сказал. Он продолжал смотреть в окно. Суперинтендант Бэттл некоторое время глядел на его неподвижную спину. «Что ж, спокойной ночи, сэр», — произнес он наконец и направился к двери. Энтони шевельнулся. «Подождите минуту, Бэттл». Суперинтендант послушно остановился. Энтони отошел от окна. Он вытащил сигарету из своего портсигара и закурил ее. Затем, между двумя затяжками дыма, он сказал: «Вы, кажется, очень заинтересованы этим делом Стейнса». «Я бы не заходил так далеко, сэр. Оно необычное, вот и все. Как вы думаете, этот человек был застрелен там, где его нашли, или вы думаете, что его убили в другом месте, а тело привезли на это конкретное место позже? Я думаю, его застрелили где-то в другом месте, а тело привезли туда на машине». «Я тоже так думаю», — сказал Энтони. Что-то в подчеркнутости его тона заставило сыщика резко поднять глаза. «Есть какие-то собственные соображения, сэр? Вы знаете, кто привез его туда?» «Да», — сказал Энтони. «Это сделал я». Он был немного раздосадован абсолютно невозмутимым спокойствием, которое сохранял другой. «Должен сказать, вы очень хорошо принимаете эти потрясения, Бэттл», — заметил он. «Никогда не проявляй эмоций. Это правило мне дали когда-то, и я нашел его очень полезным». «Вы определенно живете по нему», — сказал Энтони. «Не могу сказать, что когда-либо видел вас выведенным из себя». «Что ж, хотите услышать всю историю?» «Если вам угодно, мистер Кейт». Энтони пододвинул два стула, оба мужчины сели, и Энтони подробно рассказал о событиях предшествующей ночи четверга. Бэттл слушал неподвижно. В его глазах вспыхнул далекий огонек, когда Энтони закончил. «Знаете, сэр», — сказал он, — «вы когда-нибудь попадете в неприятности». «Значит, во второй раз меня не собираются брать под стражу?» «Нам всегда нравится давать человеку побольше веревки», — сказал суперинтендант Бэттл. «Очень тонко подмечено», — сказал Энтони. Без излишнего подчеркивания конца пословицы. «Чего я не могу до конца понять, сэр», — сказал Бэттл, — «так это почему вы решили признаться в этом именно сейчас?» «Это довольно трудно объяснить», — сказал Энтони. «Видите ли, Бэттл, я пришел к действительно очень высокому мнению о ваших способностях. Когда наступает нужный момент, вы всегда там. Посмотрите на сегодняшнюю ночь». И мне пришло в голову, что, утаивая это мое знание, я серьезно мешал вашему стилю работы. Вы заслуживаете иметь доступ ко всем фактам. Я сделал все, что мог, и до сих пор только портил дело. До сегодняшней ночи я не мог говорить ради миссис Ревел. Но теперь, когда было определенно доказано, что те письма не имеют к ней никакого отношения, любая мысль о ее соучастии становится абсурдной. Возможно, я дал ей плохой совет вначале, но мне показалось, что ее заявление о том, что она заплатила этому человеку деньги ради сокрытия писем просто из прихоти, могло показаться сомнительным для Веры. «Это могло бы быть так для присяжных», — согласился Бэттл. «У присяжных никогда нет воображения». «Но вы принимаете это совершенно легко?» — спросил Энтони, с любопытством глядя на него. «Ну, видите ли, мистер Кейт, большая часть моей работы проходила среди этих людей.
Я имею в виду то, что называют высшими классами. Видите ли, большинство людей всегда задаются вопросом, что подумают соседи. Но бродяги и аристократы этого не делают, они просто делают первое, что приходит им в голову, и не утруждают себя мыслями о том, что о них кто-то думает. Я имею в виду не просто праздных богачей, людей, которые устраивают большие вечеринки и так далее, я имею в виду тех, в ком из поколения в поколение было заложено и воспитано, что ничье чужое мнение не имеет значения, кроме их собственного. Я всегда находил высшие классы одинаковыми, бесстрашными, правдивыми и иногда необычайно глупыми. Это очень интересная лекция, Бэтл. Полагаю, вы когда-нибудь напишете свои воспоминания. Их тоже должно быть полезно почитать. Сыщик ответил на это предположение улыбкой, но ничего не сказал. «Я бы хотел задать вам один вопрос», — продолжил Энтони. «Вы вообще связывали меня с делом в Стейнсе?» «Мне показалось по вашему поведению, что да». «Совершенно верно. У меня было такое предчувствие. Но ничего определенного, на что можно было бы опереться. Ваша манера держаться была очень хороша, если можно так выразиться, мистер Кейт. Вы никогда не перебарщивали с беспечностью». «Я рад этому», — сказал Энтони. «У меня такое ощущение, что с тех пор, как я встретил вас, вы расставляли для меня маленькие ловушки. В целом мне удавалось избегать падения в них, но напряжение было острым». Бэтл угрюмо улыбнулся. «Именно так в конце концов и ловят преступника, сэр. Заставляйте его бежать, туда и сюда, поворачивать и петлять. Рано или поздно его нервы сдают, и он у вас в руках. Вы веселый малый, Бэтл. Интересно, когда же вы поймаете меня?» «Побольше веревки, сэр», — процитировал суперинтендант, «побольше веревки». «А пока что», — сказал Энтони, — «я все еще остаюсь помощником-любителем». «Именно так, мистер Кейт. Ватсон при вашем Шерлоке, фактически. Детективные истории — это в основном чепуха», — бесстрастно сказал Бэтл. «Но они забавляют людей», — добавил он, подумав. «И иногда они полезны». «В каком смысле?» — с любопытством спросил Энтони. «Они поощряют всеобщее представление о том, что полиция глупа. Когда мы сталкиваемся с любительским преступлением, таким как убийство, это действительно очень полезно». Энтони несколько минут молча смотрел на него. Бэтл сидел совершенно неподвижно, время от времени моргая, без какого-либо выражения на своем квадратном спокойном лице. Вскоре он поднялся. «Сейчас уже нет особого смысла ложиться в постель», — заметил он. «Как только он встанет, я хочу перемолвиться парой слов с его светлостью. Все, кто хочет покинуть дом, могут сделать это сейчас. В то же время я был бы весьма признателен его светлости, если бы он направил неформальное приглашение своим гостям остаться. Вы примете его, сэр, если вам угодно, и миссис Ривел тоже. Вы когда-нибудь находили револьвер?» Внезапно спросил Энтони. «Вы имеете в виду тот, из которого был застрелен принц Михаил?» «Нет, не находил. Тем не менее, он должен быть в доме или в парке. Я воспользуюсь вашим намеком, мистер Кейт, и пошлю мальчиков разорять птичьи гнезда. Если бы я мог заполучить револьвер, мы могли бы немного продвинуться вперед. Это и пачка писем. Вы говорите, что среди них было письмо с заголовком «Чимнис»? Будьте уверены, это было последнее написанное письмо. Инструкции по поиску алмаза написаны шифром в этом письме. Какова ваша теория убийства Джузеппе? Спросил Энтони. Я бы сказал, что он был профессиональным вором и что его прибрал к рукам либо король Виктор, либо товарищи Красной Руки и использовали его. Я нисколько не удивлюсь,
если товарищи и король Виктор работают вместе. У организации полно денег и власти, но она не очень сильна умом. Задачей Джузеппе было украсть мемуары, они не могли знать, что письма были у вас. Между прочим, это очень странное совпадение, что они оказались у вас. «Я знаю», — сказал Энтони. «Это поразительно, когда задумываешься об этом». Вместо этого Джузеппе заполучает письма. Сначала он крайне раздосадован. Затем видит вырезку из газеты, и у него возникает блестящая идея использовать их в своих интересах, шантажируя даму. Он, конечно, понятия не имеет об их истинном значении. Товарищи узнают, что он делает, считают, что он намеренно обманывает их, и приговаривают его к смерти. Они очень любят казнить предателей. В этом есть живописный элемент, который, кажется, привлекает их. Чего я не могу до конца понять, так это револьвер с выгравированным на нем именем Вирджиния. В этом слишком много тонкостей для товарищей. Как правило, им нравится расклеивать свой знак красной руки повсюду, чтобы вселить ужас в других потенциальных предателей. Нет, мне кажется, что здесь вмешался король Виктор. Но каков был его мотив, я не знаю. Это выглядит как очень преднамеренная попытка свалить убийство на миссис Ривёл, и на первый взгляд в этом нет никакого особого смысла. «У меня была теория», — сказал Энтони. Но все пошло не по плану. Он рассказал Бэтлу о том, что Вирджиния узнала Михаила. Бэтл кивнул головой. А да, в его личности нет никаких сомнений. Между прочим, этот старый барон очень высокого мнения о вас. Он отзывается о вас в самых восторженных выражениях. «Это очень любезно с его стороны», — сказал Энтони. «Особенно если учесть, что я честно предупредил его, я намерен сделать все возможное, чтобы заполучить пропавшие мемуары до следующей среды». «Вам придется изрядно потрудиться ради этого», — сказал Бэтл. «Да. Вы так думаете?» «Полагаю, король Виктор и компания заполучили письма». Бэтл кивнул. Стянули их у Джузеппе в тот день на Понт-стрит. Красиво спланированная работа. Да, они у них, это точно, и они их расшифровали, и они знают, где искать. Оба мужчины уже собирались выйти из комнаты. «Здесь?» — спросил Энтони, кивнув головой назад. «Именно так, здесь. Но они еще не нашли сокровище, и они пойдут на изрядный риск, пытаясь его заполучить». «Полагаю», — сказал Энтони, — «у вас есть план в вашей проницательной голове?» Бэтл ничего не ответил. Он выглядел на редкость невозмутимым и туповатым. Затем очень медленно подмигнул. «Нужна моя помощь?» — спросил Энтони. «Нужна. И мне понадобится кое-кто еще». «Кто же это?» «Миссис Ривёл». Вы могли не заметить этого, мистер Кейт, но это дама с очень обольстительными манерами. «Я-то это прекрасно заметил», — сказал Энтони. Он взглянул на свои часы. «Я склонен согласиться с вами насчет постели, Бэтл. Окунуться в озеро и плотно позавтракать будет гораздо более кстати». Он легко взбежал по лестнице в свою спальню. Насвистывая про себя, он скинул вечерний костюм и взял халат и банное полотенце. Затем вдруг он застыл, как вкопанный перед туалетным столиком, глядя на предмет, который скромно покоился перед зеркалом. На мгновение он не поверил своим глазам. Он взял его, внимательно осмотрел. Да, ошибки быть не могло. Это была пачка писем, подписанных Вирджинией Ривёл. Они были целы. Ни одного не хватало. Энтони опустился на стул с письмами в руках. «У меня, должно быть, мозги плавятся», — пробормотал он.
Я не понимаю и четверти того, что происходит в этом доме. Почему письма снова появляются, как в чертовом фокусе? Кто положил их на мой туалетный столик? Зачем? И на все эти весьма уместные вопросы он не находил удовлетворительного ответа. Глава 21. Чемодан мистера Айзекштейна. В 10 часов того утра лорд Кейтерхэм и его дочь завтракали. Бандл выглядела очень задумчивой. «Отец», — сказала она наконец. Лорд Кейтерхэм, поглощенный чтением газеты «Таймс», не ответил. «Отец», — повторила Бандл еще раз, более резко. Лорд Кейтерхэм, оторванный от своего увлекательного изучения предстоящих распродаж редких книг, рассеянно поднял глаза. «А?» — произнес он. «Ты что-то сказала?» «Да». «Кто это уже позавтракал?» Она кивнула в сторону места, которое, очевидно, было кем-то занято. Остальные места были свободны. «А, этот, как его там?» «Толстяк Айки». Между Бандл и ее отцом было достаточно взаимопонимания, чтобы понимать несколько туманные замечания друг друга. Именно он. «Я видела, как ты разговаривал с детективом сегодня утром перед завтраком». Лорд Кейтерхэм вздохнул. «Да, он поймал меня за пуговицу в холле. Я считаю, что часы перед завтраком должны быть священными. Мне придется уехать за границу. Напряжение на мои нервы». Бандл бесцеремонно оборвала его. «Что он сказал?» «Сказал, что каждый, кто хочет, может убираться». «Ну что ж», — сказала Бандл, — «это отлично. Это как раз то, чего ты хотел». «Я знаю». Но он не остановился на этом. Он продолжил и сказал, что, тем не менее, он хочет, чтобы я попросил всех остаться. «Я не понимаю», — сказала Бандл, сморщив нос. «Так запутанно и противоречиво», — пожаловался лорд Кейтерхэм. «Да еще и перед завтраком». «Что ты ответил?» Я согласился, конечно. Никогда нет никакого толку спорить с этими людьми. Особенно перед завтраком», — продолжил лорд Кейтерхэм, возвращаясь к своей главной обиде. «Кого ты уже попросил к этому моменту?» «Кейда». Он встал очень рано сегодня утром. Он собирается остаться. Я не против этого. Я не могу до конца понять этого малого, но он мне нравится, он мне очень нравится. «Вирджинии он тоже нравится», — сказала Бандл, вырисовывая вилкой узор на столе. И мне тоже. Но это, кажется, не имеет значения. И я попросил Айзекштейна, продолжил лорд Кейтерхэм. Ну и... Но, к счастью, ему нужно возвращаться в город. Не забудь, кстати, заказать машину на 10 часов 40 минут. Хорошо. Вот если бы я мог теперь еще и от Фиша избавиться, продолжил лорд Кейтерхэм, и его дух приободрился. Я думала, тебе нравится разговаривать с ним о твоих заплесневелых старых книгах. Да, нравится, нравится. Точнее, нравилось. Но это становится монотонным, когда обнаруживаешь, что всегда говоришь только ты один. Фиш очень интересуется, но он никогда не высказывает никаких собственных суждений. «Это лучше, чем все время только слушать», — сказала Бандл. Как это бывает с Джорджем Ломаксом. Лорд Кейтерхэм содрогнулся при этом воспоминании. «Джордж очень хорош на трибунах», — сказала Бандл. Я сама ему аплодировала, хотя, конечно, все время знаю, что он несет чепуху. И вообще, я социалистка. Я знаю, дорогая, я знаю, поспешно сказал лорд Кейтерхэм. Все в порядке, сказала Бандл.
Я не собираюсь приносить политику в дом. Это то, чем занимается Джордж, публичные выступления в частной жизни. Это должно быть запрещено актом парламента. «Совершенно верно», — сказал лорд Кейтерхэм. «А как насчет Вирджинии?» — спросила Бандл. «Ее нужно попросить остаться?» Бэттл сказал «всех». Сказал он твердо. «Ты уже предлагал ей стать моей мачехой?» «Не думаю, что из этого выйдет какой-то толк», — уныло сказал лорд Кейтерхэм. «Хотя вчера вечером она и назвала меня душкой. Но это самые худшие в этих привлекательных молодых женщинах с нежным расположением духа. Они скажут что угодно и совершенно ничего не имеют в виду под этим». «Да», — согласилась Бандл. «Было бы гораздо больше надежды, если бы она бросила в тебя ботинок или попыталась укусить. У вас, современной молодежи, кажется, такие неприятные представления об ухаживании», — жалобно сказал лорд Кейтерхэм. «Это все от чтения «Шейха», — сказала Бандл. «Пустынная любовь. Швырять ее повсюду и так далее». «Что такое «шейх»?» — просто спросил лорд Кейтерхэм. «Это поэма». Бандл посмотрела на него со страдательной жалостью. Затем она поднялась и поцеловала его в макушку. «Любимый старый папочка», — заметила она и легко выпрыгнула из окна. Лорд Кейтерхэм вернулся к разделу аукционов. Он вздрогнул, когда к нему внезапно обратился мистер Хайрам Фиш, который совершил свой обычный бесшумный вход. «Доброе утро, лорд Кейтерхэм». «А, доброе утро», — сказал лорд Кейтерхэм. «Доброе утро. Хороший день». «Погода восхитительная», — сказал мистер Фиш. Он налил себе кофе. Из еды он взял кусочек сухого тоста. «Правильно ли я слышал, что запрет снят?» — спросил он через минуту или две. «Что мы все свободны уехать?» «Да, да», — сказал лорд Кейтерхэм. «Собственно говоря, я надеялся, я имею в виду, что буду рад», — совесть подгоняла его, «только рад, если вы останетесь еще на немного». «Ну что вы, лорд Кейтерхэм, это был ужасный визит, я знаю», — поспешно продолжил лорд Кейтерхэм. «Хуже некуда. Не стану винить вас за то, что вы хотите сбежать. Вы заблуждаетесь на мой счет, лорд Кейтерхэм. Ассоциации были болезненными, никто не может этого отрицать. Но английская загородная жизнь, какая она есть в особняках великих людей, имеет для меня мощное притяжение. Я заинтересован в изучении этих условий. Это то, чего нам совершенно не хватает в Америке. Я буду только рад принять ваше очень любезное приглашение и остаться». «А, ну что ж», — сказал лорд Кейтерхэм, — «вот и ладно». «Абсолютно рад, мой дорогой друг, абсолютно рад». Подстегнув себя к фальшивой приветливости в манерах, лорд Кейтерхэм пробормотал что-то о том, что ему нужно повидаться со своим управляющим, и выскочил из комнаты. В холле он увидел Вирджинию, которая как раз спускалась по лестнице. «Проводить вас на завтрак?» — нежно спросил лорд Кейтерхэм. «Мне принесли его в постель, спасибо. Я была ужасно сонная и краткая сегодня утром». Она зевнула. «Была плохая ночь, возможно?» «Не то чтобы плохая ночь. С одной точки зрения, определенно хорошая ночь». «А, лорд Кейтерхэм», — она просунула руку под его локоть и сжала его, «я так приятно провожу время. Вы были душкой, что пригласили меня. Вы ведь останетесь еще на какое-то время, не так ли? Бэттл снимает этот запрет, но я особенно хочу, чтобы вы остались. Бандл тоже этого хочет. Конечно, я останусь. Так мило с вашей стороны пригласить меня». «Ах!» —
сказал лорд Кейтерхэм. Он вздохнул. «Что за тайная печаль у вас?» — спросила Вирджиния. «Вас кто-нибудь укусил?» «Вот именно», — уныло сказал лорд Кейтерхэм. Вирджиния выглядела озадаченной. «У вас нет, случайно, желания бросить в меня ботинок?» «Нет, я вижу, что нет». «Ну что ж, это не имеет значения». Лорд Кейтерхэм печально удалился, а Вирджиния вышла через боковую дверь в сад. Она постояла там мгновение, вдыхая свежий октябрьский воздух, который бесконечно бодрил того, кто находился в ее слегка измученном состоянии. Она немного вздрогнула, обнаружив суперинтенданта Беттла прямо у себя за спиной. Этот человек, казалось, обладал необычайным умением появляться из ниоткуда без малейшего предупреждения. «Доброе утро, миссис Ривел. Надеюсь, не слишком устали?» Вирджиния покачала головой. «Это была очень захватывающая ночь», — сказала она. Она вполне стоила потери небольшого количества сна. Единственное, сегодняшний день кажется немного скучным после нее. «Там, внизу, под тем кедром, есть хорошее тенистое место», — заметил суперинтендант. «Принести вам туда стул?» «Если вы считаете, что для меня это самое лучшее занятие», — торжественно произнесла Вирджиния. «Вы очень догадливы, миссис Ривел». «Да, это чистая правда, я действительно хочу перемолвиться с вами словечком». Он поднял длинное плетеное кресло и понес его по лужайке. Вирджиния пошла за ним с подушкой под мышкой. «Очень опасное место, это терраса», — заметил сыщик. «То есть, если вы хотите поговорить с глазу на глаз». Я снова начинаю волноваться, суперинтендант Беттл. Пустяки, ничего важного». Он достал большие часы и взглянул на них. 10:30. Через 10 минут я отправляюсь в Уайвернское аббатство, чтобы доложить мистеру Ломаксу. Времени полно. Я только хотел узнать, не могли бы вы рассказать мне еще немного о мистере Кейде? О мистере Кейде? Вирджиния была поражена. «Да, где вы впервые встретили его, как долго вы его знаете и все в таком роде». Манера Беттла была достаточно непринужденной и приятной. Он даже воздерживался от того, чтобы смотреть на нее, и сам этот факт заставил ее смутно занервничать. «Это сложнее, чем вы думаете», — сказала она наконец. «Он однажды оказал мне огромную услугу». Беттл перебил ее. «Прежде чем вы продолжите, миссис Ривел, я бы хотел кое-что сказать. Вчера ночью, после того, как вы и мистер Эверсли легли спать, мистер Кейт рассказал мне все о письмах и о человеке, который был убит в вашем доме». «Он рассказал?» — ахнула Вирджиния. «Да, и очень мудро поступил. Это проясняет массу недоразумений. Есть только одна вещь, которую он мне не сообщил, как долго он вас знает. Так вот, у меня есть собственное маленькое соображение на этот счет. А вы скажете мне, прав я или ошибся. Я думаю, что день, когда он пришел в ваш дом на Понт-стрит, был первым разом, когда вы вообще его увидели. Я вижу, что прав. Так оно и было». Вирджиния ничего не сказала. Впервые она почувствовала страх перед этим невозмутимым человеком с лишенным всякого выражения лицом. Она поняла, что имел в виду Энтони, когда говорил, что суперинтенданта Беттла вокруг пальца не обведешь. «Он когда-нибудь рассказывал вам что-нибудь о своей жизни?» Продолжал детектив. «Я имею в виду до того, как он оказался в Южной Африке. Канада. Или до этого Судан? Или о своем детстве?» Вирджиния лишь покачала головой. «И все же я готов поспорить, что ему есть что порассказать».
Нельзя ошибиться, глядя на лицо человека, который вел жизнь, полную отваги и приключений. Он мог бы поведать вам несколько интересных историй, если бы захотел. Если вы хотите узнать о его прошлой жизни, почему бы вам не послать телеграмму его другу, мистеру Макграту? Спросила Вирджиния. Мы послали. Но, похоже, он находится где-то в глуши. И все же нет сомнений, что мистер Кейт был в Булавае тогда, когда, по его словам, он там находился. Но мне стало любопытно, чем он занимался до того, как приехал в Южную Африку. Он проработал в фирме Касла всего около месяца. Он снова вытащил свои часы. Мне пора ехать. Машина, должно быть, уже ждет. Вирджиния смотрела, как он уходит к дому. Но сама она не двинулась с кресла. Она надеялась, что появится Энтони и присоединится к ней. Вместо этого пришел Билл Эверсли, издав глубокий зевок. «Слава богу, у меня появилась возможность наконец-то поговорить с тобой, Вирджиния», — пожаловался он. «Что ж, говори со мной очень нежно, Билл, дорогой, иначе я просто разрыдаюсь. Тебя кто-то обижал?» «Не то чтобы обижал. Проник ко мне в душу и вывернул ее наизнанку. Я чувствую себя так, словно по мне потоптался слон. Не Бэтл ли?» «Да, Бэтл. Он на самом деле ужасный человек. Ну, забудь об Бэтле. Послушай, Вирджиния, я ведь так безумно люблю тебя. Не сегодня утром, Билл. Я недостаточно сильна для этого. В любом случае, я всегда говорила тебе, что приличные люди не делают предложений до обеда». «Боже мой», — сказал Билл. «Я мог бы сделать тебе предложение еще до завтрака». Вирджиния содрогнулась. «Билл, будь благоразумным и сообразительным хотя бы на минуту. Я хочу спросить твоего совета. Если бы ты хоть раз решилась на это и сказала, что выйдешь за меня замуж, ты бы почувствовала себя в 1000 раз лучше, я уверен. Счастливее, понимаешь, и более устроенной. Послушай меня, Билл. Делать мне предложение — это твоя навязчивая идея. Все мужчины делают предложения, когда им скучно и они не знают, что сказать. Помни о моем возрасте и моем вдовстве и иди поухаживай за какой-нибудь чистой молодой девушкой. Моя дорогая Вирджиния. Черт! Сюда направляется этот французский идиот. Это действительно был господин Лемойн, как всегда с черной бородой и безупречными манерами. «Доброе утро, мадам. Надеюсь, вы не утомлены?» «Нисколько. Это прекрасно. Доброе утро, мистер Эверсли. Как вы посмотрите на то, чтобы нам немного прогуляться втроем?» — предложил француз. «Что скажешь, Билл?» — спросила Вирджиния. «Ну, ладно», — сказал неохотно поднявшийся с травы молодой человек рядом с ней. Он нехотя встал, и все трое медленно пошли вперед, Вирджиния, между двумя мужчинами. Она сразу почувствовала странное подспудное волнение француза, хотя и понятия не имела, чем оно вызвано. Вскоре с присущим ей мастерством она помогла ему освоиться, задавая вопросы, выслушивая ответы и постепенно выводя на разговор. Вскоре он уже рассказывал им анекдоты о знаменитом короле Викторе. Он говорил хорошо, хотя и с некоторой горячью, описывая различные способы, которыми сыскное бюро бывало обведено вокруг пальца. Но все это время, несмотря на подлинную увлеченность Лемойна собственным повествованием, у Вирджинии было ощущение, что он преследует какую-то другую цель. Более того, она рассудила, что Лемойн под прикрытием своего рассказа намеренно прокладывает собственный курс через парк. Они не просто лениво прогуливались. Он умышленно вел их в определенном направлении.
Вдруг он оборвал свой рассказ и огляделся. Они стояли как раз там, где аллея пересекала парк, прежде чем круто повернуть за группу деревьев. Лемойн пристально смотрел на повозку, приближающуюся к ним со стороны дома. Глаза Вирджинии последовали за его взглядом. «Это багажная тележка», — сказала она, — «везет багаж Айзекштейна и его слугу на станцию». «Вот как?» — произнес Лемойн. Он взглянул на свои собственные часы и вздрогнул. 1000 извинений. Я пробыл здесь дольше, чем намеревался, в таком прелестном обществе. Как вы думаете, возможно ли, чтобы меня подвезли до деревни? Он вышел на аллею и подал знак рукой. Багажная тележка остановилась, и после пары слов объяснения Лемойн забрался внутрь. Он вежливо приподнял шляпу перед Вирджинией и уехал. Остальные двое стояли и с озадаченным видом провожали взглядом исчезающую тележку. Как раз в тот момент, когда тележка заворачивала за изгиб дороги, чемодан вывалился из нее прямо на аллею. Тележка поехала дальше. «Идем», — сказала Вирджиния Биллу. «Мы сейчас увидим кое-что интересное». Этот чемодан был выброшен. «Никто этого не заметил», — сказал Билл. Они побежали по аллее к упавшему предмету багажа. Как раз в тот момент, когда они добрались до него, Лемойн вышел из-за поворота пешком. Он запыхался от быстрой ходьбы. «Я был вынужден сойти», — приятно сказал он. «Я обнаружил, что кое-что оставил». «Вот это?» — спросил Билл, указывая на чемодан. Это был красивый чемодан из тяжелой свиной кожи с инициалами «Х.А.» на нем. «Какая жалость!» — мягко сказал Лемойн. «Должно быть, он выпал. Давайте уберем его с дороги». Не дожидаясь ответа, он поднял чемодан и перенес его к полосе деревьев. Он наклонился над ним, что-то блеснуло в его руке, и замок поддался. Он заговорил, и его голос стал совершенно другим, быстрым и повелительным. «Машина будет здесь через минуту», — сказал он. Она уже показалась. Вирджиния оглянулась в сторону дома. «Нет». «Хорошо». Ловкими пальцами он вышвырнул вещи из чемодана. Флакон с золотой крышкой, шелковые пижамы, самые разные носки. Вдруг вся его фигура напряглась. Он подхватил то, что казалось свертком шелкового нижнего белья, и быстро развернул его. У Билла вырвался тихий возглас. В самом центре свертка лежал тяжелый револьвер. «Я слышу гудок», — сказала Вирджиния. Как молния, Лемойн уложил вещи обратно в чемодан. Револьвер он завернул в собственный шелковый носовой платок и сунул в карман. Он защелкнул замки чемодана и быстро повернулся к Биллу. «Возьмите его. Мадам будет с вами. Остановите машину и объясните, что он свалился с багажной тележки. Не упоминайте меня». Билл быстро сошел на аллею как раз в тот момент, когда из-за поворота показался большой лимузин «Ланчестер» с Айзекштейном внутри. Шофер притормозил, и Билл подал ему чемодан. «Свалился с багажной тележки», — объяснил он. «Мы случайно это увидели». Он уловил мимолетный проблеск испуганного желтого лица, когда финансист уставился на него, и затем машина помчалась дальше. Они вернулись к Лемойну. Он стоял с револьвером в руке, и на его лице было выражение злорадного удовлетворения. «Смелый расчет», — сказал он. «Очень смелый расчет». Но он оправдался. Глава 22. Красный сигнал. Суперинтендант Бэттл стоял в библиотеке в Уайвернском аббатстве. Джордж Ламакс, сидевший за письменным столом, который ломился от бумаг, зловеще хмурился.
Суперинтендант Бэттл начал с короткого и делового доклада. С тех пор беседа велась почти исключительно Джорджем, а Бэттл ограничивался короткими и в основном односложными ответами на вопросы собеседника. На столе, прямо перед Джорджем, лежала пачка писем, которую Энтони нашел на своем туалетном столике. «Я вообще ничего не понимаю», — раздраженно сказал Джордж, беря пачку в руки. «Вы говорите, они зашифрованы?» «Именно так, мистер Ломакс». И где, по его словам, он их нашел на своем туалетном столике? Бэттл слово в слово повторил рассказ Энтони Кейда о том, как к нему снова попали эти письма. И он сразу же принес их вам? Это было вполне правильно, вполне правильно. Но кто мог положить их в его комнату? Бэттл покачал головой. «Это как раз то, что вы должны знать», — пожаловался Джордж. «На мой взгляд, все это выглядит очень подозрительно, скажу я вам. Что мы вообще знаем об этом человеке Кейды? Он появляется самым таинственным образом, при крайне подозрительных обстоятельствах, и мы абсолютно ничего о нем не знаем. Могу сказать, что лично мне его манера держаться совсем не нравится. Вы ведь навели о нем справки, я полагаю?» Суперинтендант Бэттл позволил себе терпеливую улыбку. Мы сразу же отправили телеграмму в Южную Африку, и его рассказ подтвердился во всех деталях. Он действительно находился в Булавае вместе с мистером Макгратом в то время, о котором заявлял. До их встречи он работал у господ Касл в туристическом агентстве. «Как раз то, чего я и ожидал», — сказал Джордж. «У него тот тип дешевой самоуверенности, который приносит успех в определенном роде занятий. Но что касается этих писем, меры должны быть приняты немедленно, немедленно». Важный господин надулся и спесиво выпрямился. Суперинтендант Бэттл открыл было рот, но Джордж опередил его. «Нельзя терять ни минуты. Эти письма должны быть расшифрованы без малейшего промедления. Дайте-ка подумать, кто этот специалист? Есть один человек, связан с Британским музеем. Знает все, что только можно знать о шифрах. Руководил этим отделом у нас во время войны. Где мисс Оскар? Она должна знать. Фамилия что-то вроде Уиэн? Уиэн. Профессор Уинуорт, подсказал Бэттл. Совершенно верно. Теперь я отлично помню. Ему нужно немедленно, сию же минуту отправить телеграмму. Я уже сделал это, мистер Ломакс, час назад. Он прибудет поездом в 12 часов 10 минут. Очень хорошо, очень хорошо. Слава богу, одной заботы меньше. Мне придется сегодня быть в городе. Вы ведь справитесь здесь без меня, я полагаю? Думаю, да, сэр. Что ж, постарайтесь, Бэттл, постарайтесь. Я сейчас ужасно загружен делами. Именно так, сэр. Кстати, почему мистер Эверсли не приехал вместе с вами? Он еще спал, сэр. Как я вам уже говорил, мы провели на ногах всю ночь. Разумеется. Я и сам часто провожу на ногах почти всю ночь. Выполнять работу 36 часов за 24 — такова моя постоянная задача. Отправьте мистера Эверсли сюда немедленно, как только вернетесь, хорошо, Бэттл? Я передам ему ваше поручение, сэр. Спасибо, Бэттл. Я прекрасно понимаю, что вам пришлось оказать ему определенное доверие. Но считаете ли вы, что было строго необходимо посвящать в курс дела еще и мою кузину, миссис Ривел? Учитывая имя, которым подписаны эти письма, я считаю это необходимым, мистер Ломакс. Удивительная дерзость, пробормотал Джордж, и его лицо омрачилось, когда он посмотрел на пачку писем.
Я помню покойного короля Герцесловакии. Очаровательный был малый, но слабый, плачевно слабый. Игрушка в руках недобросовестной женщины. Есть у вас какая-нибудь теория относительно того, как эти письма были возвращены мистеру Кейду? По моему мнению, сказал Бэттл, если люди не могут получить вещь одним путем, они пробуют другой. Я не совсем понимаю вашу мысль, сказал Джордж. Этот жулик, этот король Виктор, к настоящему времени прекрасно знает, что за залом совета ведется наблюдение. Поэтому он позволит нам получить письма, позволит нам заняться расшифровкой и позволит нам найти тайник. А вот потом ждите неприятностей. Но мы с Лемойном вдвоем об этом позаботимся. У вас есть план, да? Я бы не заходил так далеко, утверждая, что у меня есть план. Но у меня есть идея. Это очень полезная вещь иногда, идея. После этого суперинтендант Бэттл удалился. Он не имел ни малейшего намерения больше посвящать Джорджа в свои планы. На обратном пути он встретил на дороге Энтони и остановился. «Подвезете меня обратно к дому?» — спросил Энтони. «Вот и отлично. Где вы были, мистер Кейт?» Ходил на станцию разузнать насчет поездов. Бэттл удивленно приподнял брови. «Подумываете покинуть нас снова?» — поинтересовался он. «Не прямо сейчас», — рассмеялся Энтони. «Кстати, что так расстроило Айзекштейна?» Он приехал на машине как раз в тот момент, когда я уходил, и выглядел так, словно что-то нанесло ему пренеприятнейший удар. «Мистер Айзекштейн?» «Да». «Не могу знать, уверен в этом. Мне кажется, нужно очень постараться, чтобы выбить его из колеи». «Мне тоже так кажется», — согласился Энтони. Он как раз один из тех сильных, молчаливых желтых людей от финансов. Вдруг Бэттл наклонился вперед и тронул шофера за плечо. «Остановитесь, пожалуйста. И подождите меня здесь». Он выпрыгнул из машины, к огромному удивлению Энтони. Но через минуту или две последний заметил господина Лемойна, идущего навстречу английскому детективу, и понял, что внимание Бэттла привлек именно его сигнал. Между ними произошел быстрый разговор, после чего суперинтендант вернулся к машине, снова сел внутрь и велел шоферу ехать дальше. Выражение его лица совершенно изменилось. «Они нашли револьвер», — сказал он вдруг отрывисто. «Что?» Энтони уставился на него в глубоком изумлении. «Где?» «В чемодане Айзекштейна». «А, это невозможно». «Нет ничего невозможного», — сказал Бэттл. «Я должен был об этом помнить». Он сидел совершенно неподвижно, постукивая рукой по колену. «Кто его нашел?» Бэттл мотнул головой через плечо. «Лемойн. Умный парень. В Сюрте его ценят чрезвычайно. Но разве это не рушит все ваши соображения?» «Нет», — очень медленно произнес суперинтендант Бэттл. «Не могу сказать, что рушит. Это было некоторой неожиданностью, признаю, поначалу. Но это очень хорошо укладывается в одну мою идею». «Какую именно?» Но суперинтендант переключился на совершенно другую тему. «Я был бы признателен, если бы вы не отказались найти для меня мистера Эверсли, сэр. Для него есть поручение от мистера Ломакса. Ему нужно немедленно отправиться в аббатство». «Хорошо», — сказал Энтони. Машина как раз остановилась у парадного входа. Он, вероятно, все еще в постели. «Думаю, что нет», — сказал детектив. «Если вы посмотрите туда, то увидите, что он гуляет под деревьями с миссис Ревел. Удивительные у вас глаза, не правда ли, Бэттл?»
сказал Энтони, отправляясь выполнять поручение. Он передал сообщение Биллу, который был весьма раздосадован. «Чёрт бы всё это побрал», — проворчал Билл про себя, направляясь к дому. «Почему этот Коддерс не может хоть иногда оставить меня в покое? И почему эти проклятые колонисты не могут оставаться в своих колониях? Зачем им нужно приезжать сюда и уводить всех самых лучших девушек? Я сыт по горло абсолютно всем. Вы слышали про револьвер?» Затаив дыхание, спросила Вирджиния, как только Билл оставил их. Беттл рассказал мне. Довольно ошеломляюще, не так ли? Вчера Айзек Штейн был в ужасном стремлении уехать, но я думал, что это просто нервы. Он как раз тот единственный человек, которого я сочел бы вне подозрений. Вы можете найти хоть какой-то мотив для того, чтобы он желал убрать принца Михаила с дороги? Это определенно не укладывается в общую картину, согласилась Вирджиния в раздумье. Ничто нигде не укладывается, недовольно сказал Энтони. Поначалу я был довольно высокого мнения о себе как о детективе-любителе, а пока что все, чего я добился, это с огромным трудом и некоторыми расходами очистил репутацию французской гувернантки. Так вот, ради чего вы ездили во Францию? Поинтересовалась Вирджиния. Да, я ездил в Динар и встречался с графиней де Бретей, ужасно довольной собственной сообразительностью и полностью ожидая, что мне скажут, будто о такой особе, как мадмуазель Брюн, никто никогда и не слышал. Вместо этого мне дали понять, что упомянутая дама была главной опорой дома в течение последних 7 лет. Так что, если только графиня тоже не является мошенницей, эта моя остроумная теория рушится. Вирджиния покачала головой. Графиня де Бретей вне всяких подозрений. Я знаю ее достаточно хорошо, и мне кажется, что я, должно быть, сталкивалась с мадмуазель в замке. Я совершенно точно хорошо знаю ее лицо, в том смутном смысле, в каком знают гувернанток, компаньонок и людей, напротив которых сидишь в поезде. Это ужасно, но я никогда толком не разглядываю их как следует. А вы? Только если они исключительно красивы, признался Энтони. Ну, в данном случае, она осеклась. Что случилось? Энтони пристально смотрел на фигуру, которая отделилась от группы деревьев и замерла там, вытянувшись по стойке смирно. Это был герцословак Борис. «Простите меня», — сказал Энтони Вирджинии, — «мне нужно на минуту поговорить со своим псом». Он подошел к месту, где стоял Борис. «В чем дело? Что тебе нужно?» «Хозяин», — сказал Борис, кланяясь. «Да, все это очень хорошо, но ты не должен постоянно ходить за мной по пятам вот так. Это выглядит странно». Не говоря ни слова, Борис вытащил грязный обрывок бумаги, явно вырванный из письма, и протянул его Энтони. «Что это?» — спросил Энтони. На бумаге был небрежно набросан адрес, больше ничего. «Он выронил это», — сказал Борис. «Я принес это хозяину». «Кто выронил?» «Иностранный господин». «Но почему ты принес это мне?» Борис укоризненно посмотрел на него. «Ну, в общем, уходи теперь», — сказал Энтони. «Я занят». Борис отдал честь, резко повернулся на каблуках и зашагал прочь. Энтони вернулся к Вирджинии, сунув клочок бумаги в карман. «Чего он хотел?» — с любопытством спросила она. «И почему вы называете его своим псом?» «Потому что он ведет себя как пес», — сказал Энтони, отвечая сначала на последний вопрос. «Думаю, в своем прошлом воплощении он, должно быть, был ретривером. Он только что принес мне обрывок письма, который, по его словам, выронил иностранный господин. Полагаю, он имеет в виду Лемойна». «Полагаю, что так», — согласилась Вирджиния.
Он постоянно ходит за мной по пятам, продолжил Энтони. Точь в точь, как пес. Почти ничего не говорит. Только смотрит на меня своими большими круглыми глазами. Не могу его понять. Возможно, он имел в виду Айзек Штейна, предположила Вирджиния. Айзек Штейн выглядит достаточно по-иностранному, видит Бог. Айзек Штейн, нетерпеливо пробормотал Энтони. Причем здесь вообще он, черт побери? Вы когда-нибудь жалеете, что ввязались во все это? Внезапно спросила Вирджиния. Жалею. Боже упаси, нет. Мне это нравится. Знаете, я провел большую часть своей жизни в поисках неприятностей. Возможно, на этот раз я получил чуть больше, чем рассчитывал. Но теперь вы уже практически выбрались из этой чащи, сказала Вирджиния, немного удивленная необычной серьезностью его тона. Не совсем. Минуту или две они шли молча. Есть люди, нарушил молчание Энтони, которые не подчиняются сигналам. Обычный, исправный локомотив сбавляет ход или останавливается, когда видит поднятый перед ним красный свет. Возможно, я родился дальтоником. Когда я вижу красный сигнал, я не могу удержаться от того, чтобы не рвануть вперед. А в конечном счете, знаете ли, это означает катастрофу. Неизбежно. И, по правде говоря, вполне справедливо. Подобные вещи в целом вредны для движения. Он все еще говорил очень серьезно. «Полагаю», — сказала Вирджиния, — «вы часто рисковали в своей жизни?» «Практически всем, чем только можно, за исключением женитьбы». Это довольно цинично. Я не хотел, чтобы это так прозвучало. Брак, тот брак, который я имею в виду, стал бы самым большим приключением из всех. «Мне это нравится», — сказала Вирджиния, взволнованно вспыхнув. «Есть только один тип женщин, на которых я хотел бы жениться, те, которые бесконечно далеки от моего образа жизни. Но что бы мы с этим делали? Должна ли она вести мою жизнь, или я должен вести ее? Если бы она любила вас». Сентиментальность, миссис Ревел. Вы ведь сами знаете, что это так. Любовь — это не наркотик, который принимают, чтобы ослепнуть и не замечать окружающее. Из нее можно сделать это, да, но это очень жаль. Любовь может быть гораздо большим. Как вы думаете, что король и его нищенка думали о семейной жизни после того, как прожили в браке год или два? Разве она не тосковала по своим лохмотьям, босым ногам и беззаботной жизни? Можете не сомневаться, тосковала. Был бы какой-то толк, если бы он отрекся от короны ради нее? Тоже никакого толка. Из него вышел бы чертовски плохой нищий, я уверен. А ни одна женщина не уважает мужчину, когда он делает что-то из рук вон плохо. Вы влюбились в нищенку, мистер Кейт? Тихо спросила Вирджиния. В моем случае все как раз наоборот, но принцип тот же. И выхода нет? Спросила Вирджиния. Выход есть всегда, мрачно сказал Энтони. У меня есть теория, что человек всегда может получить все, что хочет, если готов заплатить цену. И знаете ли вы, какова эта цена в 9 случаях из 10? Компромисс. Пакостная вещь, компромисс, но он подкрадывается к вам, когда вы приближаетесь к среднему возрасту. Ко мне он подкрадывается прямо сейчас. Чтобы получить женщину, которую я хочу, я бы даже устроился на постоянную работу. Вирджиния рассмеялась. «Знаете, меня ведь обучали ремеслу», — продолжил Энтони. «И вы его забросили?» «Да». «Почему?» «Вопрос принципа». «А».
«Вы очень необычная женщина», — внезапно сказал Энтони, поворачиваясь и глядя на нее. «Почему?» «Вы умеете удерживаться от вопросов. Вы имеете в виду, что я не спросила, каково было ваше ремесло?» «Именно так». Они снова пошли дальше в молчании. Теперь они приближались к дому, проходя совсем рядом с благоухающим розарием. «Вы и сами это прекрасно понимаете, я смею утверждать», — нарушил молчание Энтони. «Вы знаете, когда мужчина в вас влюблен. Я не думаю, что вам есть хоть какое-то дело до меня или до кого-то еще, но, клянусь Богом, мне хотелось бы заставить вас не остаться равнодушной. Как вы думаете, у вас получилось бы?» Тихо спросила Вирджиния. «Скорее всего, нет, но я бы чертовски сильно постарался». «Вы жалеете, что когда-либо встретили меня?» Внезапно спросила она. «Господи, нет». Это снова красный сигнал. Когда я впервые увидел вас, в тот день на Понт-стрит, я понял, что столкнулся с чем-то, что причинит мне чертовски сильную боль. Ваше лицо сделало это со мной, просто ваше лицо. В вас есть магия с головы до ног, некоторые женщины обладают этим, но я никогда не знал женщины, в которой ее было бы так много, как в вас. Вы выйдете замуж за кого-нибудь респектабельного и преуспевающего, я полагаю, а я вернусь к своей неблагополучной жизни, но перед уходом я поцелую вас один раз, клянусь, поцелую. Вы не можете сделать этого сейчас, тихо сказала Вирджиния. Суперинтендант Бэттл наблюдает за нами из окна библиотеки. Энтони посмотрел на нее. Вы в некотором роде чертовка, Вирджиния, беспристрастно сказал он. Но в то же время и прелесть. Затем он непринужденно помахал рукой суперинтенданту Бэттлу. Поймали каких-нибудь преступников сегодня утром, Бэттл? Пока еще нет, мистер Кейт. Это звучит многообещающе. Бэттл с поразительной для столь флегматичного человека ловкостью перемахнул через окно библиотеки и присоединился к ним на террасе. «У меня здесь профессор Уинуарт», — сообщил он шепотом. «Только что прибыл. Он сейчас расшифровывает письма. Хотите посмотреть на него за работой?» Его тон напоминал тон конферансье, говорящего о каком-то редком экспонате. Получив утвердительный ответ, он подвел их к окну и предложил заглянуть внутрь. За столом, перед которым были разложены письма, сидел и усердно писал на большом листе бумаги маленький рыжеволосый мужчина средних лет. Во время работы он раздраженно кряхтел про себя и то и дело сильно тер нос, пока тот по своему оттенку едва ли не сравнялся с его волосами. Вскоре он поднял глаза. «Это вы, Бэттл? Зачем я вам понадобился здесь, чтобы распутывать эту чушь? С этим справился бы и грудной ребенок. Двухлетний младенец сделал бы это, стоя на голове. И вы называете это шифром? Да это же совершенно очевидно, человек». «Я рад этому, профессор», — мягко сказал Бэттл. «Но, знаете ли, не все мы так умны, как вы». «Тут не нужен ум», — огрызнулся профессор. «Это рутинная работа. Вам нужно сделать всю пачку. Это долгое дело, знаете ли, требует прилежания, тщательного внимания и абсолютно никакого интеллекта. Я сделал то письмо с пометкой «Чимнис», которое, как вы сказали, было важным. С тем же успехом я могу забрать остальное в Лондон и передать кому-нибудь из моих ассистентов. Я действительно не могу позволить себе тратить на это личное время. Я и так оторвался от настоящей головоломки и хочу поскорее к ней вернуться». Его глаза слегка заблестели. «Очень хорошо, профессор», — согласился Бэттл. «Мне жаль, что у нас тут такая мелкая сошка. Я объясню мистеру Ломаксу. Вся спешка именно из-за этого одного письма.
Лорд Кейтерхэм ожидает, что вы останетесь на обед, как я полагаю. «Никогда не обедаю», — сказал профессор. «Дурная привычка — обед. Банан и сухое галетное печенье — вот и все, что нужно любому здравомыслящему и здоровому человеку в середине дня». Он схватил свое пальто, висевшее на спинке стула. Беттл обошел дом с фасада, и через несколько минут Энтони и Вирджиния услышали звук уезжающей машины. Беттл вернулся к ним, держа в руке пол-листа бумаги, который дал ему профессор. «Он всегда такой», — сказал Беттл, имея в виду уехавшего профессора. «Вечно чертовски спешит. Но человек умный». Что ж, вот самая суть письма Ее Величества. «Хотите взглянуть?» Вирджиния протянула руку, и Энтони прочитал текст через ее плечо. Как он помнил, это было длинное послание, дышавшее одновременно страстью и отчаянием. Гений профессора Уинуорда превратил его в сугубо деловое сообщение. Операции проведены успешно, но Эс обманул нас. Он забрал камень из тайника. В его комнате камня нет. Я обыскала ее. Нашла следующую записку, которая, как я думаю, относится к нему: Ричмонд 7 прямо, 8 налево, 3 направо. «С», — сказал Энтони. Стилптич, конечно же. Хитрый старый пес. Он сменил тайник. «Ричмонд», — задумчиво произнесла Вирджиния. «Интересно, алмаз спрятан где-то в Ричмонде?» «Это излюбленное место для королевских особ», — согласился Энтони. Беттл покачал головой. «Я все же думаю, что это указание на что-то в этом доме». «Я знаю». Внезапно воскликнула Вирджиния. Оба мужчины повернулись и посмотрели на нее. Портрет работы Гальбейна в зале совета. Они простукивали стену как раз под ним. И это портрет графа Ричмонда. «Вы попали в точку», — воскликнул Беттл и хлопнул себя по ноге. Он говорил с совершенно непривычным для него воодушевлением. Это отправная точка, картина, и жулики знают не больше нашего, к чему относятся эти цифры. Те двое в рыцарских доспехах стоят прямо под картиной, и их первой мыслью было, что алмаз спрятан в одном из них. Измерения могли быть в дюймах. Это не помогло, и следующей их мыслью был секретный ход, или лестница, или раздвижная панель. «Знаете ли вы о чем-то подобном, миссис Ривёл?» Вирджиния покачала головой. «Я знаю, что там есть убежище священника и по меньшей мере один секретный ход», — сказала она. «Мне кажется, мне их как-то показывали, но сейчас я мало что о них помню». А вот идет Бандл, она точно знает. Бандл быстро шла к ним по террасе. «Я собираюсь погнать Панар в город после обеда», — заметила она. «Кого-нибудь подвезти? Не хотите поехать, мистер Кейт? Мы вернемся к ужину». «Нет, спасибо», — сказал Энтони. «Мне здесь очень хорошо и есть чем заняться». «Человек боится меня», — сказала Бандл. «Либо моего вождения, либо моего рокового очарования». «Что из этого?» «Последнее», — сказал Энтони. «Каждый раз». «Бандл, дорогая», — сказала Вирджиния, — «есть ли какой-нибудь секретный ход, ведущий из зала совета?» «Еще бы». Но он довольно невзрачный. Предполагается, что он ведет из Чимниза в Уайвернское аббатство. Так оно и было в стародавние времена, но сейчас он полностью заблокирован. По нему можно пройти всего около 100 ярдов от этого конца. Тот, что наверху, в Белой галерее, куда более занятный, да и убежище священника, тоже неплохое. «Мы рассматриваем их не с художественной точки зрения», — пояснила Вирджиния. «Это по делу».
Как попасть в тот ход, что в зале совета? Навесная панель. Я покажу вам после обеда, если хотите. Спасибо, сказал суперинтендант Бэттл. Скажем, в 14 часов 30 минут. Бандл посмотрела на него, приподняв брови. Шпионские штучки? Поинтересовалась она. На террасе появился Тредвилл. «Обед подан, миледи», — объявил он. Глава 23. Встреча в Розарии. В 14:30 небольшая компания собралась вместе в зале совета. Бандл, Вирджиния, суперинтендант Бэттл, господин Лемойн и Энтони Кейт. «Нет смысла ждать, пока мы сможем связаться с мистером Ломаксом», — сказал Бэттл. «Это такое дело, с которым хочется покончить быстро. Если у вас возникла мысль, что принц Михаил был убит кем-то, кто пробрался сюда этим путем, вы ошибаетесь», — сказала Бандл. «Это невозможно. Другой конец полностью заблокирован». «Речь об этом не идет, миледи», — быстро сказал Лемойн. «Мы ведем совсем другие поиски». «Ищите что-то, да?» — быстро спросила Бандл. «Случаем, не историческую штуковину?» Лемойн выглядел озадаченным. «Объяснись, Бандл», — подбадривающе сказала Вирджиния. «Ты можешь, когда захочешь». «Штуковина», — сказала Бандл. «Исторический бриллиант багряных принцев, который стащили в темные века еще до того, как я достигла возраста благоразумия». «Кто рассказал вам об этом, леди Эйлин?» — спросил Бэттл. «Я всегда знала. Один из лакеев рассказал мне, когда мне было 12 лет». «Лакей», — сказал Бэттл. «Господи! Я бы хотел, чтобы мистер Ломакс это услышал». «Это один из тщательно оберегаемых секретов Джорджа?» — спросила Бандл. «Как совершенно дико. Я никогда по-настоящему не верила, что это правда. Джордж всегда был ослом, он должен знать, что слуги всегда все знают». Она подошла к портрету работы Гальбейна, дотронулась до пружины, спрятанной где-то сбоку от него, и тотчас же, со скрипом, секция панели повернулась внутрь, открывая темный проем. «Входите, господа и дамы», — драматично сказала Бандл. «Проходите, проходите, дорогуши. Лучшее шоу сезона, и всего за 6 пенсов». И Лемойн, и Бэттл были снабжены карманными фонариками. Они вошли в темный проем первыми, остальные — по пятам за ними. «Воздух миловидный и свежий», — заметил Бэттл. «Должно быть, как-то вентилируется». Он пошел вперед. Пол был из грубого неровного камня, но стены были кирпичными. Как и говорила Бандл, проход тянулся едва ли на 100 ярдов. Затем он резко заканчивался грудой рухнувшей каменной кладки. Бэттл убедился, что выхода дальше нет, а затем заговорил через плечо. «Вернемся, если позволите. Я хотел просто разведать обстановку, так сказать». Через несколько минут они вернулись к входу с панелью. «Начнем отсюда», — сказал Бэттл. 7 прямо, 8 налево, 3 направо. Примем первые за шаги». Он тщательно отмерил 7 шагов и, наклонившись, осмотрел пол. «Примерно верно, я полагаю. В то или иное время здесь была сделана отметка мелом. А теперь 8 налево. Это не шаги, проход все равно достаточно широк только для того, чтобы идти гуськом». «Скажите это в кирпичах», — предложил Энтони. «Совершенно верно, мистер Кейт. 8 кирпичей снизу или сверху с левой стороны. Попробуем снизу сначала, так легче». Он отсчитал 8 кирпичей. «А теперь 3 направо от этого». 1, 2, 3, го, что это?»
«Я закричу через минуту», — сказала Бандл. «Я знаю, что закричу». «Что это?» Суперинтендант Бэттл орудовал у кирпича кончиком ножа. Его наметанный глаз быстро заметил, что этот конкретный кирпич отличается от остальных. Понадобилась минута или две работы, и он смог полностью вытащить его. Позади была маленькая темная полость. Бэттл засунул туда руку. Все ждали в калимном, затаив дыхание, ожидание. Бэттл снова вытащил руку. У него вырвался возглас удивления и гнева. Остальные столпились вокруг и непонимающе уставились на 3 предмета, которые он держал. На мгновение показалось, что глаза, должно быть, обманывают их. Картонка с мелкими перламутровыми пуговицами, квадрат грубой вязки и клочок бумаги, на котором был начертан ряд заглавных букв «Е». «Ну», — сказал Бэттл. «Чёрт меня дери. Что все это значит?» «Боже мой», — пробормотал француз. «Это уж слишком». «Но что это означает?» — воскликнула Вирджиния в растерянности. «Означает?» — переспросил Энтони. «Это может означать только одно. У покойного графа Стилптича, должно быть, было чувство юмора. И это пример такого юмора. Могу сказать, что сам я не считаю это особенно смешным. Не могли бы вы объяснить вашу мысль немного яснее, сэр?» — спросил суперинтендант Бэттл. «Конечно». Это была маленькая шутка графа. Он, должно быть, заподозрил, что его записка была прочитана. Когда жулики пришли бы, чтобы забрать драгоценный камень, они должны были обнаружить вместо него эту чрезвычайно хитроумную шараду. Это похоже на те штуки, которые прикалывают к себе на живых шарадах, когда люди должны угадать, что ты из себя представляешь. Значит, в этом есть смысл? Я бы сказал, несомненно. Если бы граф хотел просто оскорбить, он бы положил записку с надписью «Продано» или изображение осла, или что-то столь же грубое. Кусок вязки, несколько заглавных «Е» и куча пуговиц, недовольно пробормотал Бэттл. «Это неслыханно», — сердито произнес Лимойн. «Шифр номер 2», — сказал Энтони. «Интересно, помог бы нам профессор Уинуарт разобраться с этим?» «Когда этим проходом пользовались в последний раз, миледи?» — спросил француз у Бандл. Бандл задумалась. «Я не думаю, что туда кто-то заходил последние 2 года. Убежище священника — это главный экспонат для американцев и туристов в целом». «Любопытно», — пробормотал француз. «Почему любопытно?» Лимойн наклонился и поднял с пола какой-то мелкий предмет. «Из-за этого», — сказал он. «Эта спичка пролежала здесь не 2 года, и даже не 2 дня». Бэттл с любопытством осмотрел спичку. Она была из розового дерева, с желтой головкой. «Кто-нибудь из вас, дамы и господа, случайно не ронял ее?» — спросил он. В ответ со всех сторон раздалось отрицание. «Ну, что ж», — сказал суперинтендант Бэттл, — «мы увидели все, что можно было увидеть. С тем же успехом мы можем отсюда выбираться». Предложение было поддержано всеми. Панель закрылась, но Бандл показала им, как она запирается изнутри. Она отодвинула задвижку, бесшумно распахнула ее и прыгнула в проем, приземлившись в зале совета с гулким стуком. «Проклятие!» — воскликнул лорд Кейтерхэм, вскакивая с кресла, в котором он, по всей видимости, решил вздремнуть. «Бедный старый папа», — сказала Бандл. «Я тебя напугала?» «Я не могу понять», — сказал лорд Кейтерхэм, «почему в наше время никто никогда не сидит спокойно после еды. Это утраченное искусство».
Бог знает, чем низ достаточно велик, но даже здесь, кажется, нет ни единой комнаты, где я мог бы быть уверен в капле покоя. Боже правый, сколько же вас тут? Это напоминает мне пантомимы, на которые я ходил в детстве, когда полчища демонов то и дело выскакивали из люков. «Демон номер 7», — сказала Вирджиния, подходя к нему и похлопывая его по голове. «Не сердитесь. Мы просто исследуем секретные ходы, вот и все. Сегодня, кажется, наблюдается настоящий бум на секретные ходы», — проворчал лорд Кейтерхэм, еще не вполне смягчившись. Мне пришлось водить этого малого, Фиша, показывать ему их все сегодня утром. «Когда это было?» — быстро спросил Бэттл. «Как раз перед обедом». Похоже, он прослышал про тот ход, что находится здесь. Я показал ему его, а затем отвел наверх, в Белую галерею, и закончили мы убежищем священника. Но к тому времени его энтузиазм уже угасал. Он выглядел смертельно скучающим. Но я заставил его пройти все до конца. Лорд Кейтерхэм усмехнулся при этом воспоминании. Энтони положил руку на рукав Лимойна. «Выйдем наружу», — тихо сказал он. «Я хочу поговорить с вами». Оба мужчины вместе вышли через окно. Когда они отошли на достаточное расстояние от дома, Энтони вытащил из кармана обрывок бумаги, который Борис дал ему утром. «Послушайте», — сказал он. «Вы это не роняли». Лимойн взял его и осмотрел с некоторым интересом. «Нет», — сказал он. «Я никогда раньше этого не видел». «А что?» «Совершенно уверены?» «Абсолютно уверен, месье». «Это очень странно». Он повторил Лимойну то, что сказал Борис. Тот выслушал с пристальным вниманием. «Нет, я этого не ронял». «Вы говорите, он нашел это в той группе деревьев?» «Ну, я так предположил, но сам он этого прямо не говорил». «Вполне возможно, что это вылетело из чемодана господина Айзекштейна». «Расспросите Бориса еще раз», — он вернул бумагу Энтони. Через минуту или две он спросил, что именно вы знаете об этом человеке, Борисе. Энтони пожал плечами. «Я так понимал, что он был доверенным слугой покойного принца Михаила». «Возможно, это и так, но поставьте себе задачу выяснить это. Спросите кого-нибудь, кто знает, например, барона Лалапричила. Возможно, этого человека наняли всего несколько недель назад. Что касается меня, я считал его честным. Но кто знает. Король Виктор вполне способен в одно мгновение превратиться в доверенного слугу». «Вы действительно думаете?» Лимойн перебил его. «Буду вполне откровенен. Для меня король Виктор — это навязчивая идея. Я вижу его повсюду. В эту самую минуту я даже спрашиваю себя, этот человек, который со мной разговаривает, этот господин Кейт, не является ли он, часом, королем Виктором?» «Боже правый», — сказал Энтони, — «ну и сильно же вас зацепило». «Какое мне дело до алмаза? До обнаружения убийцы принца Михаила? Я оставляю эти дела моему коллеге из Скотленд-Ярда, чья это обязанность. Я нахожусь в Англии с одной целью, и только с одной целью — поймать короля Виктора и поймать его с поличным. Ничто другое не имеет значения». «Думаете, у вас получится?» — спросил Энтони, закуривая сигарету. «Откуда мне знать?» — сказал Лимойн с внезапным унынием. «Хм», — произнес Энтони. Они снова вышли на террасу. Суперинтендант Бэттл стоял возле французского окна в деревянной позе. «Посмотрите на бедного старину Бэттла», — сказал Энтони. «Пойдемте взбодрим его.
Он помолчал минуту и добавил: «Знаете, в некотором роде вы странный тип, господин Лемойн». «В каком же смысле, мистер Кейт?» «Ну», — сказал Энтони, — «на вашем месте я бы все-таки склонился к тому, чтобы записать тот адрес, который я вам показал. Он может не иметь никакого значения, вполне вероятно. С другой стороны, он мог бы оказаться весьма и весьма важным». Лемойн пристально смотрел на него минуту или две. Затем, с легкой улыбкой, он оттянул назад манжету левого рукава пиджака. На белом крахмальном манжете рубашки под ним карандашом были набросаны слова «Хёрстмир, Лэнгли-Роуд, Дувр». «Прошу прощения», — сказал Энтони. «И признаю себя побежденным». Он присоединился к суперинтенданту Бэтлу. «Вы выглядите очень задумчивым, Бэтл», — заметил он. «Мне есть о чем подумать, мистер Кейт». «Да, полагаю, что так». «Ничто нигде не стыкуется». «Совершенно не стыкуется». «Очень досадно», — посочувствовал Энтони. «Не берите в голову, Бэтл. Если дело совсем запахнет керосином, вы всегда можете арестовать меня. Не забывайте, у вас про запас есть мои преступные отпечатки обуви». Но суперинтендант даже не улыбнулся. «У вас есть здесь враги, о которых вам известно, мистер Кейт?» — спросил он. «Мне кажется, третий лакей меня недолюбливает», — легкомысленно ответил Энтони. «Он изо всех сил старается забыть предложить мне самые лучшие овощи». «А что?» «Я получаю анонимные письма», — сказал суперинтендант Бэтл. «Или, точнее сказать, одно анонимное письмо». «Обо мне?» Не отвечая, Бэтл вытащил из кармана сложенный листок дешевой почтовой бумаги и протянул его Энтони. Неграмотным почерком там было нацарапано: «Поберегитесь мистера Кейда. Он не тот, кем кажется». Энтони с легким смешком вернул листок обратно. «И это все? Выше нос, Бэтл. На самом деле я просто переодетый король, знаете ли». Он вошел в дом, весело насвистывая на ходу. Но как только он зашел в свою спальню и закрыл за собой дверь, выражение его лица изменилось. Оно стало сосредоточенным и суровым. Он сел на край постели и хмуро уставился в пол. «Дела принимают серьезный оборот», — сказал Энтони про себя. «Надо что-то с этим делать. Все это чертовски не кстати». Он посидел так минуту или две, а затем подошел к окну. Какое-то время он стоял, бесцельно глядя наружу, как вдруг его взгляд сфокусировался на определенном месте, и лицо просветлело. «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Розарий. Вот оно что. Розарий». Он снова быстро спустился по лестнице и через боковую дверь вышел в сад. К розарию он приблизился кружным путем. С обоих концов там было по калитке. Он вошел через дальнюю и направился к солнечным часам, которые высились на насыпном холмике в самом центре сада. Как раз когда Энтони подошел к ним, он замер как вкопанный и уставился на другого посетителя розария, который, казалось, был в равной степени удивлен его появлению. «Я не знал, что вы интересуетесь розами, мистер Фиш», — мягко сказал Энтони. «Сэр», — отозвался мистер Фиш, — «я весьма значительно интересуюсь розами». Они настороженно посмотрели друг на друга, словно противники, пытающиеся соразмерить силы. «Я тоже», — сказал Энтони. «Вот как?» «На самом деле я просто обожаю розы», — непринужденно заявил Энтони. Едва заметная улыбка промелькнула на губах мистера Фиша, и Энтони в то же время тоже улыбнулся. Напряжение, казалось, спало. «Взгляните-ка вот на эту красавицу», — сказал мистер Фиш, останавливаясь, чтобы указать на особенно пышный цветок.
Мадам Абель Шатены, я полагаю. Да, я прав, а эта белая роза до войны была известна как фрау Карл Дружки. Ее, кажется, переименовали. Слишком чувствительно, возможно, но поистине патриотично. Сорт «Ля Франс» всегда популярен. Вы вообще любите красные розы, мистер Кейт? Вот, например, ярко-алая роза. Медлительный, растянутый голос мистера Фиша был прерван. Из окна второго этажа высунулась Бандл. «Не хотите прокатиться в город, мистер Фиш? Я как раз уезжаю». «Спасибо, леди Эйлин, но мне здесь очень хорошо». «Уверены, что не передумаете, мистер Кейт?» Энтони рассмеялся и покачал головой. Бандл скрылась в окне. «Сон мне сейчас ближе», — сказал Энтони, широко зевнув. «Отличный послеобеденный сон». Он вытащил сигарету. «У вас не найдется спички?» Мистер Фиш протянул ему коробок. Энтони прикурил и вернул коробок со словами благодарности. «Розы, это, конечно, прекрасно», — сказал Энтони. «Но сегодня днем я не чувствую в себе особого тяготения к садоводству». С обезоруживающей улыбкой он весело кивнул. Со двора дома донесся громоподобный шум. «Довольно мощный двигатель у нее в этой развалюхе», — заметил Энтони. «Ну вот, она поехала». Им было видно, как машина несется по длинной аллее. Энтони снова зевнул и не спеша направился к дому. Он переступил порог. Но стоило ему оказаться внутри, как он словно превратился в ртуть. Он пулей пересек холл, выскочил через одно из окон на противоположной стороне и помчался через парк. Он знал, что Бандл предстоит сделать большой крюк мимо ворот сторожки и через деревню. Он бежал, сломя голову. Это была гонка со временем. Он добрался до парковой стены как раз в тот момент, когда услышал за ней шум автомобиля. Он подтянулся, перемахнул через стену и спрыгнул на дорогу. «Эй!» — крикнул Энтони. От неожиданности Бандл вильнула едва ли не на полдороги. Ей удалось затормозить без происшествий. Энтони подбежал к машине, открыл дверцу и прыгнул на сиденье рядом с Бандл. «Я иду в Лондон с тобой», — сказал он. «Я с самого начала это собирался сделать». «Странный ты человек», — сказала Бандл. «А что это у тебя в руке?» «Всего лишь спичка», — сказал Энтони. Он задумчиво посмотрел на нее. Она была из розового дерева, с желтой головкой. Он выбросил свою незажженную сигарету и бережно опустил спичку в карман. Глава 24. Дом в Дувре. «Ты ведь не против, я полагаю», — сказала Бандл через минуту или две, «если я поеду довольно быстро?» Я выехала позже, чем намеревалась. Энтони казалось, что они и так уже двигались на ужасающей скорости, но вскоре он понял, что это ничто по сравнению с тем, что Бандл могла выжать из Панара, если бы постаралась. «Некоторые люди», — сказала Бандл, на мгновение сбавляя ход, чтобы проехать через деревню, до смерти боятся моего вождения. Бедный старый папа, например. Ничто в мире не заставило бы его поехать со мной в этой старой колымаге. Втайне Энтони считал, что лорд Кейтерхэм был совершенно прав, поездка с Бандл не была тем развлечением, которому стоило предаваться робким джентльменам средних лет. «Но ты, кажется, ни капли не нервничаешь», — одобрительно продолжила Бандл, влетая в поворот на двух колесах. «Видишь ли, я в довольно хорошей форме», — серьезно объяснил Энтони. «К тому же», — добавил он, подумав, — «я и сам довольно сильно спешу». «Мне прибавить еще ходу?» — любезно спросила Бандл. «Боже упаси, нет», — поспешно сказал Энтони. «Мы и так идем в среднем около 50 миль в час».
«Я просто сгораю от любопытства, желая знать причину этого внезапного отъезда», сказала Бандл после того, как исполнила на клаксоне целую фанфару, которая должна была временно оглушить всю округу. «Но я полагаю, мне нельзя спрашивать. Ты ведь не скрываешься от правосудия, верно?» «Я не совсем уверен», — сказал Энтони. «Скоро узнаю». «Этот человек из Скотленд-Ярда не такой уж лопух, как я думала», — задумчиво произнесла Бандл. «Бэтл, толковый малый», — согласился Энтони. «Тебе следовало бы пойти в дипломатию», — заметила Бандл. «Ты не особо делишься информацией, не так ли?» У меня было впечатление, что я просто болтаю без умолку. Дружище, ты ведь не сбегаешь с мадмуазель Брюн, случайно?» «Невиновен», — с жаром воскликнул Энтони. Последовала пауза в несколько минут, в течение которой Бандл догнала и обошла 3 другие машины. Затем она внезапно спросила: «Как давно ты знаешь Вирджинию?» «На этот вопрос трудно ответить», — сказал Энтони с абсолютной искренностью. «На самом деле я видел ее не так уж часто, и все же мне кажется, будто я знаю ее целую вечность». Бандл кивнула. «У Вирджинии есть мозги», — резко заметила она. «Она вечно говорит глупости, но мозги у нее что надо». В Герцесловакии она была чертовски хороша, я полагаю. Если бы Тим Ревел остался жив, у него была бы прекрасная карьера, и главным образом благодаря Вирджинии. Она ради него из кожи вон лезла. Она сделала для него все возможное в этом мире, и я знаю почему. Потому что она любила его. Энтони сидел, глядя строго перед собой. Нет, именно потому, что не любила. Разве ты не понимаешь? Она не любила его, никогда не любила, и потому делала все на свете, чтобы загладить это. В этом вся Вирджиния. Но ты уж не заблуждайся на этот счет. Вирджиния никогда не была влюблена в Тима Ревела. «Ты говоришь очень уверенно», — сказал Энтони, поворачиваясь к ней. Маленькие ручки Бандл вцепились в рулевое колесо, а подбородок был упрямо выставлен вперед. «Кое-что я знаю. Во время ее замужества я была всего лишь ребенком, но я слышала пару вещей, зная Вирджинию, мне нетрудно сложить их вместе». Тим Ревел был совершенно сражен Вирджинией, он ведь был ирландцем, знаешь ли, и чертовски привлекательным, с талантом красиво изъясняться. Вирджиния была совсем молодой, 18 лет. Она шагу не могла ступить, чтобы не видеть Тима в состоянии живописного отчаяния, клянущегося, что он застрелится или сопьется, если она не выйдет за него. Девушки верят в такие вещи, или верили раньше, за последние 8 лет мы сильно продвинулись вперед. Вирджиния была увлечена чувством, которое, как она думала, сама же и внушила. Она вышла за него, и всегда была для него ангелом. Она не была бы и наполовину таким ангелом, если бы любила его. В Вирджинии сидит порядочный чертенок. Но одно я могу сказать тебе точно, она наслаждается своей свободой. И любому придется несладко, если он попытается убедить ее отказаться от нее. «Интересно, почему ты рассказываешь мне все это?» Медленно произнес Энтони. «Интересно ведь знать о людях, не так ли? О некоторых людях, я имею в виду». «Мне хотелось это знать», — признался он. «А от Вирджинии ты бы этого никогда не услышал. Но ты можешь доверять мне, это самые достоверные сведения из первых уст. Вирджиния — прелесть. Даже женщины любят ее, потому что в ней нет ни капли стервозности. И вообще, закончила Бандл несколько туманно, нужно ведь поступать по-спортивному, верно?» Конечно», — согласился Энтони. Но он все еще был озадачен. Он понятия не имел, что побудило Бандл выдать ему столько информации без всяких расспросов.
То, что он был рад этому, он не отрицал. «А вот и трамваи», — со вздохом сказала Бандл. «Теперь, полагаю, мне придется ехать осторожно». «Это было бы не лишнее», — согласился Энтони. Его представления и представления Бандл об осторожной езде едва ли совпадали. Оставив позади негодующие пригороды, они, наконец, выехали на Оксфорд-стрит. «Неплохо докатили, а?» — сказала Бандл, бросив взгляд на свои наручные часы. Энтони горячо согласился. «Где тебя высадить?» «Где угодно». «Ты в какую сторону едешь?» «В сторону Найтсбриджа». «Хорошо, высади меня у Гайд-парк-корнер». «До свидания», — сказала Бандл, притормаживая в указанном месте. «А как насчет обратного пути?» «Я доберусь обратно сам, большое спасибо». «Я все-таки напугала его», — заметила Бандл. «Я бы не рекомендовал поездки с тобой в качестве тонизирующего средства для нервных пожилых дам, но лично мне понравилось. В последний раз я был в такой же опасности, когда на меня неслось стадо диких слонов». «По-моему, ты ужасно груб», — заметила Бандл. «Мы сегодня даже ни разу не стукнулись». «Мне жаль, если ты сдерживала себя из-за меня», — парировал Энтони. «Я думаю, что мужчины на самом деле не очень-то храбрые», — сказала Бандл. «Это удар ниже пояса», — сказал Энтони. «Удаляюсь посрамленным». Бандл кивнула и поехала дальше. Энтони окликнул проезжавшее такси. «Вокзал Виктория», — сказал он водителю, садясь в машину. Добравшись до Виктории, он расплатился с таксистом и навели справки о ближайшем поезде до Дувра. К несчастью, один он только что упустил. Смирившись с необходимостью прождать чуть больше часа, Энтони шагал взад и вперед, нахмурив брови. Один или два раза он нетерпеливо покачал головой. Поездка в Дувр прошла без происшествий. Прибыв туда, Энтони быстро вышел из здания вокзала, а затем, словно внезапно вспомнив о чем-то, повернул назад. С легкой улыбкой на губах он попросил объяснить ему, как пройти к Хёрстмеру на Лэнгли-роуд. Упомянутая улица была длинной и вела прямо за город. Согласно указаниям носильщика, Хёрстмер был самым последним домом. Энтони упорно шагал вперед. Между его бровей снова появилась маленькая складка. Тем не менее, в его поведении сквозило новое воодушевление, так бывало всегда, когда опасность оказывалась близко. Хёрстмер, как и говорил носильщик, оказался самым последним домом на Лэнгли-роуд. Он стоял в глубине участка, окруженный собственным садом, запущенным и заросшим. Это место, как рассудил Энтони, должно быть, пустовало много лет. Большие железные ворота ржаво качались на петлях, а название на столбе было наполовину стерто. «Уединенное местечко», — пробормотал Энтони про себя, и весьма удачное для выбора. Он помедлил минуту или две, быстро оглядел улицу, которая была совершенно безлюдна, а затем бесшумно скользнул мимо скрипучих ворот на заросшую аллею. Он прошел по ней немного вперед и остановился, прислушиваясь. Он все еще находился на некотором расстоянии от дома. Нигде не было слышно ни звука. Несколько быстро желтеющих листьев отделились от ветки дерева над головой и упали с тихим шуршанием, которое показалось почти зловещим в этой тишине. Энтони вздрогнул, а затем улыбнулся. «Нервы», — пробормотал он про себя. «Никогда раньше не знал, что они у меня вообще есть». Он двинулся дальше по аллее. Вскоре, когда дорожка повернула, он скользнул в кусты и так продолжил свой путь, оставаясь незамеченным из дома. Внезапно он замер, всматриваясь сквозь листву. Где-то вдалеке лаяла собака, но внимание Энтони привлек звук, раздавшийся гораздо ближе. Его чуткий слух не обманул его. Из-за угла дома быстро вышел мужчина, коренастый,
плотный, невеликого роста, иностранной наружности. Он не остановился, а уверенно пошел дальше, обходя дом кругом и снова скрываясь из виду. Энтони кивнул про себя. «Часовой», — прошептал он. А они неплохо все организовали. Как только тот прошел, Энтони двинулся дальше, уклоняясь влево и следуя по пятам за часовым. Его собственные шаги были совершенно бесшумными. Стена дома находилась справа от него, и вскоре он подошел к месту, где на гравийную дорожку падала широкая полоса света. Голоса нескольких говорящих между собой мужчин были отчетливо слышны. «Боже мой! Какие набитые дураки!» — пробормотал Энтони про себя. По делам бы им было, если бы их как следует пугнули. Он подкрался к окну, пригибаясь, чтобы его не заметили. Затем очень осторожно поднял голову до уровня подоконника и заглянул внутрь. Человек 6 расположились вокруг стола. 4 из них были крупными, коренастыми мужчинами с высокими скулами и раскосыми глазами мадьярского типа. Другие 2 были маленькими, похожими на крыс человечками с быстрыми жестами. Разговор шел на французском языке, но 4 здоровых мужчин говорили на нем неуверенно, с хриплой гортанной интонацией. «Шеф?» — прорычал один из них. «Когда он будет здесь?» Один из тех, что поменьше, пожал плечами. «В любое время». «Пора бы уже», — проворчал первый. «Я никогда не видел его, этого вашего шефа, но какие великие и славные дела могли бы мы совершить за эти дни бездельного ожидания?» «Дурак», — язвительно бросил другой коротышка. «Попасться в лапы полиции — вот и все великое и славное дело, на которое способны ты и твоя драгоценная шайка. Куча неуклюжих горилл». «Ага», — взревел другой коренастый детина. «Ты оскорбляешь товарищей? Я быстро оставлю след красной руки на твоей глотке». Он приподнялся, свирепо глядя на француза, но один из соратников удержал его, потянув назад. «Кончайте свару», — прохрипел он. «Мы должны работать вместе». Из всего, что я слышал, этот король Виктор не терпит, когда ему не повинуются. В темноте Энтони услышал приближающиеся шаги часового, который снова обходил дом и отступил за куст. «Кто это там?» — спросил один из тех, кто был внутри. «Карло делает обход». «А что насчет пленника?» «С ним все в порядке, приходит в себя довольно быстро. Он хорошо оправился после того удара по голове, что мы ему задали». Энтони тихо отошел в сторону. «Боже, ну и компания», — пробормотал он. Обсуждают свои дела при открытом окне, а этот дурак Карло топает как слон и имеет зрение летучей мыши. И вдобавок ко всему, герцословакийцы и французы вот-вот вцепятся друг другу в глотку. Похоже, штаб-квартира короля Виктора находится в плачевном состоянии. Мне бы доставило удовольствие, огромное удовольствие, преподать им урок. Он постоял минуту в нерешительности, усмехаясь про себя. Откуда-то поверх его головы донесся сдавленный стон. Энтони посмотрел вверх. Стон повторился. Энтони быстро огляделся по сторонам. Карло должен был появиться здесь еще не скоро. Он ухватился за густые плети девичьего винограда и ловко полез вверх, пока не достиг подоконника. Окно было закрыто, но с помощью инструмента из кармана он быстро сумел отжать защелку. Он замер на мгновение, прислушиваясь, а затем легко прыгнул внутрь комнаты. В дальнем углу стояла кровать, и на ней лежал человек, чьи очертания едва угадывались в полумраке. Энтони подошел к кровати и посветил карманным фонариком в лицо лежащего. Это было лицо иностранца, бледное и изнуренное, а голова была укутана тяжелыми бинтами. Человек был связан по рукам и ногам.
Он смотрел на Энтони как ошеломленный. Энтони наклонился к нему и в то же мгновение услышал позади себя звук. Он резко повернулся, и его рука скользнула в карман пиджака. Но резкая команда остановила его. «Руки вверх, сынок. Ты не ожидал увидеть меня здесь, но так уж вышло, что я сел на тот же поезд на вокзале Виктория, что и ты». В дверях стоял мистер Хирам Фиш. Он улыбался, а в его руке был большой синий автоматический пистолет. Глава 25. Вторник вечер в Чимнизе. Лорд Кейтерхэм, Вирджиния и Бандл сидели в библиотеке после обеда. Шел вторник вечер. Минуло уже около 30 часов со времени довольно эффектного отъезда Энтони. Бандл уже по меньшей мере 7-й раз повторила прощальные слова Энтони, сказанные им на Гайд-парк-корнер. «Я доберусь обратно сам», — задумчиво повторила Вирджиния. Это не похоже на то, чтобы он ожидал отсутствовать так долго. К тому же он оставил здесь все свои вещи. Он не говорил вам, куда направляется. «Нет», — сказала Вирджиния, глядя прямо перед собой. «Он ничего мне не сказал». После этого на минуту-другую воцарилось молчание. Лорд Кейтерхэм первым нарушил его. «В целом», — сказал он, — «содержание отеля имеет некоторые преимущества перед содержанием загородного дома». «В каком смысле?» «Это маленькое объявление, которое они всегда вешают у тебя в комнате. Посетители, намеревающиеся отбыть, должны уведомить до 12 часов». Вирджиния улыбнулась. «Полагаю», — продолжил он, — «я старомоден и неблагоразумен. Я знаю, теперь в моде заскакивать в дом и выскакивать из него. Та же идея, что и в отеле, полная свобода действий и никакого счета в конце». «Ты старый ворчун», — сказала Бандл. «У тебя были Вирджиния и я. Чего еще тебе хочется?» «Ничего больше, — поспешно заверил их лорд Кейтерхэм. «Вовсе не в этом дело. Это дело принципа. Из-за этого чувствуешь себя так неспокойно. Я вполне готов признать, что это были почти идеальные 24 часа. Мир, совершенный мир. Ни краж со взломом, ни других насильственных преступлений, ни детективов, ни американцев. Я жалуюсь на то, что получил бы от всего этого гораздо больше удовольствия, если бы чувствовал себя по-настоящему в безопасности. А так я все время твердил себе, кто-нибудь из них обязательно появится через минуту. И это испортило все дело». «Ну, никто не появился», — сказала Бандл. «Нас оставили в полном покое, фактически нами пренебрегли. Странно, как исчез Фиш. Он ничего не сказал?» «Ни слова. Последний раз я видел его, когда он шагал взад и вперед по розарию вчера днем, покуривая одну из этих своих неприятных сигар. После этого он, кажется, просто растворился в пейзаже». «Должно быть, кто-то его похитил», — с надеждой сказала Бандл. «Днем другим позже, я ожидаю, нам придется вызывать Скотленд-Ярд, чтобы прочесать озеро и найти его мертвое тело», — мрачно сказал ее отец. «Так мне и надо. В мои-то годы мне следовало спокойно уехать за границу и заботиться о своем здоровье, а не позволять втягивать себя в безумные авантюры Джорджа Ломакса, я». Его прервал Тредвилл. «Ну», — раздраженно сказал лорд Кейтерхэм, — «что там такое?» «Здесь французский детектив, милорд, и был бы рад, если бы вы могли уделить ему несколько минут». «Что я вам говорил?» — сказал лорд Кейтерхэм. «Я знал, что это слишком хорошо, чтобы длиться долго. Будьте уверены, они нашли мертвое тело Фиша, скрюченное в пруду с золотыми рыбками». Тредвилл, соблюдая сугубо почтительную манеру, вернул его к сути вопроса. «Мне сказать, что вы его примете, милорд?»
Да, да. Веди его сюда. Тредвилл удалился. Минуту-другую спустя он вернулся, объявляя скорбным голосом: «Месье Лемойн». Француз вошел быстрой, легкой походкой. Его походка, даже больше, чем лицо, выдавала тот факт, что он чем-то взволнован. «Добрый вечер, Лемойн», — сказал лорд Киттерхэм. «Выпейте чего-нибудь, не так ли?» «Благодарю вас, нет». Он пунктуально поклонился дамам. «Наконец-то у меня есть прогресс. При сложившихся обстоятельствах я счел, что вы должны быть ознакомлены с открытиями, очень серьезными открытиями, которые я сделал за последние 24 часа. Я так и думал, что где-то должно происходить что-то важное», — сказал лорд Киттерхэм. «Милорд, вчера днем один из ваших гостей покинул этот дом весьма странным образом. Должен вам сказать, что с самого начала у меня были подозрения. Перед нами человек, явившийся из глуши. 2 месяца назад он был в Южной Африке. А до этого где?» Вирджиния резко вздохнула. На мгновение глаза француза сомнительно остановились на ней. Затем он продолжил. «До этого где?» «Никто не может сказать. И он как раз из тех, кого я ищу, веселый, дерзкий, отчаянный, готовый на все. Я посылаю телеграмму за телеграммой, но не могу получить никаких сведений о его прошлой жизни. 10 лет назад он был в Канаде, да, но с тех пор молчание. Мои подозрения становятся все крепче. Затем в один прекрасный день я подобрал обрывок бумаги там, где он только что прошел. На нем указан адрес дома в Дувре. Позже, как бы случайно, я роняю этот же самый клочок бумаги. Краем глаза я вижу, как этот Борис, этот герцословакиец, подбирает его и относит своему хозяину. Я с самого начала был уверен, что этот Борис — посланник товарищей Красной Руки. Мы знаем, что товарищи действуют заодно с королем Виктором в этом деле. Если Борис узнал в мистере Энтони Кейде своего вождя, разве не поступил бы он точно так же, как поступил, то есть перешел к нему на службу? С чего бы ему иначе привязываться к незначительному чужаку? Это было подозрительно, говорю вам, очень подозрительно. Но я был почти обезоружен, когда Энтони Кейд тут же приносит эту самую бумагу мне и спрашивает, не я ли ее уронил. Как я уже сказал, я был почти обезоружен, но не до конца. Ибо это могло означать как то, что он невиновен, так и то, что он очень умен. Разумеется, я отрицаю, что она моя или что я ее уронил. Но тем временем я начал наведение справок. Только сегодня я получил известие. Дом в Дувре был поспешно покинут, но вплоть до вчерашнего дня там находилась группа иностранцев. Нет никаких сомнений, что это была штаб-квартира короля Виктора. А теперь посмотрите на значение этих фактов. Вчера днем мистер Кейд поспешно убирается отсюда. С тех пор, как он выронил ту бумагу, он должен был понимать, что игра сыграна. Он добирается до Дувра, и банда тут же распускается. Каким будет следующий шаг, я не знаю. Совершенно ясно одно: мистер Энтони Кейд сюда не вернется. Но зная короля Виктора, как зная его я уверен, что он не бросит игру, не сделав еще одной попытки заполучить драгоценность. И вот тогда-то я его и возьму. Вирджиния внезапно встала. Она подошла к камину и заговорила голосом, прозвучавшим холодно, как сталь. «Мне кажется, вы не принимаете в расчет одно обстоятельство, месье Лемойн», — сказала она. «Мистер Кейд — не единственный гость, который вчера исчез подозрительным образом. Вы имеете в виду, мадам, что все сказанное вами в равной степени относится и к другому человеку? Как насчет мистера Хирама Фиша? Мистер Фиш.
Да, мистер Фиш. Разве вы не говорили нам в первый же вечер, что король Виктор недавно прибыл в Англию из Америки? Мистер Фиш тоже прибыл в Англию из Америки. Правда, он привез рекомендательное письмо от очень известного человека, но для такого мастера, как король Виктор, устроить это было бы проще простого. Он определенно не тот, за кого себя выдает. Лорд Кейтерхэм уже обращал внимание на то, что, когда заходит речь о первых изданиях, ради которых он якобы сюда приехал, он всегда только слушает и никогда не говорит сам. И против него есть несколько подозрительных фактов. В ночь убийства в его окне горел свет. Затем вспомните тот вечер в зале совета. Когда я встретила его на террасе, он был полностью одет. Уронить бумагу мог и он. Вы ведь не видели лично, как это сделал мистер Кейт. Мистер Кейт мог поехать в Дувр. Если он так и поступил, то исключительно ради расследования. Там его могли похитить. Я утверждаю, что действия мистера Фиша вызывают гораздо больше подозрений, чем действия мистера Кейда. Голос француза прозвучал резко. С вашей точки зрения, это вполне может быть так, мадам. Я этого не оспариваю. И я согласен, что мистер Фиш не тот, за кого себя выдает. Ну, в таком случае. Но это ничего не меняет. Видите ли, мадам, мистер Фиш — человек из Пинкертона. Что? Воскликнул лорд Кейтерхэм. Да, лорд Кейтерхэм. Он прибыл сюда, чтобы выследить короля Виктора. Суперинтендант Бэттл и я знаем об этом уже некоторое время. Вирджиния ничего не сказала. Очень медленно она снова села. Эти несколько слов превратили в руины у ее ног все то здание, которое она с таким трудом возводила. «Видите ли», — продолжал Лемойн, — «мы все знали, что в конечном итоге король Виктор явится в Чимнис. Это было единственное место, где мы были уверены, что поймаем его». Вирджиния подняла глаза, в которых загорелся странный огонек, и внезапно рассмеялась. «Но вы его еще не поймали», — сказала она. Лемойн посмотрел на нее с любопытством. «Нет, мадам. Но я поймаю. Он, кажется, довольно знаменит тем, что обводит людей вокруг пальца, не так ли?» Лицо француза потемнело от гнева. «В этот раз все будет иначе», — процедил он сквозь зубы. «Он очень привлекательный малый», — заметил лорд Кейтерхэм. «Очень привлекательный. Но неужели, постойте, Вирджиния, вы ведь говорили, что он ваш старый друг?» «Вот именно поэтому», — покойно ответила Вирджиния, — «я думаю, что месье Лемойн совершает ошибку». И она твердо встретила взгляд детектива, но тот, казалось, ничуть не смутился. «Время покажет, мадам», — произнес он. «Вы уверяете, что это он застрелил принца Михаила?» — спросила она минуту спустя. «Безусловно». Но Вирджиния покачала головой. Нет», — сказала она. Нет. В одном я совершенно уверена. Энтони Кейт никогда не убивал принца Михаила. Лемойн пристально наблюдал за ней. «Существует вероятность, что вы правы, мадам», — медленно проговорил он. «Вероятность, и только. Возможно, это был герцословакиец Борис, который превысил свои полномочия и сделал этот выстрел. Кто знает, может быть, принц Михаил причинил ему какое-то большое зло, и человек искал мести. У него вид прирожденного убийцы», — согласился лорд Кейтерхэм. «Горничные, я полагаю, визжат, когда сталкиваются с ним в коридорах». «Что ж», — сказал Лемойн, — «мне пора идти. Я посчитал своим долгом перед вами, милорд, сообщить, как именно обстоят дела».
«Очень любезно с вашей стороны, я уверен», — сказал лорд Кейтерхэм. «Точно не выпьете?» «Ну, ладно. Доброй ночи». «Терпеть не могу этого человека с его чопорной черной бородкой и стеклами в глазах», — заявила Бандл, как только за ним закрылась дверь. «Надеюсь, Энтони оставит его с носом. Я бы с удовольствием посмотрела, как он пляшет от ярости». «Что ты думаешь обо всем этом, Вирджиния?» «Я не знаю», — ответила Вирджиния. «Я устала. Я пойду спать». «Неплохая мысль», — поддержал ее лорд Кейтерхэм. Уже 11:30. Когда Вирджиния пересекала просторный холл, она заметила широкую спину, которая показалась ей знакомой. Спина деликатно скрывалась за боковой дверью. «Суперинтендант Бэттл», — властно окликнула она. Суперинтендант, а это был именно он, повернул назад с легкой неохотой. «Да, миссис Ревел». Здесь был месье Лемойн. Он говорит: «Скажите мне, это правда, настоящая правда, что мистер Фиш — американский детектив?» Суперинтендант Бэттл кивнул. «Все верно. И вы знали это с самого начала?» Суперинтендант Бэттл снова кивнул. Вирджиния повернулась к лестнице. «Понятно», — сказала она. «Спасибо». До этой самой минуты она отказывалась верить. А теперь. Глава 26. 13 октября. В 10 часов утра в среду, 13 октября, Энтони Кейт вошел в отель «Харриэдж» и спросил барона Лалапричила, который занимал там номер люкс. После подобающей и внушительной задержки Энтони проводили в упомянутый номер. Барон стоял на каминном коврике в корректной и чопорной позе. Маленький капитан Андраши, столь же безупречный в своем поведении, но с оттенком некоторой враждебности, также присутствовал при этом. Последовали обычные поклоны, щелканье каблуками и прочие формальные приветствия, предписанные этикетом. Энтони к этому времени уже досконально изучил весь этот ритуал. «Надеюсь, барон, вы простите мне этот ранний визит», — бодро сказал он, кладя шляпу и трость на стол. «Дело в том, что у меня есть к вам небольшое деловое предложение». «Ха! Вот как?» — отозвался барон. Капитан Андраши, который так и не преодолел своего первоначального недоверия к Энтони, посмотрел подозрительно. «Бизнес», — продолжал Энтони, — «основан на общеизвестном принципе спроса и предложения. Вам что-то нужно, а у другого человека это есть. Остается только договориться о цене». Барон внимательно посмотрел на него, но ничего не ответил. Между герцословакийским дворянином и английским джентльменом условия должны быть согласованы без труда, быстро проговорил Энтони. Он слегка покраснел, произнося эти слова. Подобные фразы не так-то легко сходят с уст англичанина, но он уже замечал ранее, какое огромное впечатление производит подобная фразеология на барона. И действительно, чары подействовали. «Это так», — одобрительно произнес барон, кивая головой. «Это совершенно верно». Даже капитан Андраши, казалось, немного смягчился и тоже кивнул. «Очень хорошо», — сказал Энтони. «Не буду больше ходить вокруг да около». «Что вы говорите?» — прервал его барон. «Ходить вокруг да около?» «Я не понимаю». «Просто фигура речи, барон. Говоря простым английским языком, вам нужен товар, а он у нас есть. Корабль — это, конечно, прекрасно, но ему не хватает носовой фигуры. Под кораблем я подразумеваю партию роялистов Герцословакии. В настоящий момент у вас отсутствует главный пункт вашей политической программы. Вы остались без принца.
А теперь предположим, только предположим, что я мог бы предоставить вам принца? Барон уставился на него. «Я совершенно вас не понимаю», — заявил он. «Сударь», — сказал капитан Андраши, свирепо крутя усы, — «вы наносите оскорбление». «Вовсе нет», — возразил Энтони. «Я пытаюсь помочь. Спрос и предложение, понимаете ли. Все абсолютно честно и открыто. Никаких принцев, если они не подлинные, ищите торговую марку. Если мы договоримся, вы увидите, что все в полном порядке. Я предлагаю вам настоящий, подлинный товар из самых лучших запасов». «Совершенно», — вновь заявил барон, — «я вас не понимаю». «Это не имеет особого значения», — любезно сказал Энтони. «Я просто хочу, чтобы вы привыкли к этой мысли. Выражаясь вульгарно, у меня есть козырь в рукаве. Просто усвойте следующее. Вам нужен принц. При определенных условиях я обязуюсь предоставить его вам». Барон и Андраши уставились на него. Энтони снова взял шляпу и трость и приготовился уходить. «Просто подумайте об этом. И еще одно, барон. Вы должны приехать сегодня вечером в Чимнис, капитан Андраши тоже. Там, вероятно, произойдет несколько весьма любопытных вещей. Назначим встречу. Скажем, в зале совета в 9 часов вечера. Благодарю вас, господа, я могу на вас рассчитывать». Барон сделал шаг вперед и испытующе заглянул в лицо Энтони. «Мистер Кейт», — сказал он не без достоинства, — «надеюсь, вы не хотите посмеяться надо мной?» «Барон», — ответил он, и в его голосе прозвучала странная нота, — «когда сегодняшний вечер закончится, я думаю, вы первый признаете, что во всем этом деле гораздо больше серьезного, нежели шутливого». Поклонившись обоим мужчинам, он вышел из комнаты. Его следующий визит был в Сити, где он передал свою карточку мистеру Герману Исаакштейну. После некоторого ожидания Энтони был принят бледным и изысканно одетым подчиненным с чарующими манерами и военным званием. «Вы хотели видеть мистера Исаакштейна, не так ли?» — спросил молодой человек. «Боюсь, он ужасно занят сегодня утром, заседание правления и все такое прочее, понимаете ли. Могу я чем-нибудь помочь?» «Мне нужно видеть его лично», — сказал Энтони и небрежно добавил, «я только что приехал из Чимнис». Молодой человек был слегка ошеломлен упоминанием Чимнис. «А!» — нерешительно произнес он. «Что ж, я посмотрю». «Скажите ему, что это важно», — добавил Энтони. «Поручение от лорда Кейтерхэма?» — предположил молодой человек. «Что-то в этом роде», — ответил Энтони, «но мне совершенно необходимо увидеть мистера Исаакштейна немедленно». 2 минуты спустя Энтони проводили в роскошный внутренний кабинет, где наибольшее впечатление на него произвели огромные размеры и глубокие кожаные кресла. Мистер Исаакштейн поднялся, чтобы поприветствовать его. «Простите, что заглянул к вам вот так, без предупреждения», — сказал Энтони. «Я знаю, что вы человек занятой и не собираюсь тратить ваше время попусту, если смогу этого избежать. Я просто хочу предложить вам небольшое дело». Исаакштейн внимательно посмотрел на него минуту-другую своими черными, как бусины, глазами. «Возьмите сигару», — неожиданно предложил он, протягивая открытую коробку. «Благодарю вас», — сказал Энтони. «Пожалуй, не откажусь». Он взял одну. «Это насчет дел в Герцесловакии», — продолжил Энтони, принимая спичку. Он заметил мгновенное колебание в пристальном взгляде собеседника. Убийство принца Михаила, должно быть, изрядно спутало все карты. Мистер Исаакштейн приподнял одну бровь, вопросительно произнес «А» и перевел взгляд на потолок. «Нефть»,
задумчиво произнес Энтони, разглядывая полированную поверхность стола. Удивительная вещь — нефть. Он почувствовал, как финансист слегка вздрогнул. «Не могли бы вы перейти к делу, мистер Кейт?» «С удовольствием. Я полагаю, мистер Исаак Штейн, что если эти нефтяные концессии будут предоставлены другой компании, вы не будете особенно рады?» «Каково ваше предложение?» — спросил тот, глядя прямо на него. Подходящий претендент на престол, преисполненный пробританских симпатий. «И где же он у вас?» «Это мое дело». Исаак Штейн ответил на эту реплику легкой улыбкой, его взгляд стал жестким и проницательным. «Подлинный претендент? Я не потерплю никаких сомнительных махинаций. Абсолютно подлинный. Честно. Честно. Я поверю вам на слово». «Похоже, вас не пришлось долго убеждать», — заметил Энтони, с любопытством глядя на него. Герман Исаак Штейн улыбнулся. «Я не добился бы того, что имею сейчас, если бы не научился понимать, говорит человек правду или нет», — просто ответил он. «Каковы ваши условия?» «Тот же заем на тех же условиях, которые вы предлагали принцу Михаилу». «А как насчет вас самого?» «На данный момент ничего, кроме того, что я хочу, чтобы вы приехали сегодня вечером в Чимнис». «Нет», — с некоторой решительностью произнес Исаак Штейн. «Я не могу этого сделать». «Почему?» «Обедаю в городе, довольно важный ужин. И все же, боюсь, вам придется его отменить, ради вашего же блага». «Что вы имеете в виду?» Энтони смотрел на него целую минуту, прежде чем медленно произнести. «Знаете ли вы, что они нашли револьвер, тот самый, из которого был застрелен Михаил? Знаете ли вы, где они его нашли? В вашем чемодане». «Что?» Исаак Штейн почти вскочил со своего кресла. Лицо его выражало крайнее смятение. «Что вы говорите? Что это значит?» «Я сейчас все объясню». Весьма услужливо Энтони поведал обо всем, что было связано с обнаружением револьвера. Пока он говорил, лицо его собеседника приобрело сероватый оттенок абсолютного ужаса. «Но это ложь!» — закричал он, едва Энтони закончил. «Я никогда его туда не клал. Я ничего об этом не знаю. Это заговор». «Не волнуйтесь», — успокаивающе произнес Энтони. «Если дело обстоит именно так, вы легко сможете это доказать». «Доказать? Как я могу это доказать?» «На вашем месте, — мягко сказал Энтони, — я бы приехал сегодня вечером в Чимнис». Исаак Штейн посмотрел на него с сомнением. «Вы советуете это сделать?» Энтони наклонился вперед и что-то шепнул ему. Финансист в изумлении откинулся назад, уставившись на него. «Вы действительно имеете в виду?» «Приезжайте и увидите», — сказал Энтони. Глава 27. 13 октября. Продолжение. Часы в зале советов пробили 9. «Ну», — сказал лорд Кейтерхэм с глубоким вздохом. «Вот они все и собрались, точно стадо крошки Бо-Пип, вернулись и помахивают хвостами». Он печально оглядел комнату. «Шарманщик в комплекте с обезьянкой», — пробормотал он, фиксируя взгляд на бароне. «Любопытный Варвара с Трогмартон-стрит». «Мне кажется, ты довольно недобр к барону», — запротестовала Бандл, которой изливались эти откровения. «Он сказал мне, что считает тебя идеальным примером английского гостеприимства среди высшей знати». «Допускаю», — сказал лорд Кейтерхэм. «Он всегда говорит подобные вещи. От этого говорить с ним становится крайне утомительно.
Но могу тебе сказать, что я уже далеко не такой гостеприимный английский джентльмен, каким был. При первой же возможности я сдам чемниз какому-нибудь предприимчивому американцу, а сам уеду жить в отель. Там, если кто-то тебе докучает, ты можешь просто попросить счет и уехать. «Взбодрись», — сказала Бандл. «Похоже, мы навсегда потеряли мистера Фиша». «Он всегда казался мне довольно забавным», — сказал лорд Кейтерхэм, бывший в противоречивом настроении. «Это твой драгоценный молодой человек втянул меня в это. Почему это заседание совета директоров должно созываться в моем доме? Почему он не снимет Лурчес или Элмхерст, или какую-нибудь милую загородную резиденцию вроде той, что в Стретеме, и не проведет собрание своей компании там?» «Не та атмосфера», — сказала Бандл. «Надеюсь, никто не собирается играть с нами в какие-нибудь шутки?» Нервно спросил ее отец. «Я не доверяю этому французу, Лемайну. У французской полиции припасено полно всяких уловок. Надевают тебе на руку резиновые ленты, а потом реконструируют преступление и заставляют тебя подпрыгнуть, а это регистрируется на термометре. Я знаю, что когда они выкрикнут «Кто убил принца Михаила?», я зарегистрирую 122 или что-то совершенно ужасное, и они меня тут же утащат в тюрьму». Дверь открылась, и Тредвилл объявил: «Мистер Джордж Ломакс. Мистер Эверсли». Входит треска, сопровождаемая верным псом, пробормотала Бандл. Билл направился прямиком к ней, в то время как Джордж поприветствовал лорда Кейтерхэма в той радушной манере, которую он принимал для публичных случаев. «Мой дорогой Кейтерхэм», — сказал Джордж, пожимая ему руку, — «я получил твое сообщение, конечно же, приехал». «Очень мило с твоей стороны, мой дорогой друг, очень мило с твоей стороны. Все непременно рад тебя видеть». Совесть лорда Кейтерхэма всегда толкала его на излишнее радушие, когда он чувствовал, что никакого радушия не испытывает. Не то чтобы это было мое сообщение, но это вовсе не имеет значения. Тем временем Билл атаковал Бандл вполголоса. «Послушай. В чем тут дело? Что это я слышу про Вирджинию, сбежавшую посреди ночи? Ее ведь не похитили, нет?» «Нет», — сказала Бандл. Она оставила записку, приколотую к подушечке для булавок в самом ортодоксальном стиле. Она ведь ни с кем не уехала, так? Не с тем колониальным типом? Мне никогда не нравился этот малый, судя по тому, что я слышал, вокруг бродит идея, что он сам и есть супермошенник. Но я не совсем понимаю, как это может быть. Почему нет? Ну, этот король Виктор был французом, а Кейт — чистый англичанин. Тебе не доводилось слышать, что король Виктор был опытным лингвистом и к тому же наполовину ирландцем? Господи! Так вот почему он скрылся, так? Не знаю насчет того, скрылся ли он. Он исчез позавчера, как ты знаешь. Но сегодня утром мы получили от него телеграмму, в которой говорилось, что он будет здесь сегодня вечером в 9 часов после полудня, и предлагалось пригласить треску. Все эти остальные люди тоже объявились, приглашенные мистером Кейдом. «Это целое сборище», — сказал Билл, оглядываясь. Один французский детектив у окна, один английский такой же у камина. Сильный иностранный элемент. Звездно-полосатый флаг, похоже, не представлен. Бандл покачала головой. Мистер Фиш растворился в воздухе. Вирджинии здесь тоже нет. Но все остальные в сборе, и я спинным мозгом чувствую, Билл, что мы уже совсем близки к тому моменту, когда кто-нибудь произнесет «это сделал дворецкий», и все тайное станет явным. Мы ждем теперь только приезда Энтони Кейда. «Он ни за что не явится», — сказал Билл. «Зачем же тогда созывать это заседание совета директоров, как называет его отец?»
А за этим кроется какой-то глубокий замысел. Будь уверена. Хочет, чтобы мы все торчали здесь, пока сам он будет совершенно в другом месте. Ну, ты понимаешь, как это делается. Значит, ты думаешь, он не придет? Какое там? Сунуть голову прямо в пасть льву? Да ведь комната буквально кишит детективами и высокопоставленными чиновниками. Ты плохо знаешь короля Виктора, если думаешь, что это его остановит. Судя по всему, именно такие ситуации он обожает больше всего на свете, и ему всегда удается выйти сухим из воды. Мистер Эверсли с сомнением покачал головой. Для этого понадобятся недюжинные усилия, когда все карты против него. Он никогда. Дверь снова отворилась, и Тредвилл объявил. «Мистер Кейт». Энтони направился прямиком к хозяину дома. «Лорд Кейтерхэм», — сказал он, — «я причиняю вам ужасно много хлопот, и мне крайне неловко из-за этого. Но я действительно думаю, что сегодня вечером наступит развязка этой тайны». Лорд Кейтерхэм, казалось, сменил гнев на милость. Он всегда питал тайную симпатию к Энтони. «Никаких хлопот, мой дорогой, совершенно никаких», — сердечно отозвался он. «Очень любезно с вашей стороны», — сказал Энтони. «Я вижу, все в сборе. Тогда я могу приступить к благому делу». «Я не понимаю», — веско произнес Джордж Ломакс. «Я совершенно ничего не понимаю. Все это крайне не по правилам. Мистер Кейт не имеет никакого официального статуса, абсолютно никакого. Положение весьма трудное и деликатное. Я решительно придерживаюсь мнения». Поток красноречия Джорджа был прерван. Незаметно приблизившись к важному лицу, суперинтендант Баттл шепнул ему на ухо несколько слов. Джордж выглядел озадаченным и сбитым с толку. «Ну что ж, если вы так говорите», — неохотно заметил он. Затем добавил более громким тоном: «Я уверен, что мы все готовы выслушать то, что хочет сказать мистер Кейт». Энтони проигнорировал явное снисхождение в тоне собеседника. «Это просто моя маленькая идея, вот и все», — бодро сказал он. «Наверное, все вы знаете, что на днях мы заполучили некое зашифрованное послание. Там было упоминание Ричмонда и несколько цифр». Он сделал паузу. «Что ж, мы попытались его разгадать и потерпели неудачу. Но в мемуарах покойного графа Стильптича, который мне довелось прочесть, есть упоминание об одном ужине, цветочном ужине, на который все приходили с бутоньерками в виде какого-нибудь цветка. Сам граф носил точную копию того любопытного значка, который мы нашли в тайнике в секретном проходе. Это была роза. Если помните, там все состояло из рядов предметов, ряды пуговиц, буквы «Е» и, наконец, ряды вязания. А теперь, господа, что в этом доме расположено рядами? Книги, не так ли? Добавьте к этому, что в каталоге библиотеки лорда Кейтерхэма есть книга под названием «Жизнь графа Ричмонда», и, я думаю, вы получите весьма ясное представление о месте тайника. Начав с упомянутого тома и используя цифры для обозначения полок и книг, вы, я думаю, обнаружите, что объект наших поисков скрыт в фальшивой книге или в нише за определенной книгой. Энтони скромно огляделся, явно ожидая аплодисментов. «Клянусь честью, это очень остроумно», — сказал лорд Кейтерхэм. «Довольно остроумно», — снисходительно признал Джордж. «Но это еще предстоит увидеть». Энтони рассмеялся. О вкусе пудинга судят по тому, как его едят, не так ли? Что ж, я это мигом докажу. Он вскочил на ноги. Я схожу в библиотеку. Договорить он не успел. Месье Лемейкрат Каен сделал шаг вперед от окна. «Одну минуту, мистер Кейт». «Вы позволите, лорд Кейтерхэм?»
Он подошел к письменному столу и торопливо черкнул несколько строк. Запечатав их в конверт, он позвонил в колокольчик. На зов явился Тредвилл. Лемойн передал ему записку. «Доставьте это немедленно, будьте добры». «Слушаюсь, сэр», — ответил Тредвилл. И со своей обычной величественной поступью удалился. Энтони, который до этого стоял в нерешительности, снова сел. «В чем же заключается твоя гениальная мысль, Лемойн?» Мягко спросил он. В атмосфере внезапно возникло ощущение крайнего напряжения. Если драгоценный камень действительно там, где вы говорите, что ж, он находится там уже более 7 лет, так что еще четверть часа ничего не изменит. «Продолжайте», — сказал Энтони. «Ведь это не все, что вы хотели сказать?» «Нет, не все. При сложившихся обстоятельствах было бы весьма неразумно позволить кому-либо покинуть эту комнату. Особенно если у этого человека довольно сомнительное прошлое». Энтони приподнял брови и закурил сигарету. «Полагаю, бродячая жизнь не слишком респектабельна», — задумчиво произнес он. 2 месяца назад, мистер Кейт, вы были в Южной Африке. Это общеизвестный факт. А где вы были до этого? Энтони откинулся на спинку кресла, лениво пуская кольца дыма. В Канаде. На диком северо-западе. А вы уверены, что не находились в тюрьме? В одной из французских тюрем? Суперинтендант Баттл машинально сделал шаг ближе к двери, словно отрезая путь к отступлению, но Энтони и не думал устраивать сцен. Вместо этого он пристально посмотрел на французского детектива и так и покатился со смеху. «Мой бедный Лемойн. У вас прямо-таки мания преследования. Вам действительно всюду мерещится король Виктор. Вы серьезно воображаете, что этот любопытный джентльмен — я? Вы это отрицаете?» Энтони смахнул крупинку пепла с рукава своего пиджака. «Я никогда не отрицаю того, что меня забавляет», — легкомысленно бросил он. «Но это обвинение поистине слишком нелепо». «Ах, вот как вы думаете». Француз подался вперед. Его лицо болезненно подергивалось, и все же в его облике сквозила некоторая растерянность, словно манера поведения Энтони ставила его в тупик. «А что, если я скажу вам, месье, что на этот раз, именно на этот раз, я твердо намерен поймать короля Виктора, и ничто меня не остановит?» «Весьма похвально», — прокомментировал Энтони. «Однако вы и раньше пытались его поймать, не так ли, Лемойн? И он всякий раз брал верх над вами. Вы не боитесь, что это может повториться снова? Судя по всему, он малый скользкий». Разговор превратился в настоящую дуэль между сыщиком и Энтони. Все присутствующие в комнате остро ощущали это противоборство. Это была битва не на жизнь, а на смерть между французом, который говорил с мучительной серьезностью, и человеком, который столь невозмутимо курил и всем своим видом показывал, что у него нет ни малейшего повода для беспокойства. «На вашем месте, Лемойн», — продолжал Энтони, — «я был бы очень-очень осторожен. Смотрите под ноги и все в таком духе». «На этот раз», — мрачно отрезал Лемойн, — «никакой ошибки не будет». «Вы, кажется, совершенно во всем этом уверены», — заметил Энтони. «Но ведь существует еще и такое понятие, как улики, знаете ли». Лемойн улыбнулся, и что-то в его улыбке, по-видимому, привлекло внимание Энтони. Тот выпрямился в кресле и затушил сигарету. «Вы видели записку, которую я только что написал?» — спросил французский детектив. «Она адресована моим людям в гостинице. Вчера я получил из Франции отпечатки пальцев и антропометрические данные короля Виктора, так называемого капитана О'Нейла. Я попросил, чтобы их принесли мне сюда.
Через несколько минут мы узнаем, вы ли этот человек». Энтони пристально посмотрел на него. Затем на его лице промелькнула легкая улыбка. «А вы действительно довольно умны, Лемойн. Я как-то не подумал об этом. Документы прибудут, вы заставите меня макнуть пальцы в чернила или сделаете еще что-нибудь столь же малоприятное, измерите мои уши и поищите особые приметы. И если они совпадут?» «Ну, — сказал Лемойн, — а если они совпадут, что тогда?» Энтони подался вперед в своем кресле. «Ну, если они действительно совпадут, — произнес он очень мягко, — что тогда?» «Что тогда?» Сыщик, казалось, был застигнут врасплох. «Но тогда я докажу, что вы и есть король Виктор». Однако впервые в его манере поведения проскользнула тень неуверенности. «Это, несомненно, доставит вам огромное удовлетворение», — сказал Энтони. «Но я не совсем понимаю, чем это может мне навредить. Я ничего не признаю, но предположим, просто ради поддержания спора, что я и есть король Виктор, ведь я мог бы попытаться раскаяться, понимаете ли?» «Раскаяться?» «Именно так. Поставьте себя на место короля Виктора, Лемойн. Включите воображение. Вы только что вышли из тюрьмы. Вы уже в летах. Вы утратили былой восторг от авантюрной жизни. Скажем даже, что вы встретили прекрасную девушку. Вы подумываете о том, чтобы жениться и обосноваться где-нибудь в деревне, где можно выращивать кабачки. Вы решаете отныне вести безупречную жизнь. Поставьте себя на место короля Виктора. Разве вы не можете представить себе подобные чувства? «Не думаю, что я почувствовал бы нечто подобное», — сказал Лемойн с сардонической усмешкой. «Возможно, и нет», — согласился Энтони. «Но ведь вы и не король Виктор, верно? Вы не можете знать, что он чувствует. Но это же чушь, то, что вы здесь говорите», — зарычал француз. «А вовсе нет. Полноте, Лемойн, если я король Виктор, то, что вы, в конце концов, имеете против меня. В те далекие старые времена вы так и не смогли собрать необходимые улики, помните? Свой срок я отсидел, вот и все. Полагаю, вы могли бы арестовать меня за французский эквивалент бродяжничества с намерением совершить преступление, но это принесло бы слабое удовлетворение, не так ли? «Вы забываете, — сказал Лемойн, — об Америке. Как быть с этим делом о получении денег обманным путем и выдаче себя за князя Николая Оболовича?» «Номер не пройдет, Лемойн, — сказал Энтони. Меня и близко не было в Америке в то время. И я могу легко это доказать. Если король Виктор выдавал себя за князя Николая в Америке, значит, я не король Виктор. Вы уверены, что кто-то выдавал себя за него? Что это был не он сам?» Суперинтендант Баттл внезапно вмешался. «Тот человек действительно был самозванцем, мистер Кейт». «Не стану спорить с вами, Баттл», — сказал Энтони. «У вас есть эта привычка всегда быть правым. А уверены ли вы в равной степени, что князь Николай умер в Конго?» Баттл посмотрел на него с любопытством. «Я бы не стал в этом клясться, сэр. Но в это общепринято верить. Осторожный человек. Каков ваш девиз? Дать побольше веревки, верно? Я взял с вас пример. Я дал месье Лемойну предостаточно веревки. Я не отрицал его обвинений. Но, тем не менее, боюсь, его ждет разочарование. Видите ли, я всегда считаю, что нужно иметь козырь в рукаве. Предвидя, что здесь могут возникнуть некоторые неприятности, я принял меры предосторожности и прихватил с собой козырную карту. Она, или, точнее, он, находится наверху. Наверху?
спросил лорд Кейтерхэм, весьма заинтригованный. Да, бедняге в последнее время пришлось несладко. Получил от кого-то сильный удар по голове. Я за ним присматривал. Внезапно раздался густой голос мистера Исаакштейна. «Можем ли мы догадаться, кто он?» «Если хотите», — сказал Энтони, — «но...» Лемойн прервал его с внезапной свирепостью. «Все это шутовство. Вы думаете снова перехитрить меня?» «Возможно, то, что вы говорите, правда, что вас не было в Америке. Вы слишком умны, чтобы говорить это, если бы это было не так. Но есть кое-что еще. Убийство. Да, убийство. Убийство принца Михаила. Он помешал вам в ту ночь, когда вы искали драгоценный камень. Лемойн, вы когда-нибудь знали, чтобы король Виктор совершал убийство?» Голос Энтони прозвучал резко. «Вы знаете так же хорошо, лучше, чем я, что он никогда не проливал крови. Кто же еще, кроме вас, мог убить его?» Закричал Лемойн. «Ответьте мне на это». Последнее слово замерло на его губах, когда с террасы снаружи донесся пронзительный свист. Энтони вскочил, отбросив всю свою напускную беспечность. «Вы спрашиваете меня, кто убил принца Михаила?» — воскликнул он. «Я не скажу вам, я вам покажу». Этот свист был сигналом, которого я ждал. Убийца принца Михаила сейчас в библиотеке. Он выскочил через окно, и остальные последовали за ним. Он вел их по террасе, пока они не подошли к окну библиотеки. Он толкнул створку, и она поддалась его прикосновению. Очень тихо он отвел в сторону тяжелую бархатную штору, чтобы они могли заглянуть в комнату. У книжного шкафа стояла темная фигура, которая торопливо вытаскивала и ставила обратно тома, настолько поглощенная этим занятием, что не замечала никаких посторонних звуков. И тут, пока они стояли и наблюдали, пытаясь распознать фигуру, смутно вырисовывавшуюся в луче зажатого в руке электрического фонарика, кто-то пронесся мимо них со звуком, похожим на рев дикого зверя. Фонарик упал на пол и погас, и комнату наполнили звуки яростной борьбы. Лорд Кейтерхэм на ощупь пробрался к выключателю и зажег свет. Две фигуры сцепились в схватке. И на их глазах наступила развязка. Раздался короткий резкий щелчок пистолетного выстрела, и фигура поменьше обмякла и упала. Другой человек повернулся и встал к ним лицом, это был Борис, его глаза горели яростью. «Она убила моего хозяина», — прорычал он. «Теперь она пыталась застрелить меня. Я хотел отобрать у нее пистолет и застрелить ее, но он выстрелил во время борьбы. Святой Михаил направил его. Эта злая женщина мертва». «Женщина!» — воскликнул Джордж Ломакс. Они подошли ближе. На полу, все еще сжимая в руке пистолет, с выражением смертоносной злобы на лице, лежала мадмуазель Брюн. Глава 28. Король Виктор. «Я подозревал ее с самого первого момента», — объяснил Энтони. В ночь убийства в ее комнате горел свет. После я колебался. Я навел о ней справки в Британии и вернулся, убежденный в том, что она именно та, за кого себя выдает. Я был дураком. Поскольку графиня де Бретей наняла мадмуазель Брюн и очень высоко отзывалась о ней, мне и в голову не пришло, что настоящую мадмуазель Брюн могли похитить по дороге к новому месту работы, а ее место заняла самозванка. Вместо этого я перенес свои подозрения на мистера Фиша. И только после того, как он последовал за мной в Дувр и мы все выяснили друг с другом, я начал видеть ситуацию отчетливо. Как только я узнал, что он сотрудник агентства Пинкертона и выслеживает короля Виктора, мои подозрения снова вернулись к их первоначальному объекту. Самым тревожным для меня было то,
что миссис Ревель определенно узнала эту женщину. Но потом я вспомнил, что это произошло только после того, как я упомянул, что она была гувернанткой мадам де Бретей. И все, что она тогда сказала, это объясняло тот факт, что лицо женщины показалось ей знакомым. Суперинтендант Баттл подтвердит вам, что был организован умышленный заговор с целью помешать миссис Ревель приехать в Чимнис. На самом деле для этого использовали не больше и не меньше, как мертвое тело. И хотя само убийство было делом рук членов организации «Красные руки», каравших предполагаемое предательство со стороны жертвы, инсценировка этого преступления и отсутствие фирменного знака этой организации указывали на то, что действиями руководил чей-то более тонкий ум. С самого начала я подозревал какую-то связь с Герцословакией. Миссис Ревель была единственной из всех гостей дома, кто бывал в этой стране. Сначала я подозревал, что кто-то выдает себя за принца Михаила, но это предположение оказалось совершенно ошибочным. Когда я осознал возможность того, что мадмуазель Брюн — самозванка, и сопоставил это с тем, что ее лицо было знакомо миссис Ревель, я начал понимать, в чем дело. Очевидно, было крайне важно, чтобы ее не узнали, а миссис Ревель была единственным человеком, который мог это сделать. Но кем же она была? Спросил лорд Кейтерхэм. Кем-то, кого миссис Ревель знала в Герцословакии? Я думаю, барон мог бы нам это сказать, произнес Энтони. Я? Барон уставился на него, а затем перевел взгляд на неподвижную фигуру. «Взгляните хорошенько», — сказал Энтони. «Пусть грим не сбивает вас с толку. Помните, когда-то она была актрисой». Барон снова вгляделся. Внезапно он вздрогнул. «Боже правый», — прошептал он, — «это невозможно». «Что невозможно?» — спросил Джордж. «Кто эта леди?» «Вы узнаете ее, барон?» «Нет, нет, это невозможно», — продолжал бормотать барон. Она была убита. Они оба были убиты. На ступенях дворца. Ее тело было найдено. Изуродованным и неопознаваемым, напомнил ему Энтони. Ей удалось всех обхитрить. Думаю, она бежала в Америку и провела много лет, затаившись в смертельном страхе перед членами организации «Красные руки». Вспомните, ведь именно они устроили революцию и, выражаясь образно, всегда имели к ней зуб. Затем король Виктор вышел на свободу, и они вместе задумали вернуть бриллиант. Она искала его той ночью, когда внезапно столкнулась с принцем Михаилом, и он ее узнал. При обычном положении дел ей не стоило особо опасаться встречи с ним. Королевские гости не общаются с гувернантками, к тому же она всегда могла удалиться под предлогом внезапной мигрени, как это и произошло в тот день, когда здесь был барон. Однако она столкнулась с принцем Михаилом лицом к лицу, когда меньше всего этого ожидала. Перед ней замаячили разоблачение и позор. Она застрелила его. Именно она подбросила револьвер в чемодан Айзекштейна, чтобы запутать следы, и именно она вернула письма. Лемойну шагнул вперед. «Вы говорите, что той ночью она спустилась, чтобы искать драгоценный камень», — произнес он. Но не могла ли она идти навстречу со своим сообщником, королем Виктором, который пробирался снаружи? А? Что вы на это скажете? Энтони вздохнул. Все еще за свое, мой дорогой Лемойну? Какая настойчивость! Вы так и не вняли моему намеку на то, что у меня в рукаве припрятан козырный туз? Но тут вмешался Джордж, чей ум работал довольно медленно. Я все еще в полном недоумении. Кем была эта дама, барон? Похоже, вы ее узнали. Но барон выпрямился и встал очень прямо и чопорно. Вы ошибаетесь, мистер Ломакс. Насколько мне известно, я эту даму раньше не видел.
Она мне совершенно незнакома. Но... Джордж уставился на него в полном замешательстве. Барон отвел его в угол комнаты и что-то прошептал ему на ухо. Энтони с большим удовольствием наблюдал, как лицо Джорджа медленно наливается багровым цветом, глаза округляются и проявляются все первые признаки апоплексического удара. До него донесся шепот сиплого голоса Джорджа. «Конечно, конечно, безусловно, нет никакой необходимости усложнять ситуацию, максимальная дискретность». «Ах!» Лимойну резко ударил рукой по столу. «Мне все равно. Убийство принца Михаила — это не мое дело. Мне нужен король Виктор». Энтони мягко покачал головой. «Мне жаль вас, Лимойну. Вы действительно очень способный малый. Но, тем не менее, вы проиграете эту взятку. Я собираюсь пойти со своего козыря». Он пересек комнату и позвонил в колокольчик. Тредвилл явился на зов. «Сегодня вечером со мной приехал джентльмен, Тредвилл». «Да, сэр, иностранный джентльмен». «Совершенно верно. Не будете ли вы так любезны попросить его присоединиться к нам здесь как можно скорее?» «Да, сэр». Тредвилл удалился. «Выход козырной карты таинственного господина Икс», — заметил Энтони. «Кто он? Может ли кто-нибудь догадаться?» «Если сопоставить 2 и 2, — произнес Герман Айзекштейн, — учитывая ваши загадочные намеки сегодня утром и ваше поведение сегодня днем, я бы сказал, что в этом нет никаких сомнений. Каким-то образом вам удалось разыскать принца Николая Герцеславатского. Вы думаете так же, барон?» «Да. Если только вы не выставили еще одного самозванца. Но в это я не поверю. Со мной вы вели себя крайне честно. Благодарю вас, барон. Я не забуду этих слов. Значит, вы все согласны?» Его взгляд обвел круг ожидающих лиц. Только Лимойну не ответил, продолжая угрюмо смотреть на стол. Чуткое ухо Энтони уловило звук шагов снаружи в холле. «И все же, знаете ли, — сказал он со странной улыбкой, — вы все ошибаетесь». Он быстро подошел к двери и распахнул ее. На пороге стоял человек, мужчина с аккуратной черной бородкой, в очках, чей щегольской вид был слегка подпорчен повязкой вокруг головы. «Позвольте представить вам настоящего господина Лимойну из Сюрте». Послышался шум и потасовка, а затем из окна раздался гнусавый, вкрадчивый и обнадеживающий голос мистера Хайрама Фиша. «Ну уж нет, сынок, только не в эту сторону. Я стоял здесь весь этот вечер именно с той целью, чтобы помешать твоему побегу. Ты можешь заметить, что я держу тебя под прицелом вот этого моего пистолета. Я приехал сюда, чтобы взять тебя, и я тебя взял, но ты, конечно, парень хоть куда». Глава 29. Дальнейшие объяснения. «Я думаю, мистер Кейт, вы задолжали нам объяснение», — произнес Герман Айзекштейн несколько позже в тот же вечер. «Объяснять особо нечего», — скромно ответил Энтони. «Я отправился в Дувр, а Фиш последовал за мной, находясь под впечатлением, что я и есть король Виктор. Там мы обнаружили запертого таинственного незнакомца и, как только услышали его историю, сразу поняли, в чем дело. Опять та же самая задумка, понимаете? Настоящего человека похищают, а ложный, в данном случае сам король Виктор, занимает его место. Но, похоже, Баттл всегда подозревал, что с его французским коллегой что-то нечисто, и запросил по телеграфу из Парижа отпечатки его пальцев и другие данные для опознания. «Ах!» — воскликнул барон. «Отпечатки пальцев. Те самые антропометрические измерения Бертильона, о которых толковал этот мерзавец? Это была умная идея,
— сказал Энтони. Я так ею восхитился, что почувствовал себя обязанным подыграть. К тому же мои действия ужасно озадачили ложного Лемойну. Видите ли, как только я подал намек насчет рядов и того, где на самом деле находится драгоценный камень, он загорелся желанием передать эту новость своей сообщнице и одновременно удержать нас всех в той комнате. Записка на самом деле предназначалась мадмуазель Брюн. Он велел Тридвеллу доставить ее немедленно, и Тридвелл так и сделал, отнеся ее наверх в классную комнату. Лемойну обвинил меня в том, что я король Виктор, тем самым отвлекая внимание и не позволяя никому выйти из комнаты. К тому времени, как все это прояснилось и мы направились в библиотеку на поиски камня, он льстил себя надеждой, что камня там уже не окажется. Джордж прокашлялся. «Должен сказать, мистер Кейт», — напыщенно произнес он, «что я считаю ваши действия в этом деле крайне предосудительными. Если бы в ваших планах произошла малейшая осечка, одно из наших национальных достояний могло бы исчезнуть без надежды на возвращение. Это было безрассудно, мистер Кейт, предосудительно безрассудно. Полагаю, вы так и не раскусили эту маленькую задумку, мистер Ломакс», — раздался протяжный голос мистера Фиша. Этот исторический бриллиант никогда не находился за книгами в библиотеке. Никогда. Да, не в жизнь. «Видите ли», — объяснил Энтони, то маленькое указание графа Стелптича означало именно то, чем оно и являлось изначально — розу. Когда в понедельник днем до меня это дошло, я направился прямиком в розарий. Мистер Фиш уже и сам догадался до этой идеи. Если встать спиной к солнечным часам, сделать 7 шагов прямо вперед, затем 8 налево и 3 направо, вы подойдете к кустам ярко-красной розы под названием Ричмонд. В поисках тайника весь дом перевернули вверх дном, но никто не догадался покопать в саду. Предлагаю устроить небольшие раскопки завтра утром. Значит, история про книги в библиотеке. Моя выдумка, чтобы заманить даму в ловушку. Мистер Фиш дежурил на террасе и свистнул, когда настал психологический момент. Могу сказать, что мы с мистером Фишем ввели военное положение в Дуврском доме и помешали членам организации «Красной руки» связаться с ложным Лемойну. Он отправил им приказ убираться, и ему передали весть, что это исполнено. Так что он со спокойной душой приступил к осуществлению своего плана по моему разоблачению. «Ну что ж», — бодро произнес лорд Кейтерхэм, «кажется, все прояснилось самым наилучшим образом». «Все, кроме одного», — заметил мистер Айзекштейн. «Чего именно?» Крупный финансист пристально посмотрел на Энтони. «Для чего вы вытащили меня сюда?» «Просто чтобы я поприсутствовал при драматической сцене в качестве заинтересованного наблюдателя?» Энтони покачал головой. «Нет, мистер Айзекштейн. Вы занятой человек, чье время — деньги. Зачем вы вообще приехали сюда изначально?» «Чтобы договориться о займе». «С кем?» «С принцем Михаилом Герцеславатским». «Именно. Принц Михаил мертв. Готовы ли вы предоставить тот же заем на тех же условиях его двоюродному брату Николаю? Вы можете его представить?» «Я думал, он погиб в Конго». «С ним покончено, это верно». «Это я покончил с ним». «А нет, я не убийца». Когда я говорю, что покончил с ним, я имею в виду, что пустил слух о его кончине. Я обещал вам принца, мистер Айзекштейн. Подойду ли я? Вы? Да, это я. Николай Сергиус Александр Фердинанд Абалович. Слишком длинно для той жизни, которую я собирался вести, поэтому я выбрался из Конго как простой Энтони Кейт. Маленький капитан Андрашев вскочил с места. «Но это невероятно, просто невероятно!» Завыл он. «Будьте осторожны, сэр, в том, что говорите.
«Я могу предоставить вам массу доказательств», — спокойно произнес Энтони. «Думаю, мне удастся убедить барона». Барон поднял руку. «Ваши доказательства я изучу, да. Но для меня в них нет необходимости. Одного вашего слова для меня вполне достаточно. К тому же вы очень похожи на свою мать-англичанку. Я с самого начала говорил, этот молодой человек с той или другой стороны очень знатного происхождения». «Вы всегда верили моему слову, барон», — сказал Энтони. «Уверяю вас, в будущем я этого не забуду». Затем он посмотрел на суперинтенданта Батла, чье лицо оставалось совершенно бесстрастным. «Вы можете понять», — с улыбкой произнес Энтони, «что мое положение было крайне шатким. Из всех, кто находился в этом доме, у меня, пожалуй, был самый веский повод желать устранения Михаила Абаловича, поскольку я являлся следующим наследником престола. Все это время я чрезвычайно боялся Батла. Мне постоянно казалось, что он меня подозревает, но его удерживает отсутствие мотива. «Я ни на минуту не верил, что это вы застрелили его, сэр», — ответил суперинтендант Батл. «У нас есть чутье в таких делах. Но я знал, что вы чего-то боитесь, и это меня озадачивало. Если бы я раньше узнал, кто вы есть на самом деле, то, пожалуй, уступил бы уликам и арестовал вас. Я рад, что мне удалось утаить от вас хотя бы одну чужую тайну. Все остальное вы из меня благополучно вытянули. Вы чертовски хороши в своем деле, Батл. Я всегда буду вспоминать Скотленд-Ярд с уважением». «Самое поразительное», — пробормотал Джордж. «Самая поразительная история из всех, что я слышал. Я действительно с трудом могу в это поверить». «Вы совершенно уверены, барон, что...» «Мой дорогой мистер Ломакс», — произнес Энтони с легкой жесткостью в голосе, «я не намерен просить британское министерство иностранных дел поддержать мои притязания, не предъявив самых убедительных документальных доказательств. Предлагаю сейчас прерваться, чтобы вы, барон, мистер Айзекштейн и я могли обсудить условия предполагаемого займа». Барон поднялся на ноги и щелкнул каблуками. «Это будет самый гордый момент в моей жизни, сэр», — торжественно произнес он, «когда я увижу вас королем Герцесловакии». «Ах, да, барон», — небрежно добавил Энтони, беря его под руку, «я забыл вам сказать. Тут есть одно «но». Дело в том, что я женат». Барон отступил на шаг или два. По его лицу разлился ужас. «Я знал, что тут что-то не так», — прогремел он. «Милосердный Боже на небесах». Он женился на темнокожей женщине в Африке. «В полноте все не так уж плохо», — рассмеялся Энтони. «Она совершенно белая, до глубины души, благослови ее Господь». «Хорошо. Значит, это может быть приличный марганатический союз». «Ничего подобного. Ей предстоит быть королевой при мне, короле. И не надо качать головой. Она полностью подходит для этой роли. Она дочь английского пэра, чей род восходит ко временам Вильгельма Завоевателя. Сейчас среди королевских особ очень модно жениться на представительницах аристократии, к тому же она кое-что знает о Герцесловакии». «Боже мой!» — вскричал Джордж Ломакс, от испуга забыв о своей привычной осторожности в выражениях. Неужели это Вирджиния Ревель?» «Да», — ответил Энтони. «Вирджиния Ревель». «Мой дорогой малый», — воскликнул лорд Кейтерхэм, «то есть, я хотел сказать, сэр, я поздравляю вас, искренне поздравляю. Прелестное создание». «Благодарю вас, лорд Кейтерхэм», — сказал Энтони. «Она именно такая, как вы говорите, и даже лучше». Однако мистер Айзекштейн разглядывал его с любопытством. «Простите мою дерзость, ваше высочество, но когда состоялось это бракосочетание?»
Энтони улыбнулся ему в ответ. «Собственно говоря», — произнес он, — «я женился на ней сегодня утром». Глава 30. Энтони соглашается на новую работу. «Если вы пойдете вперед, джентльмены, я присоединюсь к вам через минуту», — произнес Энтони. Он подождал, пока остальные выйдут один за другим, а затем повернулся к суперинтенданту Батлу, который стоял, казалось, полностью поглощенный разглядыванием деревянных панелей. «Ну что, Батл? Вы ведь хотите меня о чем-то спросить, не так ли?» «Что ж, хочу, сэр, хотя и не знаю, как вы об этом догадались. Но я всегда отмечал, что вы соображаете необычайно быстро. Я полагаю, что покойная дама была бывшей королевой Ворогой?» «Совершенно верно, Батл. Надеюсь, это дело замяли. Вы ведь понимаете мои чувства по поводу семейных скелетов в шкафу. Положитесь в этом на мистера Ломакса, сэр. Никто никогда об этом не узнает. То есть, многие будут знать, но это не получит огласки. Это то самое, о чем вы хотели меня спросить?» «Нет, сэр, это было лишь мимоходом. Мне было любопытно узнать, что именно заставило вас отказаться от собственного имени, если только я не позволяю себе слишком многого». «Нисколько. Я расскажу вам. Я покончил с собой из самых чистых побуждений, Батл. Моя мать была англичанкой, я получил образование в Англии и интересовался Англией гораздо больше, чем Герцесловакией. И я чувствовал себя полным дураком, шатаясь по свету с прилепленным ко мне опереточным титулом. Видите ли, когда я был совсем молод, у меня были демократические взгляды. Я верил в чистоту идеалов и равенство всех людей. Особенно я не верил в королей и принцев. «А с тех пор?» — проницательно спросил Батл. «А, с тех пор я попутешествовал и повидал мир. Равенства вокруг чертовски мало. Заметьте, я все еще верю в демократию. Но ее приходится навязывать людям твердой рукой, вбивать им ее прямо в глотку. Люди не хотят быть братьями. Возможно, когда-нибудь они захотят, но только не сейчас. Моя окончательная вера во всеобщее братство людей умерла на прошлой неделе, в день моего приезда в Лондон, когда я заметил, что люди, стоящие в вагоне метро, решительно отказываются продвинуться вперед и освободить место для тех, кто входит. На данном этапе вы еще не превратите людей в ангелов, взывая к их лучшим качествам, но с помощью разумной силы вы можете заставить их вести себя более или менее прилично по отношению друг к другу. Я все еще верю во всеобщее братство людей, но это произойдет еще не скоро. Скажем, еще через 10 лет или около того. Не стоит проявлять нетерпение. Эволюция — процесс медленный. «Меня очень интересуют эти ваши взгляды, сэр», — сказал Батл с огоньком в глазах. «И если вы позволите мне это заметить, я уверен, что вы станете там прекрасным королем». «Спасибо, Батл», — с вздохом ответил Энтони. «Вы как будто не слишком рады этому, сэр?» «А, даже не знаю. Я полагаю, это будет довольно забавно. Но это означает связать себя постоянной работой. Раньше я всегда этого избегал. Но вы ведь считаете это своим долгом, сэр, я полагаю?» «Боже правый, нет». «Что за мысль?» «Это женщина. Это всегда женщина, Батл. Ради нее я готов на большее, чем просто стать королем». «Совершенно верно, сэр. Я все устроил так, что барон и Айзекштейн не смогут возразить. Одному нужен король, а другому нужна нефть. Они оба получат то, чего хотят, а у меня есть». «А, господи, Батл, вы когда-нибудь влюблялись?» «Я очень привязан к миссис Батл, сэр». «Очень привязаны к миссис». «А, вы просто не понимаете, о чем я говорю».
Это совершенно другое дело. Простите меня, сэр, но ваш человек ждет за окном. Борис. И правда. Он удивительный малый. Какое счастье, что этот пистолет выстрелил во время борьбы и убил даму. В противном случае Борис свернул бы ей шею так же верно, как сама судьба, и тогда вам пришлось бы его повесить. Его преданность династии Оболовичей поразительна. Самое странное заключается в том, что как только Михаил погиб, он привязался ко мне, и при этом он никак не мог знать, кто я такой на самом деле. «Инстинкт», — произнес Батл. «Как у собаки». Весьма неловкий инстинкт, как мне тогда показалось. Я побоялся, что это выдаст меня вам с головой. Пожалуй, мне лучше пойти узнать, чего он хочет. Он вышел через окно. Оставшись один, суперинтендант Батл посмотрел ему вслед, а затем, по всей видимости, обратился к деревянной панели. «Он справится», — произнес суперинтендант Батл. Снаружи Борис объяснил, в чем дело. «Хозяин», — сказал он и пошел вперед по террасе. Энтони следовал за ним, гадая, что же там стряслось. Вскоре Борис остановился и указал указательным пальцем вперед. Светила луна, и перед ними на каменной скамье сидели две фигуры. «Он пес», — подумал про себя Энтони. И к тому же Пойнтер — легавая собака. Он шагнул вперед. Борис растворился в тени. Две фигуры поднялись ему навстречу. Одной из них была Вирджиния, а другой. «Привет, Джо», — произнес отлично знакомый голос. «Замечательная у тебя девушка». «Джимми Макград, клянусь всем святым», — воскликнул Энтони. «Какими судьбами ты здесь оказался?» Моя поездка вглубь страны сорвалась. Потом вокруг начали крутиться какие-то латиноамериканцы. Хотели перекупить у меня ту рукопись. А затем, в довершение всего, одной ночью я чуть было не получил нож в спину. Это заставило меня задуматься о том, что я подкинул тебе дельце покрупнее, чем сам предполагал. Я подумал, что тебе может понадобиться помощь, и приплыл вслед за тобой на первом же корабле. Разве это не великолепно с его стороны? Сказала Вирджиния. Она сжала руку Джимми. Почему ты никогда не говорил мне, какой он ужасно милый? Ты правда такой, Джимми, ты просто прелесть. Похоже, вы двое отлично поладили, заметил Энтони. Еще бы, ответил Джимми. Я вынюхивал новости о тебе, когда столкнулся с этой дамой. Она оказалась совсем не такой, как я себе представлял, вовсе не какая-то там высокомерная светская львица, которая напугала бы меня до смерти. Он рассказал мне все про письма, произнес Вирджиния. И мне даже как-то стыдно, что у меня не возникло из-за них настоящих неприятностей, раз уж он проявил себя таким странствующим рыцарем. «Если бы я знал, какая вы», — галантно заметил Джимми, — «я бы не отдал ему эти письма. Я бы привез их вам сам». «Послушай, молодой человек, неужели все веселье уже закончилось? Для меня совсем нет никакой работы?» «Клянусь Юпитером», — сказал Энтони, — «работа есть». «Подожди минутку». Он скрылся в доме. Через пару минут он вернулся с бумажным свертком, который и бросил в руки Джимми. «Отправляйся в гараж и выбери себе машину поприличнее. Дуй в Лондон и доставь этот сверток на Эвердин-сквер, дом 17. Это личный адрес мистера Болдерсона. В обмен он вручит тебе 1000 фунтов». «Что? Это не мемуары?» «Я так понял, что их сожгли». «За кого ты меня принимаешь?» Возмутился Энтони. «Ты же не думал, что я куплюсь на подобную историю?»
Я сразу же перезвонил издателям, выяснил, что тот звонок был фальшивым, и принял соответствующие меры. Я собрал фальшивый сверток, как мне и велели сделать. Но настоящую рукопись я положил в сейф управляющего, а им отдал пустышку. Мемуары ни на миг не покидали моего владения. «Молодчина, сынок», — сказал Джимми. «А, Энтони», — воскликнула Вирджиния. «Ты ведь не позволишь их опубликовать?» «Я ничего не могу поделать. Я не могу подвести такого приятеля, как Джимми. Но тебе ни о чем беспокоиться. У меня было время бегло просмотреть их, и теперь я понимаю, почему люди всегда намекают, будто важные птицы не сами пишут свои воспоминания, а нанимают для этого кого-то другого. Как писатель Стилптич, невыносимый зануда. Он разглагольствует о государственном управлении и совершенно не приводит никаких пикантных или нескромных анекдотов. Его непреодолимая страсть к секретности сохранилась до самого конца. В этих мемуарах от начала до конца нет ни единого слова, способного взволновать чувства даже самого придирчивого политика. Я созвонился сегодня с Болдерсоном и договорился с ним, что доставлю рукопись сегодня до полуночи. Но теперь, раз уж Джимми здесь, он может сам выполнить свою грязную работу. «Я поехал», — сказал Джимми. «Мне нравится идея получить эту 1000 фунтов, особенно учитывая, что я уже мысленно примирился с тем, что остался ни с чем». «Погоди секунду», — произнес Энтони. «Я должен сделать тебе признание, Вирджиния. Кое-что, о чем все остальные уже знают, но о чем я тебе еще не говорил. Мне все равно, сколько чужих женщин ты любил, до тех пор, пока ты не начнешь мне о них рассказывать». «Женщин!» С добродетельным видом воскликнул Энтони. «Надо же, женщин!» Спроси вон у Джеймса, с какими женщинами я общался, когда он видел меня в последний раз. «С мымрами», — торжественно подтвердил Джимми. «С законченными мымрами. Ни одной не было моложе 45 лет». «Спасибо, Джимми», — сказал Энтони, — «ты настоящий друг». «Нет, все гораздо хуже. Я обманул тебя насчет своего настоящего имени». «Оно очень ужасное?» С интересом спросила Вирджиния. «Надеюсь, не что-то глупое вроде Пабблс. Только представь зваться миссис Пабблс. Ты всегда думаешь обо мне самое худшее». Признаю, я как-то раз подумала, что ты король Виктор, но это продолжалось всего около 1,5 минут. Между прочим, Джимми, у меня есть для тебя работа — поиск золота в скалистых твердынях Герцеславакии. А там есть золото? С азартом спросил Джимми. Наверняка есть, ответил Энтони. Это удивительная страна. Значит, ты последовал моему совету и отправляешься туда? Да, сказал Энтони. Твой совет стоил гораздо больше, чем ты сам подозревал. Ну, а теперь признание. Меня не подменяли в колыбели кормилицы, и в моей истории нет ничего подобного из области романтики, но тем не менее я действительно принц Николай Абалович Герцеславацкий. «А, Энтони!» — воскликнула Вирджиния. «Да чего же уморительно. И я вышла за тебя замуж. Что же мы будем с этим делать? Мы поедем в Герцеславакию и будем притворяться королем и королевой». Джимми Макград как-то сказал, что средняя продолжительность жизни короля или королевы там составляет меньше 4 лет. «Надеюсь, ты не против?» «Против», — воскликнула Вирджиния. «Да я буду в восторге от этого». «Разве она не великолепна?» — пробормотал Джимми. Затем он тактично растворился в ночи. Через несколько минут послышался звук уезжающего автомобиля.
Нет ничего лучше, чем позволить человеку самому сделать свою грязную работу, с удовлетворением заметил Энтони. К тому же я просто не знал, как еще от него избавиться. С тех пор, как мы поженились, у меня не было ни единой минуты наедине с тобой. Мы отлично повеселимся, сказала Вирджиния. Будем отучать разбойников разбойничать, а убийц убивать, и вообще займемся повышением морального облика страны. Мне приятно слышать эти чистые идеалы, произнес Энтони. Благодаря этому я чувствую, что моя жертва не была напрасной. Чушь, спокойно отрезала Вирджиния, тебе понравится быть королем. Это ведь у тебя в крови. Тебя воспитывали для королевского ремесла, и у тебя к этому прирожденная склонность, совсем как у водопроводчиков к водопроводу. А мне никогда не казалось, что у них она есть, заметил Энтони. Но черт бы со всем этим, давай не будем тратить время на разговоры о водопроводчиках. Знаешь ли ты, что прямо в эту самую минуту я должен вовсю заседать на совещании с Айзекштейном и Старым Леденцом? Они хотят поговорить о нефти. О нефти, Боже правый. Они вполне могут подождать моего королевского соизволения. Вирджиния, помнишь, я как-то сказал тебе, что приложу чертовски много усилий, чтобы заставить тебя полюбить меня? Я помню, мягко ответила Вирджиния. Но тогда суперинтендант Баттл смотрел в окно. «Ну, сейчас-то он туда не смотрит», — сказал Энтони. Он внезапно прижал ее к себе, целуя ее веки, ее губы, зеленоватое золото ее волос. «Я так люблю тебя, Вирджиния», — прошептал он. «Я так сильно люблю тебя». «Ты любишь меня?» Он посмотрел на нее сверху вниз, будучи абсолютно уверенным в ответе. Ее голова покоилась на его плече, и совсем тихо, нежным, дрогнувшим голосом она ответила. «Ни капельки». «Ах ты, маленькая чертовка», — воскликнул Энтони, снова целуя ее. «Вот теперь я точно знаю, что буду любить тебя до самой смерти». Глава 31. Различные подробности. Сцена. Чимнис, 11 часов утра. Четверг. Джонсон, констебль полиции, со снятым пиджаком, копает землю. В воздухе витает что-то вроде похоронного настроения. Друзья и родственники стоят вокруг могилы, которую копает Джонсон. У Джорджа Ломакса такой вид, словно он является главным наследником по завещанию усопшего. Суперинтендант Баттл с его неподвижным лицом, кажется, доволен тем, что похоронные мероприятия прошли так гладко. Как для гробовщика, это делает ему честь. У лорда Кейтерхэма тот торжественный и потрясенный вид, который принимают англичане во время религиозной церемонии. Мистер Фиш не совсем вписывается в общую картину. Он недостаточно серьезен. Джонсон усердно трудится. Внезапно он выпрямляется. Вокруг пробегает легкое волнение. «Хватит, сынок», — говорит мистер Фиш. «Теперь мы отлично справимся сами». Сразу становится понятно, что он здесь на правах семейного врача. Джонсон отходит. Мистер Фиш с надлежащей торжественностью наклоняется над раскопом. Хирург готовится к операции. Он извлекает небольшой холщовый сверток. С великой церемонностью он передает его суперинтенданту Баттлу. Тот, в свою очередь, вручает его Джорджу Ломаксу. Этикет в данной ситуации теперь полностью соблюден. Джордж Ломакс разворачивает пакет, разряжает клеенку внутри него, зарывается в следующую обертку. На мгновение он задерживает что-то на ладони, а затем быстро снова укутывает это в хлопковую вату. Он прокашливается. В эту знаменательную минуту начинает он с четкой дикцией опытного оратора. Лорд Кейтерхэм спасается стремительным бегством.
На террасе он находит свою дочь. «Бандл, твоя машина в порядке?» «Да». «А что?» «Тогда немедленно вези меня в город. Я уезжаю за границу прямо сейчас, сегодня же». «Но, отец...» «Не спорь со мной, Бандл. Джордж Ламакс сказал мне, когда приехал сегодня утром, что очень хочет переговорить со мной с глазу на глаз по делу чрезвычайной деликатности. Он добавил, что король Тимбукту в скором времени прибывает в Лондон. Я не стану проходить через все это снова, Бандл, ты слышишь? Не ради полусотни Джорджей Ламаксов. Если Чимнис так важен для нации, пусть нация его купит. В противном случае я продам его синдикату, и они смогут превратить его в гостиницу. А где сейчас Коддерс? Бандл начинает ориентироваться в ситуации. «В данную минуту», — ответил лорд Кейтерхем, глядя на часы, он занят тем, что еще как минимум минут 15 будет распинаться об империи. Другая картина. Мистер Билл Эверсли, которого не пригласили присутствовать на церемонии у могилы, у телефона. «Нет, правда, я серьезно. Послушай, не обижайся. Ну, мы же поужинаем сегодня вечером в любом случае». «Нет, я не забыл. Меня держали на привязи, заставляя работать, не покладая рук. Ты даже не представляешь, каков этот Коддерс. Послушай, Долли, ты же прекрасно знаешь, что я о тебе думаю. Ты знаешь, что я никогда никого не любил, кроме тебя. Да, сначала я приду на представление. Как там идет эта старая шутка?» И малышка примеряет крючки и петельки. Потусторонние звуки. Мистер Эверсли пытается напеть упомянутый припев. И вот речь Джорджа близится к финалу. Прочный мир и процветание Британской империи. «Пожалуй», — негромко произнес мистер Хайрам Фиш вполголоса, обращаясь к самому себе и ко всему миру в целом, это была отличная маленькая неделька.